сдерживающий фактор от полной, тотальной, допустим, русификации тоже, да, в своем роде. Почему? Потому что альтернативу ты сейчас предложить не можешь. Хорошо, отойдут люди от ислама, куда они придут? Они в русском мире находятся. Они полностью... Смотри, вот что мне интересно. Если люди сами не хотят русифицироваться, то почему им нужна религия, чтобы не русифицироваться? Я говорю, религия уже, она образовалась, да, она уже, ты от нее никуда не делаешь, она уже есть. Хорошо, сейчас от религии отходим. Что ты предлагаешь? Когда ты находишься, грубо говоря, ну, не в свободном положении. Если ты свободный, ты сам можешь себе выбирать, да? А здесь ты вот... Что предлагают для чего? Я говорю, ислам ты чем заменишь? Вот есть русский мир, есть ислам. Зачем его заменять? Зачем его заменять? Ну, Я не знаю, обрести спасение, как зачем, ребята? Чечня кому поклонялась раньше? Когда сюда увели ислам? Чечня не поклонялась никому. Что за... Подожди, когда в Чечню ввели ислам? Как я понял, Так, друзья, я никого не выключал, ничего не делал. Чисто вот это дело слетело. Если что, меня не обвиняйте. Мне милее тот, кто пьет, кто гуляет, чем тот, кто хочет убивать, захватывать, насиловать во имя арабских сказок. Что тут не так? Нет, тут тебе может быть кто угодно милее, хоть Ленин, хоть Сталин, как бы, но это твое право. Мы же против тебя не выступаем. Типа, ислам это то, что сдерживает от этого всего. Да, на сегодняшний по факту, посмотреть, если сегодня на всех, так скажем, чистейших мусульман, Мекка, они все на коксе сидят. Не, смотри, хорошо, давай я тебе так скажу. И прячутся за вымышленными хорошими правилами для жизни, которые по факту и хорошими не являются. Смотри, в России много регионов, да? Кроме Кавказа, Вольф, кроме Кавказа, почти все регионы русифицировались абсолютно. Возьми там Татарстан, там Башкирстан, Якутию, что хочешь. Только Кавказ держится особняком более-менее. От русификации полной. Ну, не из-за ислама, поверь мне. Ну, сегодня это исламский фактор. Я не знаю, раньше как было. Сегодня это в глаза бросается исламский фактор. Не, брат, заблуждаешься. Хорошо, убери сегодня ислам, что ты можешь предложить? Вот сегодня, я говорю, мы находимся в несвободном положении. Да? Нам не надо ничего предлагать, у нас все есть. У нас есть история, у нас есть предки, у нас есть 400 лет противостоянию этому миру. И поэтому Кавказ и сегодня держится, хотя уже и шатается. Не, ну, пока-то держится, все равно шатается, все равно. Кавказ сегодня шатается именно благодаря вот этой арабской идеологии. Ну, кто арабскую идеологию, да, есть подпускай. Русские не смогли силой Кавказ уничтожить. Вот. Ну, арабская идеология тоже, видишь, она... Ну, как не смогли? Кавказ уже сколько лет находится в составе России? И все равно со своими традициями, правильно? Да. Да. Не, какая разница, как? Я имею в виду, не свободный же он. Посмотри сегодня на Якутию. У них есть своя культура? Нету, я же тебе про это и говорю. Вот, а у Кавказа есть.
И она Даже держала это кататься. 400 лет. И, конечно, сегодня уже сил нету, уже в силу своей слабости. Столько жертв, столько убийств. Тюрьмы, каторги, геноцид. И все равно сегодня есть такие капли, вот как мы, которые все это понимают и хотят сохранить. Ну, у нас Мне вообще, знаешь, смешно кажется, когда говорят, ислам что-то спасает чеченцев там. Чеченцев ислам в России полностью, ислам внедряет Россия. Полностью построили мечети. 100%. Да. И Россия, представляете, спонсирует полностью ислам в Чеченской Республике. И еще Конечно. вы говорите, что ислам спасает чеченцев. Да вы что вы говорите? Блин? Смотри, Зера, как может Россия ислам, ну, как бы распространять, да, вот так скажем, на Кавказе? Посмотри своими глазами. Ты что, не видишь, что ли? Ну вот Ты я... посмотри, сколько что я мечетей в должен- Чечении построили. Нет, ну смотри, этот Лео, кто, Вольф. Ну ты же понимаешь, о каких исламах мы говорим, да? да. Ну, то, что там правительственный, и там пророссийский, это совсем другое, ну, ты сам Да, понимаешь, это чисто управлять. А у тебя какой? А у О, тебя вот я это не понял. интересно. А у тебя Да, вот где это какой? интересно вообще, какой правильный там, какой неправильный там. Какая разница какой? Вот мечети вам понастроили и все. Какой надо, такой и есть ислам. Ты Нет, можешь они опровергнуть, почему- что этот ислам неправильный, а тот правильный? Ты не можешь Смотри, опровергнуть. если бы эти люди не подчинялись, то есть хотели бы свободу, они бы им построили бы, они бы им ничего, вообще ни одну мечеть даже не построили бы. бы они требовали бы Если свободу. бы мы не говорим, мы Наоборот. говорим по факту, что сейчас существует, а существует 1600 мечетей на какой-то маленькой территории, на каждый, Потому что по эта мечети. территория полностью покорилась, она руки подняла и говорит, мы за русский мир. Они там все стали пехотинцами. Конечно, она им будет строить. Если Никто не не пехотинцы, покорился, Смотри, что за смотри, разговор? Объясняю. Не спеши. Не, вот я тебе... Да, говори. Смотри, вот. Изначально вообще тема, из-за которой Россия вторгается в Чеченскую Республику, это исламский фактор, вот во Вторую русско-чеченскую войну. Кто не Ну, говорит, вторжение, микрофоны выключите, я сейчас, а то шум здесь. Вот смотри, как раз таки тема, из-за которой русские вторгаются, и что они всему миру, вот это вот, пищат там на весь мир, они как раз говорят, что на нас там напали, то есть исламисты хотят шариат установить. Вот это вот исламисты, террористы, чеченцы, с Первого канала, вот с экранов телевизоров, это не уходит, вот эта вот тема, да, исламисты, террористы, мусульмане, там, Путин едет куда-то в Брюссель, там всех пугает, что если вы вот там из Америки, там и так далее, вы в опасности, потому что они хотят от моря до моря халифат установить. Если уж вы и с этим как бы не согласны, то приезжайте в Россию, мы вам сделаем обрезание таким образом, что у вас ничего не вырастет. То есть вот эта тема, на которой они как раз таки сделают прецедент, чтобы напасть на чеченцев. А тут что у нас получается? Тут у нас получается, что они эту тему возглавили полностью. То есть они сами стоят за распространением вот этих радикальных идеологий, вот эти мечети понастроили, вот эти все в города ходят. Это что такое? Я когда там дома был, 2000, нулевых годах, да? Просто вот у тебя что-то похожее на бородку, тебя они брали полностью. То есть на тот период вот эта тема, она была именно прецедентом. Чтобы вот каждого брать, хватать, короче, там, бороться со всех, короче, без вести терять. А сейчас в итоге у нас что получается? Сейчас официально эту тему они полностью, они просто распространяют ее и все. Все вот эти хиджабы, бороды, там, всякие исламистские вот эти лозунги, всякие антисемитские лозунги.
эту всю тему официально сейчас возглавили, и они ее там пропагандируют. Я сейчас как бы на Чеченской республике сконцентрирован, потому что Дагестан я считаю просто побочным каким-то действием. Потому что Дагестан там вообще, с Дагестаном проблема не стояла. И чтобы вот чеченцев покорить, там, их под русский сапог подогнать, был использован вот этот Дагестан, да, там Багаудины всякие, Хачулаевы. Как бы это чисто Дагестан там был разыгран, как и Ингушетия в свое время, да, осетино-ингушский конфликт, чтобы затянуть туда чеченцев. То есть Дагестан это там, повторяюсь, побочное действие, незначительное там для России. Разменная монета, да? Я Да, насчет типа этого. того. Ибраим, Авейлери. Да, говорю. В общем, я насчет этой русификации хотел спросить. Это пират, это ты говорил про русификацию? Да, я говорю. Да. Вот, а что входит в русификацию? Это предпочтение русского языка своему? Нет, это полностью слияние с русской культурой, да, в целом. С Ну, какой понял, русской ты же понял, культурой? что- Ну вот- вот, расскажи мне, что это за русская культура? Вот смотри, мы же себя как бы ассоциируем кавказцами, да, у нас есть там свои культуры, там традиции, там религии и так далее, да. А вот, допустим, другие народности России, они вот, кроме внешнего вида, они Да. полностью русские. Возьми бурятов, возьми якутов, возьми, я не знаю, хакасов там, Хорошо, возьми даже всё, татар, достаточно. Так ислам уничтожает культуру народов. Чеченскую он почти что уничтожил. За меня это арабское, да? Ну, здесь надо поставить точки, то мы за ислам, или я вот это что некоторых моментов проскакиваю, или мы не должны придерживаться ислама. Если мы в исламе родились, Да нет, Рамадан, они против ислама. Причем здесь? Они чисто за кавказскую тему против ислама, да? поймем. Не, мы чисто за то, чтобы все изучали ислам. Я думаю, истинный кавказец, ему это вообще не понравится. Меня не слышно, по-моему, здесь, Не, да? я понял, ну, в конечном итоге против ислама, как бы, ну, возвращение к своим, как бы, как сказать, корням, да, или там традициям, там, или до исламской эпохи, да, так скажем. Ну, не надо так глубоко. Ну, как Основы, глубоко. принципы. В принципе, я же говорю, нам надо мужчинам просто чуть-чуть в голову включить свои корни, все, чтобы наше поколение детей выросло в нормальном русле, чтобы они нигде в неподобающих местах не лазили или там что-то делали, или хоть исламом, хоть без исламом ты будешь, если он делает намаз, ты этому должен обучить своего ребенка, азы тоже этому должен ты обучить. Но тем не менее, он должен оставаться человеком при любом раскладе, чтобы никто его не прогнул, никакой ислам. Течение разное есть в исламе, тоже все знают. И чтобы он оставался при своей голове, я думаю. Вот именно, да. Ну, Намаз это чисто кавказская традиция или что? Но она уже укоренилась, да, уже сколько лет. Не, ну это, Всё. подожди, не, это кавказская традиция, это кавказская тема. Да, сегодня уже кавказская тема. Не, вообще это вот придумали кавказцы. Это надо историю Сегодня надо. уже кавказская тема, да, уже приняли же все ее. Да, ну тогда осетинцев тоже это объясните. ну тогда русский тоже, значит, кавказская тема, потому что все уже приняли, привыкли под Россией, там, под русским. Не, ну Грузинам, хорошо. осетинцам, армянам. Не все же приняли. Знаешь, что, Чё ты Рамзан, говоришь? хочу понять. Вот смотри, ты берешь намаз из ислама, говоришь, что это вот надо соблюдать кавказские традиции, там в Дагестане свои, чеченцы свои, там и так далее. Ты говоришь, вот намаз надо делать, обучать своих детей.
И остальное все кавказская традиция. А почему ты из ислама берешь намаз, а другой ислам весь не берешь? Ну, другой ислам, ислам один. Я же Нет, говорю. ну вот я тебе вопрос. Ты берешь оттуда намаз почему-то, но остальное, аяты, Коран, Ну, все остальное, суд не берешь. ну как, это Коран обязательно. Как, это дочка моя Коран, на Коран выучилась, в мадресе ходила. Да, так ты берешь ислам полностью, берешь ты? Ислам, конечно, Коран, все это у нас же, это спокон веков, я же говорю, ты дочку должен, но сын-то тоже знает, не знает. Ты читал сам Коран свой? Не, Ну вот смотри, как ты можешь его взять, если ты его не читал? Надо Я сначала знаю, прочитать, Смотри, понять его. вот я тебе вот до этого тоже говорил. Мужчина, если он хоть что-то сам, он должен знать. Я даже я этого не делал, я просто знаю, что мой ребенок, он должен быть в будущем это Подожди, ну знать. как ты можешь знать, если ты не читал? По умолчанию. Ну как ты, вот умолчанию. ты мужчина, смотри, вот сейчас ты сам заявил противоречие. Ты говоришь, я мужчина, ты взрослый человек со своими мозгами, и тут же заявляешь, что я просто принимаю, не читая эту книжку. Ну это же, сам подумай. Ну как, это звучит. не читай, это мои прадеды, это Ну читали. ты же голова у тебя есть, ты же мужчина, прочитай свою книгу. А вдруг они ошиблись? А вдруг их обдурили? Ну их, Допустим, они обдурили их, может. Не. Кто-то- их не обдурить, их не просто так. Ислам, я знаю, к чему ты клонишь, это арабское. Я не именно- клоню ни к чему. Ты читал Нет. свою книжку или ты защищаешь книжку, которую не читал. Я должен тебе поверить на слово, что ли? Не, я книжку не читал, я Коран, я имею. Тогда Книжка не это- надо защищать эту книжку. Это не книжка, это Коран. Это мы здесь никогда... Ты это не мы уже- можешь защищать то, что не читал. Ты понимаешь, о чем я говорю вообще? Я могу защищать, которые мои предки, мой Как ты отец, можешь моя мать защищать знает, то, что которые это Ты меня не в крови читал эту вложили. книгу, ты не читал, ты не можешь за нее ответить. Я могу за нее ответить, потому что за нее ответили очень мудрые, очень умные люди. Может, я кто решил, что тупой, они очень может, я мудрые и тупой, я умные? Кто ж они не говорю, что я такие? умный. Кто они такие? А? Кто это такие мудрые, умные люди? Ты решил, что они умные и мудрые? Да, я решил, потому что Ну они я жизнь... не знаю их, я вот не знаю этих людей. Я Не, не ну вот, знаю. ну если ты не знаешь, ты тоже зачем такие выводы делаешь? Вот, брат, ты Ну говоришь, тогда ты не должен мне навязывать книжку, Зеро, которую не Зеро, читал. подожди. Понимаешь, Раб- ты вот ты абсурд ведешь, ты сам абсурд Он же ведешь. Не, я навязывает, никаким... Каким образом я тебя навязываю? Я тебе Ну никаким что ты, образом... я ж ты тебе смотри, говорю. ты говоришь, надо читать, учить Нет, намазу он своих про себя, детей. он про Ты свою говоришь, семью учить говорит. надо детей свою намазу. Где вот ты на чем это основываешься? Потом ты говоришь, я основываюсь на Коране. Я говорю, Коран ты читал? Ты говоришь, не читал. Как ты можешь основываться на Коране, который не читал, и говорить, что надо делать намаз? Я ж тебе... нет в Коране. Ну вот Я ты просто берешь, вот просто говоришь, вот на, вот это надо делать и все. Но ты должен привести аргументы, доказательства. Вот, я ж тебе основания. говорю, аргументы. Вот за родовое село у нас есть человек... Оставь мне родовое село, имам мы села. говорим про религию. При чем тут твое родовое село? Мы говорим про книгу. Ты Вот, книгу не, вот не он же читал? говорит, не, ты за религию говоришь, да, и за книжку. Я знаю, вот этот человек, имам, он в Дагестане второй, третий, наверное, по Да самой мне не нужен начитанности. этот ФСБшный имам. Зачем мне он нужен, Не, ФСБшный имам? он 100% не ФСБшный. Это Да все там 100% знаю. ФСБшные имамы. Мне не нужны эти Не, какие-то вот люди. он как раз не ФСБшный. У Он нас никогда не- есть книга. У нас есть книга. Она от Аллаха. Ты ее не читал. Ты не можешь ее защищать. Все, там нету разговора больше. Не, у нас книги не... Не, У он нас же есть... тебе сказал свою систему ценностей, да? Он же Да. тебе не Смотрите, навязывает. можно вопрос? Меня вот заинтересовало вот этот вот тезис. Надо учить своих детей делать намаз. Рамазан, скажи мне, почему так надо? Потому что это исконно, это наше, в исламе мы родились, это у нас в роду должно. Мы ж не просто так. Когда-то наши предки ездили на лошадях. Мы сейчас должны ездить на лошадях. И на лошадях сейчас тоже ездят, но сейчас уже все на машинах, на лошадях кто хочет ездить.
Не, это ты... Ну, давай тогда как- вообще в пещеру вернемся. Не, ну я же говорю, это как Абдулатип ответил, и когда ему задали, он случайно перекрестился там, когда зашел в церковь, то вот это, когда он, ему спросили, он сказал, пророк смотри, ладно, Мухаммад оставим это, на ладно, оставим. верблюдах. Подожди. Наши отцы молились, они это молили. Почему мы должны... раз они молились, почему мы должны молиться? Потому что, для чего мы мусульмане? Вот давай вот этот вопрос. Для чего мы мусульмане, если ты это вот, мы не мусульмане, значит, получается, правильно? А для чего мы Они живем? жиды, не понимаешь, что ли? Они жиды. Ты не читал свой Коран, какой ты Пидорасы, мусульманин? блядь. Евреи сидят мозги, потому что Это что за, мусульмане их не это мамы что за ебут. голос из унитаза? Твоя папина голос, пидорас конченый. Сидишь, пиздишь, гандон. Жид, блядь. Иди погуляй. Мразот. Алло, кто это, петушок? Ты можешь нормально говорить? Где этот петушок? Куда он делся? Микрофон закрыли ему. Если хочешь нормально дискутировать, не петушись, потому что петушков мы выкидываем отсюда. Мы хотим нормально дискутировать. Рамзан, так в чем был твой вопрос? Я говорю, если мы намаза не знаем, допустим, не надо к этому учить, мы ж мусульмане, а для чего мы мусульмане тогда, если у нас даже намаза ничего нету? Это вопрос. Для чего мы мусульмане? Вот для чего мы мусульмане? Вот твоя логика. Вот Для чего у мы меня, мусульмане? вот Вот ты мне сейчас объясни. Вот что мы должны делать? Я не вижу причин быть мусульманином. Ты какую видишь, скажи мне. Я прямую вижу, потому что я мусульманин, и я верю в Всевышнего Аллаха. Вот первая причина. Ты являешься мусульманином, потому что ты мусульманин. Я тебе говорю, почему ты должен быть мусульманином? Это ж одно и то же получается, что ты, родился с исламом, да, ты если, допустим, такой вопрос задам. Смотри, Если ты родился в исламе, ты можешь его оставить. Я не вижу никакой необходимости быть мусульманином. А как необходимость? Если ты оставишь, ты же кафиром, получается, автоматически становится. Подожди, а вот эти люди, которые христианами, иудеями, буддистами родились, тогда их какие проблемы? У них какие с ними проблемы у ислама? У них, Зеро, подожди. Ну как нет? Ой, там написано в Коране, надо, их туда-сюда, Зеро, подождите, Рамзан, скажи мне, пожалуйста, почему человек должен быть мусульманином? Мусульманин, потому что я же говорю, он родился мусульманин, он должен соответствовать. Я же говорю, не просто мусульман, он же хотя бы какие-то адаты, обычаи, хоть что-то, которые ему в корне заложили спокон веков, он же это должен нести. Ураза Байрам, это не допустим. обычай, это религиозная вещь, это не обычай. Да, я же говорю, религиозно. Это же как, если ты мусульманин, я же говорю, если ты это не делаешь, ты же не мусульманин получается. Если ты даже об этом не знаешь. И что? Ну а как что? Вот что, для чего то твое называть себя мусульманином? Вот если ты этому вообще противоречишь, ты не можешь себе сказать, что мусульманин, правильно? Ну хорошо, и что не можешь ты сказать? Ты не мусульманин, и что? Ну вот все, не мусульманин, и все. Что изменится? Вот это что ж такое? Сейчас я спрошу у кого-нибудь, ты мусульманин? Хоть я знаю, может он в мусульманской семье родился, он скажет, я не мусульманин, я не хочу, я не признаю это. Все, он не признает все. Он знаю, что он не мусульманин, и все. Больше никаких вопросов к нему нет. А что может быть? Я же его не исправлю. Хорошо, зачем его исправлять? Что с ним не так? И с ним все так, это его грех, я за это говорю, я ж не говорю так. Почему это грех? Почему это грех? Он не навязывает никому свой ислам. Не то, что... Почему это грех, если он не мусульманин? Не, это не грех, это хоть грех, это... Может, у меня больше грехов, на том свете он сам будет за свои эти отвечать. Я за это говорю. Может, у меня больше, хотя я, может, не знаю грехов. За что там отвечать на том свете, если ты не мусульманин? Это одно Всевышнего известно. Ты сейчас клонишь, ты не туда клонишь. Сейчас ты хочешь... То есть тебе неизвестно, за что отвечать, да?
Ну, отвечаю, это судный день, мы каждый там будем, это мы уже там, ты там не был, всё, я там. Ладно, я понял, хорошо, ладно. Да, дальше свои темы продолжайте. Если человек не мусульманин, ему какая разница, твой судный день, не судный день? Да, я не отрицаю, я же говорю, что ему разницы нету, я не навязываю ему. Вот, я же говорю, вот сейчас у меня здесь друзья, я знаю, они мусульмане. Ты же говоришь, кавказцы должны намаз делать. Кавказцы, я же говорю, кавказцы, если он традиционный Почему кавказцы должны делать намаз? Смотри, Зеро, смотри. У каждого человека есть своя система ценностей, да? Кавказцы в большинстве своем себя считают мусульманами, позиционируют себя как мусульмане. Поэтому у них есть своя исламская система ценностей, да? Вот они, мусульмане, те, кто себя, Ибрагим, Магомед, Ахмед и так далее, да? Которые себя считают мусульманами. Они придерживаются своей системы ценностей. Если ты там родноверый, или язычник, или христианин, ты придерживаешься своих ценностей. Проблема нет. Хорошо. Тебе Почему не навязывают. Почему эта ценность, вот это делать нам ламаз, это молитву совершать? Почему Потому это что это ценность? предписал Господь в своей книге. А с чего? Как мы узнали, что это Господь предписал? Откуда мы это узнали? Мы это приняли, да, мы это приняли. То есть мы не узнали, получается, так? Нет, мы узнали, вот для нас это книга и хадис для нас это новое. Как мы узнали? Не, мы это узнали и мы это приняли, понимаешь? Как узнали? Как узнали? В смысле, как узнали? В Коране нет ничего про намаз. В Коране есть про молитву. Это другая тема. Подожди, с темы на тему не прыгайте, вот что-то вы хотите, какую-то мысль закончить. Нет, смотри, Лео, я же волен принимать то, что я хочу, правильно? Да принимать-то ты волен. Вот я принял. Как узнал, я говорю. Да, принимать и узнать это разные вещи. Как ты узнал, я говорю. Вот я для себя это узнал. Я это принял. Как ты узнал? Вот для меня я знамения увидел, да, вот в определенных вещах увидел знамения. Ну, какие, расскажи. Ну, я не хочу рассказывать, это мое личное. Вот я увидел знамения, я вот понял, что это мой Господь, и я вот принял его религию, да? Если ты не принял... Короче, ты не расскажешь, как ты узнал, да? Я принял ислам, а что мне рассказывать? Я это посчитал истинной. Смотри, тут знаешь, в чем несостыковка? Ты сейчас говоришь, что это ценности всего Кавказа, ну или большей части. Не всего Кавказа. Тех, подожди, считают мусульманами. Ну, подожди. То есть какой-то части, ты так сам говорил, что части Кавказа это ценности. Кто себя мусульманами считает? Сейчас, когда тебя Лео спросил, как ты к этому пришел, что это истина, да? Ты говоришь, что именно тип откровения. Нет, смотри, откровение это другое, это понятно, откровение. Ну хорошо, знамения, без разницы. Знамения, а другим... говорю, да. Вот смотри, я сопоставил все религии. То есть я сопоставил все религии. То есть смотрел на христианство, смотрел на иудейство, да, и вот смотрел на ислам. Ислам я принял. Только ислам ты не изучил, все остальное изучил, а вот ислам ты не изучил. Не, я все изучил, и не то, что изучил, вот принял ислам, да? Это же мое право понять. Подожди, ты ислам изучил же, ты когда сопоставлял все, правильно? Ну да, конечно, в какой-то мере изучил. Себя шейхом, там, таким ученым не считаю, но... Извините, вот знаете, что мне интересно? Вот человек говорит нам, что нужно делать намаз, что он узнал, что надо это делать, но он не рассказывает, как он это узнал. То есть ты нам говоришь, что надо делать, но ты нам не объясняешь, ты нам не показываешь, что действительно это надо делать. Так ты пытаешься показать, что это надо делать, или я... Лео, смотри. Если пытаешься нам объяснить, что надо делать намаз, ну так рассказывай, как ты узнал, что это надо делать. Хорошо, смотри.
я или там Рамазан, или кто, мы тебе и там, тебе подобным ничего не объясняем, то есть не призываем вас, да? У вас ваша религия, у нас наша религия. Так Мы вы живем что-то в этом чате тогда делаете? Подожди. мы живем в Смотри, свободном обществе. стоп, Пират, подожди. Да. Мы таким, как вы таким, как мы. Мы, Да. если сейчас начнем здесь ковырять, да, мы поймем, что и ты, и Рамазан, вы вообще, возможно, два врага, да, в идеологическом плане. То есть мы сейчас не об этом. Мы сейчас туда не уходи в эту тему, да, давай вот именно разбирать вот то, что Лео сейчас говорит, там, истинность вот этого. Давай Да, вот да, это да, давай, конечно. разберем. Давай. Вопрос в чем состоит? Как я понял, что это истина или что? Да, именно. Откуда ты знаешь, что надо делать намаз, Смотри, что... я увидел концепцию единобожия, да? Ну, чтобы проще было как бы объяснить вам. Вот она для меня показалась более логичной, более как бы, то есть, ну, я ее понял, да? Твое ощущение, твое чувство. Это мое какое-то. ощущение, Мы да, про это знание мое- говорим, а не про чувства. Это мое ощущение, я это принял как истину. Я прочитал Коран, и я вот увидел, что это как истина, да? Так истину В узнают, каком не понимают, моменте, как истину. подождите, вот в каком моменте ты осознал, что это истина? Вот что Господь прочитал? един, что у Господа нет сотоварищей, что надо единому Господу поклоняться, что один Аллах наш Создатель, да? А ты откуда знаешь? Может, двум правильно поклоняться или трем? Ты откуда знаешь? что Нет, одному надо? нет, ни двум, ни трем. Это вы что такое говорите? Зачем вы сейчас такое говорите? Так, друг, ты подожди сейчас. Нет, смотри, Ибрагим, Пират, смотри. ответь. Да. Ну, я это вот так увидел, я это вот так узнал, я это вот так Коран прочитал и вот так понял. Я принял это, понимаешь, я принял. То Нет, есть ты смотри, изначально, Пират, подожди, Ибрагим, Пират. подожди. Ты изначально не считал, что Бог должен быть един, потом ты увидел это в религии, и тогда ты начал считать, что Бог должен быть един. Не, я То есть ты, знал, что Господь подожди. До вообще этой религии ты все равно считал, что Бог должен быть един, так? Ну, так как, да, конечно, мы же дома воспитывались, там, родители и так далее. там, Так этому учили. эта религия сообщила тебе то, что ты Теперь и так смотри. знаешь. Подожди, Нет, вот смотри. Нет, Подожди, я это- вот эта религия, получается, сообщила тебе то, что ты и так знаешь, то, что и так знают все остальные люди, и многие люди могут вот тебе прийти и сказать, вот Бог должен быть Короче, един. вот то, что, Подожди. что ты... Бог я должен более быть правильно, един. я более вот доходчиво разложу это, да? Ты Да, понимал... всё. Вот кто-то к тебе пришел, он также знал, что Бог должен быть един, как вот миллионы людей это чувствуют и знают, так же, как ты. Да. И вот он пришел к тебе и озвучивает тебе твою мысль, говорит, Бог должен быть един, поэтому то, что я говорю, это правда. Поэтому ты должен делать то-то, 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 то-то и то-то. Ты понимаешь? И вот смотри, хорошо, я тебе сейчас отвечу. Ну, изначально мы в детстве все так воспитывались, да, то есть, ну, как бы, и ты, наверное, и я тоже, А затем, когда вот сознательного возраста какого-то я достиг, мне стало интересно. Естественно, я взял Коран, я взял хадисы, начал смотреть, читать, сопоставлять, да, с другими религиями, тоже монотеистическими. И я нашел там аргументацию, да, в Коране и в хадисе, насчет единобожия и так далее, да. И потом, конечно, я укрепился. До этого я так номинально верил, как бы, да. Ну, как мы все, да, там, намаз не делал, там, так, может быть. Если даже намаз делал, то, суть не Хорошо, понимал. ладно, вот, скажи мне, Пират. Вот, религия говорит, что Бог должен быть един. Ну, кто-то тебе пришел и сказал, что Бог должен быть един. Религия говорит, что Бог должен быть един. Откуда ты узнал, что это информация от Бога? Ну, что это достоверно, да, ты имеешь в виду? Что это информация от Бога? Откуда ты узнал? Достоверно, недостоверно, оставим вообще, вот что эта информация пришла к тебе от Бога. Потому Откуда что ты узнал? я верю, что Коран – это слово Бога, да, что это книга Аллаха.
Ну, раз ты просто веришь, то это незнание меня, извини. Не, смотри, вот, я же принял ее как, то есть, я же ее изначально воспринимаю как книгу Господа, правильно? И из-за этого то, что там есть, я вот это принял. Кто написал Коран? В смысле, кто написал? Коран. Это же- Это слово Господа, а Нет, уже... вот книга есть, вот книга, кто ее Ну, написал? упорядочил уже Абу Бакр, наверное, да? Да, ну, люди, да, люди. Ну, люди, да, люди, да. Да, люди написали. Ну, вот видишь, люди же написали. Антитеррорка написала. Привет. Ну, упорядочил, да. Ну, подожди, ну люди же, и люди написали, а кто сказал, что это написал Абу Умар там, или кто там? Какой Абу Бакр? Ну, вот ты говоришь, подожди, вот ты говоришь, упорядочил какой-то Умар, да? Абу Бакр. Да, Абу Бакр, вот он упорядочил. Где написано, что Абу Бакр его упорядочил? Как где написано? Ну, откуда ты знаешь, что Абу Бакр его упорядочил? Откуда ты знаешь? Зеро, подожди. Не, сейчас, Об этом же говорится, как это там... Ну вот ты сейчас говоришь, что Коран написал, кто-то там написал, упорядочил Абу Бакр. Коран – это живое слово Господа. Откуда понимаешь? ты знаешь, что Абу Бакр его упорядочил? Я в это верю, Ну что откуда это эта слово информация Аллаха. вообще? Откуда ты взял его? Ты приснилась она тебе, кто-то сказал. Давай я тебе чуть-чуть Аллах помогу, сам в Пират. Коране говорит. Пират, Да. давай я тебе помогу. Об этом сказано в хадисах. Прайм, подождите, а можно одну вещь? Вот смотри, Подожди, Как об этом пускай эту тему, да, дайте вот Зеро сейчас тему начал, мне тоже интересно, я понимаю, что он хочет сказать. Пусть он докончит. Так, в хадисах сказано, да, что Абу Бакр упорядочил. Как Да. это в хадисах сказано? Да, Если в хадисах сказано. это Так, было... так. Да, смотри, вот идем, смотри, вот сейчас, чтобы не забыть. Коран от Аллаха. Так, все. Теперь Коран упорядочил Абу Бакр. Об этом написано в хадисах. Если правильнее будет, это там Умар, по-моему, да? Ну, пускай Абу Бакр, асхабы, скажем так. Да. Да, асхабы. Вот, короче, асхабы упорядочили Коран. Теперь это написано... Имеется в виду, свитки собрали воедино. Да. Вот какие-то люди собрали, какие-то свитки, короче, собрали, сделали из него книгу. Об этом где написано? Вот Ибрахим подсказывает, что написано об этом в хадисах. Теперь вопрос, кто хадисы написал? Хадисы написали вот эти... Хадисы, передачи... Бухари, да. Бухари, Муслим, вот эти люди записали. Так, это так, пират? Бухари, Муслим написали хадис? Не, это Бухари, Муслим, это, да, Сахих, да, достоверный Да. хадис собрали. Так, теперь вот смотри, писали-то не они. Теперь смотри, опять, короче, нет, а кто написал хадисы? Не, ну там передатчиков много было, да. Они написали. Бухари, Муслим, они Ат-Тирмизи, просто собрали Ан-Насаи, Ибн Джарир, всякие, короче, Ахмад, короче, потом Они Абу собрали Дауд, все достоверные, да. Абу Дауд, они все это записывали. Да, а где написано, что Бухари, Муслим это откуда-то брали и записывали? Это написано где-то, я могу ошибаться, в 13 веке есть первый источник от Багдади некого, что Бухари, Муслим, что именно вот про Бухари пишет вот этот Багдади в 13 веке, что Бухари это все собрал и записал. То есть, получается, какой-то человек в Багдаде написал о том, что какие-то Бухари, Муслим написали какие-то хадисы, в которых написано, что какой-то Абу Бакр собрал Коран, то есть это все написали люди, да? Где доказательства, что это от Бога? И вот этого подлинника Абу Бакр, не Абу Бакр, а вот этот Багдади в 13 веке, который первый раз сказал, что этот Бухари, Муслим, они это записали, этот подлинник еще никто не проверял, это подлинник или не подлинник, то есть нам вот так вот говорят это. То есть вообще что получается? Одни люди сказали про других людей, что те что-то написали, которые в свою очередь сказали, что
другие, третьи люди что-то написали, потом там написано про людей, которых тоже что-то написали, и доходим до Корана, что какой-то человек собрал Коран. То есть мы до Бога не добираемся. Там все по цепочке идут люди говорят, люди сказали, люди написали. То есть нету у нас доказательства, нету по цепочке. Мы должны поверить людям, получается. Мы этих людей не видели, мы их в лицо не видели, мы их о существовании не знаем, мы не знаем, откуда они родом, их фамилии, их родственников. Ничего о них не знаем. Мы должны просто поверить каким-то неизвестным, несуществующим, возможно, людям о том, что существует, что Коран от Бога. Вот так по логике, так получается. И все, там другого нету варианта. Не, ну да, по логике вот так получается, да. Ну вот, это мы разобрали. Следующее хотел у Пирата спросить хотел. Пират, вот скажи, ты когда вот выбираешь свою религию, так скажем, думаешь о ней, воспринимаешь ее, ты ее соотносишь с разумностью? Вот вся твоя вера, ну, все твое мировоззрение, все это основано на разумности. Не, ну если я ее принял, конечно, я ее считаю. Добрый день, вот смотри. Друзья, я чуть-чуть занят был, просто вот по предыдущей теме, чтобы ее закрыть, я просто дополню. Все вот эти вот хадисы, да, которые сказаны о Коране и так далее, о каких-то вот этих вещах, которые тогда происходили, скажем так, от Бухари, там, Муслима, достоверны ли они или нет, подтверждал живший вот в прошлом веке албанец. Все. В общем, Пират, смотри, давай вот про эту разумность порассуждаем. Смотри, Аллах знает, что сделает человек, прежде чем как он его создал. Он знает, будет ли он поклоняться или нет. Ну, все он знает. И вот он его создает. Он реализует этот сценарий. Аллах реализовал вот этот вот сценарий, потому что он создал этого человека, и тем самым этот сценарий стал реальностью. И потом человек проходит вот этот свой путь, и он тоже реализует этот сценарий. Вот скажи мне, человек реализовал тот же сценарий, который реализовал сам Аллах, но Аллах его сжигает в аду. Вот скажи мне, где там разумность? Смотри, Аллах, когда создал людей, Аллах им предоставил выбор. То есть человек же разумное существо, у него же есть выбор. Мы же не животные, не инстинктами же как бы это, да? У человека вообще-то вот весь выбор человека проистекает из его задатков и из того, что происходит с ним вокруг. Он ни задатки не выбирает, ни окружающую среду не выбирает. Ну все само собой происходит. Но это уже другая тема, это я просто сказал. Давай дальше. Да. И ты имеешь в виду, если он, допустим, родился в буддийском обществе, он будет буддистом, да? Вот смотри, вот что я имею в виду. Мы обо всем на свете сейчас не будем говорить про буддизм, про то, про все. Вот смотри. Ты же про человек, когда рождается, вот смотри, человек рождается со своим характером, со своим каким-то мозгом, со своим своими качествами. Что ему Бог дал, то у него и есть. Дальше он воспринимает окружающую среду. Твою жизнь. И вот то, что получается из всего этого, вот все поведение человека проистекает из этих двух вещей. Он не выбирал ни свой характер, ни окружающую среду. Понимаешь? Но, и что дальше? Так, что вы им хотите сказать? Что дано человеку, то у него и есть. Вот давай по-другому будем рассуждать. Вот кто смотри, это, что дает? Я сейчас по-другому расскажу. Вот смотри, когда ты делаешь выбор, ты своим разумом его делаешь? Да, конечно. Вот смотри, подожди, Рамазан, подожди. Это не Рамазан, я Владимир это.
Владимир, подождите. Вот, пират, ты признаешь, что человек делает выбор своим разумом, так? Ну, конечно, конечно. Вот смотри. Выбор остается, когда. Если человек делает что-то неправильное, значит, разум вообще не имеет к этому никакого отношения, потому что выбор делается разумом. Понимаешь? Не, вот это, подожди, пират. Получается, Вот то есть получается, когда ты делаешь плохое, твой разум там вообще не участвует, то есть это вообще не твой выбор. Я вот такие вещи они не поймут. Слишком. Нет, выбор делается разумом. Разум не сделает неправильную вещь. Значит, когда ты делаешь неправильную вещь, твой разум к этому никакого отношения не имеет. А так как выбор делается разумом, то ты не делал этого выбора вообще, получается. Это не твой выбор. Это пират говорит Не, или подожди. кто? У меня Не, что-то подожди. показывает Всё все это. Пират молчит, пират слушает. А Лео, кто Лео. вот тут говорил? Вот, Про выбор Лео. разума. Это я говорю про выбор, это Лео говорит про выбор. У меня, извини, пожалуйста, просто не показывает, кто говорит. За это я спросил. Насчет что-то новую философию вы открыли. Насчет выбора разума. Человек идет воровать. Знает, что это нельзя, но идет ворует. Что это, не выбор разума его? То есть разум, его разум заставляет делать его плохое, по-твоему. Да За никто что? разум никогда не заставит. Это еще Кант писал. Разум человека никогда не заставит. Это разум дает человеку. Вот Смотри, пойду. давай. Разум человека не заставит. Так где твой выбор тогда, если твой разум тебя не контролирует? Лео, знаешь, как Кант писал? Человек, когда Оставь идет... Канта, скажи мне, пожалуйста, вот ты Вот говоришь... я тебе объясняю. Разум человека Ну не почему заставит, ты не даешь говоришь. говорить? Да, Лео, ты, если оппонируешь, то оставь Давай, человека. говори. Лео, человек идет, я еще раз говорю. Вот идет он, сидит дома, раз задумал, ага, денег нету, пойду в магазин ограблю. Это кто ему говорит? Не разум? То есть ты считаешь, что... Не, ты ответь на вопрос, не надо, как я считаю. Ты ответь Что на говорит? вопрос, и всё. Что говоришь? Да. Повтори свой вопрос. Вот я сижу дома, без денег. Думаю, что делать? И мне разум подсказывает. Вот пойти, вот магазин рядом стоит, там деньги есть в кассе. Ограбь. Это что, не разум мне говорит? А может, сосед мне сказал это? Подсказывает. Тебе разум говорит использовать свой единственный шанс на выживание. Тебя ситуация поставила в это положение, и твой Не разум надо, если я не ограблю, Лео, вот смотри. если я не ограблю, я от этого не умру. Я пойду работать. Тогда тебе и не надо красть, тогда это уже не разум тебе говорит. Вот тогда Подожди. Красть что-то без необходимости, если тебе что-то говорит, то это точно не разум. Не уходите в детерминизм. Если тебя что-то заставляет красть без необходимости, то это точно не разум. А что это? Ты сам Какая разница, что это? Разум к этому не имеет никакого отношения. Это, наверное, сосед подсказывает мне. Не разум мой, а сосед. Какая разница, кто? Если ты крадешь без необходимости, Хорошо. то Тогда разум к такой этому вопрос. не имеет никакого отношения. Я не знаю, кто говорил здесь, но говорили, что вот это люди написали Коран. Кто говорил это? Я написал Коран. Ибраим, Пойдем сходим. Нет, смотри, Владимир, приветствую вас. То есть Привет. Смотри, Владимир, чтобы точно было сформулировано, я пирату задавал вопросы, и в итоге пират признал, что Коран написали люди. Это пират, да? Но мне просто не показывает, кто говорит. За это я спрашиваю. Я Но сказал, дело в Коран том, это что слово Господа. пират, тогда такой вопрос.
Были ли монголо-татарская ига на Руси? Монголо-татарская, не знаю, но монголы были, да. Хорошо, монголы были? А откуда ты узнал? Из истории? А это же люди написали. Может, не было их? Нет, Луз-Джучи Да, были. может, их не было, и что? Может, их не было, и что? А, ну тогда, ну и что? Вот. Это глупо отрицать. Тогда вообще что-то 1000 лет назад случилось, тогда вообще ничего не надо верить. Ну, ладно, не будем ни во что верить, и что? Ну ничего. А что? Смотри, не надо говорить этого. Владимир, брат, монгол-татарская ига там, или Гитлер, или еще что-то, есть многоуровневые проверки. То есть источники разные источники на разных языках, из разных народов. То есть есть последствия, есть раскопки, Плюс раскопки, есть да. углеводородный анализ, есть какие-то, короче... Если при анализы написании Корана, если вы думаете, что люди Вот, взяли Владимир, сами ты будешь выдумали... перебивать или слушать будешь? Не, выслушай, я понял. Нет, тебя. ты, подожди, ты спросил ты что-то, вот, монгол... Я понял тебя. Лео, тебя оппонент хороший, он молодец, подкованный, оказывается. Видишь, он как тактично тебе вопрос Подожди, задает, который ты запинаешь. Я понял. Не перебивайте. Один момент, я сейчас всех выключил, да? Вот смотрите, не спешите, Владимир. Понятно, что вы поняли, но здесь есть люди, которые хотят понять вопрос вот этого zero option. Поэтому Там, когда дождитесь. писали, тоже Поэтому, раскопки были. Владимир, не Всё перебивайте, пожалуйста. Пожалуйста, не перебивайте. Дождитесь, пока он задаст вопрос. И чтобы, как и вы, все... Я не понял, что он хочет спросить. Поэтому дайте ему до конца задать вопрос. Нет, я не задавал вопрос. Он спросил, откуда мы знаем про монгольское иго. Я ему сказал, что про монгольское иго есть раскопки, есть последствия, есть улики, есть разные источники на разных языках, из разных народов, из разных цивилизаций, из разных времен. То есть множество всяких доказательств. Вот, друзья Историю мои, не могу дайте сказать. мне сказать, и я Историю. уйду на работу. Ты стань, пожалуйста, в очередь, я здесь раньше тебя сижу. И откроешь потом микрофон. Историю не знаю, не разбираюсь. Подожди. Бяхмобила, Шалинский. Ну, когда идет дискуссия, да, вот, два человека, они начали... Что интересно тем, это очень... Я хочу понять и того, и другого, обоих оппонентов, потому что тут какие-то философские, исторические вопросы, и их надо до конца сначала закрыть этот вопрос. Что хотел Владимир донести, мне тоже это интересно. При написании Корана, друзья мои, также были раскопки, также были летописи. Это не человек собрался и взял что-то придумал. Это тоже на фактах все. Как и монголо-татарская ига. На фактах. Приведите доказательства. Ора, ну где я тебе сейчас доказательства? Я в квартире сижу, где я тебе приведу доказательства? Залез в архив, там все написано. А давайте вот так, подождите, давайте вот так. Вот сейчас вы будете спорить Мне насчет тоже доказательств. докажи, Вы сейчас монголо-татарская ига. подождите, Владимир. Вот вы сейчас будете спорить насчет доказательств, и каждый будет говорить, а ты приведи. Допустим, у никого нет доказательств. И что, от этого религия становится доказанной, что ли? Да Ну, не давайте надо, признаем. доказательства есть. Давайте признаем, хорошо. Доказательства Мы можем признать, есть. Владимир, ну так предоставляйте тогда, раз есть. Не Вот понял. это вот и есть наш вопрос. Какие это доказательства? Вы можете нам... Вы тоже нам покажите мне предоставить? доказательства, что монголо-татарская ига была. Пока в данный момент. Покажите нам доказательства, что ислам это от Бога пришло. Это информация, то, что вот эта вот религия, эта информация, она пришла от Бога. Вот это вот нам докажите. Нет. Не, вы тоже в данный момент докажите мне, что монголо-татарская Зачем ига нам была. это доказывать? Так, смотри, Вот я не Владимир. утверждаю, что была монголо-татарская ига. Мне Ну, вообще тогда ты, плевать на это. наверное, и не утверждай, что ты родился на свете. Ты сам Владимир, себе не веришь. Я существую, Владимир, у меня давайте, есть вот- доказательства, что я родился. Владимир, я отказываюсь доказывать о существовании монгольского ига.
Докажите, Да ты, наверное, и сам себе не веришь. Да, я отказываюсь сейчас, в данный момент, отказываюсь доказывать. Я говорю, что не было монгольского ига. Докажите, что и Коран от Бога. А вот зайди в архивы, там все написано. Не, ты должен принести доказательства. Утверждающие, нет, Подождите, по всем законам утверждающие приводят доказательства. Добрый вечер всем, друзья. Всем салам алейкум еще раз. Алейкум салам. Владимир. Зураб, маршал, приходите свободным, гамарджоба. Вот сейчас вот эти чуть-чуть подискутируют, ну, тоже будем. Пару слов скажу, сейчас дальше будете Zero, подожди. Я начал один вопрос, но мы от него отошли на другую тему, и мне хотелось... Не, сейчас... Вопросу позже. Сейчас, Лео, уже... Нет, Лео, сейчас уже закройте этот вопрос, давайте. Мне самому интересно. Я имею в виду после этого. После того, я, как они закончат. Прошу, да, как это самое, всех, чтобы вот этот вопрос сначала закрыли, потом вернулись к другому вопросу. Я имел в виду, что после этого вопроса. Да, окей. Продолжайте, люди. Владимир, мы ждем. А что ждать? Доказательства. Я тоже жду доказательства монголо-татарского ига. Владимир, я сказал, монголо-татарского ига не существовало. Все, я закрыл этот вопрос. Докажите ислам. Владимир, а ты мусульманин? Это кто говорит мне? Это Зураб говорит. Не отходите от темы, завершите тему. Нет, я не мусульманин, я христианин, баптист. Я тоже христианин, но я православный, я не баптист, боже упаси. Я православный. Давай не оскорбляй, Зураб, боже упаси. Слава Богу, что я не как ты такой провокатор. Еврейский. Он никого ничего не говорил, он просто себе. Я плохо что-то сказал. Слава Богу, что он не вот это. Смотри, это оскорбление, понимаешь ты? Нет, не оскорбление. Да, я тоже могу сказать, слава Богу, что я, например, чеченец. И что теперь, всем это оскорбление должно быть? Нет, ты здесь уже совсем другое что-то говоришь. Я знаю, чеченец, дай Бог тебе здоровья. Вы отошли от темы. Владимир, вас спрашивают. У нас нет доказательств, что было татаро-монгольское иго. У вас есть доказательства, что религия это от Бога информация? Я ислам не читал, не знаю. Но миллиона армия людей. Вы поднялись и начали, вот когда у нас шел разговор, вы поднялись, влезли в разговор и что-то говорите. То есть вы к разговору об исламе никакого отношения не имеете, так? Я говорю, что если многомиллионная армия мусульман верит в это, значит откуда-то пошел источник. Что? Получается, Владимир, у тебя нету доказательств. Ты сказал, что есть доказательства. Теперь ты говоришь, может быть, есть источник. Владимир, теологи, вы влезли в конкретную дискуссию, где аргументированно разговаривали люди. Вы влезли и без аргументов начали защищать что-то несуществующее. Он встрял. Причем так без такта. Ладно, короче, Все, Владимир, отойдите в сторонку, пожалуйста. Как я понял, с этим вопросом мы закончили. Я хотел бы вернуться, если ты недолго. Дайте Зурабу тоже высказаться по старшинству. Говорите, ребята, я послушаю, потом я отвечу. Хорошо. Ладно, я хотел бы вернуться к этому вопросу, который мы начали с пиратом. Мы ушли там про рассуждение про выбор, хотя выбор ничего там не исключает. И даже если мы его признаем, мы можем его признать. Хорошо, мы его признаем. Опять я ставлю свой вопрос. Аллах, когда создает человека, знает полностью, какой путь он пройдет. И вот создавая человека, Аллах воплощает эту реальность, он воплощает этот сценарий, он реализует этот сценарий. Потом человек, появившись, проходит этот путь,
тоже реализует этот сценарий. То есть человек реализовал тот же сценарий, который реализовал сам Аллах. А Аллах его сжигает за это. И вопрос, на какой разумности мы должны в это верить? Ну, что там разумного? Сейчас не будем говорить про справедливость, потому что другая огромная тема у нас начнется. Вот вы сказали, что вы руководствуетесь разумностью, когда принимаете религию ислам. Вот скажите мне, пожалуйста, какой разумностью вы руководствуетесь, когда принимаете вот этот вот непонятный бред? Аллах сам реализует сценарий, потом за то, что человек реализовал тот же сценарий, он его сжигает в аду. Это называется отсутствие логики в религии ислама, по причине, в которой я лично вышел оттуда. Громко, демонстративно, имея ненависть в сердце к этой религии. И к тем народам, глупым, которые и преследуют, то есть следуют этой религии. Бог создает человека, пишется там, для того, чтобы человек поклонялся Аллаху. И причем Пират, вы с нами? И программирует его жизнь, все его поступки. Подождите, пожалуйста. Пират, вы ответите на вопрос? Да, отвечу. Я же ответил уже на этот вопрос. Не ответили на этот вопрос. То есть Аллах по своей программе, по своей миссии создал человека, а потом за что он его наказывает, да? Аллах реализовал сценарий, потом человек реализует тот же самый сценарий, но Аллах его сжигает за это. Аллах, когда создал человека, он ему дал выбор, то есть, да? И вот я не спорю, хорошо, пускай дал. Человек стоит перед выбором. Если он принимает, то есть то, что ему Аллах дает, да, он спасается. Если он не принимает, то он наказывается. К примеру, и что? Подождите. Пират, смотри, человек по своему собственному выбору идет и проходит какую-то дорогу, он реализует этот сценарий по своему выбору. Так Аллах по своему выбору реализовал тот же самый сценарий, когда его создавал. Так за что Аллах его сжигает в аду? У тебя, походу, задающий вопрос, по-моему, отсутствие полной логики. Я отвечу на твой вопрос. К примеру, Всевышний Аллах предопределил, речь идет сейчас о предопределении. Он тебе, например, предписал удел твоей жизни. Ризк, да? Ризк. Он тебе дал выбор. Ты заработаешь этот удел, который он тебе предписал, либо нечестным путем, или же честным путем. Но ты заработаешь ровно столько, сколько он тебе предписал. Но у тебя есть выбор. Ты идешь, либо там воруешь что-то, зарабатываешь, или же честным путем зарабатываешь. Вот вся и логика проста, понимаешь? Что тут непонятно? То есть, вот это то, что ты правильным путем или неправильным делаешь, это не подвластно Аллаху, значит, да? Так Аллах, по сути, вообще тебя сотворил для испытания. То есть ты проходишь экзамен, своего рода экзамен. Еще раз повторяю вопрос. Вот сделать какой-то выбор. Один момент. Сделать вот этот выбор. То есть пойти по халяльному пути или харамному, это значит не подвластно Аллаху. Это человек делает уже сам. Это ему подвластно, но он тебе дал выбор, чтобы у тебя завтрашний судный день, чтобы у тебя не было к нему вопросов. Господь, ты же мне не дал выбора. Тима, так вот у меня и есть вопрос. Он-то мне дал выбор. Я не буду спорить сейчас насчет выбора. Можем потом отдельно по этому поводу продискутировать. Мы это не ставим под сомнение. Давайте считать, что действительно у нас есть выбор, мы его делаем, все такое. Когда Аллах создавал человека, он знал, какой путь пройдет этот человек. И создав этого человека, он реализовал этот сценарий. Когда человек делал выбор, он тоже реализовал этот сценарий. И Аллах, и человек реализовали один и тот же сценарий.
Аллах его жжет за это. Понимаешь? Нет, у тебя, я же опять-таки говорю, если нету логического мышления, если у человека, извини меня, если где там отсутствует? если Где там какой-то- отсутствует? Не, Давай, я тоже не могу понять. Я тоже жду ответа на этот вопрос. Почему? Я же отвечаю на вопрос, Возможно, зачем? да, у меня, возможно, тоже с логикой хромает, короче. Тима, я Объясните тоже не ответ, понял да? вопрос, ответ. Вы можете мне, дайте мне возможность высказаться? Вот смотрите, еще раз говорю. Вот, к примеру, возьмем историю с этой Хавой, да, Ева. Она вкусила запретный плод. То есть Господь Бог же говорил ей, вот не вкушай этот плод, короче, да, то есть в этом нет вам блага, короче. Но она все равно ослушалась Бога. То есть вот это любопытство, да, человека, оно это есть, это присуще человеку, это любопытство. И она как бы, ей сам сатана, да, вот Иблис, он наушал ей, и вот она вкусила этот плод. То есть, вообще, по сути, изначально, конечно, Господь Бог это все знал, что она это сделает. Но, опять-таки, выбор. Имеется в виду, у вас возникает вопрос. У вас это, я понимаю, что вы имеете в виду. Ну, раз если сам Всевышний знал, что этот человек пойдет на какое-то преступление, почему он его не останавливает? Тогда я вам... Не, это не этот был вопрос. Ты послушай внимательно вопрос. Я твой вопрос слышал. Типа, Всевышний уже как бы запустил Всевышний эту реализовал. Я тебе еще раз говорю. Еще раз я говорю. Человек, когда идет... У человека по своей природе есть у него такая штука нафс, это эго. Человек там поддается своим желаниям, понимаешь, своим страстям. То есть Господь Бог по своей логике подумай, зачем Он тогда не спаслал священный Коран, чтобы люди придерживались священных писаний, Кто сказал, если Он не дал вам... что Бог не спаслал священный Коран? Откуда вы все это взяли? Вот Зачем вы ты- утверждаете Подожди, снова и снова. Наш Создатель, Творец. Не уходите Коран. от темы. Не уходите от темы. Подожди, не перебивай, подожди. Что ты меня перебиваешь? Специально намеренно? Это другая тема. Вот эту вот тему закройте, которую я тоже бы пользу взял бы из этого, извлек. Я тебе отвечаю. Дима, можно вот это просто, ребят, вот Подождите, все, что я сейчас пока слышу, пару я слов, слышу, Зеро, подожди, пару слов. я дай. слышу, что, я тут короче, вижу Аллах базар не какой-то, предопределил, он не может предопределить вот от тебя, я слышу, ты почему-то вот Послушай, считаешь, зачем? что... Не, я понимаю, ты не подготовлен к таким дискуссиям. Не, я слышу от тебя, я говорю, то, что я от тебя слышу, я говорю. Нет, ты сейчас специально, намеренно перебиваешь меня. Подождите, Тима, ты перефразировал мой вопрос 2 раза, ты сказал то, что я не имел в виду. Я не спрашивал того, что ты говоришь. Нет, ты если меня будешь так перебивать, повторяю. у нас дискуссия не получится. Так ты не утверждаешь, что я спрашивал то, чего я не спрашивал. Подожди, отвечаешь на вопрос, который я не задавал. Подожди, не психуй. Ты мне задал конкретный вопрос. Раз если Бог все предопределил, так почему он То есть... Нет, я не задавал такого вопроса. Ну, суть твоего вопроса. Суть моего вопроса как раз-таки в том, чтобы мы не путались. Вот я сейчас опять задам свой вопрос, и именно на этот вопрос отвечай, пожалуйста. Ты сказал сценарий, то есть Всевышний Аллах... Да, Аллах реализовал сценарий, потом человек... Что? Что я не слышу? Аллах реализовал сценарий. Потом человек, делая выборы свои, тоже реализовал этот сценарий. То есть человек реализовал тот же сценарий, который реализовал Аллах. Почему Аллах его сжигает в аду за это? Отвечая на твой вопрос. Ты когда совершаешь убийство, это Аллах тебя там толкает на убийство, на самоубийство? А кто кого толкает, там не важно. Аллах реализовал этот сценарий. Конечно. Подожди, ты хитрый, ты ускользаешь от вопроса. Нет, Аллах я не тебя толкает на ускользаю, это убийство. ты ускользаешь от моего вопроса. Не, отвечай на вопрос. Отвечай на вопрос. Аллах тебя толкает на убийство, когда ты совершаешь убийство.
Об этом тоже поговорим. Мы об этом. Свободец, сунагляс, Нормально дискутируй, Sana mekçi orada, sunaгляс, Что вы паникуете? Ребята, sunaгляс, büyütür duvaşım, vama büyütür, balu inzari dukluyor duvaşım, sunaгляс. нам тоже дайте сказать, пожалуйста. Цаляца, Ляца, вопрос. Дикудала. Хорошо, давай сейчас оставим мой вопрос. Не оставим. Ты отвечаешь на мой вопрос. И поговорим на твою тему. Отвечай на мой вопрос. Давай. Когда совершаешь убийство, это Аллах тебя толкает на убийство? Вопрос в том, что меня вообще толкает на это? Ну, ты когда сейчас вот решил... Что человека толкает на убийство? Скажи мне, Я пожалуйста. еще раз говорю, ты убиваешь самого себя. Это не к нему вопрос, а к тебе наоборот. Не, Тима, я же привел тебе... Тима, Я тебе привел просто контраналогию. Хорошо, давай дальше. Он вообще в дальше Аллаха не верит, он не ругает, это к тебе. Ибраим, подожди. Ты пытаешься мне что-то обосновать. Давай обосновывай, что человека толкает на убийство. Вот объясняй давай. Как что толкает на убийство? Если человек, например... Что человека толкает на убийство? Объясню. У человека, например... А я скажу. Можно я скажу тоже? Подожди, Скажи. пусть Тима говорит. Человек, например, у него могут быть на это какие-то причины. Например, там... его кто-то сильно задел, его там какую-то честь, там еще что-то там, или же какая-то обида. Но опять-таки это все с моей точки зрения, то есть и с религиозной точки Какую-нибудь зрения, определенную ситуацию это возьми, Иблис. чтобы меня... Не, Это давай сатана. Вот так скажем, Сатана. ребята. Дима, подожди на секунду. Есть Дай два слова. Тиме сказать, Два слова. Подождите, дайте Зураб тоже, может Зураб ему подскажет, давайте, не спешите. Мне есть подсказывать два ничего не слова. надо, я уже ответил на вопрос. Не отвечал, что человека толкает на убийство, вот скажи мне. Сатана. Сатану кто создал? Аллах создал. Так Аллах и стал той причиной, о которой ты говорил. Вот у так него он же была дал, какая-то причина. он же дал ему Аллах его заставил, отсрочку. получается. Подожди, перебивать моя Езуд. Ему он отсрочку дал. Подожди, Отсрочку, не лицо. Аллах заставил человека. Он Добрый создал день. сатану. Не, он ему Подожди, отсрочку дал. Аллах создал сатану. Аллах создал сатану, который заставляет человека совершить убийство. Так как мне Аллах его заставил? Отсрочку дал. Ладно, хорошо, давай все оставим. Сатана заставляет человека. В чем человек виноват? Как в чем виноват? Он сам виноват. Почему сатана же его заставил? Потому что он же ему же заранее уже как бы в этом писании же было сказано, что те, кто... Так сатана его заставил. Это против его воли. Сатана его заставил. Человеку, еще раз говорю, я тебе еще раз говорю, человеку была ниспослана книга, в этой книге ясно было сказано, о те, которые уверовали, не следуйте по стопам дьявола, ибо он является для вас явным врагом. То есть Ты Всевышний же говоришь, сатана его заставил. Ты знаешь, что такое заставил? Так Аллах тебя предупредил, что он будет вас сбивать с пути. Какая разница, что Аллах предупредил, не предупредил? Сатана заставил, ты говоришь, заставил сатана. Еще раз я тебе говорю, он является твоим явным врагом. Понимаешь? Он и слева, и справа, и сзади. Прикинь, враг тебя заставляет что-то делать. Где там твоя воля, твой выбор? В чем ты виноват? Воля в том, что как раз таки в этот момент ты должен сам как бы собраться и как бы найти в себе силы, чтобы не поддаваться на эти Так ты не можешь, сатана же тебя заставил. Как не может? Он искушает. Это зависит от твоего имана, понимаешь? Если ты какой-то гуляка, который руководствуется своими страстями, конечно, он тебя может сразу вести в заблуждение. Если ты будешь твердо держаться за веру в Аллаха, как бы, да, руководствоваться этой книгой, как бы, да, вот тогда нет. А то если ты, например, как ты говоришь, какой-то там... Тима, так сатана заставил. Скажи мне, пожалуйста. Лео, секунду, брат, пожалуйста. Подожди, дай мне с ним закончить этот разговор. Тима, одну секунду, Лео, пожалуйста. Подожди, Зураб. Тима, так сатана заставил человека или не заставил? Я тебе еще раз говорю, есть... люди, которых он не может заставить. Есть категории разные есть.
Опять-таки, вся суть в чем заключается? В том, что человек, который, скажем так, может как бы овладеть, да, вот дьявол, да, то есть со своими соблазнами, это человек, который уже проиграл. То есть он променял вот этот дунья на вечность. А есть тот, который не променял, то есть твердо держится за веру Аллаха, короче. Да, и да, его, да. он достойно пройдет это испытание, понимаешь? Хорошо, Достойно. Тима, так скажи мне, что заставляет человека совершить убийство? Это его слабость имана. Вера слабая, вера. То есть он Так, слабый. теперь у нас То есть, новая подожди, вот, версия, Ибраим, то есть он слабый, Аллах не дал ему достаточно силы, он слабый, поэтому он совершает. Так опять-таки получается, Аллах виноват. Нет, не он виноват. Человек сам виноват. Так Аллах его слабым сотворил, у него нет этого, он слабый. Нет, он ему дал ясные, короче, знамения, все, вот то, что он же его предупредил. Для чего была неспослана эта книга? К твоему сведению, слабость не может заставить человека... Задаю тебе один вопрос. Подожди, малый. Подожди, голос тихо. Например, Бог, Масала Бог, тебя отправляет куда-нибудь там в Африку. Тебе заранее тебя предупредили, там, смотри, там львы, там тигры, там всякое, там дикие животные. То есть риск большой, только ты смотри, короче, будь внимателен. И что ты будешь делать? Конечно, тебя уже заранее, короче, уже известили, короче, да, вот предупредили. Конечно, ты будешь внимательным. То же самое, понимаешь? То есть у тебя... То есть это сценарий, который не предопределил Аллах, да? То есть какой-то Еще раз говорю. Я задам вопрос. Тима, Хажа. Подожди, Зураб. Тима, Хажа. Да, я одну секунду. Ладуа, действительно, как оппонент, как спорщик, как враг какой-то рассматривается, я что действительно ответ космосу. Сатана заставляет. В итоге получилось не сатана заставляет. Человек слабый. Слабость человека. приписывать, смотри, сатана не заставляет. Подтверждаю, что первая версия была высказана. Я с нетерпением слушаю, здесь 3 уха у меня аж включилось. Вот я слушаю и слышу, что первая версия заставляет сатана, вторая версия человеческая слабость, третья версия... Подожди, Ибраим, подожди, вот смотри. Сатана заставил Цаэлла Баара. Я спрашивал, что заставляет человека совершить убийство. Раз сатана не заставляет, то почему вообще о нем упоминается? Он к этому делу не имеет никакого отношения. Подожди. Второе. После этого ты сказал, что человека заставляет слабость. Но человека слабость не может заставить ничто сделать. Сатана человек подсказывает, сатана подсказывает, а не заставляет. Понимаешь, он тебе дает мысль. Так я спрашивал, что заставляет. Выбирает человек выбирает, он тебе подсказывает. Я спрашивал, что заставляет. Я спрашивал, что заставляет. У меня один вопрос, Дима, скажи мне, пожалуйста, в Коране сколько раз упоминается слово Мухаммед, пожалуйста? Вы же читали книгу Коран? Дима отключился. Может быть, кто-нибудь ответит мне, друзья? Сейчас он погуглит и ответит в один момент. Или спросит, чат GPT сейчас спросит. По-моему, один раз его упоминают в Коране. В Коране один раз? 2 раза. Подожди, Ибраим, вот смотри, подожди, Зураб. Дима, ты загуглил? Дима, загуглил? Я давно читал это. Я 15 раз прочел Коран. Но 2 года больше времени уже, в общем, не читал. И поэтому я так сказал. Смотрите, почему я спросил, друзья, это вот смотрите. Иисус сколько раз напоминается? Я слушаю, мы сейчас
послушайте меня по поводу, опять-таки, тема, о чем она шла, я просто отвлекся. Ты Я щас... загуглил, Я не... да? Какой Google? Я вообще не дома нахожусь. Я сейчас... Могу напомнить тему. Был вопрос. Аллах знает, по какому пути пройдет человек и создает этого человека, то есть он реализует этот сценарий. Потом человек, делая выбор, много выборов, тоже реализует этот сценарий. То есть они реализовали один и тот же сценарий. Не, он не реализует сценарий. Он как раз-таки, когда идет по этому сценарию, там есть предостережение, то есть Всевышний Аллах его предостерегает. Говорит ему, не делай то, не делай это, сделаешь это, получишь ты это за это. То есть ты, по сути своей, проходишь какой-то экзамен в этой жизни. Не реализует. Кто не реализует? Подожди, Зураб, пожалуйста, подожди, Зураб. Ну, брат, Тима, сколько раз можно? Дай хотя бы по старшим тоже. Подожди, Зураб, мы тут Ибраим, Тима, вот ты сказал, Тима, ты сказал, он не реализует сценарий. Ты кого имел в виду? Я не сказал, что он не реализует сценарий. Я сказал, что когда Всевышний Аллах до еще сотворения человека, до его еще сотворения Адама, мир ему, когда ему ангелы спросили, ты собираешься сотворить человека, который будет творить зло? Ведь Всевышний Аллах же сказал, я лучше знаю. То есть я лучше знаю, я знающий. И вот смотри, человек, когда Аллах его сотворил, и когда отправил, за что он отправил Адама и Еву вот в эту жизнь, вот в этот мир, как наказание, да, то есть они же ослушались его. Вот. И они пришли в эту жизнь, пройти вот это испытание от Всевышнего Аллаха. И Аллах не спаслал эту священную книгу в виде как инструкция для эксплуатации человечества. То есть это как инструкция, человек как правильно должен вести этот жизненный путь. Так вот, и когда Всевышний Аллах, когда вы говорите, что Всевышний, ведь уже все, он предписал человеку, что должно с ним случиться, так в чем смысл, Я не это сказал. Я не говорил предписал. Я не произносил слово предписал, потому что это слово приводит к у тебя может быть словарным запасом чуть проблема, наверное. Но у меня, наверное, более богатый словарный запас. Вот скажи мне, пожалуйста, вот что значит предписал? Значит, он уже предписано то, что уже должно случиться, то что должно случиться. Вот, наконец-то вы это признали. А я-то думал, что человек сам что-то делает, не предопределено это, он своим выбором как-то что-то решает. Подожди, потом, смотри, я понимаю, ты пытаешься меня запутать специально, да, ты намеренно это все делаешь. Ничего он тебя не запутывает. Нет. Мне тоже эти вопросы интересны, философские. Так я отвечаю же на ваш вопрос. Вы даже не даете отвечать оппоненту. Вот в чем ваша... Хорошо, заверши свой ответ, пожалуйста. И вот смотри, человеку он дал выбор, да? То есть он дал ему выбор. Вот смотри, ты, например, пойдешь, совершишь, скажем так, убийство, там, неважно, своруешь что-то там, или совершишь прелюбодеяние. То есть это твой выбор. То есть Аллах же тебя же на это же не подталкивает. И ты сейчас, у вас возникает потом, конечно, вопрос, вы не перебивайте сейчас. Конечно, у вас последует вопрос, так совершить это прелюбодеяние, это типа, это же Аллах же тебе это предписал вот так. То есть идет все по сценарию? Нет. То есть Всевышний Аллах, если было бы все по сценарию, как вы говорите, то он не спосылал бы, в чем был бы смысл не спосылать Коран, чтобы людям, чтобы им как скажем так, для предостережения их от зла, да, то есть он зачем не спосылает? Этот вопрос как раз к тебе, вот он тебе перенаправляется, понимаешь, после всего того сказанного. Нет, мы сейчас потихонечку логической цепочкой идем к этой истине, логической цепочкой. Так смотри, и человек, когда... И в Коране же тоже это сказано, что вот те, которые уверовали, вы не следуете по стопам этого дьявола, ибо он является для вас явным врагом. То есть сам
Так, короче, друзья, опять всех выбило отсюда, да? Возвращайтесь на свои позиции. И, честно говоря, это, скорее всего, моя была вина, потому что я хотел это открыть параллельно еще одно приложение, чтобы найти, на какой позиции стоит аят, где Аллах говорит: вы не захотите, если я не захочу. Если у кого-то он под рукой, номер его приведите и немного обучите, прочитайте вот этим людям, которые далеки от ислама и не знают аятов Корана, да, что предопределено все, что Аллах в Коране как раз таки говорит, что Он все предопределил, предписал. И в хадисах говорит еще до рождения человека полностью ему все предопределил. Ибрахим, вот смотри, человеку Аллах предписал, но он его не заставляет, Бога. То есть он его не заставляет, но он смотри, Ибрахим, смотри, возможно, он сделал так, чтобы человек сам этого захотел. Ну, что угодно там может быть. Хорошо, он не заставляет его, но он реализовал этот сценарий, от этого это никуда не девается. И заставляет, не заставляет, там, все это не имеет значения. Главное, что Аллах реализовал этот сценарий, потом человек реализовал этот сценарий, еще Аллах ему и предписал все это. Ну что это там? О чем мы там можем говорить? Можно один вопрос, Лео? Можно? Вот все, дискуссия, уже 2-3 часа в этом участвует. Итог, ты сразу не сказал, к чему ты шел. Ну, я сейчас сколько слушал, понял. Я вопрос задавал. Я задавал до этого. Я тебе отвечаю. Я до этого задавал вопрос человеку по имени Пират. Я его спросил, вот твои убеждения, они обоснованы на разуме? Вот твоя вера в ислам, принятие его. Он сказал, да, подожди, дай мне договорить. Он сказал, да. Вот я ему объяснил эту ситуацию и сказал, что разумного ты в этом видишь. Жечь человека за то, что ты реализовал тот же сценарий, который ты реализовал сам. Где там разум? Да. Вот сейчас мне скажи, много не надо, я сейчас выйду. Твоя логика, твое понимание, что должен человек, ты к чему клонишь? Вот ты вокруг да около ходил, вот тебе вопрос прямой. Вот что мы должны делать? Вот ты что хочешь этим доказать? Вот что этим... Я тебе объясню. Он хочет доказать несостоятельность вот этой идеологии. Противоречие, полное противоречие. Вот зачем, вот 2-3 часа вы мне, брат, Аллах, вы сказали, знаешь, зачем, Рамазан? Чтобы ты дебилом не был, чтобы тебя вот за нос не водили. Ну, как меня за нос? Меня никогда в жизни, вот меня вот хотели бы за нос водить, я слушал. Ну, я могу поклясться, могу спокойно поклясться Аллахом, что ты никогда в жизни вот эти вопросы о них не думал даже. И вот этот человек, которым он сейчас дискутировал, из-за того, что у меня слетел эфир, который соскочил, нашел момент как раз, ему повезло. Он тоже никогда об этом просто бла-бла-бла, вот эти, наслушался там. Никогда... И никогда если Аллаха можешь поклясться, если ты в это не веришь. Логично, логично, никогда не задумывался реально о этом всем. То есть просто вот слушаете вы, да, слушают, бла-бла-бла, какие-то вещи, потом умничает, ходит, я не это, у тебя запас слов, там, туда-сюда, какие-то эти, там, я не знаю, играет вот эти... пальцами тыканья, да? Тут мы как раз таки, нам интересна вот эта тема, и ее ты вообще в курсе, к чему ты следуешь, как тебя за нос водят, вообще где здесь логика, зачем вы вообще говорите о каком-то этом? Рамадан, слышишь меня? Давай проверим, водят тебя за нос или нет. Не надо, вот ты же говоришь, я тебе задал вопрос. Я могу показать тебе, что тебя за нос водят.
Ты не покажешь никогда в жизни. Давай я Ничего тебе ты не покажу. докажешь. Давай я тебе покажу. Покажи. Никогда в Вот жизни ты смотри. меня не переведешь. Ну давай. А вот смотри, в Коране написано, что Аллах будет жечь человека за ширк. Ты знаешь, что такое ширк? Знаю, ширки, многобожие. Не, ширк это когда ты чувствуешь или признаешь, ну, когда ты типа думаешь, что возможно кто-то еще контролирует эту реальность, как Аллах. Это одно и то же, я знаю это, брат. Да. В общем, за ширк, за ширк Аллах будет жечь человека вечно в аду. В Коране написано, что единственное, что не простит Аллах человеку, это ширк. Ибрахим, Ну, я по-честски не понимаю. Филологу, кто этот петушок? Вот этот, который Зумсо написал? Так, петушок вылетел. Так, смотри, Рамадан. Вот смотри, в Коране сказано, что ширк это единственный человек, единственный грех, за который Аллах его не простит, и что его обитель это гиена огненная, то есть его будут жечь в аду. Но также в Коране сказано, что Аллах не вершит несправедливости по отношению к людям. И вот смотри, когда ты делаешь ширк, ты Аллаху не причиняешь вреда, ты Аллаху не причиняешь боли, ты даже не можешь ничего причинить Аллаху, он слишком великий, слишком такой, и ты, ничто ты ему не можешь сделать, ты ему ничего не сделал, не причинил вреда, ничего. А он тебя за это сжигает в аду, подвергает мукам, он в угнетении тебя держит. Это несправедливость. Но в Коране сказано, вот это вот тебя будут сжигать за ширк, то есть вот это вот несправедливость там показана, тебе сказано, что вот будет вот это вот несправедливость. А в другом месте говорится, что Аллах не вершит несправедливость по отношению к людям. То есть две вещи взаимоисключающие. Одно из них по-любому ложь, потому что они друг другу противоречат. В Коране ложь, а ты ведешься на Коран. Так как тебя не водят за нос, скажи мне, пожалуйста. Не, вы, Ибрагим говорит, я клянусь Аллахом. Ну, если вы в Аллаха не верите, вы же не говорите, мы не верим в Аллаха. Я понял, просто вы в Аллаха, вы ничего не верите. Ты меня и не спрашивал, я не верю. Вот ты говорю, ты вокруг да около нас ходил, водил. Рамазан, я верю, я 72% мусульманин, так что на меня не надо распространять то, что на других. Не, ну вот Лео, он только сказал, я говорю, не верю, что? Я не верю, что? Ну вот зачем, если ты не веришь, зачем ты эту идейскую, эту еврейскую, эту тему нам вот хотел мне что-то перебить? Ну я слушал, я не могу догнать. Я никакую еврейскую тему тут не гоняю, я свои мысли. Нет, ты гоняешь, это мои чеченские мысли мои, не еврейские. Не, какие чеченские, ты чё, о чем ты говоришь, я чеченов не знаю, что ли, брат, я чеченов вырос. Это мои мысли, я не говори за чеченов так из 1001 чеченец, черт возьми, я чеченец. Не чеченец ты, какой ты чеченец? Да, я чеченец. Можно я скажу? Рамазан, подожди. Аллах, Билах, ты не чеченец. Рамазан, подождите. Рамазан, ты извини, если хочешь, можешь выйти, я не хочу... Как бы, чтобы агрессивно, да, и тебя там оскорблять, или чтобы ты оскорблял. Да, не надо, я тоже не люблю оскорблять. Просто, когда мне говорят вот очевидные вещи... И тебе решать, кто здесь, чеченец, не чеченец. Рамадан, Ладно, я пока Рамазана спустил, давайте. Я чеченец, он правильно говорит, Рамазан, за всех чеченцев говорит, не надо. Из-за того, что вы неверные, это не говорится о том, что все чеченцы неверны. Ну ты тоже, вот у меня следующий вопрос к вам. Подожди, ты тоже не можешь за всех говорить. Ты тоже за всех не можешь говорить. Он говорит, что он чеченец, он чеченский, свои мысли их озвучивает. Никакой он не еврей, не еврейские мысли, он свои мысли озвучивает, понимаешь? Давай теперь вопрос задавай, Рихард.
Ричард, микрофон включи и вопрос задавай. Вы говорите, что людей водят, религия водит за нос. Я правильно понимаю вас? Я этого не... Подожди, ну, я этому человеку сказал, когда он сказал, что его никто не водит за нос, я ему просто показал, что его водят за нос. Ну, значит, по твоей логике, религия водит людей за нос? Ну, тех, кто ее не изучал, не водит, они же ее не изучали. Ну, подожди, я тебе задаю прямой вопрос, легкий вопрос. Ты с твоих слов... Ты говоришь, как что такое бывает, религия водит. такое бывает, да. Но я не говорю, что всех прямо наводит за нос, потому что люди ее Подожди, не изучают, подожди, не не знают. сбивай, пожалуйста. Подожди, вот ты теперь убежден, что тебя религия вела за нос, и ты теперь понял, что это неправда, и тебя за нос не ведут. И в чем ты преуспел теперь? Вот тебя Какая не ведут. разница? Тебя Какая не ведут разница? за нос, ты стал жить лучше. У тебя жизнь наладилась. Как это, какая разница? Какая разница? Как это, какая разница? Вы же убеждаете людей, что Вот так, религия смотри, водит я тебе расскажу, как. Когда я вышел из религии, я почувствовал себя очень хорошо. Я перестал думать о всяком аде, огне, этот страх, это все, вот, оно меня покинуло. Я стал больше думать, позволять себе больше думать. Что у меня изменилось? Я стал умнее, я стал больше, лучше постигать то, что мне надо, и это мне действительно приносит пользу. Да? А жизнь у тебя лучше стала из-за этого? Да, конечно. Вот и что? Хорошо. А тогда ваша цель здесь просто вот так вот сидеть, убеждать людей и поносить религию? Или в чем ваша цель вообще? Я не могу... Ну, я сюда зашел, услышал, как люди разговаривают, и мне тоже стало интересно поговорить. Угу. Понятно, хорошо. Ладно, я тогда рад, что ты преуспел. Но раз ты бывший мусульманин, ты, наверное, понимаешь, что вот кто-то из вас говорил, что Аллах, раз любит людей, почему он наказывает, почему он говорит, что будет наказывать, и за ширк почему он будет наказывать. Так он же не говорит, что он любит тех, кто будет совершать ширк. Я про любовь вообще не говорил. Я вам объясняю, вам просто, у вас, видимо, я не понимаю, вам, видимо, нужно каждое слово разжевывать. Я про любовь не говорил. Хорошо, уважать тогда или не причинять зла, тогда, если тебе слово любовь не подходит. Если тебе слово любовь не подходит, если в твоем понятие мира ты не можешь разобрать слово любовь, я тебе объясню другими словами. Если Аллах не может простить людей, которые совершают ширк, он конкретно и говорит этих людей, я не буду прощать. Так что там непонятного? Он же не говорит те, кто... Так я не говорил, что он может простить или не может простить. Я не конкретно к тебе Он обращаюсь. сказал, что не будет прощать, я это признаю. Там так и написано. Да, Аллах не будет прощать, и в чем там проблема? Проблема? У меня-то нет проблем, вот у тебя проблемы. В чем? У тебя, у невердов. В том, что вы будете вечно гореть в аду. Докажи. Это уже доказано, ты сам знаешь, что это правда. Мне это не доказано, ты мне докажи это. Ты просто не хочешь в это верить, вот и все. То есть, вот смотри, вот здесь очень интересно. По-твоему, я, зная, что я буду гореть в аду, вот Да. сейчас сижу и говорю все это, и иду по пути, который приведет меня к сожжению в аду. По-твоему, так получается? Ты такой мазохист, по-твоему, такой страшный мазохист, да? Было ума понять, найти ответы на свои вопросы. Ты отвернулся от религии, отвернулся от Аллаха. У тебя хватает ума ответить на этот вопрос? У меня не хватает ума ответить на многие вопросы, просто я не ищу ответов на вопросы, которых у меня явно нет. Я не стараюсь углубляться в то, что... Так я и не ищу ответ на вопрос, я озвучиваю свою мысль. Ты озвучиваешь все, что ты хочешь, я тебе говорю то, что тебя ждет. Озвучивать ты можешь все, что ты хочешь. Хорошо, вот ты говоришь, что меня это ждет. Пожалуйста, скажи мне, вот приведи мне доказательство, что меня это ждет. Ну как, ты же сам говоришь, что ты изучал религию. Зачем мы сейчас будем опять повторяться? Ты же прекрасно знаешь. Ты говоришь, что мы будем повторяться, хотя
За несколько лет, что я слышу эти дискуссии, ни один человек ни один раз не привел этого доказательства. Как мы можем повторяться, скажи мне? Как ты не принес доказательства? Тебе конкретно Аллах меня, и возможно тебя Аллах простит. Обязательно. Он кинчик язин, кинчик шухону, ешам ой. والله просто خطبة болнах бил вашнах бухаршлац, والله бух. Хундит романш вахагон тикток чуа. Хеч карнишевать, байлма бахт. Абсолютно. Халабол хунд кигдаш, дейцай шедел душтейц. Тикток чуаган. Цанохчи дуой, цанохчи душня. Харнис дай вождаци бош, хунд диташ, дейл душал. Халид, дит ишун. А? Ой, мадрица хай гилках моуган, брат, моуган шедел. Охча, одинан люш нахули, поехмор юйцар. Ты самумца ялаш, он люшник алаш бехки ват, аз блок те дао корвар. Вала аз бехки омоч, аз блок биношо. Вот он саха, мир бехки о, мир бехки ват. Хабар штиш, мир уцага сон охча. Леон, ауи хабар штиш. Лео больше, был хабар штиш. А? Лео я люся. والله ما ديتش يشداتر وهي تصلصل يلا ديل دا تاو مالس هاي ديل دا شو عاوجن راس قشطه بس هنتحاجلا على دوش boş. Поехмор лüş, din lüş aş bu bor. Somewhat so поехмор lüş. Osan iş ha üz şwe bu ha. O sen şu واخين sen deri de ha aş vela ha üç şwe bu. So melodi ta ach so lüş bu box so поехмор на страц, а поехмор bu. واخين so din şurer vela boş ha aş vela bu bir de ha lüş. Din da dan da lüş kadar. İz tutan dir. Ama su noqchi, hiç söz su noqchi bu boş. İndu hiç söz noqchi. والله ووشن وينوكي سيتي بيت ما ديتش ريليجيتا بوغ تيك توك جواخان نبرات خزدي ما بو خزديت بو خيتيو قيساتلوش ديتا ديتش دلا Цаюеш, хазда, ичда цаюеш, просто модер диц, диц умнеш. Модер. Не, Пузак, элкия, модерц, если 30 лет, больше там 30, 30 копейками. Да, больше 30 лет, если нам полностью в голову забивают и рассказывают нам небылицы, то обратная сторона тоже может иметь место. То есть обратная сторона тоже имеет место. Хохикуир шамас критикер. Ты должен... Хоиш 30 лет хизен инсхо хкетя, хакеч, ханисти луду элан. Нормально пьешь хавошу, 72% мусульмане. Üç düzera elçer erkeklerle solveç düşümsler düşüm 72% musulmane bu var. Хокучурин стогон тиерлец эрлас туру, а нормально выстахла. А нормально камел давай, шола, пожалуйста. Вайти пошел вон отсюда. Давай что эрвах мегардон, что эр волон, это хочу здесь ума дать, что адмима тқиеш дать. Хайн адми мот ама баюхул, пожалуйста, добро, пожалуйста, машол, я говорю. Так, в остальном, короче, здесь грубить и так далее, потом сидеть, чтобы с тобой нормально разговаривали, так не пойдет. Мы будем нормально общаться. Если возникают вопросы, пожалуйста, задавайте. Если к вам возникают вопросы, пожалуйста, если хотите, отвечайте на них, и все. Я вот не понимаю, зашел какой-то Владимир, сам не мусульманин, влез в дискуссию, начал конкретно защищать ислам, который сам вообще не читал и не интересовался. Потом, и почему-то чеченцев он хочет оставить в исламе. Потом заходит какой-то другой какой-то кавказский не чеченец и начинает обвинять участвующих, что этот не чеченец, потому что он не мусульманин.
Это вообще я не понимаю. Мы что, вот, допустим, вы видели где-нибудь, чтобы чеченцы ходили в другие группы и говорили, допустим, там, в дагестанскую заходят и говорят, так, ты, короче, не дагестанец, ты дагестанец. Потом зашли к ингушам, так, ты ингуш, не ингуш, ты русский, не русский. Где это вообще видно? Это единственная площадка, чеченские площадки, где заходят другие народы и почему-то решают, что это чеченец или не чеченец. И еще пытаются, почему-то очень опасаются, что чеченцы выйдут из ислама. Это единственный народ, с кем это происходит. Тут вот спрашивали они, да, почему, ну, как бы, вот эту тему, как вы начали, что полезного произошло. И здесь так четко не был дан ответ, что полезного произошло. Я бы хотел чуть-чуть подкорректировать, да, вот как вот эту тему начали, вот эту табу вот это порвали, начали нормально разъяснять о каких-то вот этих религиозных делах, о том, как обводят вокруг пальца людей с помощью религии. Вот именно из-за этих тем я уверен, что нам удалось избежать еще 14 тысяч шахидов чеченских, да, в Палестину. То есть, если в сирийскую вот эту вот кампанию, скажем так, там, халифаты, шаммы, короче, джихады, даджали, короче, потом всякие мады. Если в этой теме 14 тысяч чеченцев туда затащили, то вот уже как бы нагнеталась палестинская тема, чтобы туда тоже затащили. Но вот все-таки я как бы сейчас, скажем так, мы точно, чтобы как бы произошел вот этот курс событий, мы не можем, потому что вот он сегодня вот такой вот, да? Вот то, что мы видим, сегодняшняя вот эта вот данность наша, скажем так, то, что вот на сегодня протекает, это то, что мы видим, да, вот если бы, скажем так, вот эта тема, она бы не поднималась бы, да, то мы вполне могли бы увидеть на фоне вот этого протекающих, как бы, религиозных вот этих всяких дел, мы вполне могли бы увидеть тысячи людей, которых еще раз с новой волной затягивают куда-то. Так что очень огромная польза, что это как бы в любом случае наше мнение, да, вот мнение наших там единомышленников. А так, в любом случае, ничего плохого из того, что вот эту тему мы поднимаем, ни с кем не должно произойти. То есть, если по вашим же убеждениям Аллах там выявил, короче, лицемеров, там всяких этих, ну, вам лучше же тогда, что вот это вот ваши ряды покинули какие-то люди. Вы наоборот должны альхамдулиллях сказать. Dedi xil Лео Бошек, вернуться хаттер дырса. Лео, если ты слышишь, возвращайся. Имеется в виду, он вопрос такой, как то, что вопрос начал утверждать, что религия вводит за заблуждение. По-моему, это он говорил, да? Да, я слушаю. А ты говоришь религия или религии? Ну, насчет чего? О чем ты? Ты сказал, религия водит за нас. Ну, смотри. У меня вопрос такой. Нет, смотри, религия или религии? Подожди, Халид. Вы очень подхватили то, что я сказал. Я не имел в виду, что всех верующих кто-то водит там за нос. Я просто пытался показать человеку, насколько он не руководствуется логикой, мышлением, хоть каким-то вообще разумом. Понимаешь? А люди там, которые
вообще не изучают, не понимают. Они просто своей какой-то вере, к которой они привыкли следовать, они даже на самом-то деле у них и нет этой религии, потому что они даже не знают, что в этой религии говорится. Ажин Лео, я лично считаю, что религии, не все, конечно, водят за нос. Религией, религиями. Это факт. Это не факт. Я считаю, что все религии водят за нос любого человека. Я так считаю. Но это уже утверждение. Здесь имеется в виду уже, смотрите, что там, что вы подразумеваете под этим выражением. Там много чего можно подразумевать. Если там говорить, что человек, который просто так берет на веру что-то без всяких обоснований, то он, конечно, он далек от какого-то разума. И, может, его даже никто не водит за нос, но он... Подожди. За нос его водят, когда вот кто-то приходит и говорит: вот тебе Бог сказал то-то, то-то, и он начинает верить этому человеку, вот тогда действительно его водят за нос. Вот я о чем говорю. Бог сказал, Аллах сказал, когда говорят, это все уже, это человека ведут за нос. Хажин Лео, Ахата Дарса, ты веришь в Творца? Сейчас мы очень далеко уйдем, я даже не смогу тебе объяснить вот это, мои размышления насчет этого, но очевидно, что мы все в этом мире, этот мир он выше нас, не мы источник всего этого, и что-то за этим стоит. Это интересная тема, и когда человек утверждает, что, к примеру, еще один там говорил, что утверждая, что все религии вводят в заблуждение, нужно понять, с кем я говорю. Если атеист говорит об этом, я понимаю, это его выбор. А лично твое мнение хотелось бы узнать. Ты атеист или агност, или верующий? Я верю в Бога, так скажем. Надо очень четко объяснить то, что мою позицию, но я даже слов не нахожу объяснить ее, поэтому по-простому говорю, я верю в Бога, но я не верю там в какого-то, я не знаю, какого-то, какую-то сущность, которая там вдруг захотела, чтобы ей поклонялись там, или у нее какие-то там хотелки были там, и, в общем, потому что, это тот же самый человек, только с большими возможностями получается, а его никто не создавал. А откуда ты это знаешь? Кто знает? То есть, почему ты так решил, что Бог такой, как ты думаешь? Я ничего не решил, я же не говорил, что я что-то знаю. Нет, ты же говоришь, что я считаю, что Бог не такой, имеется в виду, что Он никому ничего не обязал. Я же не говорил, что Бог кого-то чего-то обязал, не обязал. Ты сформулируй, пожалуйста, конкретно свой вопрос. Я что-то не могу понять. Вот ты сказал, я не верю в Творца как в какую-то сущность, не веришь ты. Я сказал, я не верю в Творца, подобного человеку. А какие у него атрибуты, как ты думаешь? Я вообще не думаю никак, потому что смотри, я никак не думаю, потому что если ты будешь придавать какие-то атрибуты ему, то ты его уже ограничиваешь. Ограниченность, она не присуща Богу. Нет. Атрибут, это мы, там у него большое понимание. К примеру, тот, кто сотворил Вселенную, пусть это будет какая-то внеземная цивилизация,
она обладает силой. Я не хотел эту тему начинать, но и снова к этому возвращаешься. Нет, Смотри. нет, это здесь находятся верующие люди, понимаешь? Не только мусульмане, но и иудеи и христиане. То есть, к примеру, ты сказал, что нас вводят в заблуждение, поэтому более конкретно хотелось бы с тобой поговорить. Я не сказал, что нас вводят в заблуждение. Я сказал, что я не имею в виду всех людей, всех верующих. На этой земле очень много верующих. Они живут очень разные жизни там. Но бывает, что человека водят за нос. Я разговаривал с конкретным человеком, а вы это все на общую выносите, понимаете? Нет, Я с конкретным человеком разговариваю. Нет, не надо усложнять, не надо так воспринимать мой вопрос, но факт, я просто говорю, ты знаешь своего Господа, кто он такой для тебя? Вот хотелось бы узнать. Нет, я его Ты не сказал, знаю. что ты веришь? Я не знаю его. Я его не знаю. Я тебе даю какую-то подсказку. Вот, к примеру, я как вижу своего Создателя, не только через эти писания, а через размышления и то, что мы видим и ощущаем. К примеру, эта Вселенная, Солнечная система, к примеру. Солнечная система, она сама по себе так образовалась, или как ты думаешь? Сейчас мы уйдем очень далеко. Нужно ли начинать это? Нет, это очень нужно. Почему? Потому что... Ты меня спросил, ты знаешь своего Бога? Я тебе говорю, не знаю. Ты можешь его описать? Я не могу его описать. Нет, я пытаюсь все, что мог, я про него сказал. Хажан, я тебе пытаюсь сказать, что, к примеру, через размышления человек простой может увидеть, насколько Создатель, он прекрасный дизайнер. Понимаешь? Он, к примеру, будет смотреть на эти цветы, на эту природу, на эти небеса, воды, море, на человека самого, на любимых тебе людей. То есть это все любовь, все это сотворил кто-то, понимаешь? Кто-то прекрасный. То есть одно из атрибутов. Ты понимаешь, о чем я? В моем мышлении вообще нет сотворения, потому что сотворение, оно само по себе, оно бессмыслица получается в итоге. Я тебе сразу сказал, что я тебе не смогу объяснить своих мыслей, потому что у меня нет слов, чтобы их объяснить. Но это сотворение, оно вообще никак не вяжется с моими мыслями, потому что сотворение предполагает начало, а начало само по себе, то есть в итоге все оказывается само по себе, то есть нет в начале сотворения, понимаешь? Вообще ерунда какая-то получается. Marshall Dumasaga. Armat, Marshall Dumasaga. Удержишь. Маршал. Сегодня много людей подтянулось. Кефир Эрвак. Так, кефиров будем отсюда выкидывать. И как дизайнер убошел, чун течение, халат, сон чего просто делается. И шоlla танч был, чита низ течение, мы логидарили. Течение, соцсетям. И низ течение, шоlla танч был, что и Адам, хош дочь, низ течение, мы логидарили. Эрам дараси эльч орта. Дикхирдаск. Течение. Юг течение. Лео, говори, Алла. Уж вацо течение вич. Эл ячхила, эл гердарон нас чек мова. Табаркал дерезу. Аллах рейс хуил масана. Дистрел. Можете говорить, кто хочет. Dela, så уже väl dit sen det var ju
Максис, спроси про этот хадис, пока тут тихо. Хорошо. Всех приветствую, кого не приветствовал еще. Надеюсь, у вас все хорошо. У нас... Маршал, Масак, выстрел. Говори. У нас тут возник спор с Аминой относительно одного хадиса, который она привела, о том, что к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, обратился один из подвижников и сказал, что хочет переспать с пленницей, но она замужем. И то, что пророк ему ответил: овладей ею, а потом пусти ее по кругу. Я сказал, что она ошибается, что такого хадиса нет. Можете разрешить наш спор? Номер надо будет привести в студию. Прежде чем кто-то скажет, Максис, я хотел бы тебе сказать. Вот ты разумный человек, адекватный человек, вот я тебя несколько раз слышал, и вот со стороны логики, понимания, ты считаешь это правильно спрашивать тех, кто ненавидит ислам? У тех людей. Это они, как ты думаешь, внятный, понятный тебе ответ дадут? Так. Один момент. Я просто спросил, Ибраим. Я только спросил. Понятно. Ну, это вопрос благодарю, мой. что ты беспокоишься здесь. Ну, здесь как бы модерство все-таки есть. И если непорядок какой-то будет, ну, мы будем это, скажем так, устранять. Ибраим, ты сам рассуди, это же так. Это же так, я же правильно спросил. Ну смотри, подождите, смотрите, я сейчас передам микрофон. Абсолютно ты не прав, да, потому что вообще в исламском мире вообще нельзя никаким образом какие-то хадисы и вообще что-то проверять, практиковать, рассуждать о них. Там просто услышал и принимаешь. И все, больше никакой темы там нету. Поэтому как раз таки логично, что он зашел сюда, в место, где можно об этом говорить. И можно это вынести на повестку дня. Потому что в другом месте нигде этого делать нельзя. Почему нельзя, Ибраим? Почему нельзя? Потому что ему скажут сразу: ты кафир, мафир. Никто не скажет. Как ты можешь такие вопросы задавать? Вот он высказал свое мнение насчет того, что спора. И он имеет право спорить, но я просто ему сказал, что это не место, где можно обсуждать такие темы. Микрофон, согласен, к сожалению. Максис так. Во-первых, мы как раз-таки тут, насколько мы видим или ненавидим, любим, не любим ислам, это абсолютно не имеет отношения к нашим беспристрастным ответам относительно ислама. Как минимум в этом нас никто не может упрекнуть, что мы из-за нашей ненависти отвечаем неправильно от имени ислама или говорим то, чего нет в исламе. В этом нас, слава Богу, никто не сможет упрекнуть. Так вот, насчет вопроса, есть хадис, что кто-то пришел к жене. Насчет этого я не знаю. Мы говорим о случае при Аутасе. Про Аутас я знаю. Что? Про Аутас я знаю. Ну да, я не знаю насчет отдельно кто-то пришел, сказал овладей с ней сначала. А кто это утверждает? Это утверждала Амина. Она сказала, что есть такой хадис, где было сказано сподвижнику, чтобы он сначала переспал с женщиной, замужней, пленницей, а потом отдал ее другим по кругу, чтобы ее пустили. Я сказал, что я не что-то утверждала это. Так вот, один момент. Я сейчас уточню, я тоже это слышал, где они кусочек какой-то ткани передавали друг другу, вот так, и за это делали махр, там, короче, вот это никах. Скорее всего, речь об этом идет, да? это не раз об этом говорил. Jonas, он просто sin buchtsago, det later dyrt til afsædet, når han lærer træt og Ibrahim. Если кто-то в курсе, подкорректируйте, там, зачитайте это тогда.
إبراهيم هو ولد خاطر درس إبراهيم أقوى أنت ترور بوشم قادر هنس أمين بوش جو ويقوم يشق ويقوم هنس сацунс хум али шошвац, это ее выбор собственный, то есть ее убеждение. Но, к примеру, Ибраим, скажи честно, ты поддерживаешь христианство? То есть, имеется в виду, подожди, нет, неправильный вопрос. Ты считаешь правильным убеждение христианства? Ну, если ты меня спрашиваешь, то я много чего считаю неправильным, да? Если бы я считал правильным, ты же понимаешь, что я сам следовал бы этому. Ну, смотри, если ты считаешь неправильным, ты должен ей сказать об этом то же самое. Ты пытаешься со мной спорить, и ей тоже надо говорить. Абсолютно нету никакого интереса у меня лично переубеждать христиан там в чем-то. Естественно, я как бы не хотел бы, чтобы чеченцы еще и на христианство как бы сейчас, скажем, распылялись, да, на христианство, на буддизм. Ну, я тебя поддерживаю. Это чистое твое слово, и мне это достаточно. И так достаточно здесь всяких этих мадхалитов, хабашитов, шиитов, еще чего не хватало. Можно чуть-чуть чеченцами лучше быть вместо всего этого. Суар Волчур, я занят пока. Ибраим, вот этот чистый ответ, я тебя поддерживаю, да, за то, что ты сказал так, да, достойно. Что там достойного, недостойного? Я тут сотни раз озвучивал, что какие-то эти из одной куда-то в другую крайность, какие-то эти прыжки, да, тем более везде как бы чеченцев пытают в силу вот этой вот, скажем так, дебилизации, да, которую нам прививают. В силу этого там, я уверен, что даже если сейчас, не то что уверен, а я бы не исключил, да, вот, что чеченцы, если бы сейчас взять, затащить в христианство, что в Русне поднапряглись бы, да, там, всяких, подключили бы католиков и так далее, и возродили бы христовые походы. Поэтому это вообще не тема. То есть абсолютно не хорошая, скажем так, идея, да, чтобы куда-то туда-сюда затаскивать. Шалом всем, Ибрагим, шалом, всем шалом. Я просто хотел Шалом тебе тоже, Машо, приветствую. Я хотел ответить, да, человеку по поводу, когда он задавал вопрос, я до этого был, да, сейчас он вышел отсюда. А вот просто хотел сравнить, он как бы начал говорить о всех религиях. Можно, да, в минуту? С вашего позволения никого не перебиваю, правильно? Да, нормально. По поводу, есть верующий, а есть религиозный человек. Верующий человек может верить во что он хочет, как бы, да. Религиозный человек, как я это вижу, это когда ему уже устанавливают, как верить, да, вот когда он приходит, кому-то там обращается, будь то мулла, будь то раввин, будь то поп какой-то, так и так далее, как бы, да. И тот устанавливает ему именно, как это делать, как бы. Когда это остается на уровне, допустим, веры, если бы это было только на уровне веры, да, и не пришли бы какие-то там арабы, как я это вижу, да, и не рассказывали, как быть религиозным, что религиозный мусульманин должен завоевывать, должен убивать во имя Всевышнего и так далее. Я думаю, люди там остались бы просто верующими, как бы, да, верующими, вот, придерживаясь каких-то традициях на тот момент, как бы. Ну, сами они себе, есть, опять же, есть 10 основных, ну, 7-8, по-моему, да, если я не ошибаюсь, основных там законов и правил. Там не убей, не укради, там, без инцеста и так далее, как бы, да, ну, какие-то такие основные вещи для того, чтобы оставаться человеком в этом мире. Когда человек не придерживается этих традиций как верующий, да, при этом признавая Всевышнего, то я думаю, никаких проблем между нами вообще никаких не происходило бы, да, но при этом ты мог бы называть себя мусульманином, христианином, иудеем и так далее, как бы, да.
опять же, религиозность, когда я прихожу, допустим, в синагогу, да, вот я как верующий человек, я захожу в синагогу как верующий, не как религиозный человек. Я захожу как верующий, я интересуюсь своими традициями, интересуюсь своей историей. Я туда захожу только для того, чтобы узнать лучше свою историю, как у меня это происходило, да, вот у моих предков и так далее. Если мне там скажут, завтра ты должен завоевать и убить, я буду это окончательно оспаривать. Почему? Потому что мне такая религия не нужна, скажем так, да. Я думаю, что тут все здесь, вот и спикеры, как я знаю, Ибрагим, да, у тебя, все там ребята есть еще Радио Маршу и так далее, Тали, там, Пхармат. И я считаю, как я это вижу, если бы все происходило так, как я сказал, я думаю, что здесь никто бы не критиковал бы ислам, скажем так, да, в том виде, как он пришел туда, на Кавказ. И когда туда приходят бедуины, ему рассказывают, слушай, ты должен вести какую-то войну джихада, да, и убивать там неверных. Ну, извини, да. Если у тебя логика работает, то ты, скорее всего, ты будешь вот так вот разговаривать после этого. Жалко, что, во-первых, хорошо. Опять же, я тут написал, не знаю, сообщение кто-то видел, внизу, да, вот есть пропаганда смерти, а есть пропаганда жизни. Я думаю, некоторые люди вам даже скажут спасибо. Некоторые матеря, там, отцы, семьи. То, что вас слушает очень много молодых ребят, которые начинают включать голову и начинают рассуждать, именно вот так вот рассуждать и думать, да елки-палки, что это такое, что происходит. В смысле, Всевышний, опять же, Всевышний же, в принципе, получается, если ты идешь навязывать кому-то, что значит навязывать? Всевышний не может с этим человеком справиться, не может принести в его душу, не может принести в его сердце ту веру, которую он должен в его уверовать, и так далее. Блядь, я извиняюсь, а где логика? Значит, что это за Всевышний получается? Когда тебе нужно мечом это все делать, тебе нужно прийти, отрубить ему кибени фени голову, да, для того, чтобы другой увидел и стал религиозным, да. Логика, ребята, логика. Логика, даже вы этим, получается, оскорбляете Всевышнего, да, когда говорите, что он не может справиться с обычным человеком, который находится здесь на земле, который не может в него уверовать, и принять его так, кем он является. Как вы это преподносите. Я все, спасибо. Всем ассалам алейкум, Джиги. Лазик, ты, может быть, в чем-то и прав, извините, что не даю вам поздороваться. Может быть, ты в чем-то и прав, но, во-первых, не рассуждать нужно, а нужно анализировать. И то, что тебе там Всевышний говорит, то, что Всевышний тебе там говорит, не нужно это распространять. Если ты пользуешься Всевышним, это твои молитвы, и твой Всевышний тебе ничего не дает, не нужно говорить о том, что Всевышний прав. В чем твой Всевышний прав? Я чуть-чуть понял, но не совсем понял. Можно сказать, вообще ничего не понял. Я говорю то, что Всевышний, опять же, надо это держать, я никому об этом не рассказывать. А кем надо быть, получается? Как маньяк-убийца он должен быть. Если вот Всевышний, допустим, говорит какому-то радикальному мусульманину, ты должен вести войну джихада. Что значит не рассказывать об этом? А как они должны приходить, просто в дом убивать, резать и все? Не-не-не, смотри, Лазик. Ты самого себя можешь не понять, и ты самого себя также не поймешь. Почему? Потому что тот человек, который совершает убийство, его Всевышний не наказывает. Наказывают его люди. Его люди ловят, это милиция. Его люди приводят в суд. Судья – этот человек. И его люди осуждают и сажают в тюрьму, где он под надзором человеческим, под надзором, да. И он там несет свою ношу. Но, Лазик, я тебе еще раз говорю, Всевышний здесь никакую роль не играет. Абсолютно никакую. Что ты на это скажешь? Я это понимаю. Так, а что я сказал? Я, в принципе, то же самое сказал. Я говорю, не может быть, что Всевышний говорит такое делать, потому что я сказал. Нет, я просто, может, долго разговаривал, это не совсем было, кто-то что-то пропустил.
Или быстро говорил. Я, в принципе, то же самое сказал. Говорю, не может быть, нет такого Всевышнего, который говорит, иди бей там мечом и всем остальным как бы добивайся слова моего. Лазик, меня уверовали. Лазик, я тебе так скажу. То, что мы все ходим, да, вот, например, я не знаю, кто ты по религии. Религия и национальность. Смотри, Лазик. Религия и национальность – это две разные вещи. Религия и национальность вообще друг друга никак не касаются. Но система нам навязала так, чтобы... Не у всех. У меня касается, у меня касается. Пират, можно? Пират, что-то вы этот монолог устроили. Можно вопрос хочу задать, да? Вопрос о Чечне. Вопрос о Чечне шел, да? Можно я вкратце? Вы что-то длинную тему начали говорить. Я вкратце скажу. Я вкратце хочу сказать вот про Чечню, да? Вот Чечня, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, прочие, да, вот говорят все арабизация. А можно такой вопрос? Вот внизу тоже хорошо написали мне, хороший ответ был, кто бы там мне не написал. 99% чеченцев не знают даже 2 слова на арабском. Также и казахстанцы, и прочие все, киргизы, узбеки, да? А чем вы чувствуете арабизацию? Может, у вас у всех русификация? Пишите на русском, в школах учитесь на русском. Момент. Дай договорить. Отвечаю. Дай договорить. Пират. Договорить можно? В чем заключается арабизация? Можно, ведущий, я отвечу на этот вопрос? Нет, я хочу ответить. Я как ведущий сначала как бы... это мой канал, и тема как раз вопрос ко мне относится, а не к вам, Пират. Арабизация, во-первых, вопрос не совсем корректен, потому что нужно сначала подчеркнуть различия, русификации. Вопрос был идеальный, ведущий. Нет. Подождите, пускай ответит, это уже мой ответ, да? Вопрос был не совсем корректен, потому что арабизация ничем не отличается от русификации. То есть в чем там, во-первых, различие, да, арабизации и русификации? Вот для меня, как для чеченца... Я хочу понять, в Чечне есть арабизация? Объясняю. Для меня, как для чеченца, абсолютно нет никакой разницы в русификации или арабизации. Для меня и это... Мы спикер, Ибрагим, мы с темы ушли. Один момент. Ушли. Я сначала прокомментирую, потом можете вернуть меня к теме. Я хочу подчеркнуть, что арабизация, что русификация для меня не имеет никакого различия. То есть и это полное бескультурие, и это полное бескультурие, если то идет речь как бы с моего ракурса, как чеченец, я вижу и в этом одинаковое бескультурие, например. Никакой разницы я там не вижу. Дальше говорим. Ибрагим, вы, считай, ответили на этот вопрос. Давайте. Почему? Он не ответил на мой вопрос. Он не ответил. Подожди, в смысле, Алихан? Он не ответил на мой вопрос. Ибрагим, еще раз хочу задать вопрос. Как ты чувствуешь? Он вышел пока, этот пират. Да, чем ты чувствуешь, смотри, когда говорится о какой-то русификации или арабизации, да, что есть в твоем народе от арабов? Что принесли арабы тебе? Что у тебя в стране есть арабизация? Что? Какую культуру арабы тебе принесли? Или какую культуру ты арабскую соблюдаешь? Что ты делаешь, то, что тебе арабы принесли? Лази говорит, босоногие бедуины, говорит же. Я не говорил такого. Я сейчас тебе телефон звонил, говорил. На Лазика не надо сейчас, на Лазика. Не, это мой друг, это все нормально. Смотри, я не друг. Он пришел мне мозги морочить. Ибрагим, объясни, что такое арабизация в Чечне? Да, объясняю. Полное бескультурие происходит. Эти бороды отпущенные, которые полностью... Назови мне одного своего предка без бороды. Хиджабы. Назови мне одну... Подожди. Okay. Назови мне одного своего предка без бороды и одну из предок женщин войнахских, непокрытых. Назови мне. С какого века? С какого века? Давай, начинай. Называю. Начиная полностью от меня и кончая всеми, кто туда дальше идет,
о ком я знаю, да? Твои предки были без бороды и открытыми головами? Можно я тебе отвечу? Можно я тебе отвечу? Да? Вот те, кого я лично там знаю, или остались какие-то фотографии, или по вот этим преданиям, все без бород и без вот этих хиджабов. Абсолютно все. Это, смотри, борода и хиджаб, это есть арабизация? За исключением чеченских старцев, которые носят вот такие седые харамские бороды, которую нельзя уподобляться христианам, иудеям, нельзя мусульман и многобожникам. Поэтому седая борода, она запрещена длинную, чтобы Ибрагим, носить. со всем уважением к тебе, ты ушел от темы. Ты меня перебиваешь. Я хочу ответить, ты меня перебиваешь, Алихан. Я тебе отвечаю, что вот эта вот борода, которая кефирская, иудейская, которую чеченские старцы носили, она запрещена. Это уподобление христианам и иудеям. Если старец седой носит бороду, он должен ее покрасить в красный цвет. Все, давай продолжать. Теперь смотри, Ибрагим, ты вот честно ни на один мой вопрос не ответил. Ни на один мой вопрос. Когда, ребята, какую-либо тему поднимаете, хотя бы подготовьтесь. Я тебе простой прямой вопрос задал. Простой прямой вопрос. Алихан, я тебя прослушал, может, я тебе отвечу. Алихан, ты не нервничай. Можешь переформулировать. Если ты не слышишь, я могу повторить, что сказал. Смотри, скажи мне в Чечне, что ты чувствуешь арабское? Бороды и покрытых женщин? Отвечаю, бескультурщину полную. Когда Что именно бескультурье? Чем арабы заменили твою культуру? Какую твою культуру? Объясняю. У нас вот родственные связи ухудшились. То есть люди уже... двоюродной сестре нельзя без махрама. Уже нельзя с двоюродными этими. То есть у нас это очень ценилось, да, в нашем народе, именно вот эта близость родственная, там, двоюродные, троюродные, чтобы близкие были родственные отношения. Мы воспитывались вот в духе, чтобы считать и жена, если сноха в доме вдова, не передается мужу, брату у чеченцев. Теперь понятно, что это не у всех, еще не у всех, но вот полным ростом, полным ходом идет вот направление к этому. Ибрагим, слышишь меня? Да, Меня слышу. слышно? Смотри, если ты меня слышишь, смотри, я тебе еще раз задаю вопрос. Смотри. Арабская какая культура сегодня в твоей стране? Что есть арабской культуры в твоей стране? Ты мне ничего конкретно не говоришь. Вот эту культуру нашу, вот эту чеченскую культуру заменили вот этим. Еще раз повторяю. До ислама чеченские мужики без бороды были. Конечно, у нас специально... Подожди. Блин, ты что меня перебиваешь? Я тебя сейчас вышвырну отсюда, я же тебе объясняю. Смотри. До ваххабизма, до 90-х годов, вообще до ваххабизма, чеченцы не носили бороды, не сбривали усы, кроме старцев. Старцы, это у нас старческая издревле идет. Когда микрофон закрывайте. Я тебя перебью немножко. Джахар Дудаев. Зачем осень тянет? Где ты видел бороду у президента Чечни? Подождите, президент Чечни. Лазик, подожди. Я ему объясню. Смотри, у нас бороду в определенном месте носили, да, когда поминки, 40 дней носили бороду. Когда человек, у него там кровная месть, тогда носили вот эту бороду. То есть были определенные... Если человек с бородой... Допустим, я чеченец, я с бородой. Уже знали, что что-то не так. Был полный уклад. Вот девушка неженатая, она не была с платком. А девушка женатая, она была с платком, чтобы ты различал. Да? Он, когда за водой девушка идет, чуть раньше, до того, как появились все условия, да, именно незамужняя девушка, она шла к воде с особым там кувшином, скажем так, да, а замужняя с особым, чтобы да, все, чтобы было на своих местах расставлено. Вот и ты вообще вылетаешь отсюда, да, за твой вот этот сапожниковский язык. Если хочешь нормально подискутировать, да, не паниковать, возвращаешься через какое-то время, успокаиваешься, и тогда я тебя подниму и посмотрим, ты готов вести дискуссию или нет. Приветствую всех, Абдулрахим. Можно сказать, у меня вопрос к тебе? Алло. Да, я слушаю, говорит. Абдулрахим, вот ты говоришь, что
Ты в исламе на 72%, да? Как ты это высчитал? Да, вот у меня свой некий такой вычислительная машина своя. А остальные 28%? Остальные 28 коренными зубами отправлено хозяевам в пустыню, там, где они обитают. Пошел кофе попить, там, подумать. Я, можно добавлять тебе, Ибрагим, немножко, да, с твоего позволения? Все, что происходило, как бы, да, на Кавказе, это была скромность. Да, говори, скромность, я да. пару минут вернусь сейчас, я просто слушаю пока. Это называлось скромностью, да, скромностью. А вот когда пришли арабы, оно поменялось именно чисто в, ну, такой радикальную, как бы, религию, да, и все. И там уже пошли какие-то правила. Люди были скромными, чеченки были скромными, мужчины были горцами. И по поводу бороды, то борода была не обязательно. Я помню сейчас, да. Я не помню, чтобы человек, который у наших соседей были мусульманами, у них была обязаловка носить бороду на себе, как бы, да. Это традиционные костюмы, там, лезгинка и так далее. Покажи мне одного кавказца, где это вот танцы, да, вот наши кавказские танцы, лезгинка и так далее, где они танцуют с бородами, как бы. Да, ну, кто хотел, наверное, там держался бородой, как бы, но это была не религиозная какая-то тематика. Они себя определяли как кавказские, как горцы, кавказские. Девушка косыночку одела, там, ну, как бы там у нее там не паранжа, а так красивое такое одеяние и так далее. А вот то, что сейчас происходит, это чистая исламизация, как бы, ну, радикальная исламизация. Опять же, я не хочу против ислама ничего плохого говорить, я говорю точно так же, говорю, как и, допустим, там, о христианстве, о иудаизме, если, не дай бог, появится такая секта, которая будет себя там в ниндзю переодевать, как бы, и так далее, да, я буду тоже это критиковать, ни в коем случае не буду с этим соглашаться. Как так? Лазик, приветствую тебя. Привет, Скажи, Алиночка. Лазик, у вас женится на двоюродной сестре, на кузине у евреев? Есть такое? У нас на кузине, у нас очень редкие случаи, что такое было, происходило, и это было, я тебе скажу, где это было у нас на Кавказе, такое происходило. Но это я лично против таких вещей. Я тоже. Смотри, вот этот, который поднялся, он немножко был неадекватный. Можно я вкратце тоже свое мнение выскажу? То есть он говорит, где ты видишь арабизацию? Это не происходит за один день и за 1-2 года, понимаешь, Лазик? То есть вот сейчас недавно везде плавал один видеоролик, где 2 чеченки на стриме сидят. Ой, вы знаете, типа, а с другой стороны нормально. Вышла замуж за кузина, типа. Если развелся, твои дети остаются там же в доме, как бы, и там не надо делить там часы с детьми, да, что они у тебя или у него будут, там просить какие-то элементы. С другой стороны, это выгодно выйти замуж за двоюродного брата, понимаешь ты? Это потихоньку, это вот так и начинает работать. То есть вот когда вот потихоньку работает эта арабизация, потихоньку гибнут адаты чеченские. Мы сейчас про это говорим. Мы же не говорим, что там висит там Аль-Каида, там вот этот флаг, и все, мы все там арабы, там вместо машин ходят верблюды и тому подобное. Но. Нет, конечно. Мы именно того, что чем больше каждый чеченец об этом говорит и одобряет это, каждый раз гибнут наши адаты и наш чеченский менталитет. Смотри, если я приняла какое-то там, например, христианство, там я стала тибетским монахом, это не значит, что я разлюбила свои адаты и свои нохчала. Я же не родилась такой, нохчую, все, короче, ты должна быть. Я родилась в семье, где мой дедушка был, например, язычником. Когда долго не было дождя, мой дедушка в нашей селе собирал людей и говорил какие-то слова, ашхари, ярари, доглу, ахдели, он дождь просил. И, кстати, это действовало всегда, это дождь всегда приходил. То есть я, например, родилась в семье, где мой дедушка и мой прадедушка были язычниками. Если я попробовала, например, быть в этом исламе, да, вот меня заставляли, например, в детстве меня из-за намаза меня мама била, а потом брат заставил меня надеть хиджаб. И он говорит, ваши предки, женщины, были закрытыми. Нет. Моя мама по сей день носит ленточку или сзади завязывает платок.
А почему ее дочка единственная, то есть я, должна быть покрыта? Это что такое? Я не помню, что мой отец, там, дедушка носили бороды. Я помню отца, как у него усы были, как у Дудаева. И также мой дедушка. Те, которые знают, откуда и чья, знают, какими были мои предки. И я предпочитаю, чтобы мы больше сохранили наш менталитет и наши адаты, потому что вот это арабское, мне это непонятно. И чем больше мне говорили, там, например, в сердце Аллах запретил, да, музыка и Коран не могут быть вместе. Я всегда хотела оставить музыку, то есть я работала над этим, и каждый раз я, наоборот, от этого отдалялась. То есть вот это вот арабское, вот это все, да, я даже не понимаю, что там говорится, понимаете вы это? И сегодня из-за того, что я от этого отказалась, лично мой адрес ходят сильные угрозы, открыто и тайно, да. И я задаю вопрос чеченцам: немножко проснитесь, пожалуйста. Если вот эта религия тебя заставляет вот так идти, переходить на личности, даже секир башка своему чеченцу, то нужна ли тебе такая религия? Это очень большой вопрос. Секир башка в каком смысле? Кровная месть? Не надо здесь озвучивать, да, чтобы нас там Поэтому блокали. сказал, чтобы не было проблем. Так, давайте, кто еще хотел? Где этот, который матерился? Так, кто еще? Поднимайтесь там. Нет, человек зашел, вообще не тянет дискуссию, да, задает вопросы, потом не хочет неудобные ответы слышать, там перебивает, да, перекрикивает. Потом ты его успокаиваешь, пытаешься ответить, он начинает тебе наоборот говорить, что ты там не тянешь дискуссию, не отключайте меня. Да как тебе микрофон не отключать, ты заткнуться не можешь. Задал вопрос, сиди, слушай. Хочешь, интересуешься чеченской там темой, да, культурой, спросил, я тебе отвечу, все. Если я скажу что-то не так, потом можешь аккуратно прокомментировать и меня либо покритиковать за неправильность какую-то, либо, я не знаю, можешь подкорректировать меня, пожалуйста. Кстати, насчет того, что арабизация, что у тебя? Он спрашивал. Как мы знаем, у нас предки были не суннитами, а суфиями. Ну, можно сказать, христианами, короче, называя это исламом. Мусульмане с христианской душой, короче. Суфии, так называемые. Сейчас к нам пришла сунна. Что такое сунна? Это обычаи, традиции, поступки, одобрения, манера общения, манера одеваться, манера ходить, манера кушать одного араба, который жил в 7 веке, то есть Мухаммеда. То есть сунна – это и есть арабизация. Ты должен кушать, ходить, одеваться, имена давать. То есть полностью делать все, что и жить так, как жил один араб из 7 века по имени Мухаммед. Кстати, Пармат, я тебя подкорректирую, добавлю чуть-чуть, да, ты хорошую тему открыл. Кстати, Мухаммад, если кто не знает, следовал как раз-таки тем устоям, которые там существовали. То есть он не новое что-то не приносил и не выделялся из толпы. Если кто не знает, то он был обычным среднестатистическим арабом тех времен. Он единственное, он же сказал, те, кто были лучшими до ислама, остались лучшими и после ислама. То есть арабы были лучшими и до него, и остались лучшими после него, чем все остальные народы. Их обычаи, традиции, язык и все остальное круче и лучше, чем обычаи, языки и все остальное других народов. То есть он просто убрал, по легенде, по преданиям, по исламу,
Он просто убрал 360 идолов и оставил одного Аллаха. И все. И некоторые моменты там, они до него арабы, короче, обходили Каабу голыми полностью, а он пришел и просто сказал накинуть кусок ткани. Они такие же голые, просто один кусок ткани еще у них добавили они. То есть вот такие мелкие моменты единственные, что поменялось после ислама, после того, как он стал пророком. А так он араб. И сунна это как раз таки полностью походить на араба. То есть это и есть традиция арабов 7 века. Сунна. Вот сейчас в Чечне сунна полностью развивается. То есть это буквально арабизация. Ну, согласись, то, что есть полезные, да, сунны, например, как пить сидя, или там, насчет очищения, да, когда после, там, идешь там по-большому, там еще, вот мусульмане, они очень чистоплотные. Вот как человек, например, в 6 веке знал то, что пить сидя это полезно? Или там, много таких нюансов есть. Во-первых, пить сидя абсолютно не полезно, нету разницы, ни стоя, ни сидя. Я почему сейчас же доказываю то, что сидя полезно это пить на самом деле? Перестань, пожалуйста, доказывать. Видел я эти доказательства. Ни хрена подобного. Нету ни одного научного исследования, которое подтверждает эти исламские фейки, что пить сидя это... Ошалеть. Ты можешь сейчас прям чат GPT сейчас включить, задать этот вопрос, он тебе ответит то, что да, сидя, типа полезно пить. Это уже доказано. Я что-то спрошу, и все, что мне скажет чат GPT, как полный придурок, буду на веру принимать. Извини меня, брат, я не мусульманин. Все, что кидает мне чат GPT, я на веру не беру. Извини меня. Нет, ты можешь хорошо без чата GPT там в браузере найти эту информацию, просто через чат GPT проще это все найти. Еще раз. Много раз разоблачал ложь чата GPT. Дело в том, что вы не понимаете, что такое чат GPT. Чат GPT это простой Google поисковик, просто усиленный. Он что делает? Ты задаешь вопрос на русском, если. Он смотрит в русскоязычном своем базе данных все статьи на эту тему. Первое, на что он натыкается, естественно, мусульманская статья, которым забит этот весь русскоязычный интернет. Забит просто. Всякими этими полоумными идиотами, которые... Научные чудеса. Откуда пророк мог знать в 7 веке? Пророк Мухаммед, туалет не построил элементарный. За всю свою жизнь этот человек туалет не построил. А нам тут создали такую тему, якобы вся наука пришла из ислама. Все научные открытия делали исламские ученые. Да ни хрена подобного. Пророк самый главный этой религии. Туалет не построил. Его жены и все женщины выходили в одной яме, все на открытой местности свое это дело. Ну, смотри, насчет научных фактов, я тебе могу одно из научных фактов, например, сказать. Можешь не перебивать? Я не закончил еще. Я просто, добавлю, вот ты говоришь, нету никаких научных фактов. Давай я тебе скажу, где... Не надо мне ничего говорить, я же ответил. Второе, насчет того, что мусульмане очень чистоплотны. Да ни хрена подобного. Пророку Мухаммеду приносили воду из колодца Буда, куда бросали прокладки, мертвые трупы собак, человеческое говно и моча. Его спросили, неужели ты будешь брать омовение с колодца Буда? И он отвечает, ничто не загрязняет воду. Этот чувак с помойки брал омовение, с помойки пил. Какая чистота? Я твою маму ебал, пидорас, конченый, все, кто собрались, петухи. Губами. После туалета 3 камнями твой пророк подтирался. Какие нахрен полезные? Да плевать мне на эти полезные. Мы что, камнями или, не знаю, задницу подтереть не умели? Вон обезьяна даже, вон кошка даже после себя это все закапывает. Даже кошку не надо учить, как срать. И это второе. Третье. Из-за того, что в болезни рака или опухоля
есть какой-то плюс, блин, ты раньше засыпаешь, блин, высыпаешься, блин, из-за опухоля головного мозга. А остальное весь организм, который он убивает, это все переламывает. Нету никаких полезных, ни хрена там. Для меня лично абсолютно ничего. Да, который заходит. Еще раз всех приветствую, кто новый зашли. Майя, Маршо, шалом, приходите свободно. Заранее извиняюсь за то, что мы не можем вычислить, да, кто здесь, кто ублюдок, да, когда матом там говорят, когда ругаются, но как бы все сказанное, вот это вот язык сапожника, да, нецензурное, сказанное, вот то, что собираются говорить, и то, что скажут, все отправляется авторам амин обратно и бесповоротно. То есть возвращаем вам еще как бы, добавляю туда от себя 20%, скажем, налогов. Все, кто там тапает, лайкает, огромная благодарность. ДРС Will за подарки тоже. ДРС Will благодарим. Благодарю лично я. Будут все перекинуто это самое, на ЧДП, да. Короче, вот такая ситуация. Пожалуйста. Добрый вечер, приветствую всех и приходите свободно. Можно я сначала продолжу диалог? Я еще не закончил. Я вот хотел задать вопрос просто. Вот антитеррорчик. Вот смотри, я же сказал то, что много фактов есть. Вот один из фактов есть в Коране, такая сура, 86-я сура, 1-2 строчка. Там говорится о звезде стучащей. И буквально вот лет 10 назад открыли эту звезду, и реально она такая импульсивная, и она стучит. Как человек мог в 6 веке знать про эту звезду? Нету в Коране стучащая звезда. Когда ты Там мне есть, вот там наименование Ат-Тарик. Ат-Тарик переводится как... Рот закрыл свой, когда я отвечаю. Я тебе уже 1000 За раз... больное сразу. Да ты мне выдаешь эти свои перлы. Открывай нахрен тавсир своих исламских ученых и прочитай, что там. Там нету звезда стучащая. Там Тарик. Звезда пронизывающая своим светом. У тебя звезды установлены вообще на нижнее небо, чтобы метать ими шайтанов, которые поднимаются спина на спину на первое небо, чтобы подслушать Аллаха, а потом это передать колдуну. Вот за ними, чтобы бить, Аллах у тебя установил звезды. Ты мне что? Звезда стучащая. Сам ты стучащий. Звездолет типа, да? Мусульманам она хитрым ратом пришел, она очень хитрый мусульманам она. Сказкам на рассказов на арабском на грязном она. Лазиканова пришел, но тоже врал, на русский нарратив накидал, но ушел она. Нужно об землю набито на голову, пощечины давать она. Ладно. Кверху заново. Invisible. Ну, уже хватит, да? Там лазика гасишь, лазик вообще... Наоборот, такой спокойный, нормальный парень, да, он не хочет, чтобы ты уже как бы перегибаешь как бы с ним. Ну, если ты будешь на него рычаться, как мусульманам, не буду трогать его Лазиканова. Все, сделаем, прошу тебя, Лазика. Молочный брат мы сделаем. Да, Лазика, короче, не трогает этих. Лазика, вот, молочный брат, сиську со статуем братом на молочный будет. Слушай меня, пожалуйста. Слышь, алло, Монтера, уймись. Еще раз пасть откроешь.
Так понял, какая-то страшная женщина Рот пришла. закрой, я тебе сказала. Рот свой закрой. Очень страшная Майя, До 3 раз. Майя, это наш друг, он прикалывается, но вот с Лазиком он там переборщил, да? Да, поэтому... Извини, да. Лазиком не переборщил, брат его лучше, как он переборщил, убрал постоянно. Да не трогай нашего. Трогай, если он не трогает чечена. Зачем мы из чеченного делаем арабана? Евреи наши браты. Никого он не трогает. Ладно, пока. Ибрагим, у меня моментально. Прошу прощения. Бендета, иди наверх, пожалуйста, разряди обстановку. Это наш брат Джамшут. Кого не трогал, ни ислама не трогал, ни мусульман не трогал. Только просят, не приходите ислама делать арабанам и чеченам. Себе забирайте арабанам, кому Иди наверх, разряди обстановку. Хриндетта, когда разлезлится, он делает хриндетту всем. Он начинает хриндетту делать. Он свою хриндетту превышает в индетту. Очень жесткий парень, вышел на тропу войны, ради Аллаха, джихадом, шахидом хочет стать, всем благородным желает. Интересно было послушать первую суру Корана вот в этом формате. Перевод или вживую? Я тоже послушал. Нет, вот в этом формате, который вот говорит вот Джамшут, вот в этом формате. Первая сура, всем аятам это молитва, бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббил аламин, Так, что это? Джин выскочил уже, что ли? Вот это вот. Мой молочный брат, вот такая вот любовь у меня. Бендета, иди выгони. Очень хорошо освободился меня. Легко на желудка стало. Ибра, и датер, и там с тремя, короче, отели вопрос. А элок датерица, и даруни шашу кусвак, тогда села бош, мадер хайон номера, и хадис еще сам, и бош тремся открытые. А ему вот есть? Я сейчас не помню. Про это. Пармат, если помнит, насчет куска материала, который передавали друг другу сподвижники, чтобы... Короче, даже мне эту тему, говорить неприятно, но тем не менее, ладно. Когда это самое, одну женщину, которую с собой там в поход вели, каждый ее, так мягко говоря, замуж себе взял, передавая по очереди вот этот, выкуп в виде вот этого куска материала. Всем ассалам алейкум, Ибра. Всем, ребята, ассалам алейкум. Алейкум салам, нашел, да. Смотрите, Ибра, у меня к вам такой интерес. Как будет на чеченском, да, здравствуйте или приветствую, как на чеченском будет? У нас несколько приветствий, но самое такое, скажем так, традиционное, да, которое... Да, традиционное, несколько. Ибра. Машвола. Да. Да, вот. Машвола, да, у вас? Это именно чеченское, правильно же, Ибра? Да, правильно. Правильно, да. Смотри, Ибра, да, как получается. Почему все чеченцы здороваются ассалам алейкум? Почему? Традиционное ваше, чеченское. Объясняю. Нет, ты мне сейчас не объяснишь. Заходил и спрашивал,
Не, сюда заходил и спрашивал, в чем арабизация. Как раз таки вот один из этих признаков. Да, вот смотри, да, Ибра, смотри, вот у тебя, Ибра, идеальное такое сердечко, да, украинское, да, сердечко у тебя. Смотри, Ибра, я лично, да, из Казахстана, я знаю, что такое первая чеченская, я знаю, что такое вторая чеченская, я знаю, что такое грузинская, Сирия. И я знаю, где маски сорвались. Это в Украине маски сорвались. Но, Ибра, речь не об этом. Мы здесь сейчас сидим, общаемся именно, как я понял, ислам, да? Ислам, как не обязательно, вот, не обязательно. Да, не обязательно, если интересно, давай. можем и сменить тему. Ну, Не, ну давай факты, да? Ибра, вот смотри, Да, давай сейчас мы говорили. Да, пожалуйста. Давай по фактам, да, брат? По фактам, да. Салам алейкум. Это не ваше чеченское, не киргизское, не казахское, не узбекское, не каракалпакское, да. Ты представляешь, да, какую часть площади завоевал ислам? У тебя, брат, да, другое, да, предназначение, ты не ислам, то есть ты не мусульман, ни один чеченец не мусульман, ни один казах не мусульман, подожди, Ибра, я договорю, да, брат, ни один киргиз, каракалпак, узбек, таджик, потом турок, казах, чеченец, уйгур, потом татар, да, все, кто сейчас себя привязывают к мусульманам, не имеют никакого отношения к арабам, брат. Потому что арабы – это и есть ислам. Но почему все тенгрианцы, все тюркские народы, бывшие тюркские народы, идут именно по мусульманской вере и рассказывают, что каждый рожден мусульманом. Как вот это понимать, Ибрахим? Ты мне, блядь, ну, вот такая вот, скажем так, религия, да, которая... Кстати, вот про тюрков, когда сказали, да, тюрки в свое время перехватили эту инициативу и создали свой ислам, став во главе его, да, там, халиф, вот этот... Подожди, Ибрахим, подожди. И один момент, я закончу, я же не перебивал. То есть вот это, я могу ошибаться, вы можете потом подправить. То есть вот это вот перехватили инициативу и стали во главе этого, но все равно в итоге, да, вот если на сегодня взять те, на чьем это языке и чьим это является изначально, да, все-таки в итоге оно возвращается обратно туда. Поэтому, как бы там инициативу в свое время не перехватили, сегодня аккуратно это встало на круга свои, то есть вернулось туда же. Потому что арабская тема и арабы, если ты не араб, а вот арабы это как бы носители вот этой культуры, носители языка и этой идеологии. Хорошо, Ибрахим. Можно я отвечу на этот вопрос? Смотри, Ибрахим, давайте вот дадим женщине тоже слово. Подождите. Майя, давайте вы тоже прокомментируете. Да, я могу прокомментировать ответ на этот вопрос, и он довольно-таки прост. Единобожие вышло из иудаизма, тогда, когда пришел ислам. Адель, не обращай внимания, это на улице, прошу прощения. Тогда, когда пришел ислам, уже прошло несколько тысяч лет. Окей? И тогда, когда было уже создано это слово «мусульмане», оно уже было создано на основе, я не побоюсь этого сказать, да, иудаизма, да, когда уже было единобожие. Так что сказать, что все были мусульмане, ну, это ошибиться несколько тысяч лет.
Да, я, кстати, с вами тоже согласен, но, смотрите, девушка, я как такой скептик, я даже не отношу себя к скептикам, я отношу себя, знаете, к такому числу людей, которые анализируют. Моя анализация приходит к тому, что через 600 лет появился ислам после смерти Иисуса. Это факт. По религии, по нашей современности. Но я не могу отнести те здания, постройки. Я вот складываю войны 1918 года, там Кутузов, Москва, Франция. Все, если это складывать, я прихожу к тому мнению, и я отношусь к тем людям именно лояльно, к таким людям, которые доказывают фактами, что нашей цивилизации всего лишь 300 лет. Как вы к этому относитесь? Вот все, кто верит в Иисуса, все, кто верит в Аллаха, все, кто верит в буддизм. Я извиняюсь, Зеро, ты можешь напомнить, как называлась вот это последний четверг, или как это, вот эта теория о недавнем создании мира? Сейчас. Сейчас мудрец. Четвергизм. Это называется колонизация на чужих руинах. Нет, там есть. Прошлый четвергизм, что ли, что-то такое. Да, по-моему. Четверг или пятница? Да подожди ты. Не подожди, родной. Подожди. Зеро, если ты хочешь какие-то факты опровергнуть, ты лучше задай вопрос, по какой ты теме будешь сейчас общаться. Славно превращает мы русского. Казахами, мусульманами, кушать мы барсаками, бишбармаками, казанами кушать мы, кишкалда, бишкалда, саган, балай, кельманда. Хайда барасымна. Да, еще рано бахчу сажать, подожди. Что за балай? Sen neredesin? Salamatsız mı? Казахами говорит, мы саламатсыз мı? Но в последнее время что-то сильно начал ассалам алейкум делать. Казахи говорят армысыздар. Чеченцы говорят по-другому. Турки говорят по-другому. Все говорят по-другому. Но мы являлись тюрками. Все являлись тюрками. Но я одно скажу, что нации не существует. Религии не существует. Это все для управления. Меня тут назвали, что за тему, какие вопросы? Что? Смотри, Зеро, Ибрахим к тебе обратился с каким-то вопросом. Я просто хотел... Русские пришел, мусульмане, все приходят, мы чеченам делаем, мы мусульманам. Зачем чеченам? Кто-нибудь может его вообще выкинуть или закрыть ему микрофон? Прошлый четвергизм называется, Ибрахим. Только чеченам живет у себя, нам никуда не ходит, нам не говорит, чтобы не было ислама. Чеченам говорит, оставьте нас чеченам, делайте себе Так, ребят, давайте так. Смотри, Ибрахим. Ни одно животное... Подожди, Ибрахим, ни одно животное в этом мире ни за что не платит. Ни за что не платит. Смотри, это во-первых. Во-вторых, да, брат, я когда родился, любой человек... Я зашел специально с ним поздороваться. Любой человек, который родился на этой земле... Я честно, я зашел с ним поздороваться. Я клянусь, я его услышал, зашел сюда. Я тебя целую, щеки, губы не целовать. Не целуй меня, зачем целовать меня? Не надо меня целовать. Не надо мою задницу целовать, глупости не говори, целовай. Я поцеловать задом, брата мусульманина, мощным братом. О, ты кадр.
Аллаха на Нальчикский лазик, оно пришел на Кабардинский, на Кабардино-Балкарский, на братом на Северокавказский. Пацаны, что, будем отвлекаться от темы или вот это вот слушать? А тема у нас не совсем понятная. Сейчас Не он совсем вытаскивает свой понятно. хрен. А, да вот такой вопрос, да, я вот хотел продолжить эту В тему. эту Вот смотри, непонятную тему вот этот человек. да, его просто Сейчас выкинуть тут, надо. тут наш брат салам хочет дать один, вот зашел кефирский. Такой вопрос, да, вот смотри, я так понял, никто здесь... Фаиз Гамин так, исламина запни приводными левыми друг блин, друга. уберите его, пожалуйста. Когда их выгоняют на главный левыми. Женщины левыми нет, но левыми друг друга левыми делают. Братан, он уже просто борщит. Он в образ вошел, он просто борщит. Не дает людям сказать. Ислам, оно называемо на заднеприводным, значит, да. Кверху задом, да. Бечь ислам, на сейфур Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Wassalatu wassalatu riviyatu vinigriyatu kabachku vikraytu amma ba'd. Овощи, фрукты, Представьте, на уроке вот такой преподаватель в таком формате будет. Не, ведь причем еще 135 зрителей еще залетают. Да. Еще представьте, он где-нибудь будет в медресе преподавать. Представил теорию относительности объясняет в таком формате там. Вот представь эту ситуацию. Не, он доказывает, из чего звезда состоит, короче, солнце и луна. Казакам и русским, пишет Игберовна, Эпштейновна, суны пророка, Музмахмана, арабы, бедуинам, грязными фриками, которые друг другу задницы говно вонял на хаму. Эпштейн, это внук Эйнштейна или кто? Суннама Музмахмадовна установил на Фирдаус Аль-Джанатам на земле, Коранным Суннамна. Бля, Джиги, пожалуйста, выбросите его, а то у нас не получится такое, знаете. Так, ладно, Инвисейбл, садим паузе. Чуть-чуть паузу. Уже разрядилась здесь немного ситуация. Этот, кстати, заходил здесь один пациент, который говорил, что стучащая звезда есть. Стучат мы русские ходят там мусульманам, чечен, говорят, что стучат мы день и Нет, ночь. короче, я его понял. Он там, короче, русский. Он говорит на русском. Не пойдешь, на везде Короче, я так скажу. Русский КГБ, Да. ФСБ, Русский, я тебе так скажу. Послушай. Везде ссорят людей на казахов, Послушай сюда. Русские никого ничему не учили. Где мирно, где русские, где мирно? Везде проблемы, на Средней Азии проблемы, Казахстана проблемы, Грузия проблемы, Сирия, Ирана, Израиль проблемы, Иран проблемы, Америка нападает, подрывает везде, Украина. Короче, либо ты адекватно общаешься, либо ты вообще не общаешься. Ладно, ребят. Шариат устанавливают по всем миру. Не, ну действительно, уже мозги уже не выдерживают. Это надо выходить. Да, я поэтому. Если это адекватный человек, пусть он адекватно говорит. Если ты неадекватный... Давай, пират. Не, можно в паузах, допустим, в паузах заполнить там, знаешь, как-то вот. Да. Короче, давай, пират, говори. Да, кстати, смотрите. Я ухожу. Подожди. До свидания. Аллах ведь миром. Давай. Дай сам себе дорогу. Я вот, знаете что, Ибрахим, дело в том, что да, я приветствую все религии, но я, знаете, приветствую религии те, которые... Вот любую религию я приветствую, да, ислам, там, Кришну, там, еще какие-то, еще, их очень много, но все книги говорят о разном, но есть такая загвоздка, что у всех религий Бог один. И вот эта вот загвоздка меня ставит в тупик. Не всегда. Да, не всегда, да, я согласен. Смотрите, почему не всегда? Потому что все-таки человек – это разумное существо.
Ну, разумное оно в чем? Разумное оно в том, что оно идет в детсадик, в школу, идет, покупает воду, еду, но считает себя, знаете, таким, как это сказать, сейчас скажу, секундочку, современным таким, цивилизационным таким, достигший пика, что вокруг него никого нет. Потому что собака – никто, кошка – никто для него, птичка – никто, любое насекомое – никто, комарик, муравей. Человек может его просто шлепнуть, застрелить или убить любое животное. Но здесь такой парадокс, что ни одно животное не живет платно. Только единственное разумное животное живет платно – это человек. Он родился здесь на земле, когда здесь все есть, и за это ему нужно платить. И считает себя умнее даже этого муравья, комарика, муха, которая, блядь, сидит на говне, Если вы как бы... Было бы получше, если бы вы уже сформулировали бы вопрос какой-то. Да, моя формулировка такая. Человек родился платно. Родился на бесплатной земле. Но такому же человеку, как он сам, он ему платит. Но ни одно животное не платит. И мы считаем себя, знаете, выше других. Почему так происходит? Вот мне это интересно. Почему мы молимся богам каким-то, хотя мы за все платим, работаем? Чем платим, работаем. Видета шалом, видета. Где 20%, что тебе еврей заплатил? Где сдача? Шалом алейкум. Как там ты, Ягуд, богобожный? Ягуд, как Ягуд. Что с меня взять? Я говорю, сдачи не вижу. Лазик, где мои 100%, Лазик? 100% там, 100%. Да, вы достали с этими 100% уже. Лазик. Какие 100%? Я сказал, когда будет причина... Причина нужна, Маюш. Ты просто ты весь разговор не знаешь, как бы, да. Меня не волнует. Я как настоящая яхутка. Где мои деньги? В банке, там, где у тебя машканты, где у тебя суда. Ну, иначе посажу на проценты. Все, посадила, Ваечка. Ну, все. Так, я пирата немного спустил, потому что уже там пишут, лучше Джамшута назад возвращай. Давайте там других сейчас подойдем. Слушай, у меня такой вопрос был. Вот заходил к антитеррору, вот к тебе зашел, вот сейчас к Ибрагиму. Но вы хаете постоянно ислам, христианство тоже, можно сказать, так иногда задеваете, потому что, не считаете то, что это, реальная религия. Ни в что не верите, непонятно, во что вы верите, и мы как бы слушаем вас. И, может, расскажете, во что вы верите просто как-то уже? Кришна сам. Что вы верите, реально? Фейс, вы в поисках как бы находитесь, как я понял, истины? Или вы уже... Не, я просто хочу вас узнать, да, кто вы, чтобы, да, с вами там дальше диалог. Потому что ты, например, знаешь, что я мусульманин, да, например. А я тебя не знаю, кто ты, что ты. Сделал утверждение. Ты зашел и сделал утверждение, а теперь спрашиваешь. Но у меня интерес есть, да, понять. А можно поинтересоваться? Почему? Почему так? Файз, можно поинтересоваться, какой вы именно мусульманин? Какого течения, какого акиды, манхаджа, чего вы? Резиновый акида, с резиновой акидой. Салафит. Просто в прошлый раз там другой человек задал такой вопрос, другой человек задал такой же вопрос антитеррору, но он просто ответил то, что я верю в Бога, и все. И ничего больше не добавил. И как-то вообще, неинтересно, да, получается? Вы тоже верите просто в Бога, и все? Конечно, я уверен, что Бог существует. Я мусульман, я суннит, в принципе. Но... Суннит и ваххабийство, да? Как бы. В чем тут ваххабизм? Я не понимаю.
Ну, я хочу понять, вы чего вы придерживаетесь. Ну, вопрос был от меня, я бы хотел услышать ваш сначала ответ, да, потом я могу ответить. Не, ну, если именно мной вы интересуетесь, или вообще вот вы о этом говорите, если вы конкретно мне задаете вопрос, я тогда отвечу вам. А так я же не могу за всех. Но я именно вам, да, задаю вопрос, потому что я уже вот слышал ответ от антитеррора, я вот забыл его имя. Но вот от тебя, да, хотел поподробнее услышать, Абсолютно вот, ни в чего вы какой проблемы. придерживаетесь. Я мусульманин 72%. Я вот этого придерживаюсь. Все, интересно вам? Дальше хотите тему развивать или вы как бы уже... Просто, не знаю, у каждого человека какие-то принципы должны быть, знаешь. И вы здесь постоянно хаете, постоянно какие-то издевательства в сторону верующих, если понимаешь? вы обо мне, у меня как раз можно я договорю? Можно я договорю? Да, и поэтому А я из-за как бы этих считаю, то, что принципов у каждого я человека, вот- у мужчины, тем более, принципы какие-то должны, какой бы он религии не придерживался, должны быть какие-то принципы, он не должен унижать, либо издеваться над чем-нибудь другим, понимаешь? Алло, это, у вас религии, никаких принципов, никакой морали, никакой чести, никакого достоинства нет. Ты что несешь? Вы знакомы с сурой 4, 24 аятом в Фейс Гарми? Видишь, вы нормальный ответ не даете и вот так вот постоянно увиливаете. Ну, Я не услышал ответа. Вот ты сказал повторите, 72%. Давай сейчас от темы не будем уходить. Ты ответь нормально. Ну, я же Достойный поэтому сказал. Я вам ответил и спросил, есть у вас еще вопросы? Вы взяли куда-то, ушли, вы это, вы то. Давайте дальше. Следующий ваш вопрос. Так ты не ответил, ты сказал 72%. Это как ты понимаешь? Ты опять начинаешь вот это вот свое раскачивать? Зачем мне что-то раскачивать? 72%. Я не могу принимать то, что мне свойственно, противоречит моей культуре. Не, вот ты просто общечеловеческим рассказываешь, да, ценностям. вот про ислам, вот вы здесь рассказываете, вот начинаете хаять. Меня отвечать, Но ты сам или обозначься, вы кто будете ты меня вообще, перебивать? почему мы тебя вообще должны слушать, кто ты вообще, почему Мне ты отвечать говоришь. или вы будете меня перебивать? Может, я все-таки отвечу, да? Был мне задан вопрос, почему, как 72. Отвечаю. У меня, вот как у чеченца, мои моральные, нравственные, мои вот устои, да, культура, самобыт и вообще в целом общечеловеческие ценности, которые мне тоже не чужды, потому что я живу в сегодняшнем мире. Вот все, что противоречит этому, здравому смыслу вообще, логике, абсолютно я это не могу принять, и поэтому отослал назад хозяевам 28% коренными зубами, вот по хадису, назад туда отправил. Дальше. Есть у вас еще вопрос? Не, ну ты опять, видишь, опять уходишь от ответа. Просто познакомь нас, да, с тобой, чтобы мы понимали, кто ты, что ты вообще, ну, какая у тебя религия или вообще есть ли она, в что ты веришь вообще? Ну, еще раз отвечать, я же повторяю, 72% я мусульманин. Все, что преемственно... Как ты можешь быть 72% мусульманин, если ты хаешь, там, говоришь... Отвечаю, все, что приемлемо, все, что, скажем, не противоречит моим чеченским устоям, общечеловеческим там, принципам, ценностям. Вот это вот я, пожалуйста, принимаю. То есть у меня есть фильтр, некий фильтр, да, который не пропускает какие-то моменты. А если уточнить, то моменты там изнасилования женщин, всякие безбородые вот эти, которые нельзя смотреть или можно смотреть, всякая вот эта вендетта исламская, да, там раб за раба, свободный за свободного и так далее. Какое-то рабство, какая-то вражда
с людьми, которые не твоих там взглядах, не твоих верований. Ну и многое прочее другое, да. То есть вот это вот не принимается дальше. Можно вопрос? Салам алейкум, маршалду. Алейкум салам. Ведущий, к тебе вопрос у меня, да. С ногтем отдается он савош. Ой, ногт шахтушца, хаттер духса, короче. Ну, вот на чеченском хочет задать, задавай. Да, сейчас я быстро задам, и я выйду. Вен маха арове со Европе, а вот тоже, да, со Европе, хадяхка, дусо кузакина, удимо, сангюна. Политик союза, до политики дина ушца дюцас, политик, понятно, власть уж, короче, тоже. Что алгарта, гама куза, халкина, молодежь, я со Европе, халкина, проблем, что да, хадяхка, духовой пус. Алкинул молодежь, таша вукудо цаглил, дари вукудо чеюк брястари, цавап ше таша белбо чумлил, дари чон бахан худу алкипа, буши ихаттер духсар. Ин цабелбо шавену сек таши этто хилчдуй, аз хастам бяш, да, семья на ойла, я шеболк нет бяш, ширила мисквех шкук да. А вее именно вепо махадиана, там хали аллер хоп каиду харду хей хуй хай оли диана са движение шеха лишний диана. Что бахан дарья? Я сразу твой вопрос переведу. Вот вопрошающий задает вопрос, почему чеченцы, которые приезжают в европейские страны, они занимаются какими-то вещами, да, которые, вредят им как минимум, да, вот вещи, которые их не касаются. Если взять другие какие-то народы, то они ведут себя адекватно, занимаются своим делом, там, своими национальными, культурными интересами и так далее. Вот чеченцы почему-то никак не могут, скажем так, заниматься тем же самым, да, своим делом. Отвечаю. Вся проблема вот в том, что мы стоим как кость в горле у вот этой вот имперского вот этого образования, которое с 90-х годов, которому мы не подчинились, и которое вот с 90-х годов нас начало, скажем так, усмирять, да? То есть возвращать опять на место, на свое место, да, где нас держали там определенный период времени. И вот на данном этапе, чтобы легче было с нами справиться, вот используется вот такой вот идеологический, религиозный вот этот фактор, вот этот механизм, который не то, что нашу, скажем так, страну дал нам, скажем так, не то, что там дискредитировал или явился таким, скажем так, русские слова у меня вылетают, да, из головы. Но все-таки я сформулирую это правильно. Просто у меня вопрос хороший, да? Да, послужил, то есть вот это вот именно религия послужила тем, что нас вот так вот лишили нашего государства, лишили нашего самосоздания, вот лишили, скажем так, имиджа во всем мире. Вот именно вот эта вот наша воля, которая противоречила вот этой империи, из-за этого нас использовав вот этот вот религиозный инструмент, да, вот нас аккуратно вернули и подставили вот такую ситуацию, с позиции которой нас очень легко, скажем так, вообще без каких-либо комплексов мочить в сортирах, цитирую, да, там вот эти цитаты
возглавляющих вот это имперское образование, или же там усмирять, я не знаю, на бутылку сажать, все что угодно. То есть вот с нами поступать как со своим внутренним делом таким вот. Как бы это наше собственное дело, поэтому вы там молчите вот так всем. И когда тебя поставили на вот эти рельсы, да, когда ты как обезьяна себя ведешь, не понимая, что с тобой произошло, моя религия, мой ислам, все, я теперь таухид познал, что такое, я познал, что такое акида, я теперь стал истинным салафитом, верующим, там, короче, кричит, даже не, вот мы здесь поэтому ковыряем человека, он даже не понимает, во что он верит, что он хочет, а он вот думает, вот ему вложили, что это естественным образом он себя так ведет. Нет, это не естественным образом, это вот это накинутая тебе или подкинутая, скажем так, идеология, через которую тебя легко тобой управлять, манипулировать. И вот в связи с вот этой, из-за вот этого приема, да, там, или из-за вот этого механизма, да, там, идеологического, применяя вот эти религиозные приемы, вот поэтому тебя отбивают от твоего общенационального интереса, от твоего национального самосознания. Вот ты приехал в Европу, казалось бы, ты должен заниматься полезным делом, быть полезным своему народу, своим близким, своей семье хотя бы. Вместо этого вот у тебя вот в голове тебе вот это забили, да, и ты какие-то там кафиры, мафиры, ягуды, мушрики, в полицию куда-то идти работать нельзя, юридическое образование как бы изучать тебе нельзя, идти куда-то в какие-то эти самые структуры, там, я не знаю, журналистику, по правам человека, куда угодно, вот у тебя же потенциал есть, ты же не бубузянка, ты уже человек сформированный, да, там, у тебя такие же руки, ноги, глаза, все, ты можешь учиться, развиваться и приносить пользу обществу, которое дало тебе убежище, а также своему народу. И вот вместо этого ты вот сидишь и балбалай, и мы хотим вот это вот балбалай показать до конца, раскрыть, что это балбалай из себя представляет. И люди, которые поймут хотя бы вот частично, что это за балбалай, начали бы заниматься наконец-таки своим каким-то полезным для своего народа, для себя, для своей семьи делом. Надеюсь, я хоть и долго как бы это объяснял, надеюсь, я раскрыл как бы мысль, которую хотел донести. Я не до конца тебя понял, я чуть-чуть другое имел в виду, я имел в виду про тех людей, которые просто выросли в Европе, да, они могут быть и религиозные, могут быть и нерелигиозные, могут быть и наркоманами, да. Но сама суть в том, что примерно вот если мне скажут, там кто-то что-то там я оценю этого человека, да, примерно, да. И я скажу, это не мое дело, я скажу, он мне ничего плохого не сделал, короче, я не подпишусь, да, там что-то навредить кому-то. Именно Уэйна Шбат, они вот хай-хуй и давай на бэхах, короче, на редбулах, короче, да. Шеметтик цаха, короче, шеметтик лару цаха, развиваться до цаха, да, вроде бы уехали. У тебя, когда нету, у тебя национального самосознания, когда нету, вроде бы уехали от проблемы, и вроде бы уехали бы от проблемы, и куда уехали, там же эту же проблему сделали, да, и что какие-то. Зачем уезжали? Зачем осуждать эту проблему? Вроде бы плакались, говорят, там проблемно, туда-сюда, жить не дают, там жить невозможно, работы нету, туда-сюда нету, да. Сами сюда приезжают примерно, и тут чуть-чуть на ноги становятся, и то же самое они делают. Вот. Это, наверное, у нас в крови, знаешь, нет, в крови. Нет. У нас это не в крови, потому что мы народ, который жил нормально, да, и у нас то, что мы в преданиях сегодня, хотя это на практике у нас подменено сегодня, вот эти ценности, но в преданиях, в культуре народа, там, в каких-то этих сказаниях у нас это сохраняется. И абсолютно... Вот если ты говоришь, опять-таки, если мы возьмем другие народы, да, которые вот в европейских странах, турки. Вот смотри, вот я, допустим, вот сейчас если выйду, да, подойду там к турку,
арабу там, да, кому угодно, что-то за религию скажу, он на меня как на дурака посмотрит и уйдет. Христианину подойду, скажу ему что-то, он на меня тоже как на дурака посмотрит и уйдет, короче. Люди это адекватно воспринимают эти вещи, понимаешь? Если человек неадекватный или какой-то там неправильный, да, его оставляют, ну, за ним не гонятся, не бегают за ним там, из него хайп не делают. Вот это вообще именно война швукуш массу метки. Да, ну ты хочешь, вот как Кригс раунд здесь был, да, который пытался из чеченцев сделать вот таких каких-то там по крови. Не надо нам это приклеивать, по крови, не крови. Нигде у нас не по крови. У нас нормально все было, пока вот это вот на нас не нацелили, да, вот эту идеологию. И я же тебе поэтому дал пример. Я тебе дал пример. Здесь молодой мальчик приехал 3 года, ему сейчас 18-19 лет, понимаешь? Он тут учился, работал, спортом занимался, да? Вот. Какое его дело куда-то лезть с кем-то там, бандами, группами? Объясняю. Кто у него с ним контактирует, кто с его родителями контактирует, куда они каждый год почти на летние каникулы ездят. То есть общество, в котором он находится, вот эти группы, интернет какие-то, соцсети, они полностью 24/7 ему вливают вот эту тему. И он, соответственно, в этой теме находится постоянно. Да, это же Короче, как я понял, родители ему не объясняют, да, что и как. Просто родили, но не воспитали, да, получается? Не так. Можно, Ибрагим, с твоего позволения, Ибрагим, я вмешаюсь. Один момент, Лазик, я закончу. Как раз-таки родители и являются первыми, виновниками, да, которые первые сами подсели на это, а потом своим детям это прививают. Потому я это часто, это моя любимая тема, я пытаюсь это донести до нашего общества, потому что вот общество, которое не знает, что такое вообще там вот эта религия, там и что такое Коран, что такое сунна, люди не понимают, что там предписано. И они все еще некоторые там питаются вот этими иллюзиями, да, вот как у нас это было, скажем так, распространено, да, вот это традиционное учение. Люди, следуя вот этому, думают, сейчас я, своих каких-то там детей, свою семью, их заставлю молиться, там, объясню, что спиртное, оно нехорошо, что там какой-то блуд, разврат, это плохо, воровать это нехорошо, и будет все чики-пуки. Но Ибрагим, смотри, Ибрагим, можно это я отвечаю, я же что-то хочу объяснить, да, и думают, что будет чики-пуки все, да. Но нет, тут что получается? Эти сами родители, они обрабатывают, то есть это огромная фабрика, да? Часть родителей обрабатывают, часть обрабатывают какие-то мулы, да, которые до определенного этапа доходят и дальше не идут, потому что если они дальше пойдут, их за шкирку возьмут и сразу же их куда-нибудь в Гуантанамо закинут. Поэтому у них определенная своя функция, они до определенных каких-то этих границ доходят, дальше не идут, дальше обрабатывают уже безликие какие-то интернетные и так далее. То есть и вот эта вот вся фабрика, она на выходе создает вот такого вот будулака, который... Именно чеченцев. Почему именно? Вот, допустим, вон там филаз, там, да, дагестанцы, там, любая другая национальность, если у тебя даже возникнет спор за религию, да, ну, с тобой поспорят, в итоге, если вы не сойдетесь, он тебя обсмеет и уйдет. Почему именно чеченцы вот такая реакция? Если бы ты сегодня весь день понаблюдал, что здесь происходит, как сюда заходят какие-то казахи, русские, православные, баптисты, я не знаю, лютеранцы, кто угодно, и все хотят, чтобы чеченцы были хорошими мусульманами. Конечно, ты тогда будешь на этой теме постоянно. Потому что все это не с одного какого-то источника или не откуда-то. То есть вся вот эта тема, она тебя хочет сделать примерным, очень хорошим мусульманином. Можно секундочку, да, Ибрагим, с твоего позволения? Вот я немножко увлекаюсь политикой Кавказа тоже, да, я хоть, как-никак я оттуда.
За вами туда приехала пропаганда. Она даже не с телевизора, она с вами там живет в Европе. Это Кадыров сделал такую вещь, как бы, да, я не думаю, что он сам это придумал, да, по-любому кто-то посоветовал, потому что сам он до этого не догадался бы. Он за вами прислал туда пропаганду, там по соседству ложит пропаганду. Это не так, что вот просто так в Ютубе, в телевизоре и так далее. У тебя получается, что первые беженцы в Европу, это были 90-е годы, правильно? Те люди, они не рассуждали, я чуть-чуть, немножко не согласен с тобой, Ибрагим, потому что это от родителей все исходит и так далее. Там вот это поколение, конкретно то поколение, которое себя вот так ведет, как говорит босс, им по лет 30, 30 плюс максимум, такое, да, где-то по 30 лет основная их масса, да, этих людей. Пропаганда, она там находится физически, конкретно в Европе. И все вот эти известные... Не, Лазик, ты в теме, как бы в этой теме, ты... Ошибаюсь, может ошибаюсь, но как я это вижу. Да, потому что Лазик правильно сказал, потому что все чеченцы, которые обработаны вот этой идеологией, они все это берут именно с русскоязычных источников, понимаете? Нет, может быть, да, но кроме этого еще. Французскоязычных, не немецкоязычных, абсолютно никто никогда на этой теме здесь не поехал. Именно вот эта вся проблема, она с русской, даже которую вот этого учителя обезглавил во Франции. Вы можете посмотреть этот ролик, если у кого-то есть. Если надо, я могу скинуть кому. Там, конечно, головы нету, этот ролик как бы тоже имеется у некоторых. Но речь идет о том, что этот пацан, когда совершил это преступление, он во Франции выросший, в 3 года привезенный чеченский пацан, да, он делает отчет своим друзьям в Инстаграме, что на русском языке, то есть «Ассаляму алейкум, брат, я сделал это», он говорит. Я как бы его замочил от этого, который да, я видел это. Да, делайте, говорит, за меня дуа на русском языке. Человек, который вообще приехал в 3 года и знает, казалось бы, только французский и чеченский язык должен знать. Ну все, это подтверждает мои слова, Ибрагим. Это то, что там по-любому пропаганда находится внутри как бы дома, да, в Европе. Можно последний контрольный вопрос? Последний, я ухожу. Вот смотри, мне 33 года, я 33 года прожил вот в этой системе, да. Вот 33 шарахавяха сосайбоха гдешадыгдешдац. Меня вот это не устроило теперь. Я теперь хочу как нормальные, как я считаю, да, как мне кажется, как нормальные люди прожить хотя бы еще 30 лет, да. Вот что мне надо сделать, да, чтобы я мог, вот как другие люди живут, другие национальности, люди, да, вот так, чтобы как они, чтобы жить, и чтобы никто мне не приходил и не советовал там свое. Вот есть какой-нибудь выход вот из этого вот? К сожалению, нету для тебя выхода нормального такого, позитивного. Единственное, для тебя есть выход – уйти вообще из чеченского общества, как бы перейти в чужую культуру и там нормально себе там жить. Если ты в чеченской среде находишься, тебе нужно будет бороться. Не, если ты выйдешь из этой среды, эта среда от тебя отстанет, эта среда, она же такой, как бактерия, знаешь, она прилипает. Ты о религиозном деле говоришь? Не, я говорю, нет, не о религиозном, я говорю просто, вот я хочу, вышел, погулял, там с кем-то встретился, с кем-то поехал. Допустим, я хочу поехать со своей сотрудницей в Турцию, да, и я не хочу, чтобы мне там какой-то чеченец подошел ко мне и спрашивал меня, которую я знать не знаю, кто это такая, допустим, да, чтобы не лезть в мое личное пространство. Согласен, я тебе отвечаю. В таком случае тебе нужно уйти в чужую культуру. Вот где-то ты во Франции находишься, стань французом, забудь про чеченцев и живи как хочешь. Вот единственный выход. Все, спасибо. Благодарю. Всем удачи, всем благ. Салам алейкум. Счастливо. А у меня вот теперь вопрос. Алло, двум человекам. Я просто подкорректирую то, что я вот ему сказал. Я его к этому не призываю, если вы заметили, да, там уходить в чужую культуру. Я просто, если у него вот такое вот, скажем так,
ну, для меня это эгоистичное, да, вот такое у него мнение там сформировалось, что он хочет вот для себя. Я ему поэтому сказал, позитивного какого-то варианта для тебя нету. Единственный вариант, то есть он не позитивный, да, уже, это уйти вот так вот в чужую среду, в чужую культуру. Чтобы здесь не говорили мне, что я потом кого-то куда-то призываю быть какими-то этими. Это не Не, моя но он же тема. сказал, что он сказал, Ибрагим, он сказал то, что, говорит, я вот живу в Европе, говорит, и мне постоянно кто-то мне делает какие-то замечания. Они кто, говорит, это, говорит, они чеченцы, получается. Опять же, то, что я сказал, как я это вижу. Оставь, что я это вижу, как бы. Я еще про это как бы, ну, увлекался этим. Я видел это. Там очень много. Он, боясь того, что его там будет какая-то кровная вместе сходить с Европы, откуда она еще может сходить, только если не с Европы. Он, боясь Нет, этого, там, он туда загнал очень много загнал туда своих этих, ну, кадыровских там, своих прихвостней, как бы, да, и те, прикидываясь теми же беженцами и так далее, они там ведут очень хорошую работу там в Европе. Они ведут работу, ну, это может быть... тут кадыровских прихвостней вообще нету, понимаешь? Тут Кадыров вообще, это полоумный хрен, я извиняюсь, да? Человек, Я знаю, а жизни это там... депутат. А тот же депутат, который приехал с этим, с кортиком этим, да, с нацистским, он сидел в парламенте где-то в Германии. Не, ну он от вот этого тупоголового там никто, этот сам на бутылке там сидит, боится, что его, как его пахана в любой момент там на бочку с порохом посадят. То есть от этого я сейчас не хочу из него жертву сделать. Он преступник, который должен нести ответственность за то, что он исполнял преступные приказы. Но то, что он какой-то там мозговой центр, кадыровский, прихвостник, там вот этого Кадырова, он вообще в обход него там огромные вот эти вот здесь, вот этот же Тузик Абдурахманов, которого прислали. Кстати, он в свое время подслушивал Кадырова всех, то есть их же тоже надо подслушивать кому-то. И кому-то нужно переводить тот язык, да, на котором они там между собой где-то говорят. И это как раз-таки вот то, чем занимался вот этот Тузик, который в Швеции сидит. То есть там вообще на Кадырова плевали, да, потому что там стоят хозяева, которые вот этим всем заправляют. Поэтому я сейчас понимаю, о чем ты, но все-таки это не подчеркнуть нельзя, потому что получается так, что из этого надутого персонажа мы делаем какую-то эту там фигуру. Нет, там есть две причины. Там по-любому там те же самые арабы, какая разница. Там есть и те, и эти, как бы. Но русскоговорящие, которые, допустим, не приверженцы конкретно ислама и так далее, как бы радикального ислама, я подчеркиваю. Это не приверженцы радикального ислама, но при этом они там начинают критиковать тех чеченцев, которые там, за Европу и так далее. Это по-любому оттуда идет. В Европе вся исламистская тема, которая в чеченской среде вот функционирует, да, это все на русскоязычной вот этой платформе. То есть это все зиждется на русском языке. Так, Маш Уоррел, приходите свободным и ва алейкум салам. Я на украинском не разговариваю, но я понимаю, что ты говоришь, что ты пишешь. Да, вот хотел задать вопрос, вот тут сидит, типа, вот человек, вот антитеррор, вот он... У меня есть вопрос. О чем у вас этот диалог идет? Подожди. Хорошо. Вот он же темы. против... Дай задам вопросы. Да, говорю. Вот тут человек вот сидит, он против вот ислама на Чечне, вот. Ну вот, по факту ислам ничего плохого уже не принес Чечне. Так, это вот смотри, ты который который сейчас заходил, если ты здесь еще слышишь, да, если ты не вышел. Можно я закончу? Вот тебе как раз пример, где вы удивляетесь, почему чеченцы там, именно чеченцы в этой теме. Вот я тебя благодарю, I love Казахстан. Говори дальше. Вот почему чеченцы будулаки. Давай говорить. Да, вот, ну, чеченцы, вот они, им же вот арабы принесли там врачей хороших, там гигиену и так далее, вот эти все плюсы полезные. Там едино Божие, там не идолам, там поклонение. Это же все Тролль, плюсы. Да? Тролль. Там.
В смысле? Не обязательно тролль, короче, тут вот все хотят, чтобы чеченцы были мусульманами, хотя в Казахстане там очень много работает, и до чеченцев всю свою жизнь, короче, до чеченцев очередь не дойдет, если ты там будешь устанавливать ислам. Понимаете? Это вот как раз кто здесь ходит, говорит, что чеченцы там, почему чеченцы? Да потому что вы вот стали на пути тех, кто, короче, хочет вас в свой этот русский мир затащить назад. Можно мне сказать, приветствую всех, маршал Думасерга. Этот человек сказал, Ирлове, Казахстан, сказал, что до ислама чеченцы жили грязно там, типа все, что хорошее. Как нет? Ты сказал чистоту, все принесли через ислам, сказал ты. Не, больше гигиену, они поставили омовение полное. То, что... Получается, что мы до ислама не гигиеничные были, да? Нет, мылись. Почему мылись? Тогда зачем ты так говоришь? Так смотри, 5 раз надо омовение делать. Это 5 раз омовение делать. Послушай сейчас. Когда чеченцы мылись, когда у чеченцев были все там родники, все хорошее, пустыни камнями подтирались. Ты знаешь это? Так что не говори в следующий раз, что нам гигиену принесли через ислам. Никто нам ничего не принес. У нас это все помыть, было. Уши и ноги, как бы, да, в смысле омовения. Ну, дисциплина, в общем, каждый день. Что, ноги помыть и лицо? Дисциплина тоже каждый раз. На высшем уровне была, пока этот ислам не пришел и не сделал из нас бедуинов. Нет, а что он именно плохого сделал вам? Что сделал? Вот смотри, что делают чеченцы. Ты знаешь, на этот ислам. Вот что ты знаешь, вот я тебе как бы, я вам здесь тоже разъясню некоторые моменты. Вот в Чеченской республике, когда вот это партизанское сопротивление действовало, да, и когда потихоньку вот это все ваххабистизировалось в этом партизанском сопротивлении, если кто не знает, то чеченцы перед каждой молитвой делали омовение. Полное вот, перед намазом, как ты делаешь омовение, да, там, он после того, как сходил туда, то есть у нас, если кто не знает, у чеченцев, он туда тоже надо каждый раз было сходить и почиститься, да, там, помыться в этот, скажем так, ну, в туалет, скажем, да. То есть потом обычное омовение сделать, точно так же мыть руки, лицо, ноги. И вы знаете, что вот арабы, да, которые там тасовались, они как раз-таки говорили вот чеченцам, что это не надо делать, можно вот ноги вот так помыть, надеть носки, обувь, и потом весь день просто протирать вот эту обувь сверху вот так вот мокрой рукой. Ну, чеченцы все-таки, кто-то этому прислушивался, но многие не прислушивались, и как бы игнорировали это и соблюдали вот эту чистоту, да, омовения. Потом кто-то пару раз вот так об землю руками это делал таяммум, да, обтирал руки друг об друга и потом об лицо. То есть брали вот так вот омовение. И чеченцы это не делали. То есть даже холодная вода, если даже снегом пытались, да, там очиститься, вот это эту чистоплотность соблюдали. Хотя это арабы объясняли, что это беда. То есть ты не должен... Да. Ибраим, он еще подметил, что мы типа до этого идолопоклонником занимались. А вы сейчас чем занимаетесь? Кому вы кланяетесь на сегодняшний день? Вы же тоже камню черному арабскому кланяетесь. Разве это не идолопоклонничество? Подожди. Это как не это? Поклонение камню. Это Каба, это дом Аллаха. Там сидит, да, Аллах? Это дом, получается, в его сторону почитание. С тобой работают арабы. Со мной работали, их много. Со мной я наблюдал, как они совершают омовение. Как точно так же, как и ты говоришь. Да. В обуви. Мокрыми руками дотрагиваются до обуви и также становятся на эту молитву. Нет, просто... Бог живет. Я не знаю. Маршал, Леон, говори. Хорошо. Всем добрый вечер.
Он сказал, что у него в этом камне у него Бог живет? Казах. Он сказал, что Нет, это дом... считается дом Аллаха. Таким же макаром любой религиозный, другой религии человек будет говорить, что он тоже поклоняется своему Богу. Подожди, у тебя там дом Аллаха? У тебя Так, там это его дом дом Аллаха, есть? но это же не то, что именно Бог какой-нибудь, То который есть там именно ему Бог поклоняется. живет, там Это Аллах? же... У Ну, тебя это там дом Аллах Аллаха, я тебе живет? ответил. А значит, если я открою дверь, я с Аллахом могу поговорить, да? Ладно, мы туда Нет. пойдем, посмотрим, поговорим. А что? Нет, не в этом роде. Как нет? А где? А как это? Но это метафоричное есть все. Что же метафорично? Леон, блядь? Ты говоришь... Леон, он имеет в виду, что типа это дом Аллаха, поэтому они поклоняются этому черному камню. Я ему говорю, таким же макаром любой другой иной религии человек, когда он поклоняется чему-то, он тоже будет говорить, что он поклоняется своему Богу. Я И вот ты со стороны переубеди слушал, он говорит, он мне говорит, подожди секундочку, Так они он мне говорит, не именно там в дом камне Аллаха. молятся. Короче, то Они есть я именно сейчас в приду. сторону дома Аллаха. Ну, Слушай, Каабы. казах, алло, А. как там, казах, ты говоришь, что там дом Аллаха, то есть я сейчас приду туда, постучусь в дверь, открою, поговорю с Аллахом, да? Нет, потому что у него нет сущности. Это А метафорично. как это, значит, а как ты говоришь, то есть ты его насильно туда пихаешь, да? Нет. А как В это исламской дом Аллаха? метафорике это считается как дом Аллаха. А как вы это представляете, Кааба. что он там дом Аллаха? Ну, у Куба нет лица. Никакого там. Ты понимаешь, что вы Далее. идолопоклонники? Ты понимаешь, ты даже не осознаешь, что ты сейчас говоришь? Так, ну, Бога Не, невозможно что- заключить вот форму что идола или может- статую, понимаешь? Может, I Love Казахстан знает ответ на это? Что делает черный камень вот в этом углу Каабы? Что он там забыл? Что он делает? Да, что он там забыл? Не понял. Зачем вот в этот домик, да, зачем в угол установлен там черный камень? Что он там делает? Какую функцию в исламе выполняет этот камень? Установлен, На Каабе. получается, такая дра. Так. Это Почему? рупор, когда кричишь, Аллах, я тут, я к тебе прихожу домой. Типа Черный того. камень или что вы имеете в виду? Черный Там такая камень, что унитаз. делает в этом доме, в Каабе, на углу? Зачем он там установлен? Зачем все пытаются его достичь, поцеловать его? Зачем в день, 5 раз мусульмане на этот черный камень должны нацелиться и молиться? Там такой унитаз железный такой, вот этот такой. Что это такое? Ну, там много смыслов, я не знаю. Дайте ему какой именно. ответить Ну, на вопрос. раньше Подождите. там это сделано из нескольких осколков, и много кто хотел его похитить. Из-за этого сделали. Понятно. Ну что, зачем этот камень там? Что он там делает? Что он там именно, зачем он? Да, я хочу понять, что делает там черный камень. Ну, там, смотри, по исламу Каабу устроил пророк Ибрагим, Авраам, вместе со своим сыном Исмаилом. А вот когда здание было почти готово, получается, Ибрагиму понадобился особенный камень, чтобы отметить угол, с которого верующие должны, начинать обход вокруг храма. Это по версии ислама. Окей. Да. Понял, какой Причем здесь Ибрагим? камень? Окей, смотри, какой Ибрагим? Что, Авраам, что ли? этот Авраам. Есть этот навигация, Авраам- еще смысл, откуда начинается отсчет кругов. Подожди, смотри, этот Авраам, согласно аятам Корана, он что делает? Он пытается найти Бога. Он идет, смотрит на Луну и думает, что это его Бог. Когда ночь заканчивается, наступает день, Луна уходит за горизонт, он осознает, что это не Бог. Он идет, думает, что Солнце его Бог. Солнце уходит там на ночь за горизонт, он понимает, что это тоже не Бог. Потом идет к вот этим идолам, которые стоят в Каабе, 360 штук. И ему приходит в голову, что как люди могут равняться на вот эти вот камни. И берет их полностью, эти все камни, вдребезги разбивает, оставляет один.
И когда возвращаются вот эти камнепоклонники, он им объясняет, что... вернее, они спрашивают, что произошло, кто наших богов разбил. И он отвечает, вот этот последний, короче. И они ему говорят, ты что, ненормально, типа, как этот может их всех разбить, короче, остальных? Вот этот последний. По всей видимости, это вот этот черный был. И они ему говорят, как он может это сделать. И он им отвечает, а как вы им тогда молитесь, если они и этого не могут сделать? То есть и Авраам, он наоборот борется с тем, чтобы камням не молились, да, не поклонялись, не целовали их, не считали их посредниками или богами, а тут у нас наоборот этот камень в угол поставили, все молятся. Так, 5 раз этот на него. угол сделан, чтобы отсчитывать круги вокруг, получается, Каабы. Вот откуда ты это взял? Подожди. Какие круги отчитывать? Что ты несешь? Ну, это навигация техническая. Какая навигация? Так, смотри, всего их нужно, Откуда ты типа, взял? считается, их надо сделать 7. Откуда ты взял, что камень там для отчитывания кругов? Откуда ты это взял? Ну, есть такой отчет, типа, с вами же. Ты что, серьезно не знаешь, что там делает камень? Серьезно? Фиха, есть такой отчет. В смысле камень, это дом Аллаха, я знаю. Дом Аллаха, там и беды есть. Что ты не знал, что ли? Блин, дом Аллаха. Если я сейчас назову адрес Саудовской Аравии, город Мекка, дом Кааба, то я назвал адрес Аллаха, да? Нет. Он же не... Ну, это метафорично. Ну, метафорично сказано то, что он именно там живет. Получается, Но я это дом Аллаха. метафорично адрес назвал. Его же нельзя загнать именно в угол, там, какой-нибудь, он же не живет там. Почему? Исламского бога вполне можно загнать куда угодно. Его же Почему ты так загнали на считаешь? трон, который несут 6 ангелов, как персидского Так это же и царя. саляфиты так считают. Нет, причем тут салафиты? У тебя в Коране сказано, что он на троне, которого несут 8 Так, ангелов. а ты не знаешь, что такое есть, ну, разные масхабы, акиды, и то, что некоторые воспринимают его без Нет, места а и что для места. разные... Почему? Разные... Почему ты именно точку зрения саляфитов? Нет, а что? Я Коран Насчет говорю. этого, Я тебе Коран Насчет этого я тебе Можно ответил, сказать? некоторые понимают это как Я тебе метафоричное Коран толкование говорю. делают. Мне на то, что Метафорично. другие люди, масабы, что-то там говорят, меня это мало волнует, это их мнение. Я про Коран говорю. В Коране говорится, что Аллах сидит на троне, и его трон несут 8 ангелов. Мне наплевать, как вы это понимаете и толкуете. Я говорю про аят Корана. Я тебе ответил. Забыл. Это метафорично. Но ты мне не можешь этот никак аят ответить. нельзя... Что значит, я тебе ответил? Ты Секундочку. мне там- хотел перекинуть коранический аят на каких-то салафитов, Подожди, на каких-то... подождите, можно мы за- от Подожди, камня есть, ну, разные. мы от темы, Разные от темы учения камня, этого аята, мы немного толкования ушли от разные, темы как камня. понять его, понимаешь? Мы немного ушли от темы камня. Мне не Что надо это? объяснять, Подожди. короче, дважды два, что такое, мне Смотри, не нужно ты можешь понять это буквально, можешь понять метафорично, Ты твое рот дело. свой закрой, когда я говорю, рот закрывай свой. Что ты со мной параллельно говоришь? Я часами слушаю тебя, сижу. Мне не надо объяснять, что белое это белое, черное это черное. Я не такой придурок, чтобы мне был какой-то посредник-то. Я прекрасно понимаю, что значит Аллах сидит на троне, которого несут 8 ангелов. Мне не нужны пояснения, тем более 21 века. Сейчас петухом будем делать. Подожди. А что тебе еще тогда говорить? С тобой общаться? Парамат, там еще и петух есть. Возле трона бегает. Подожди, я просто не могу понять. Вот Подожди, он говорит, стой. Я скажу? черный камень установлен, чтобы отчитывать какие-то круги. Навигация, Я не да. пойму. Да, навигация. Я теперь не пойму. Тихо, есть такой отчет вы с вами. Да, ты знаешь, что это черный камень, его свистнули оттуда в свое время. Свистнули? Да. А, украли? Да, да. Ну-ну. Ну, Навигация к украли чему? его. Да, Зачем? навигация. Зачем его назад Потому что возвращают? есть, этот- ну, враги ислама. Один момент. Свистнули черный камень. Зачем его опять туда возвращают? Ну, вернули, потому что это место его.
Но его Не, ну построили и подожди, сразу там, вернули. там есть миллионы камней, да, туда можно любой другой камень ставить для отчета кругов. Или если камня нету, я не знаю, Это, подожди, можно верблюжи, сказать, это... какие-то эти экскременты или Потому что что там, этот это камень ставить. особенный, он Потому израильский. что этот камень чистый, и он как бы, он сделан из серебра, и в Ну нем вот очень так и много говори, камней. вот так, Он сделан... серебра, Да. из серебра камень. Ты, Ну, он скорее же всего, сделанный эту говоришь, серебряный опыт, или который как вокруг, так, я не помню. вокруг вот это то, что там сделано, это самое. Но я Как могу робот. ошибаться, я не все же знаю. Ну вот нужно знать, нужно изучать. Просто вот если этот камень, он просто для отчета, да, от каких-то кругов получается, то зачем вокруг это самое, зачем, когда его свистнули, именно его пытаются вернуть? Ну Там же смотри, тысячи, там Это не тысячи для камней. отчета камень. Этот камень особенный, из рая типа. смотри, это особенный камень, ну как бы в нем сделать очень много А в чем его осколков, что? получается, и камень сделан. И также потому что, ну, в чем сделана его? навигация. Как бы, например, если Его Авраам не особенность в том, что построил, он вот, из рая типа. С потом точки вот он зрения поставил, ислама. Можешь доказать? поставил, вот, и потом вот его свистнули. Почему? Вот если его Подожди, и вернули, что если он из почему рая, его не значит вернут? на него молиться нужно, что ли? Его нужно целовать, его на него молиться нужно, Нет, если нет. он из рая. А в чем дело? Он особенный, Ну может? смотри, Авраам и построил его, почему его, смотри, свистнули? Ну, нужно же Какой Авраам? вернуть, Ты типа, какого считается, Авраама как, ты ну, имеешь в виду? это же Ты твое. подожди, стопэ. Ты какого Авраама имеешь в виду? Какая связь Авраама? Не уходи, Не отключайте мне микрофон. не уходи. Как вы туда Он имеет... Да. Леон, понятно А. твое негодование. Он сейчас имеет в виду, которого коранически, да, вот, который в Коране там прописан. А как вы туда Авраама приписали? Ну и Ибрагим. Не натуральный, от которого Можно там мне, прописано. можно мне вопрос один? В каких условиях открывается Кааба человеку? Стоимость $1 миллиард. Всякие мусульманские диктаторы едут туда, платят $1 миллион, открывают, заходят туда, ну, $1 миллион за человека. Заходит, тем самым легитимирует свое правление в его государствах. Приходит он такой, говорят, ему, нашему правителю открыли Каабу. Он, значит, истинный такой наш правитель. Такой случай был, помнишь, у нас перед этим, кто там сегодня президент в этой Чечне, забыл, Кадыров, вот. А потом еще перед этим диктатором Хусейном и прочими диктаторами. Тогда в эпоху Хусейна была одна цена, сегодня же поднялась 100 миллиардов. Такую версию я слышал на Ютубе. Вот так и зарабатывают люди. Святость оскверняется, тем самым по факту открывая дверь Каабы перед всякими диктаторами. Когда был Авраам, еще не было Каабы, а было место там, где идолопоклонники. То, когда Авраам уже умер давно, вы еще потом уже приписали это место как бы святое место. А это место было идолопоклонников. Там ты вообще хотя бы не позорься здесь. Скажи мне, а что это за этот навигатор? Куда он там ведет этот камень? Как компас, что ли? Куда этот компас ведет? Ну, отчет, фиг, 7 кругов. Смотри, ну, во-первых, Авраам, он его достраивал со своим сыном. Какой Он Авраам? его Коранический. Так я же тебе объясняю, что его не было в это время, он уже умер. Леон, дай мне ему вопрос. Подожди, не было его, да, когда вот Кааба вот стояла? Когда он строилась, Гость не из было. Казахстана. Можно тебе Он вопрос? уже... Почему его не было? Ты... Ну, потому что другое время это было. А когда Авраам был, еще не было Нет, Каабы. по Корану Только он после него достраивал Кааба была. со своим сыном. Кааба была с этими идолопоклонниками, там Азута. Шармут. Ты вообще Не куда матерись, ушел, сейчас нас блокнут. А тут разделение уже. Можно вопрос Ты вам? мне еще и царя Давида туда припиши, Что? вообще будет классно.
Скажи, Ну, осуждаю, дай осуждаю. сказать. 356 раз осуждаю. Послушай, гость из Казахстана, а почему у тебя в религии это пророки все евреи, кроме Мухаммеда, хотя он тоже семит, так же, как и евреи? Почему? Можешь В ответить? смысле, почему? Нация. ну, Почему у нация. вас в исламе все евреи, хотя вы их ненавидите? Почему их Все пророки ненавидят? евреи. Почему? Ну, вы же мусульмане Кто не... ненавидите евреев. Не-не-не, почему? Ненавидят. Как это не-не? Подожди, где говорится, что надо евреев ненавидеть? Вот? Что Я все не вот говорю, что ненавидят надо. евреев. Я говорю, что я то, что вижу, говорю. Я не говорю, что надо. Я тебе Объясняю. Так может, что Сура войны 5, были с сура- евреями, я не один знаю, момент, что ты имеешь в виду. Один момент. Сура 5:51. Там тебе нужно враждовать с евреем. Сура 5, 51 аят. Так потому что в контексте войны там они знаешь воевали. ты Коран? Нет, вообще тебе там предписано не дружить, не проявлять дружбу, не С иудеями? брать помощь. Да, иудеями, христианами. Погоди, казахстанец. Это Там вражда? рядом, на границе у вас Китай. Ох, скоро придут, они из вас делают. Кого они сейчас посадили? 10 миллионов в лагере. Эту нацию в Китае, мусульманскую, как их называют. Уйгуры? Уйгурцев. Вас Кто по делают нации? уйгурцы. Ну, а чей? Почему ты спрашиваешь? Ты вот что такое говоришь, я не понял. Так я Тебя тебе надо- говорю, тебя надо подожди. посадить туда. Вы сейчас больше, вы же там граничите с китайцами. Придут скоро, и они вас поработят, посадят, вас посадят. Ну и что, китайцы Какой тоже с город? Россией как бы, ну, граничат, не бойся. А, Тоже ты тебя за посадят. Россию и за Китай. Не уходи. Скажи мне, наверное, на этот другие. унитаз, это его дверь, что ли, получается, да? Какой этот, унитаз? Там, ну, там такой же унитаз железный есть. Где? Что это за как где? Ты что, не видел в Кабе, где? Я не смотрел полную кабу внутри. Как это не... Ты что, единственный мусульманин, знаешь? А, какой унитаз? Ну что именно я видел? И что? Ну там железная Та такая же штука. есть. Что это такое? Ну ты, ладно, давай. Смотри, ты говоришь, что это дом Аллаха, правильно? То есть мы туда приходим и с Аллахом начинаем разговаривать. Походу. Так? Нет, его там нету. Просто А как метафорично это, сказано дом подожди, Аллаха. как это его нету? Я хочу понять твою логику. Так, а почему ты не можешь Что это понять и- слово метафора? Что значит, типа там, Ты можешь- вы типа представляете, что... Ты можешь вы представляете, понять буквально вы и представляете, понять что это там дом? метафорично. Ты представляешь, что якобы там дом? Его дом? Ну, это дом Аллаха, да. То есть ты так Ну, представляешь, что метафорично. это там он сидит, он там ждет вас? Нет, вы это там бегаете метафорично, вокруг нет, него нельзя кругами, загнать как Бога в бараны. рамки. А зачем представлять, что у Аллаха есть дом? Я не понял. Ну, потому что по исламу так сказано. В смысле, ну это же Что ему догмат, там, есть и разные догматы. Вы его кормите хоть чем-то там, не знаю, он там бедный уже голодный сидит. Что значит? Не отвечать на оскорбление или что, я не понимаю. Не, ты вдумайся в свои Всё, слова. закрой рот У тебя свой. есть Аллах, у тебя есть Аллах. Ты говоришь, у него есть там дом. Я спрашиваю, зачем Аллаху дом? О, господи, хорошо. Например, почему я могу сказать, например, почему ты там человек? То же самое. Ну, так Почему с одном сказано. к другому? Ты сейчас связываешь слова, я тебе это... Ты говоришь, у тебя есть Аллах, у тебя, да? Бог. Ты говоришь, у него есть там дом. Правильно? А зачем Аллаху дом, я спрашиваю? Ну, так сказано в Коране. Ну, давай подумаем вместе. У вас логика запрещена, логика. Давай, может быть, я ошибаюсь. Ну, у него, Давай но логически ему дом подумаем. не нужен, Аллаху Богу нужен не дом? нужен дом. Аллаху нужен дом? А? Не нужен дом, не нужен дом. Во, понимаешь, Он нужен молодец, людям. в принципе. Логика. Хорошо, подожди, он нужен людям, окей. А зачем людям приписали люди как дом к Аллаху? Я вот это не могу понять. Так это физический ориентир просто. Так ты же говоришь, что он везде, блин. Потом ты говоришь, что у него есть дом. Нет, везде Сам себе он, противоречишь. получается, мудростью, знанием, всезнанием, вот это я имею в виду. Что мудрости знания? Вот ты что-то А так сущностью он был, ну, получается, до места.
Что? Чего? Он был до места, он создал место. А зачем ему дом, я тебе опять объясняю. Так ему не нужен дом, он нужен людям, чтобы Так ты же был говоришь, у него ориентир там дом физический. есть. Но это Правильно, дом ему Аллаха нужен по дом. исламу, да, считается метафорично. Дом Аллаха. Вы что, Это нужно для идолопоклонники? Я не людям, понял. чтобы был физический ориентир. Подожди, вы понимаешь, чтобы они идолопоклонники? молили. То есть ты с одной стороны сам себе противоречишь. В смысле идолопоклонники, не понял. Ну, Мы же не потому молимся что у Каабе. идолопоклонников была какая-то как это не молит? Ты говоришь, смотри, что ты говоришь? Я со стороны смотрю. Нет, мусульмане только Аллаху молятся. У идолопоклонников было какое-то здание, и там что-то стояло, они туда молились на него, да? Они молились И именно говорили, вот каким-то так, деревом это был там. его дом. Это был его дом, да? Вот это у них. Кого? Что? Окей? Кого дом? Ну, ты говоришь, это Аллаха дом. Ну да, по исламу считается метафорично, что это дом Аллаха для того, чтобы Значит, люди молились получается, что у физическим него- ориентиром. Папа, сейчас есть такие. Только много разных наборов. А зачем Аллаху дом? 15 карандашей, Не нужен. 20 цветов таких. Представь, вот такие. Ты сам себе противоречишь. Что, где я противоречу? С одной стороны, ты говоришь, что Аллаху не нужен дом, но у него есть в Кабе дом. Да, у него есть метафоричный, ну, то, что по А зачем метафоре метафоричный в дом, если исламе ему не ему нужен? Зачем ему метафоричный дом, метафора? Зачем включать метафору, если он не нуждается в доме? Он типа как везде, как ты говоришь, да? Но ты ему приписываешь еще дом. Зачем? Я как бы более спокойно, мягко, как бы не хочу ломать ему мозг. Я знаю, что здесь дальше пойду. Да, тяжело. Бля, с каждым днем что-то новое я узнаю, блин. Новый лифт. тут. То есть Аллаху нужен дом, да или нет? Давай так будем Нет, не нужен коротко. Не нужен. Значит, там нету Аллаха дом, правильно? Ну, так сказано метафорично, я же тебе ответил. Почему ты задаешь вопросы? Что значит, опять, зачем ты в метафору уходишь? Значит, вы как бы привыкли к идолопоклонникам и приписали, что там типа есть идолопоклонник, это ваш Нет, ислам и бог. Так я идолопоклонство понимаю. это самый большой грех. Ну, очень большой грех. Ну, так а зачем ты переписываешь что метафорой? Так они что там молятся живет не Бог? Каабе, они молятся не Каабе. Они, ну, А кому они мусульмане ведь молятся? только к Аллаху молятся. Они, получается, так только зачем ты говоришь, вот- в сторону Каабы молятся, и все. Что я тебе говорю? А я что тебе в не этой сказал? Кабе находится? Почему именно? Молись на Ты ж- меня, я вот буду стоять. Подожди, я буду стоять, молись на меня. Куда ты убегаешь, блин? Эу. Почему на Кабу? Выпускайте Да. Кракена. Да, Кракен наверху сидит, кушает, видимо, отдыхает. Я не знаю, как Не, получилось не, я информацию. Ты тихо. Жамшутовского. А, Малахольный тут? Где он? Давай посмотрим. Не, я про нашего, про Жамшута. Да. Купил билеты, Ибрагим? Билет О. стоит 400 евро. Рада, шалом. Как поживаете? Наш новый мусульманин. Я хочу с вами познакомиться и спросить у вас, как вы, ребята, относитесь к евреям, в принципе. Вот у меня бабушка еврейка, папа еврей. И вот если вы положительно относитесь к еврею и к Израилю, то, пожалуйста, пришлите мне немножко шекелей, немножко подарков. Я хочу По посмотреть, как Суре на этом стримчике. 5.51. По Суре 5, Ты там хватит 51 там троллить, аят. ты это, какой ты там еврей, блядь. Что ты это несешь, блядь, слышь? Так нет, я же говорю, только по папе немножко. Но все равно, По маме. посмотрите, видите, ни один человек здесь не прислал мне шекели. Это значит что? Что на этом стриме не уважают Израиль, не уважают евреев. Подожди, рыжий, тихо, стоять. Я слышу, что ты принял ислам. Как ты вообще пришел, как ты опустился на такой уровень?
Ты вообще читал эту книгу? Я даже повторяю слова одного человека. Ты вообще читал эту книгу, как бы понимал, вникал, что там Вот, происходит? вижу уже, что есть некоторое уважение к бедному Я еврею. немного из, шекелей подкинул брату во Христе исламскому. Слава Богу, слава Аллаху, что действительно такое есть. Слава Аллаху. А что за цифры? Я вижу у себя 20 у меня стоит, у этого рыжика 10 стоит. Это что за цифры? Спасибо. Вот, видите, я уже вижу, что все в порядке здесь на этом стриме. Ребята, Михаша, благодарствую. Это Скажи мне, что, мне Рыжий, деньги дали? ты ответил, скажи мне, Рыжий, ты принял ислам, я слышал, да? Вы знаете, да, действительно, джихад необходим во всем мире, и в первую очередь относительно Израиля. Да, я согласен. Ты, слышь, малохольный, я с тобой разговаривал, ответь по существу. Ты принял ислам, Выключает да, или нет? микрофон, только что выключили, я отвечал. Ты что, ты от мусульман научился? Скоро рыжиков будем сжигать на кострах. Опять, что ли? Леон, Да, если да, ты не в курсе, это наш брат мусульманин во Христе православный. Да, я знаю, слышал, да. Еще один вольтанутый, ну. Я уже вижу, как он красиво уходит от темы. Послушайте, джихад необходим в каждом сердце, в каждой стране и в особенности в Израиле. Ахи, Абу Аркадий. Кто его должен делать? Чеченцы? Нет, каждый еврей. В первую очередь. в самом чеченцы себе. должны делать джихад, да, против евреев? Чеченцы в том числе, конечно, только они в Чечне это могут делать. А здесь евреи могли бы назад к Богу вернуться в Израиле хотя бы, или вообще повсеместно во всем мире. Вот на Гавайях тоже могут. Не, вот смотри, мы же понимаем, что русских джихадистов нету, там пару-тройка штук у вас. Потом дагестанцы, вообще это не их тема. Потом там Татарстан, ну как и Россия. Значит, чеченцы, да, должны делать джихад против ягудов. Против, я думаю, почему сразу против? Против это за Всевышнего. Подожди, Аркадий, подожди секундочку. Вот ты мусульманин, да? Ты считаешь Мухаммада пророком? Послушайте, зачем вы лишние вопросы задаете бедному мусульманину? Можешь ли это? Ты считаешь Аркадий. Мухаммада пророком? За евреев, Аркадий, я любому пасть порву. Аркадий, Я вижу. Ты у нас Мухтар стал Мухтаром. Ты считаешь этого пророка Мухаммадом, да или нет? О, слушайте, вы, во-первых, начали с оскорбления. Почему вы оскорбляете евреев Где я здесь тебя на стриме? оскорбил? Нет, ну хорошо. Я тебе задал вопрос. Друзья, микрофон только не выключайте, давайте нормально. Да, Человек я нас тебе задаю вопрос, ты дискутирует, убегаешь от темы. А что за Ты считаешь Мухтар? Мухаммадом? Это вообще это неуважительное просто. Ты считаешь Мухаммадом пророком, да или нет? Кстати, Мухтар – это мусульманское имя. Вы знаете об этом? Я такой фильм помню, ко мне Мухтар Мухтар. это собака. А чё ты от вопрос темы можно? убегаешь? Подожди, а что ты от темы убегаешь? Это вот Вы ненавидите, да. Во-первых, вы унижаете мусульман сейчас вот, на этом стриме. Я чем унижаю? Подожди, если я задаю вопрос тебе, что ты считаешь пророком Мухаммадом, Вы это унижение? унижаете, вот видите, вы Это зовете унижение? меня Мухтаром, а чем? Мухтар – это мусульманское имя уважительное. Ну так ты же мусульманин, поэтому говоришь Мухтар, правильно? Ты Мухтар. Что если вы еврей, значит вас ты хочешь называть сказать Яшкой вот этот какой-нибудь, Мосфильм? Аркадий, ты хочешь сказать Мосфильм, который там русские сделали вот это, ко мне Мухтар? Это как бы против мусульман русские сделали? Нет, ну собачка прекрасная на самом деле в фильме, однако это же ни о чем не говорит, что... В принципе, я думаю, что это недопустимо называть мусульманскими именами собачек. Я уверен, что это неправильно. Ну это же не к нам. У меня как бы, очень вот эти важный претензии. вопрос. Это нужно туда. Категорически написать важный письмо, вопрос у меня. чтобы фильм... Он принял ислам, да? Ладно, которые родились. Он принял ислам, и я ему задаю вопрос, конкретный вопрос, как он посчитал, что Мухаммад он пророк, и он не может мне на это ответить, но он принял ислам, ты понимаешь, да?
Послушай, Да, я да. не отчитываюсь перед может, его людьми, просто- которые А зачем отчитываться? Перед Иудами, перед неуважительно ко Иудами он мне не может. обращаются. Да, да, да. Скажи мне, а вот... Да подожди, не Подождите, перебивай. можно вопрос? Сейчас все поговорим. все Вопрос успеем. можно? Подожди, мы не успеем. Мне Да, просто это- интересно, как... Вот ты принял ислам, значит, ты почитал книжку, ты какой-то анализировал что-то там, сделал плюс-минус, что это лучшая Сравнивал. религия. Сравнивал Да, с кем-то. сравнивал. И я тебе задаю простой вопрос под этот соус. Вот ты говоришь, что Мухаммад он пророк, правильно? Я говорю, как ты Это считаешь? ты говоришь, откуда это ты уже 3 раза об этом сказал, что Мухаммад это А пророк. ты не можешь мне раз 10 это ответить. Ну ты принял ислам, заметь. Ты не будешь мусульманином до тех пор, пока ты не выпьешь мочу верблюжью. Понял, да? Истинным. Кстати, у меня есть акция, 3 литра выпиваешь. Не, аккуратно, Слышишь? аккуратнее. А что, я продаю, все нормально. И у меня лицензия даже есть, все нормально. Все кошерно. Аркадий, 3 литра Я выпиваешь. тебе 2 объясню, литра- Леон, давай только не на твоих условиях, а на моих. Я тебе скажу следующее. Евреи были избраны Богом, но они покинули Бога, отвернулись от Него и приняли шайтана, и стали детьми дьявола. И творят козни, чертовщину в этом мире. О, понеслась, блядь. Я тебе... Всякое зло от них идет. Леон, подожди, вот у меня сходу вопрос возник. Леон, у вас есть шайтаны? Нет у вас шайтана. А вообще вот эти только- нечистые какие-то, я не знаю, домовые. Нет у нас. Нету. Лешие, сам что- И этого нету тоже. Говорит, что Леон сам Это- шайтан. И это Значит, тоже. вас Поэтому нету в исламе даже некому- будущее, потому что вас евреи даже некому отвернулись от сбивать, Бога. вас некому сбивать даже, да, как бы с пути истины. Нету дьявола, все. Расслабься, Аркаша. Всем. Так вот именно, что джихад нужно всем вести, в особенности евреям. Не, чеченцам нужно, чеченцам. Первая цель, Аркадий, ну не надо как бы... Нам обязательно надо уходить от- джихадисты, обязательно. Да, первым надо же чеченцам. Сначала евреи покинули Бога, Чтобы потом они побольше в раю были. Аркаша, оставь не приняли Ты был христианином. Иисуса. Иисуса не Ты был приняли, христиан. а потом они не приняли Мухаммеда. Послушай, Малахоль. Ты был христианином, да? Потом стал мусульманином. Леон, по ошибке. Я хочу понять, вот ты почитал, видимо, ислам. Сравнил Когда я был христианство. христианином, о чем ты говоришь? Слушай, сразу стал мусульманином? Аркадий, не перебивай до конца, слушай. Ты же говоришь, что ты был не мусульманином. выключайте христианином. микрофоны. Ты же говоришь, что ты был христианином. Нет, меня крестили, в детстве покрестили. Правильно, ты был христианином, правильно? Смотри, Никогда я Аркадий, не был. Аркадий, Я тебя Аркадий, слушаю. смотри, он знает, что у тебя спрашивает. В какой момент ты осознал, что как бы христианство и вообще там то, что в России, где ты живешь, там практикуют или где-то там, это как бы является, ересью, то есть не правдой. А вот ислам, он правда, и ты вот как бы принял пророка Мухаммада. Хороший Да, вопрос, замечательный вопрос. Видите, видимо, действительно, да, мусульман, хоть немножко, да, что-то ислам остался, вера есть какая-то, да, правильные вопросы задаешь, брат. Христианство давно... Если что, Абу Аркадий, если что, я 72% мусульман. 72, замечательно. Это уже что-то, уже хорошо. Слушай... Не, я могу с тобой, если хочешь, даже свои проценты, как бы мы с тобой на кон поставим и проверим, у кого больше. Давно, много, сотню лет христианство находится в разложенном состоянии в Российской Федерации, в СССР. Уничтожали же, против Бога пошли, атеизм проповедовали. Вот. Причем, кто это делал? Да, это делали революцию евреи, сами понимаете. Мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. Подожди, Аркадий. Давай вот сейчас эту тему как бы не будем менять, да? Разъясни, вот как ты пришел к истине. Это очень интересно. Это как бы
Я такого. люблю вообще спрашивать у бывших кефиров, как они пришли в ислам. Это... Да, и, Ибраим, мне кажется, когда мы принимаем мусульман, делается курс, примерно курс, как уходить от темы. Это у всех мусульман, я тебе говорю, конкретно причем. Задаешь простой вопрос, сразу начинается небо, земля, космос. Продолжай, Аркаша, давай. Конечно, ребята, потому что свет ислама, он пролился на эту землю и принес нам истину. И истина в том, что евреи отошли от Бога, христианство разложилось. Опять я объясняю мою личную причину. Я личную причину свою объясняю. Только понимаешь? без этого Тут, не надо. Ну, а как это отойти от этого? Если у меня семья вот еврейская, и в христианской стране я жил всю жизнь. Как все, бисмилля, Аркадий, давайте уже поближе к делу. Как уйти от этой темы? Если я лично отвечаю тебе на этот вопрос. Нельзя. Аркадий сначала нам расскажет свою личную вот эту историю, я вопрос задам. Как он конвертировал был, короче, в ислам. Ты чуть-чуть вылетаешь на время этот самый, со своим матом. Аркадий, говорите. Покуда все практически веры единобожия находятся в разлагающемся состоянии, только евреи борются с этими шайтанами, с этими дьяволами. Только евреи готовы сплотиться, только евреи имеют достаточно мужества, чтобы продолжать джихад. Горские подойдут. Твой джихад, чтобы за Аллаха бороться, чтобы за Бога бороться, чтобы Он здесь царствовал на этой земле, по всей земле, чтобы было царствие Божие, царствие Аллаха. Потому что сила есть в исламе, великая сила Божья. Божья сила. И она победит, конечно. Она знаете. Бисмилля, Аркадий, бисмилля, не отходи от темы. Давай все-таки вернемся, как ты пришел к истине. Истина в том, что мусульмане могут и готовы бороться, способны бороться за Бога. Это уже потом, это уже когда ты стал мусульманином. Когда потом? Вот, когда нет, ты кефиром, наоборот, это нет, до. Смотри, Аркадий, ты был кефиром. Потом в какой-то момент ты что-то познал. И вот это тот момент, что это за момент? Мне кажется, как это было? По голове молотком получил или что там, или в нос получил. Как получилось, говоришь, что ты или принял? Или какой-то вахай там к тебе как бы отдельно подкинули. Да, ты не слышишь, да. Это причина и есть, это и есть причина, что мусульмане остались с Богом, по крайней мере, некоторые. Не, смотри, еще раз, Аркадий, давай попробуем еще раз. Вот ты кефир, тебя хрестили, там всякий вот этот процесс. Потом, на каком-то этапе ты, как говорится, познать дзинь, да, там, ну, ты познаешь истину. И вот этот вот момент, который является переломной вот такой вот точкой, да, что, где, как это произошло, на чем? Что на тебя повлияло? Да, он, бля, контуженный, я тебе говорю, не какие-то, блин, я вот сидел, слушал его. Заработал он. Не контуженный, заработал. Я нагрел попкорн, честно, ребята, сидел, слушал его, кушал. Раздвоение личности. Да, там... Так, Аркадий что-то ушел, он же вроде там, у него целый канал, где он истину исламскую распространяет. Там, я не знаю, готов возглавить Российскую Федерацию вместо Путина, там, шариат устанавливать. А тут что-то даже... Он из тех, которые Кораны там вез в Палестину. Я у него был на эфире, как бы листал, да, и пару раз я видел его тему. Он как бы призывает, короче, к исламской России, там вот такая тема у него. Но здесь что-то он слабинку дал. Что-то он слабинку дал. Это его Смотри, аватарка в натуре.
Мне вопрос, он был христианин, да, пописали святой водой на него, отрезали ему пуску, одели кипу на голову. И вдруг что-то случилось, блядь, он стал этим бабуином. И я спрашиваю, как ты стал бабуином? Уже 10 раз спрашиваю, что тебе привело к этому, да? Просвети меня в это. И он, бля, рассказывает космос, земля, солнце, смотри, видишь, небо, там, облака, бля, и где связь? Или тебя что, как Да, ты, да, да. Саша? Да, Тебе что, вообще контузило? не тема. Ибрагим, Бисмилля, говорите. а вот меня слышно, да? Машаллах, очень хорошо. Как Израиль. Хорошо. А вот вы говорите, что чеченец, который вот отказался от ислама, ему лучше покинуть чеченское общество и переехать куда-нибудь во Францию, допустим, и раствориться там. Нет, я поэтому я аккуратно подчеркнул, что я имел в виду. Вот этот чеченец, он спрашивал, как ему, скажем так, избавиться от того, чтобы его порицали в чем-то, и спокойно жить где-то вот вообще без каких-либо проблем. Я ему объяснил, что такого позитивного какого-то решения в этой ситуации я для тебя не вижу. Единственное, ты можешь, то есть негативное, да, с моей точки зрения, просто уйти в чужую культуру и все с концами. И там себе что угодно, чем угодно заниматься. Хорошо. А у меня вот есть такая идея. А что вот мешает чеченцам, которые отказались от ислама, что им мешает вместе собраться где-нибудь, да, уехать куда-нибудь, например, в США, и создать там поселение, где будут только чеченцы, это неверующие. И никто их там не достанет, не тронет. Они спокойно там могут жить вместе. Что им мешает? Ну, если вы можете предложить вот такую тему какую-то начать к неверующим чеченцам, да, кто там не верует, и им это предлагать. Потому что у нас чуть-чуть другая тема. Мы хотим, чтобы чеченцы не уходили в чужие культуры куда-то, да, там, переезжали куда-то. Мы хотим, чтобы наши чеченцы вернулись к своему национальному самосознанию. Но это не легкий путь, это трудно будет. За это надо будет бороться. Ну вот, тут смотрите, пока вы не можете вернуть свое самосознание, вы же можете, например, создать общины вместе, где будут чеченцы, которые не мусульмане, да, и жить спокойно вместе. У них уже есть на Марсе общество, все, хватит. Один момент, какие-то общины создавать, не создавать, это как бы мы, если достигнем, да, такого уровня, то мы сами разберемся. Вот сейчас, на данном этапе, мы, например, вот пытаем, те люди, которые считают ответственность какую-то за собой, да, там, перед народом, вот люди считают, что нужно призвать своих соотечественников именно вот к национальному самосознанию. Вот чем мы пытаемся заниматься. Сам откуда, Субитар? Откуда ты сам? Ты где обитаешь? Кто, я? Да. Ты спрашиваешь меня, кто я по религии, что ли? Бля, откуда ты? Где ты живешь? Где ты обитаешь? Я азербайджанец, я агностик. Так подожди, ты азербайджанец, приходят чеченцы, говорите, давайте создайте другую страну. Нет, да? я просто предлагаю им идею. Почему ты не говоришь? Спасибо, скажите ему, и все, там, проезжаем. Спасибо большое. Бля, что это? А давай мы тебя уберем. Тут были люди, тебя которые не дома. Да, говори. Давай мы тебя уберем из дома, да? И давай других людей посадим. У них есть дом свой, Чечня. Зачем еще что куда-то им давать? Это по-еврейски. Ну ты не понял, что я имею в виду. Пока Чечня под контролем как бы России, пока Чечня мусульманский так регион, да? Там ты резко ничего не поменяешь, ты это понимаешь? Мы рассказываем, объясняем, показываем религию. И что нам предлагать ты хочешь, там, куда-то переехать. Если вот вы, смотрите, чеченцы, которые отказались от ислама, если вы где-то по миру разбросаетесь, кто-то во Франции, кто-то в Германии, кто-то в США, сами как-то решим свои вопросы. Спасибо, Баркала. Ну подожди, да? Баркала, спасибо. Пусть выскажется, что он хочет сказать.
Нет, теперь Это мне неплохо. вопрос можно, я-то в очередь стал. Да, пускай этот задаст вопрос, он раньше был. Давай уже несколько раз. Самое интересное, хотел, да, хорошо, говори. хорошо. Ислам это Дьома, хорошо, Дьома, обман, христианство. мобильный Аркусарво. Это чисто русский язык, какой маты. Я говорю, ты тут выражался уже, тут я поаккуратнее говорю, не выражайся. Не, ну в то время, не, это моя вторая личность была, скрытая такая. Так, вопрос. Весь Смотри, ислам что это ложь, от христианство главной ложь. личности, чтобы она не стала у тебя. Подожди, Бусин, дайте говори. Так подожди. Хорошо, ислам это ложь, христианство, ну, короче, все религии ложь. Мне просто одно интересно, вы сами, типа, как получается, вы ничто не верите? Ты кому опять надо повторять, да? Кто Всем, кроме мусульман, всем. Ну, на данный момент тем, кто тут находится, не знаю. Можно к тебе тоже встретить? Я вот за себя отвечу, я 72% мусульманин. Достаточно тебе? Ответ получил тебе? Не, подожди, хорошо. Не, вы порицаете ислам, вы, не знаю, вы там накидываетесь на человека. Мы ничего не Леон, накидываем, пожалуйста, не молчи, надо я знаю, что ты накидывать. любишь перебивать. Подожди, не накидывай. Леху, вы Не стали там, и накидывай. пусть говорит, пусть говорят. Как у Малахова. Ну хорошо, если по вашим разговорам особо судить, получается, типа, произошли от взрыва, я так понял, нет? Это твое рассуждение, это твои понятия. Так, От у тебя великого еще взрыва, есть что ли? вопросы? По теме В вопросы смысле, это есть? мои понятия? Если вы порицаете, если вы отклоняете... Хет, мы не порицаем никого, мы раскрываем эту религию, как она есть, как там записано. Подожди, давай встречный. Давай встречный. Подожди, хорошо, вы Встречный порицаете, вопрос. ну, типа- Артейдайс, ты мусульманин? Ты мусульманин? Конечно, машалла. Сколько? Алхамдулилла. 5, 10, 12? Да. Сколько ты процентов? 71%. Не, хорошо, предположим, 100. Ну хорошо, 101. Окей, 101. 101, да? Давай тебя чуть-чуть сейчас проверим. Это проверка на вшивость, как говорится. Ты признаешь суру 4, 24 аят? Конечно. Если не знаешь, объясняю. Запретны вам замужние женщины, кроме тех, которых вы захватили. С ними вы можете совокупляться. Как еще раз? То есть, если тебя твой эмир послал захватить какое-то селение, как захватили селение Аутас в свое время асхабы, тебя посылает какой-то твой, Путин, я не знаю, Алаудинов, кто-то там послал тебя на джихад с войском Иисуса, алейхиссалям, и там вы взяли в плен замужних женщин. Тебе дозволено с ними делать салам алейкум по вот этому аяту. Нормальная тема же. Смотри, вот такие это вопросы приемлемо? вообще не нужно Это для задавать тебя. такие. Подожди. Это приемлемо для тебя? Подожди. Окей, теперь смотри, подожди. На этот вопросы можно отвечать. Еще один вопрос. Один. То есть я еще тему не закрыл. Это как бы цепочка одна целая. Я закрыл. Вот приходит к тебе... Я закрыл, я предлагаю. Да, приходит к тебе вражеская сторона, да, из противоположного лагеря, кефиры. Захватывают твою территорию, какой-то населенный пункт, как какие-то Будановы, и начинают тоже салам алейкум делать с твоими сестрами, с твоей женой. Как тебе это? Нормально? Я не дам такого делать. Вот ты вопрос. Смотри, вот ты говоришь, замужних женщин можно брать на заложницы, там все. Салам алейкум. Ты послушай меня. Тебя самого сделали салам алейкум,
и тебя, короче, посадили на бутылку, и ты вот сидишь на бутылке, и потом с твоими матерью, сестрой то же самое пытаются делать. Тебе это нормально будет? Нет, ты не говори вот так вот, не говори. Ненормально это вообще, ненормально. Смотри, вот ты сказал, в исламе вот так можно. А для тебя же нормально? Для тебя же, ты сейчас говорил, что для тебя Ты можешь это меня нормально? послушать, Да Нам я просто не надо закрыл посмотреть вопрос. мнение. Я у тебя спрашиваю. Я же вопрос. Я же цепочку вопросов вот эти. То есть я хочу понять, там, мусульманин, сколько ты процентов, вы там прикалываетесь? Да. Мы о процентах, да, мы говорим вам. Насколько ты мусульманин, проверяем. Да, смотри, я же отвечаю, дайте мне 2 минуты. Смотри, когда вот такие вопросы задают, надо смотреть, что говорят ученые, в каком положении можно брать таких-то, вот таких-то заложниц, наложниц. Там просто нужно смотреть от А до Я. А чтобы тебе показать все доводы, мне нужен твой телеграм. Ты посмотрел тогда от А до Я? Ты от А до Я Твое посмотрел? убеждение. Я могу перевернуть все ваши убеждения. Все ваши убеждения. Ну-ка, переверни. Нет, убеждение. честно сказать, нет, я не просмотрел. Давай, Честно переверни сказать. убеждение. Хорошо, Тафсиры хорошо. прочитал Личку ты? скинь свой Сура телеграм. 4, Сура 4, аят 24. Тафсир проверил? Подожди, тафсир ты читал по этому поводу? Ислам, Ну ты читал не тафсир читал, на вот проверен это. своей религии, я могу доказать. Я Сура могу 4, доказать, что она истинная. Сура 4, аят 24. Тафсир читал на Не это? слышно тебя. Дедушка, тебя не слышно. Ага, Сура 4, Еще раз, аят еще раз. 24. Прочисть уши, слушай внимательно. Сура 4, аят 24 с Корана. Ты тафсир на него читал? Не читал, но я уверен в этом. Я могу вам это доказать. уверен, нас не Просто интересует. телеграм скинь. В чем ты уверен, нас не интересует. Иди прочитай, потом придешь, будешь говорить. Хорошо, вот Оставь сейчас это, мы, брат, с обсуждай вами вопрос. поговорите, а через минут 5 вернусь. Хорошо. Хорошо, почитай. Хорошо, сейчас вопрос это Лёхак, слышишь меня? Ибраиму задавай. Положение тут Ибраим. вообще говорить даже не нужно. Мы тебя еще проверяем. Подожди, это тот влез. Мы тебя проверяем, насколько ты мусульманин. Ибраим. Пожалуйста, скажи свой номер карты, я тебе деньги на зубы скину, а то тебе не нормально надо. не слышно. Не надо. Тебе понадобится. Смотри, сюда, видишь, можешь закинуть по шейкели, подарки, все что угодно. Бисмилля. Алло, Слоёк, Нет, харамные, братан, заработанные деньги. Как я могу тебе их скинуть? Харамщики вы, харамщики. Прими и сам, дурак, а то умрешь. Так, ладно, это детвора, я их это самое спустил. Давайте следующего. Кто здесь еще? Так, тигр, вот этот мазандаранский лев у нас. Так, льва уже нету. Походу тут подвисший еще. Так, Алихан какой-то есть. Алихан тоже уже ушел. Так, I love Казахстан. А я не понял Вернулся. вот эту тему, вот эту. Что это за дом Аллаха, блин, вот это? Я, значит, могу прийти, постучаться, зайти в дом Аллаха, попить с ним чай, кофе, поговорить, да? Там Аллах живет. Ну, это метафорически, чтобы бездомным не был Аллах. Ему Ну как это может быть бездомным, если он везде, как бы вот... Понимаешь, они сами себе противоречат. Ну, в дом Аллаха пришел какой-то бедуин, заскочил с улицы, обоссал стену, блядь. Зумсу абьё баглеерела сразу добавим. Амин обратно, если ты будешь материться. А так можешь говорить нормально. Пророк разрешил, сказал, не трогайте его, просто водой полейте. Пророк сказал, полейте водой, и все нормально. Выстрелит один момент. Дайте.
Так, Zumso, tam... شيء دودا يو شلون شيء ايش كيري شلون هذول شوف ديمقراط Ahmad Haj والله ما يا اخي شيء ديت يعني Кино, да, дело. Путин, да, дело. شيء Так, Эмин обратно Валя, было валя, сказано, сейчас и лопнет. дебил, короче, там мазохизмом занимается. Вот артист, а? Так, граф пришел к нам в гости. Так, граф, вы... Салам, шалом, мир вам. Чтоб в наших домах всегда звучала веселая музыка и лился детский смех. Чтоб над нашими головами всегда было чистое небо. Чтоб было здоровье, взаимопонимание, уважение, мир на земле. И хочу одну песню сделать, братья. У меня инструмент под рукой. Сейчас только вот так. Сегодня день такой радостный, друзья. Еще одна, друзья, родилась семья. И в этот светлый день два цветка слились. Два сердца верности вечной поклялись. И в этот светлый день два цветка слились. И мы за это пьем свой бокал до дна. И из года в год пусть любовь цветет. Счастье нам несет. Ой, аман, аман, веселей, друзья. Мы этот день запомним навсегда. Ой, аман, аман, веселей, друзья. Мы этот день запомним навсегда. Этот день нам выдался на славу. Этот день бывает в жизни раз. И от всей души, от всего сердца, молодые, поздравляем вас. И от всей души, от всего сердца поздравляем мы родителей. Цап, 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 царап, все мы будем танцевать. Цап, 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 царап, все мы будем кайфовать. Цап, 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 царап, все мы будем танцевать. Цап, 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 царап, все мы будем кайфовать. Стол накрыт, ждем гостей. Заходите, друзья и родные. В этот праздничный вечер мы ждем с нетерпением вас. И жених, и невеста счастливые и молодые не отводят друг с друга счастливых и радостных глаз. Так наполним в бокалы жемчужиной Дагестана. Так наполним в бокалы жемчужиной Иерусалима. За отцов, матерей выпьем стоя бокалы свои. Пожелаем мы им, чтоб была их любовь без обмана. Малышей, близнецов через год пожелаем мы им. Да, 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 тамада, ты скажи что-нибудь от души, и все вместе поднимем бокалы за отцов, матерей, за родных и друзей, и, конечно, за наших детей. У папы с мамой слезы радости блестят, от них сегодня эти дети улетят. Сегодня дети стали мужем и женой. Все неожиданно, как будто гром весной. Не плачьте, папы, не плачьте, мамы, и вы ведь тоже покидали дом родной. И чтоб случилось вот эта свадьба, вы тоже так же стали мужем и женой. Тамада, ты скажи что-нибудь от души, и все вместе поднимем бокалы за отцов, матерей, за родных и друзей, и, конечно,
за наших детей. Благодарю за внимание. Отлично, отлично. Альхамдулилля. Сау, Башир. Ваше здоровье, ваше здоровье. Еще одну песню. Мефата. Я Дагестан, Израиль. Давай, ваше здоровье. Если посчитаете нужным, я еще одну песню спою. Давайте, ваше здоровье. Давайте еще одну. Неплохо С будет. перерывом, может быть, с перерывом. Все, ваше здоровье. Давай, братан. Сау, Башир. Бакала. Так, Разве- где наш джамшут? Где надо немного тоже как бы. Абдулашки, поднимайтесь, Абдулашки. Кракена надо выпустить. Тоже неплохо. Сегодня у нас музыкальный такой эфир. Единственное, Дон Арчо, гармонист наш, после того, как сковородкой получил, после этого никак не может нормально азан спеть. Все. Молодец, Вольф. Молодец. Так, у нас, ребята, эфир рассасывается. Давайте с этими во время пауз, чтобы музыка у нас была. Спасибо большое. Очень красиво было. Паркал. Вольф, Да, спасибо. да, а то у нас как бы сейчас Вольф, молодец, Вольф. эфир упадет. Отлично бы. У меня вопрос антитеррора. Он здесь?
Арман. Метафорически здесь. Да, да, да. Бог огня, Бог неба, Бог звезд. Я метафорически здесь, да. Ты здесь, скажи мне, вот понятие Накс, наша любимая тема. То есть, как ты думаешь, как твое мнение, давай скажем так, Священное Писание можно заменить, улучшить, а еще и стереть? Как ты смотришь на такие вещи? Священное Писание можно что? Стереть? Можно заменить, улучшить и даже стереть. Ну, не знаю. Ну вот как можно заменить то, когда тебе говорит Аллах, что он знает, что он будет наперед, да? Что он знает, что и его слово закон нельзя менять. И тут мы наблюдаем такие вещи, что моя любимая сура, 2 сура, 106 аят, я буду ее тыкать всем этим бабуинам, пока они поймут, что там написано, можно улучшить и заменить, да? Я буду им тыкать это. То есть получается, что это он ошибся. Получается недостоверно. Это Да, передумал противоречит его чуть-чуть. слову. Ну что, бывает, тоже цепляешься к словам, если честно. Почему? Как это честно? Он сказал, что несколько раз повторил это. Ну, бывает, что подумаешь, ну. Попутал чуть-чуть. 6 сура, 115 аят, если ты помнишь. Он говорит, мое слово закон, нельзя ее менять. Кто поменяет мое слово, тому кирдык. Ну, его слово хотел дал, хотел забрал. В чем проблема? Да, но он потом говорит, что он знает, что он будет... Правильно, хорошо. Но тут они написали, что они... в Коране написано, что его слово закон, и он знает, что он будет наперед, поэтому, как он сказал, так и будет. Его слово не меняется. Вот тут как мы будем с этим жить? Да блин. Голову сломал ты мне. Ладно. Я обращаюсь к мусульманам. Получается, ваш Коран, ребята, сам показывает, что эта книга недостоверна, опроверг вашу всю теорию ислама, да? И получается, что ислам написан человеком. То есть это фейк. Тут не надо воевать, с кем-то разговаривать. Сама Ты ваша слишком, книга показывает. Леон, ты слишком еврейские вопросы задаешь. Потому Это что... не еврейский вопрос. Если ты не в курсе, то все неугодные вопросы именно так и называют. Как нам, например, ну смотри, если мы Бог пойдем к христианам- всемогущий ли Бог, и потом тогда почему твой Бог, а может ли тогда твой Бог создать такого же, как он сам? И типа вот этот вопрос в мусульманском вот этом мире, да, говорят, что это как бы еврейский вопрос. Хорошо, мы придем к христианам. То есть и все, зададим что такой же вопрос. неудобно, Он тебе тоже так скажет. все, что неудобно отвечать, да, это считается вот из, короче, еврейский. Хорошо, мы можем позвать христианина, и если я задам такой же вопрос, он также скажет, как и я. Потому что он прекрасно понимает, что Священное Писание нельзя менять. Как мы будем с этим делать? Ну, пророк же там, когда на 7-е небо летал, Аллах сказал ему 50 намазов, сказал вначале, твои там последователи должны делать. Потом он спускается вниз на 2-е небо, там сидит Иса, пророк. Моисей, Он ему Муса. говорит, что тебе? Ну да. А Муса там сидел, и Иса там был. Муса пророк. Муса был? Муса? Да, с 7 на 6, небе. в одной из версий с этого, с крайнего лотоса на 7, в другой версии с 7 на 6, и там Муса у него спрашивает, ты Останавливает, что тебе сказали? Пророк, что там, 50 намазов делать надо твоим последователям в день. Он говорит, нет, ты смотри, твои последователи не потянут это дело, говорит, подымись, скажи, чтобы уменьшили. Он опять поднимается, тот ему говорит, 25 там, уменьшил наполовину.
Он Не, по спускается 10 там опять его. идет. 50, 40, По 10? 30, короче. Да, да. Он несколько раз, он, короче говоря, поднимается, уменьшает до 5, когда ему уменьшили, тот сказал, говорит, хорошо, вот это нормально, твои вот последователи выдержат. Представь, Аллах не знает, Не, стоп, Аллах стоп, не стоп, знает, стоп, 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 Аллах стоп, не стоп, стоп. знает даже, что там, Стоп. сколько Он не так потянут его сказал. Потом последователи. докончишь. Он не так сказал. Он сказал, иди еще снизь. Пророк Мухаммад сказал, что больше, короче, как бы торговаться мне уже стыдно. И Ну, короче говоря, он сказал, как 5 ему сказали, говорит, дальше я не поеду туда, не поднимусь больше. Да, но это другая Представьте, тема. Аллах не знает даже, он даже, приходится ему нужно, короче говоря, чтобы кто там, Муса там ему подправлял его, сколько он потянет, не потянет, он лучше знает даже, представь себе. Короче, торговаться это как бы, скажем, ваша тема, Леон. Поэтому... Хорошо, давай по-другому пойдем. Почему стерли из Корана Писание? Как такое могло? Невменяемый был. Потому что так по Аллах кайфу. был невменяемый. Стерли. Взяли, стерли с Писания. Почему? Как можно священное, если эта книга священная, взять, стереть? Тогда получается это, Джабраил, который все это приносил, или он поддатель был? Там несколько вариантов. Мусульманин сейчас придет вот сюда, да, и нам расскажет. Скажет, что это неправда, опровергнуть. Ну как нет, неправда? Джабраил там, или он неправильно передавал, или он неправильно передавал, неправильно понял Всевышнего, или там пророк неправильно осознал это, да, получается. Кто-то из них виноват, или Аллах невменяемый был. Да не, там все намного проще. Там у кое-кого камни закончились, и бумага нужна была. А еще, что такое понятие «мы»? Почему он, когда говорит под словом «мы»? У него что там, трехличность такая? Там, Я Николай II. Я Николай II там, или как там вот это вот. Мы Николай II. Да, мы Николай II. Ну, их взято. Короче, не будет истинного мусульманина, который поднимет... Короче, нам объясняют, что это «мы», оно, скажем так, уважительно по отношению к самому себе, типа в арабском языке есть такая движуха. Хотя я подозреваю, что это подогнали, да? Изначально там написали «мы», типа я, там, ангелы, всякие эти, альбураки там и так далее. А потом уже... Это мы попытались из него сделать уважительную форму там к самому себе. Получился нарцисс, да? Так, вот мазохист опять просится к нам из Сурсада. Их там в Сурсад сажают, чтобы гадости говорили. Дайте, а то его сейчас еще там на 2 бутылки посадят, пусть хоть чуть-чуть матюкнется. Давай, матюкнись. Все, чуть-чуть, как бы, ну, видите, мы все-таки, скажем так, толерантны, да, там, понятно, что его там на бутылку сажают где-то, и это реально, я сейчас говорю, да, не исключено, что его там за что-то, он за какую-то тему, где он штрафанулся, сейчас вот сюда опять и опять он же не будет заскакивать. Именно, чтобы там матюкнуться. Что он говорит? Что он так материться и все. Чисто материться. А, он читает это, Коран читает? Ну да, по сунне. Так, Эдам к нам зашел. Эдам. Мархо, говори. Да, Адам.
Я тут слышал, песни кто-то пел. Хотел ему поставить песню тоже. Давай потом. Это у нас сейчас здесь кружок этого хора. Ну, вот эту вот песню, ее можно было бы переделать. Кстати, когда сейчас мало людей, Ибраим, Промат, я вам скинул историю, вы почитали? Я просто жду, правильно, неправильно. Если неправильно, я там дальше начну. Просто я хочу потом как бы сделать красивую книгу из этого. Антитеррор ты читал? В смысле? А ты о чем? Я вам скинул про историю. Ты знаешь, вот у меня все еще руки до этого не дошли. Надо это самое. Я нашел две вещи, что там уже ошибки. Это вся программа, две программы, она сутки проверяла. То есть она там много чего отбросила. Последний этот, если есть у тебя конечный вариант, тоже тогда скинь. Ну, она мне там... Нет, последний еще нет. Просто я нашел две ошибки тоже. Так, где эти Аркадии, там всякие Сани, Александр, Сидоры? Поднимайтесь, давайте нам ислам проповедуйте. Абу Сидор есть здесь какой-нибудь? Видели Путлера? Выступал вчера, видели? К нему прилетели из Ирана. Что-то он какой-то вообще уже желтенький, бля, храпит. Или что говорит. Походу он все, блядь, скоро ему уже пиздали. Отправляется он. Плюс 32. Походу кривая за ним скоро придет. Что-то он какой-то желтенький. Или что разговаривает. Короче, в Русне каждый новый Пукин хуже предшественника. Так что пока вот эта вся система, что-то с ней не произойдет, это Я говорю другую вещь. Что он красавчик. Почему? Потому что как ломает он страну свою, да, никто так не поломал. Вот. Как он ее уничтожает полностью. Потом после всего этого сейчас китайцы проснутся в Сибири, вот это будет весело. Мне просто не будет интересно, как они будут разруливать эту ситуацию с Китаем. Те в Сибирь не уйдут. И там останутся. Так, тут у нас Алик зашел. Алик, отводи ребят. Маршрут. Говорите, Алик. Я вопрос к евреям говорю. Не стыдно вам вот воровать зерно в Украине? Что делать? Кому сейчас легко? Вы воруете зерно в Украине. Украины. А что? Кому сейчас такое? Все оборовали полностью. Да. Ничего не осталось. Это Аллах нам прислал. А ты докажи. Ты докажи, что не Аллах. Блядь, это факт. Докажи, что не Аллах. А ты докажи, что это не Аллах. 4 магнитофона. 4, что там было еще? Куртки замшевые. 5 курток, да. Куртка замшевая. Евреи 3. такие же самые, как и россияне. Типа фашисты, убийцы, воры. Видишь, как хорошо. Так, а ты что насчет Путина, что ты скажешь, Алик? Как Он вот за тебе? Путина.
Такой ты, же фашист, как и Натаньягу. ну, ты как к нему относишься? Вот он имперец, он царь, кто он? Он Болгарский перец или что там? А? Что он делает? Он Россию с колен поднимает или уже вот который год или что Блядь, там? убивает людей. Он убивает в Каких? Украине людей, а Натаньягу убивает в Иране людей. Ну. Подожди, оставь пока Натаня, давай на Путлере сконцентрируемся. Не оставь, ну. Как это Да, оставь? сейчас сначала Путину кости промоем, потом перекинемся на Нетаньяху. Не, это одно и то Как же. ты- Это два ублюдка, понял, Как блядь? ты Они считаешь, идут параллельно. откуда вообще, откуда появился Путин? Послушай, Вот откуда он? ублюдок тот, кто тебя родил, блин. Слышишь ты, блин? Ты свою пасть закрой, блядь, ты. И все евреи это ублюдки, это фашисты, нацисты, блядь. Так, шел нахрен отсюда. Шел вон. Он же больной этот, блядь. Свой Вот этот смотри, русский мир. смотри, что происходит. Израиль дал оповещение ракет Украине. И я как-то спросил, когда вот, ну, есть такое сейчас храпом, да, за 2 месяца почему-то украинцев подгорает конкретно, когда мы гасим Иран. Ну, там. Я спрашиваю, а вы хоть слышали об этом, что, как эта система работает? То есть, вы как представляете, как она работает? Типа антенны и все? Нет, это еще антенны, это еще и спутник стоит над их территорией. Наш израильский спутник стоит на их территории и контролирует всю территорию. То есть во время войны. Подожди, Да? это вообще не это самое. Вот смотри, вот это вот Зумсо. Поднимайся, как ты к Путлеру относишься, Зумсо? Вот смотри, сюда сейчас заходил русский парень, и он даже осмелился Путлера. Он осмелился Путлера зачморить. Ты чмо, ты готова просто по Путлере как-то отозваться? Алло, 29. Так, ладно, иди еще одну бутылку там. Сейчас тебе воткнут. Откуда он? Откуда вот этот малохольный? Это прям оттуда, из ЧГТРК, из Сурсада. Их там отлавливают. И потом заставляют сюда в интернете, чтобы сидели и вот так матершинством занимались. Кстати, вот пацана, которого на бутылку посадили, они как раз таки именно вот такой вот методикой склонили к тому, чтобы он в ответ вот эти всякие матершинства им писал, говорил. А потом якобы за это взяли его на бутылку и без вести потеряли. Скажи мне, малохольный, ты можешь подняться нормально, говорить нормально, без матов, а? Да бесполезно, он на бутылке. И они там реально некоторые на бутылке посажены. Либо чтобы не посадили. Проштрафившиеся, да. Да, либо там чтобы его не позвонили, посадили на бутылку, ему приходится вот так вот, короче, эти гадости писать петушиться. здесь. Да, петушиться. Где ты выпивал или под чем-то был, поймали там. Видишь, опять Заставляют работать. просится. То есть он мазохист. Тут 100 раз разъяснили им, что все матершинства, весь вот этот сапожниковский язык, он отправляется вам как бы обратно, обратно. Все равно вот поднимаются и пытаются здесь. Алло, это здесь не курятник, вы дверью ошиблись. Вон туда, в свой катух, в ЧГТРК, там, короче, петушитесь. А у меня еще один вопрос к мусульманам, любимый вопрос. Вот они из-за этого мухомора готовы убить, правильно? То есть определить они не могут, что он был пророком. А как они определили, что он пророк? Не, ну, им сказали. Варака просто. сказал.
Врака сказал. А если, а может быть, я пророк их или антитеррор? Ну, Варака нужен, чтобы он подтвердил. Ты сам не можешь. Вот только Барака подтвердил, и все поверили. Ну Так да, получается, Варака такие там... наивные, как детский понос, что ли, я не понял. И еще ты Луну можешь расколоть? Это все, это не работает. Это все. Сейчас прилетели астронавты, летели к Луну, и все. Подтвердили, что ничего там не треснуло. Так, я случайно не вырубил кого-то. Приветствуем лицо не знаю, что там дальше. Так, лицо ваххабизма. Приветствуем лицо ваххабизма. Все христиане здесь? Так, на первый, второй рассчитайся. Походу здесь Сколько здесь? христиан вообще нет. Мусульмане здесь или кто там? А вам какие эти кришнаиты подходят? Кто? Кришнаиты. Зачем мне Кришна? Ну, не Буддист, ты знаю. хочешь буддистов? Буддист? Тоже хорошая религия. Кришнаиты. Никого не трогают, песни поют, ходят. Хорошую религию придумали индусы. Леон, я так понимаю, ты иудей. Как пить дать? Леон. Он еврей или просто иудей? Нет, вообще-то евреи, они все иудеи. Это национальная Не, привязка не все. религиозная. Ну, скажем так, все иудеи евреи, а Вот, все евреи правильно. не Они все иудеи. иудеи. Да, да. А вас что интересует иудаизм, лицо ваххабизма? И то, и другое. Иудаизм и христианство. У меня просто вопрос есть. Такой интересный, маленький. А вот кто вы сами, у вас можно поинтересоваться? Вы это самое... Мусульмане. Мусульманин? Да. Альхамдулилля. Кто молчишь? Чистый мусульманин, ну я смотрю. Так, вот мой брат пришел. Ну, я вроде не грязный. А вы откуда, если не секрет? Северный Кавказ. Так, Северный Кавказ. Так. Где это вообще? У тебя там на авиа есть флаг? Это мои соседи. Мгм. Ну, значит, ты либо с Дагестана, Ага. либо с Ингушетии, либо с Дагестан. Осетии. Окей. Леон, слышишь? Да, да. Мне интересно, откуда это берется? Иудеи и евреи, это одно, блядь, или не одно? Вот как вы думаете, вот как ты к этому пришел, вот это, вот, твоя логика? Так, еврей это национальность, иудаизм это религия. Смотри на него. Нет, разве? Я уже устал сами это вам объяснять, честно. Ну ладно, если ошибся, извините. Ну так ты по вероисповеданию кто? Спрашиваешь? Угу. Конечно, еврей. Еврей. Тору принимаешь, правильно? Конечно. Это слово Бога даже? Божественный. Ближе к телу, что ты ближе к телу, давай, вот ты говори. Вот ты доказать, мусульманин? что это... Подожди, Сможешь? подожди, ты мусульманин?
Альхамдулилля. Тора это вроде слово Аллаха же, как бы. Нет. Да, вот, Или нет? Подождите. Скажи мне, вот ты мусульманин, правильно? Альхамдулилля. Ну, правильно, красавчик. Ты веришь в Мухаммада? Альхамдулилля. Все, откуда ты знаешь, что он пророк? По каким признакам? Давай по очереди. Сначала хотел Что по очереди? Не, что по очереди? Я тебя спрашиваю про мусульман. Видишь, ты даже не знаешь первую ступень. Ты хочешь про еврея спрашивать? Давай по очереди. Не, здесь нет такой очереди. Я спрашивал, всегда спрашиваю. Как вот ты говоришь Хамдуляля, Шмамдуляля, ты говоришь Мухаммад есть твой пророк. Братан. Как ты определил, что он твой пророк? Ну, объясни просто простую вещь. Я вопрос задавал, не получил ответа. Ты задаешь вопрос. Я буду как вы, я буду как вы, один к одному, уходить от ответа. Пока вы мне не ответите, как вы поняли, что Мухаммад... Я жду, пока вы ответите. Так Мухаммад, он не пророк, да, Мухаммад? Чё? Что доказать я? Докажи то, что Тора это речь Бога. Ну, или Божественное Писание. Так вы же все сторы вы пророков наших веришь в приписали ислам? даже. Ислам? Что такое ислам? Ислам это религия. Вот смотри. В Коран ты веришь? И смотри, иудаизм это не религия. Религии придумали вы, мусульмане и христиане, потому что мы знаем, что мы единобожники, так? Это образ нашего народа, жизнь, да? 613 заповедей, мы следим за этим, как бы, и живем. Я тебе ответил вполне на все 1000 вопросов. Теперь, если ты говоришь... Да. Теперь, если ты говоришь... Ты Коран принимаешь? Подожди. Нет. Тогда почему ты берешь оттуда аят и говоришь, что Тора это речь Бога? Так... Я говорю? Где ты слышал, что я говорю это? Ты говоришь, что мы говорим, что Тора это речь Бога. Ты принял наших пророков? Кого? Пророков наших принимаешь, наших пророков? Твоих? Да. Знаете, кто они? Короче, такой мусульманин, как я, балерина, бля. Слышишь? Хамдуля, Ляшка, скажи мне, вот ты... я тебе ответил уже, все. Ты говоришь, что у тебя Мухаммад твой пророк. Окей? Как ты узнал, что он твой пророк? Как вы определили, что он твой пророк? А как ты понял? Давай скажем по-другому. Как вы, мусульмане, определили? Как вы, мусульмане, определили? Как ты определил, что твоя религия... Ты Тима, на тему не прыгай, подожди, по очереди. Что, пророчество? Да. Хотя бы сам... Какое пророчество сделал? Подожди, какое пророчество сделал? Давай я скажу, что такое пророчество. Пророчество – это то, что это предсказание будущего. Давай я тебе самую такую легкую пример приведу. Секунду, подожди. Что такое пророк? Давай начнем с этого. Что такое пророк? Если пророк, а не посланник. Пророк – это человек, которому был ниспослан какое-то там писание, но его не отправили к определенному народу. То есть он был как избранник, а посланник – это человек, которому уже был ниспослана книга, либо свитка, либо что угодно. Короче, писание. Я тебя спросил, бля, что такое пророк? Ты мне начинаешь... Что такое пророк? Леон, откуда появилась твоя религия? Подожди. Ты ответишь. Подожди, Легион, подожди, тихо, подожди. Я спрашиваю, что такое пророк? Я тебе ответил, пророк – это человек, которого избрал Бог и не отправили к определенному народу. Не отправили что? Будущее. Пророк – это посланник. Нет, подожди. пророк – это не посланник. Наби и Русул – это две разные вещи. Подожди, Легион, ты говоришь, что он посланник, а он говорит, что нет. Кто из вас прав? Аннабию. Тора права, твоя религия, так? Подожди. Ты говоришь, что он посланник, а ты говоришь, что он пророк. Так кто из вас прав? Тора права. Вот кто прав. Легион. Ты кто? А кто такой пророк? Лицо, подожди, оставь его. Кто такой пророк? Объясни мне. Слушай, кому ты объясняешь? Леону, который свою религию придумали, какие-то бедуины там придумали и эту тянут.
И все. Бедуины придумали нашу религию. Люди придумали, люди смертные. Давай здесь, можно микрофон, Ибраим, ты мне убрал микрофон, ты перебивает. Ты говоришь, что твой Мухаммад, он пророк, правильно? Ты говоришь, что вот послание, ему что-то послали, но... Я ничего не говорю. Так я понимаю. Не перебивай. Ибраим, дай мне это модерн. Можно я с ним пообщаюсь? Лицо. Не, подожди, лицо. Не прыгай. Лицо. Я хочу понять тебя, твою эту логику. Кто такой пророк? Пророк – это человек, который избрал Бог, но его не отправили к определенному народу. Что значит, подожди секунду, Бог его выбрал, но он не отправил его определенному народу, это как это понять? Посланник, кто такой? Само Я, слово блядь, послание. Ну, как ты это понимаешь? Бог, Творец, выбрал его, окей, здесь я с тобой согласен, но он его послал неопределенному народу. Это как понять? Не послали никуда. Не послали. Леон, ты в кого веришь? Да подожди ты, бля, что ты, подожди, блин, да выключим хотя бы это. Дай мне хоть с этим разобраться. Нет, ну давай со мной разберись сперва. Да. Ибраим, можешь ему это? Я быстро. Пару вопросов. Подожди, у тебя модерки нету, что ли? Нет, у меня сняли модерку, я не знаю, или пропала она. Леон, ну так ты скажешь, в кого ты веришь? Лицо, подожди. Да подожди, мне хочу понять здесь это. Потом я с тобой разберусь. То есть ты говоришь, что его выбрали, что он разговаривает с Творцом. Давай так, да? Но его не послали определенному народу. Как ты это понял? Как ты к этому пришел? Где это написано? В смысле, где написано? Да. К примеру, какой из... Давай о Мухаммаде говорить. Давай говорить о Мухаммаде. Не ходить давай в воду, это не будем это. Как вы поняли, что Мухаммад он пророк? Вот я пришел сегодня и сказал, пацаны, я ваш пророк. Ага, как ты понимаешь, что я твой пророк? Я также сказал про иудизм. Подожди, Легион, подожди, тихо. Ну, просто так воздуха нет тоже не надо. Просто, если ты говоришь какие-то слова, у тебя должны быть доказательства, которые подкрепляют эти слова. Окей. Как он подкрепил свои слова? Мухаммад. К примеру, я тебе приведу современный пример, хорошо? Не надо, говори, не надо мне современно. Без воды, Нет, давай. Вот я пришел, подожди, я говорю, Абдулашки, давай по хадисам, давай. Вот, я постепенно приду к этому хадису, хорошо? Арабы наши были такие богатые? Подожди, ты у вас это, я тебе задал самый простой вопрос. Я вот пришел к вам, сказал, пацаны, я ваш пророк. Так. Все, принимайте меня. Нет, почему? Почему нет? Почему? У тебя есть доказательства, которые могли бы это доказать? К примеру... Какие доказательства он сделал? Не, Леон, когда иудеи, вот у них своя религия была, откуда доказательство было? Или вы сами ее придумали? Можно, пожалуйста? Леон, можно 2 секундочки? Извини, что я перебиваю. Я тут только 2 секунды, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в Коране что написано? Что вы должны принимать Тору и вы должны принимать Инжиль. Скажите, пожалуйста, у вас вопросы по этому поводу есть? Иудизм тоже так же написано. Я не хочу туда идти. Я вас спрашиваю. Секундочку, Леон, я вас спрашиваю. Я не верю в религию. Тора и Инжиль вы должны принимать? Я не верю в религию. Я спрашиваю тебя, Коран. Знаешь, почему ты не я веришь? не верю? Хорошо, подожди. Нет, знаешь, почему я не верю? Подожди, меня не волнует. Потому что Меня не с такими волнует простыми людьми, как ты, не перебивай. Слушай, я еще раз спрашиваю вопрос. Будете уходить от ответа, у вас будут проблемы. Еще раз спрашиваю. Проблемы? В Коране написано. Зачем в Коране написано. Рот закрой. Ты мне говоришь? Я еще раз. Подожди секундочку. Я вас еще раз спрашиваю. А кто его сбросил? Я вас еще раз спрашиваю. В Коране что написано? Я не хочу там быть. Ты слышишь Вы меня? идете против Корана? Подожди, ты не слышишь меня? Я все слышу. Вы идете против Корана? Да я с тобой разговариваю, не он говорит. Я слышу. Леон с тобой. Ты что, серьезно? Ты нормальная? Я тебя слышу.
Зачем ты меня перебиваешь? Я меняю другую Я тему. тебе не знаю. закрывала рот. Я тебя не Послушай меня, закрывала. послушай Леон, меня, послушай Леон, меня. Я Леон, не хочу об этой теме Леон, говорить. остановись и разговаривай красиво. Красиво Так ты меня разговаривай рот первым закрываешь. делом. Слышишь? Зачем ты меняешь Слышишь? тему? Разговаривай красиво. Зачем И ты еще зашла? раз говорю, Зачем ты разговаривай меняешь красиво. тему? Это можно красиво сказать. Это можно красиво сказать. Так Еще ты раз тебе заходишь, меня сказала. рот закрываешь. Это можно красиво Молодцы. сказать. Ты себя не слышишь. Я тебе не закрываю рот, можешь продолжать. Я спросила, они Не не надо- могут ответить, продолжай. Мне не надо эта тема, что ты куда несешь, блядь. Что-то вы все умничаете здесь, блядь. Лицо. Я с тобой Еще раз разговариваю. скажешь, блядь, Да. еще раз. Таким образом будешь разговаривать. Все, иди. Леон, иди. еще раз, таким образом будешь Иди, разговаривать. Расслабься, все. Просто, знаешь, вот просто... Леон, аккуратнее. Это Силипо Киркас. Это Силипо Киркас. Иван, это Силипо Бушот. Так, на раз, два, три. Лицо. Я с тобой разговаривал насчет... постоянно должна кто-то зайти и, бля, поумничать. Я не понимаю. Леон, из обезьяну это? Так, Леона, походу, скинули, да? Так, вот у нас Ахмат. Ахмат сила или не сила? Ахмат, сила. Аллах. Так, вы придерживаетесь пути Ахмата, Хаджи? Не в тему, он что он дышал его. Ну, у тебя Ахмат 95. 95 что означает? Свободе это рели quality, но. Что означает 95? Свободе не в тему, он что он дышал. Не в тему, он дышал. Так, вопрос. 95 это регион. Подожди. Дайте мне, хочу сейчас... Какой, чей регион? До конца. Да. Ладно, Леон, да, дискутируй. Лицо, вот ты говоришь, что ты хамдулля пророк у тебя есть, да? Окей? Чего? И ты не можешь доказать, что он пророк. Как ты определишь, что он Так вы пророк? даже доказать Я не прихожу к можете. тебе, прихожу к тебе, да, например, и говорю, что я твой пророк. Так. Да, как? Ну, я твой пророк, все. Не, вы даже доказать Ты говоришь, не ну, можете. нужны доказательства. Какие Хорошо, доказательства? Леон, ты прав. Какие? А твоя религия какая? Секунду, подожди. Давайте по очереди, тебя всех, подожди. по-братски, блин. я хочу Наконец-то один. я Леон. понял уже это. Подожди секунду. Так, этот Ты говоришь, Ахматовец вылетел, говорите дальше. Скажи мне, Да я ты вам сказал, что нужны будут доказательства. Какие доказательства дал Мухаммед? Я тебе сказал, я по хадису тебе скажу, хорошо? Ибрагим, Ну, давай, говори. мой Давай. микрофон не Сказано, что выключай. да, легион Давай. говорит, и сказано то, что бедуины, то есть пастухи, построят высокие здания и будут там жить. Я тебе смысл просто хадиса говорю. А теперь давай поразмыслим, кто такие пастухи и каким образом они стали таким богатым. Не, лицо, Ты? не лицо. Можно я отвечу? Вот подожди, он мы сказал, закончим, потом будешь. придет и скажет, Да я что закончу. он пророк. Так? Вот я говорю, ладно. Закончу. И себя слышишь? Вот пришли пастухи. Нет, я тебе сказал, пастухи, бедуины, Ну. они в то время были бедными, то есть арабы. Ну. И пророк говорит, что они разбогатеют и будут строить высокие здания, они будут соревноваться в постройке высоких зданий, ну, небоскребов. А теперь смотри на Саудовскую Аравию и на ОАЭ, на Объединенные Арабские Эмираты. Как вы определяете пророк, что он пророк? Я сейчас, тебе вот говорю, смотри, это я пророчество. прихожу, смотри, я сейчас приду, я говорю, я вам пророк, приходит антитеррор, пророчит вам кучу вещей, и мы ждем этого пророчества, например, или Ибраима я позову. Подожди, как ты определил, что он пророк? Ты понимаешь, что я вообще говорю? У тебя какая религия? Сперва скажи. Ладно, давай ты немножко отдохнешь, я уже так уже здесь эти... Вот, смотри, Ты понимаешь, 2-1-1. Я понимаю, что ты не можешь определить, Ты вообще объяснить, что ничего не такое понял, пророк. слушай, я сказал. И ты не можешь объяснить мне, что такое пророк. Вот что я понимаю. Господи, помилуй. Ты говоришь, есть пастухи,
Они определили, что в будущем будут у нас дома большие. Все, он пророк. Я так не сказал. Чё Ну ты а врёшь? как? Я тебе сказал, А как? пророчество. Добрый день. Хорошо. Смотри, мы понимаем. Леон, Смотри, могу я ответить? Мы понимаем. Подожди секундочку, подожди. Мы понимаем, что такое пророк. Он имеет связь с Творцом, окей? Он что-то пророчит, правильно? И к нему приходит послание, правильно? Вот так, например. Пример, да? Хорошо, Давайте могу я по порядку. ответить вместо него? Подожди, давайте по очереди. Подожди секундочку. Все ответят, ребята, не спешите. Мы со всеми поговорим. Не надо это... Так. Ты говоришь, что его послал Аллах, Творец, да? Где это мы наблюдаем, что он с Творцом разговаривает? Где мы это видим? В Коране, в хадисах. В Коране где мы это видим? Где увидели то, что он с ним разговаривал на этой земле? Откровение. Смотри, откровение это... Откровение то, что это когда Всевышний Аллах не спасает ему. То есть это речь Аллаха, а не диалог между ними. Аллах отвечал на его мольбу, брат. Это можно считать как диалог, потому что он молил Аллаха. Это другое, понимаешь? Они имеют в виду, что они напрямую говорят, то есть диалог, как два человека разговаривают друг с другом. То, что кто-то там делает мольбу, и Бог ему отвечает, это... Я тебе объяснил вкратце, что такое пророк. Ты куда-то бегаешь, блядь, ты видишь? Ты даже не можешь объяснить, что такое пророк. Я тебе вкратце объяснил. Пророк Вы забыли... это послание. Стоп. Пророк, Вы забыли... пророк это объяснил. Секунду. Леон, ты забыл один Пророк. главный фактор – чудеса. Ну, я говорил об этом. Я сказал это. Я сказал это. Про пророчество. Я сказал, пророк это посланник Творца. Он что-то пророчит, да? Окей? Пророк Ему это приходит не посланник. послание. Это не посланник. Не посланник? Пророк это А не кто посланник. это? А что Пророк это? Я тебе 50 раз объяснил. Пророк это человек, которого избрал Бог, но его не послал к народу. Не послал. А для чего тогда, для чего он тогда выбрал его, если он не послал его народу? Ты можешь мне объяснить? Всевышний творит все, что хочет. На это я не знаю. Бля, такой, и ты понимаешь, что ты сейчас сам не можешь объяснить не элементарные Я не вещи. знаю ответа на этот вопрос. А это элементарная вещь, это база. Ну, это база. Это база. А знаешь, почему у вас не написано? Потому что вы все скопировали. С чего? Вот смотри, у нас написано так, я тебе объясняю, смотри. У нас написано, не прибавь и не убавь, к вам придут лжецы-пророки, и дал нам признаки, как их определить. То есть, когда нам приходили лжецы-пророки, мы знали, как их определить. У нас это написано четко и ясно. У вас это, подожди секунду, у вас это ни хрена не написано. То есть, я тебя спрашиваю, давай по-другому скажем. Что пророк пророчил? Твой Мухаммад, что он пророчил? Я тебе легкий пример привел. Ну. Арабские Эмираты, изучи ее историю. Давай я тебе скажу, что он пророчил. Давай я скажу. Давай. Во-первых, у нас, ты говоришь, ничего нету. У нас есть, во-первых, у нас говорит пророк Мухаммад, саллаху алейхи, что он последний пророк, что у него печать пророков. То есть это последний. Я последний ваш пророк. Я пророк последний, да. Смотри. Дальше. Он говорит, что после него больше пророков не будет, и все будут лжецы. То есть после него уже больше откровений не будет. Ваш последний пророк. Я именно мусульман, я ваш последний пророк. Где ты это? С чего ты это решил? Докажи. А с чего ты решил, что Мухаммад? Докажи. Как Мухаммад доказал, я тебе говорю, докажи. Я тебе говорю, ты сказал, ты утвердил, что ты пророк? Докажи. Молодец. Кто молодец? Докажи. Я тебе говорю, докажи, что ты пророк. Ты сделал утверждение? Подожди. Ты сделал утверждение? Ты сделал. Теперь доказывай. Теперь доказывай. Успокойся ты. Он у тебя как раз это и спрашивает, Муфтах. Леон, подожди. А как Мухаммад доказал? Он тебе специально на себе параллель провел и говорит, любой человек, который пришел, он вот так что-то тебе скажет, и ты сразу должен ему верить. Смотри, человек, пророчество, завтра наступит следующий день. Человек сделал утверждение. Он должен доказать свое утверждение. Пусть докажет свое утверждение.
Хорошо, как Мухаммад доказал? Никак. Как это уже ты решаешь? Никак? Докажи свое Так и утверждение. я Либо тоже ты... никак, я ваш пророк, все, блядь, вот. Подожди, Вот Ибраим В смысле сказал, все? момент. Нет. Один Леон, момент, Муфта, Леон, не Муфта, сливай. не делай это здесь, бардак. Он тебе как раз таки это и спрашивает. Вот он говорит, я тебе подойду и скажу, я твой пророк. Ты же не поверишь, ты скажешь, а ну докажи. Вот так же и у тебя он говорит. Ты спросил у того, докажи. Он тебе доказал или ты не доказал? Я Ну ему вот говорю, смотри, подожди, я стоп. пророчество делаю. Они тут статистикой Завтра будет занимаются. день среда. Виктор, у тебя Да, это не да. пророчество, это у тебя прогноз, во-первых. Это пророчество. Я делаю пророчество. Завтра будет день среда. Солнце Теперь встанет. смотри, День теперь наступит. смотри. Да, наступит после время, этого когда будет четверг. война будет Я в западном пророчествую. полушарии. Вот и все. Теперь смотри, Ибрахим, я тебе говорю, человек, Как он сказал... Мухаммад доказал? Как Мухаммад доказал, что он Нет, пророк? смотри, я тебе на это отвечу. Только сначала докажи, что ты говоришь, что ты пророк. Докажи свое утверждение. Вот как Мухаммад доказал, так Докажи. я это... Леон, Что, ты же у нас надо не, подрадовать, что ли? не воздух же. Смотри, Ну давай докажи. смотри, я пророчу, что завтра будет день. Все, я молодец. Я Нет, пророк. ты обычный еврей. Смотри. Почему ты начал? А Мухаммад был не евреем? А что, еврей обычный не может быть пророком? Я Араб обычный тогда еврей, обычный не да, может я быть обычный еврей, пророком. В правильно. чем проблема-то? Хорошо, я тебе ответил. Как Мухаммад доказал, что он пророк? Смотри, я тебе сказал, все пророки, и не Да. только Мухаммад, все пророки, включая Иисуса, включая всех, включая Соломона, что они все совершали, как они доказывали? Почему ты ходишь? Почему ты Леон, ходишь этим? Леон, я не тебе ухожу. задал конкретно- Я тебе я тебе конкретно. Оставь меня. сейчас Микрофон всех мне советов. автор этот не вырубай. Я с тобой, послушай меня такой внимательно. Я тебе задал конкретный вопрос. У вас, мусульман, проходит какой-то курс обучения, уходить от темы. И это конкретно вы просто пытаетесь всеми силами и ждете, когда кто-то помешает. Ты Понимаешь? прикалываешься? Кто уходит? Я тебе говорю. Ты сказал, что ты пророк, да? Ты утвердил это, даже потом признался. И ты своему утверждению не можешь найти доказательства, значит, ты лгун. А вот теперь скажи мне. Я тебе задаю... подожди, Смотри, Мухаммад- стоп, послушай. Стой. Я не буду Ты сказал- ждать. Подожди. То есть Мухаммад не мог доказать ничто, он не лгун. Я сказал, что завтра будет день. Ты тупой? Смотри. Я тебе после этого говорю. Рега, Рома. Шня, Ром. Ну. Смотри, я тебе говорю, что совершали вот все пророки? Сулейман, Соломон, царь Давид, Иисус. Что они делали? Как они это доказывали? Если ты не ответишь, я сам отвечу. Я тебе разговаривал про Мухаммада, ты мне говоришь, уходишь опять от темы. В чем ты твоя воздух. проблема? Ты не можешь мне пророки? доказать, что Мухаммад пророк. Я спросил, ты мусульман, ты говоришь хамдулиля. Я говорю, окей, ты веришь в Мухаммада, ты говоришь да. Ты меня спросил, мусульманин я? У тебя, братан, шизофрения, ты у меня этого не спрашивал. А, у меня Смотри. шизофрения. Да, это Ты еврейское. понимаешь, что ты самый легкий вопрос не можешь ответить? Самый легкий вопрос не можешь ответить. Нет, у Куда тебя вопрос, смотреть? вот смотри, как раз таки, у тебя легкий вопрос, и я тебя спрашиваю. Если ты не будешь отвечать, Муфтар, ты вылетишь. Тебе вот один просто вопрос, на который ты не можешь ответить. И берешь, Старый. создаешь конфликтную ситуацию, перекидываешь на других. Ты тему. можешь своих друзей не поддерживать? Смотри. Не, он изначально, мне тоже интересно, как вы узнали, что вот пророк, он пророк? Как ты узнал? Смотри. Я же отвечаю. Только он знает, что я скажу, но он уходит. Смотри, Леон, как все пророки доказывали свои пророчества, да, что они пророки истины. Они совершали чудеса. Как Соломон, который общался с животными, с птицами. Как Иисус, который мазал людям грязью, мазал на их глаза, которые слепые были, и они начинали видеть. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, совершал чудеса. Он расколол луну, он делал шафа, то есть и от его слюны там люди выздоравливали. Это было все чудеса. А вот теперь я тебе говорю, чудеса, во-первых, их невозможно с научной точки зрения доказать, на то они и чудеса. Ну, объясни, как он расколол луну. Какие чудеса он делал? Какие чудеса? А ты, Виктор, ты кто? Ты христианин или кто?
Не, я вообще никто не поддерживаю. Сколько человек видело, смотри, сколько смотри. человек видело раскол Луны? Сколько человек видело? Я тебе говорю, Виктор, ты кто? Можешь сказать? Я не религиозный человек, никакой религии не Хорошо. придерживаюсь. Я тебе сказал уже, чудеса с научной точки зрения. Нет, я понял чудеса. Ты мне скажи, как он расколол Луну? Это конкретная твоя фраза, ты сказал, он мне расколол Луну. Да. Как расколол Луну? Как приходит об этом в хадисах и в Коране? Нет, в хадисах в Коране может что угодно написано. Мы живем, высаживаются люди на Луну, китайцы были на Луну, американцы были на Луне. Как он расколол Луну? Луна как была круглая. Как Давид... Сателлит Земли, как он расколол? Хорошо, как смотри, расколол? я тебе говорю, это чудеса, которые невозможно доказать. Я теперь Леону задаю вопрос. Как Я Давид тебя не разделил... понял. Как ты можешь... Подожди, не уходи от разговора. Ты сказал, он расколол Луну. Да. Луна целая. Как была миллионы лет, так миллионы лет и есть целая. Как он ее расколол? На какие? На две половины, на три части. Это было временным явлением, чудом, чтобы доказать людям, что он пророк. Также скажи мне, теперь ты можешь меня послушать? Теперь скажи мне, где Давид, докажите, где Давид разделил море. Где написано, что он расколол, а потом собрал? Я теперь спрашиваю, где доказательство того, что Иисус Причем здесь Иисус? Мне не нужен Иисус. Я тебе конкретный вопрос говорю. Ты сказал, он расколол Луну. Я говорю, хорошо. А сейчас она целая. Где в Коране написано, что он расколол, а потом ее собрал заново? Так это временное чудо было. То есть это случилось, чтобы люди поверили. Ну ты не сможешь доказать. Смотри, я тебе верю, что он расколол Луну. А где потом написано, что он ее собрал? Есть такой в Коране текст? Хадис есть такой текст? Смотри. Смотрю, Если ты вообще не религиозный человек, зачем ты на эту тему общаешься? Мы с тобой можем... Смотри, Виктор. Подожди, я верю в Бога, но вне религии. Ага, и скрываешь свою религию, я так понял, да? Я не скрываю свою религию, я тебе говорю, я верю в Бога. Бог, Творец есть. Я не поддерживаю ни... Сможешь ты Бога доказать? Что интересно, вот он расколол Луну... Нет, подожди, смотри, смотри, если ты мне сейчас скажешь в Коране, где написано, что он расколол Луну, а сейчас мы ее видим, что она целая, и потом он скажет, что он ее собрал в этот момент, я приму ислам. Нет таких моментов в Коране, чтобы он собрал Луну. То есть он ее сначала разделил, а потом собрал. Виктор, слушай, самое интересное. Допустим, он расколол Луну. Допустим, да? Окей. Допустим. Эти балахоны этого... Да. Еще есть... Сейчас, секунду. Ему звонит Масад. Да без разницы, кто звонит. Масад, не Масад. Виктор, я тебе говорю, а как ты узнал, что Бог есть без пророков? А зачем мне пророки, чтобы верить в то, что Бог есть? Скажи, с чего ты решил, что Бог есть? Я вижу, что мир многогранный. Я понимаю, что человек и вся природа, и все это не могло произойти Бог, самостоятельно. он, смотри, хорошо, Бог, он имманентный или трансцендентный? Что это такое значит? Он материальный или нематериальный? Бог нематериальный. Хорошо, а как ты понял, что он существует, если он нематериальный? Я верю в него, значит, он есть. Ты веришь? А почему ты веришь? Докажи. Из-за чего? Какие причины? Слушай, у меня нет материальных доказательств, что Бога есть, что его нету. А раз у меня нету материальных доказательств, что Бога нету, значит, у меня нету и материальных доказательств, что его нет. Значит, у нас всегда 50 на 50. Но я вижу своими глазами, анализирую все, что вокруг меня происходит, и я понимаю, что не могло все само произойти из ничего. Значит, есть великий Творец, который все создал. Я не оспариваю, понимаешь? Не хулю Мухаммеда. Виктор, я не думаю, что здесь кому-то интересно, во что вы верите, а во что нет. Зачем это обсуждать? Согласен с вами. Большое уважение к вам и к тому, что вы говорите. Безумно восхищен вашими словами и вашим творчеством.
Ты им еще в любви признайся. Да не вопрос, что. Как человек я люблю его. Как человек. Как человек я люблю любое создание нашего Бога. Что Да? природу, что растения. Педофилов тоже любишь? Чего? Педофилов тоже любишь? Педофилы для чего-то же были Богом созданы. То есть ты их тоже любишь, да? Наверное, на то, чтобы направить нас на что-то большее и что-то лучшее. Если ваш пророк... Иметь детей – это же что-то большее, значит. Иметь детей что-то большее? Ваш пророк имел детей. У него первой жене ему было 6 лет, а когда он вступил в ней в половой акт, ей было 9. Это написано в Коране. В Коране написано? Ты, Виктор, пожалуйста, воздух не гоняй. В хадисах написано. В Коране написано. Это все же в открытых доступах. Не надо изучать язык. Виктор. Да, Виктор, пожалуйста. ты воздух. Муфтах, подожди по-братски. Всем добрый вечер. Как ты сказал, это первая жена? Приветствую всех. Не, я не сказал. Хорошо, Анастасия. Пожалуйста. У меня есть... Один момент. Анастасия, приветствую, говорите. У меня вот касаемо этой Луны, про то, что человек здесь говорит, я читала как раз сегодня об этом, и там говорится, что он увидел солнечное затмение, и сказал, что якобы он разделил эту Луну, но это было солнечное затмение. Где это написано? И также Где это пророк... написано? Это написано, если не ошибаюсь, это книга, это хадисы. Я не буду сейчас, я честно сказать, у меня нет номера этого хадиса, но вот я сегодня буквально это читала, и это было солнечное затмение, он очень был читать этим. можете много что, мне нужен источник. Ну, чтобы можно я посмотреть. договорю, пожалуйста, если я Нет, могу нельзя. договорить? И после Врать этого, нельзя. кстати, пророк сказал, пророк сказал, когда вы увидите, что Луна расколется на 2 части, наступит судный день. По сей день наступил судный день. Я верю в судный день. Но его слова были, когда вы увидите, что Луна разделится на 2 части, наступит судный день. Вот у меня вопрос к вам. Вот что ты скажешь по этому поводу? И еще я хотела сказать, вот мне просто интересно, люди, которые говорят, что пророк такой великий был. Вот я сама мусульманка, но я начала изучать сейчас мою религию, как говорится, более углубленно, потому что я слушаю Пармата, я слушаю Ибраима. Нет, можно я кое-что спрошу? Тебе вопрос задам. Вы говорите, что пророк такой великий. Ты можешь мне сказать, пожалуйста, сказать, где, согласно хадисам Микрофон мне не вырубай. Сахих Муслима, где сейчас, не сейчас вообще, где мать Мухаммада? По хадису, согласно хадису Сахих Муслима, где была мать пророка? Я тебе обязательно на это отвечу, когда ты мне приведешь хадис, где сказано про лунное затмение, что это было. Хорошо, я позже выйду, я вот сейчас просто ответь мне вот на мой вопрос, я тебе обещаю, что я сейчас выйду. Сейчас, у меня нету компьютера под рукой, но я выйду сейчас с эфира, я найду и обратно зайду сюда. И обязательно... Ты можешь просто сейчас отойти, найти, мне показать это, потому что я не хочу с темы на тему перепрыгивать. Ты пришла, это сказала. Тема на тему тоже была. Нет. Не, ну хорошо, но я тебе задала тоже сейчас вопрос. Смотри. Ты найдешь мне это, мы с тобой это посмотрим, и потом уже перейдем к другой теме. Потому что ты это сказала, я не хочу это оставлять просто так, я хочу это увидеть, потому что этого нету. Нет, хорошо, но теперь ты можешь мне, вот ты говоришь, что пророк, тебе тоже здесь задавал Леон вопрос по поводу пророка, что как мы узнали, что он пророк. Вот я тебе задаю... мне... Леон, вот пусть он поднимется, смотри, пусть Леон сейчас поднимется и докажет, что Соломон общался с животными. Если он докажет, он не тянет он дискуссию. Ну хорошо, просто ответь на вопрос. Ты читал хадисы? Ты читал же хадисы, наверное, ты же знаешь, Коран читал, хадисы. Ну скажи мне, пожалуйста, это хадис Сахих Муслима, это книга 11, она, сейчас я скажу, вот у меня здесь все под рукой, как говорится, это книга, если я не ошибаюсь, Похорон, да, вот, Сахих Муслим, хадис номер
как бы здесь написано, скажу, как написано, вот как здесь, 2258, 105 976, это отдельные цифры. Но вот у меня вопрос, согласно этому хадису, где мать Мухаммеда? Анастасия, давайте я отвечу. Отвечай. Те. Там есть такое понятие, как люди фитр. Фитр – это промежуток между первым и вторым пророком. То есть, когда послание первого пророка уже довели до народа, и это послание, этот народ исчез, то есть след от этой пророчества исчезло, и когда ждут второго уже следующее пророчество, это промежуток называется фитра. Эти люди фитры, то есть они таково не дошли, таково не дошел призыв ислама, так сказать. Эти люди не попадут в ад. Они не попадут в ад. Это единогласно. Они не попадут в ад? Да. А Мухаммеда мама где? Она в аду. Кто сказал? Ну вот, это говорит согласно Сахих Муслиму хадису. Могу зачитать, сообщается. Могу зачитать, сообщается. Так, подожди секундочку. Тут это хадис, подожди, нет, я другой хадис про маму. Его родители, там говорится, его родители попадут в ад. У него спросили, где твой отец? Он сказал, мой отец, как и твой отец, горят в огне. Это тоже хадис Сахих Муслима. Ты можешь сейчас погуглить, найти. Просто я говорю, у меня нет под рукой. Но я вот да, но вот по поводу матери я хотела вот сказать этот хадис. Сообщается, что Абу Хурайра сказал, посланник Аллаха сказал, я попросил разрешения у своего Господа просить для своей матери прощения, но он не позволил мне это. И я попросил разрешения посетить ее могилу, и он позволил мне это. И что я хочу добавить к этому? Он говорит, что его мать в аду, посланника Аллаха, мать в аду получается. Он не сказал, что мать в аду. Давайте я объясню это. Нет, подожди, это следующий. Может быть, Пармат мне поможет. Я не знаю, может, Пармат знает это. И мать, и отец в аду, это даже не обсуждается. Вот, спасибо, Пармат, большое. Подожди, можно я... Подождите, пожалуйста. Что ты говорил, что кто не попадет в ад? Люди фитр. Чушь собачья. Докажи. Ну, да легко и просто. Люди фитра, хадис из Муснада имама Ахмада. Недостоверный. Имам Ас-Сюти в своей книге пишет, что они попадут в рай. Что дальше? Да вообще по барабану, что они пишут. Да вообще по барабану, что пишут. Если по барабану... Подождите. Этот хадис недостоверный. Всякий, кто не стал мусульманином, он будет в аду, потому что посланник Аллаха говорит в своих хадисах и в Коране в аяте, что из-за того, что ребенком умер человек, не значит, что этот ребенок будет в раю. Я тоже самое сейчас хотела сказать, что есть хадис, где Аиша пришла на похороны с ним. Потому что Аллах решает, кто будет в раю и кто будет в аду до еще его появления на свет. Спасибо, Пармат, это правда. Тот хадис, на который вы ссылаетесь, типа люди фатра будут в раю, бла-бла-бла, это недостоверный хадис. И поэтому шейх Фаузан четко и ясно отвечает на этот вопрос, приводя хадис об отце Мухаммеда и о его матери. Его отец и мать в аду. Получается, можно я договорю и выйду? Я просто хочу договорить свою мысль, если можно, пожалуйста. Я хотела просто сказать то, что многие тут говорят обычно тоже сразу за Иисуса, там берут Моисея и так далее. Так получается, что Всевышний Аллах, он Марию, мать Иисуса, получается, сделал величайшей женщиной, но благодаря кому? Благодаря Иисусу, потому что он тоже был, можно сказать, величайшим. А Мухаммед сделал свою мать обитательницей ада. Понимаете, вот разницу, просто вот я хотела это договорить, если можно, разницу, что пророк Мухаммед, которого вы считаете вот таким прямо, вот он пророк и все, и он свою мать и своего отца, он отправил в ад. Я заканчиваю свою позицию. Я пойду найду тот хадис, про который связан с расколом Луны, и что это было затмение. Я пока спущусь. Благодарю, что вы дали мне высказаться. И, Пармат, спасибо за поддержку тоже огромное. Давай я тебе сейчас маленький такой моментик объясню из этого отрывка, да? Кого он еще назвал матерью? Можешь мне дать ответ?
Кто? Кто? Мухаммед? Пророк, да. Пророк. Не, это другой вопрос. Это вообще другой. Давайте я вам другой вопрос задам. Мусульманину дозволено посещать могилу неверующего? Дозволено, если это Не дозволено. Дозволено, если это твой родственник. Кто это говорит? Так я тебе говорю, по исламу Да дозволено зачем? посетить Приведи могилу. хадиску, аят. Так в этом же хадисе это говорится. Посещайте могилы, потому что они напоминают о смерти. Посещайте Для могилы, этого. там не говорится посещать могилы кафиров. Ты Как не можешь говорится посетить могилу могилу мусульман? своей матери на Запрещено. основании этого хадиса. Запрещено посещать могилы кафиров. Где это сказано? Где это сказано? Давай я тебе приведу без проблем. Ну давай. Приведи мне хадис, аят. Ща. Ща. Пока тишина, можно антитеррор вам вопрос задать? Я так понимаю, что его родители будут в аду, так скажем, потому что они были язычниками, правильно я понимаю? Да, потому что они не были мусульманами. Благодарю за ответ. Можно я хадис скажу про раскол Луны, пока ответ ищут? Говорите. Колол ее, а потом она как-то сама собой собралась. Где собралась, суры нету, кстати. Кстати, хорошее замечание. Ну да. Ладно, господа, всем хорошего вечера. Пармат, мое уважение, слежу за вашим творчеством. Всего хорошего всем присутствующим. Взаимно. До свидания. До свидания. Алло, ассаламу алейкум.
Алейкум ассалам. У меня вопрос. Алло, Хармат. Можно задать вопрос студию? Да. Почему вы говорите, что родители пророка в аду? Потому что он сам это сказал. Где он это сказал? Есть хадис? Сахих Бухари, да. Я могу опровергнуть этот хадис. Да ты можешь что угодно. Мне-то что? Это ваш ислам. Я его давно опроверг. Давай ты тоже опровергай. Ты это для себя, наверное, опроверг. Ислам ты не сможешь опровергнуть. Да легко и просто. Каждый день его опровергаю. Чушь собачья. Чем именно чушь собачья? У каждого есть свой выбор. Ты выбрал, сделал. Это не значит, что это ислам. Ты полностью опроверг. Мой выбор не имеет значения. Объективный ислам это не истина. Это не значит, что ислам не истина. Еще раз. Мой выбор не имеет значения. Объективно ислам это не истина. И я этому привожу доказательства каждый день. Тогда что ты опираешься? Аллах в Коране говорит, мы не наказываем, Подожди. наказываем народом, пока к ним не придет посланник. Соответственно, в то время к арабам не приходил посланник. Ну, извини меня, у них был Ибрагим. Смотри. На что ты опираешься? Там были христиане, там были иудеи, но мать Мухаммеда, это Амина и Абдул-Муталиб, плотно поклонялись идолам, 360 идолов. Его отца не Абдул-Муталиб звали. Ну, его дедушка, короче, хранитель ключей был этой Каабы. Его отец этот, Абдулла, и все они поклонялись плотно, короче, идолам. А почему у них имена такие? Абдулла и Амин умерли до того, как Мухаммад был посланником. Соответственно, а не важно, когда они умерли, они будут в аду, сказал Мухаммед. Что его отец говорит, мы не наказываем людей, пока так к ним не там придет были, я пророк. тебе отвечаю, там были пророки, там были христиане, там были иудеи. Я же тебе ответил на это. Что ты по кругу ходишь? Чего были христиане, иудеи? Разве был то время? Христианам был просто свой пророк. Что значит христианам был просто послан свой пророк? Ты говоришь, что у арабов не было никакого. Да рот закрой, а батой даю каяться, пал эльчан, жопушная, там рядом Мухаммеду, что он пророк сказал, христианин. Мухаммед знать не знал, что ему в пещере там его душило. Это двоюродный брат Хадиджи. Хадиджа повела его, Мухаммеда, к христианину. Там христианин сидит, говорит ему, выслушивает и говорит, это ангел Джабрил, Гавриил, который приходил к Моисею, был Мухаммед. Ты пророк воистину. И с этого момента этот вышел и прыгал, бегал там. Я пророк, поверив христианину. Там иудеи жили, единобожники. Там христиане были. Аллах говорит, что иудеи, христиане, которые там поклонялись Аллаху, попадут в рай в Коране. Там были иудеи, там были христиане, там были ханифы, единобожники. Когда-то был мусульман, но ты должен ни знать, отец что Мухаммеда Господь не были посылал единобожники. каждому. Они поклонялись идолам, и по словам самого Мухаммеда, они в аду. У них было Евангелие, у них была Тора. Они могли прочитать и уверовать. Сейчас можно я скажу? Смотри, если ты был мусульманином когда-то, ты должен знать, что Аллах посылал до Мухаммада пророков каждой нации. Не было пророка, чтобы он был для всех, для арабов, для японцев, для китайцев. Поэтому в то время не было к арабам послан пророк до пророка Мухаммада.
Было, наверное, не знаю, 5. А чеченского пророка назови мне, я бы за ним последовал. Лучше, чем за этим. Истории Что получается, пророк Аллаха, слово Аллаха не осталось так, как получилось у евреев, осталось у христиан, осталось у нас не осталось. Это как так? У нас не осталось, потому что у нас несколько тысяч лет назад было что-то. Ну, а Тора тоже была. Ну и Тора было для иудеев. Ну, а то, что для нас, почему потерялось тогда? Почему нигде нету? Ни одно слово, ни одно упоминание. Хоть одно упоминание же должно было. Тот оригинальная Тора у них, что ли, есть сейчас? Ты о чем? Какое-то. А тебе вообще хоть одно слово от Мухаммада есть? Одно слово от Мухаммада есть? Один, не знаю, глиняный, не знаю, это табличка, не знаю, там, шкуроч, где есть? Есть Торе. Я после Мухаммада говорю, что-то. Куда все делось? Есть в Франции, есть музей. Какой есть? Если я же тебе говорю, что если Умар Франции все собрал и сжег, какой есть Умар все собрал и сжег? Во Франции в музее есть... Осман, да, точнее. Времени Осман все собрал и... Нету времени пророка Корана, не несите. Как нету? Как нету? Как нету? Как называется манускрипт во Франции, на который ты ссылаешься? Как он называется? Это и есть современный Коран, и есть... Как он называется, манускрипт, о котором ты говоришь, который во Франции, типа? Как он называется? Говорю, он называется Коран. Мавал. Там есть часть Корана 8-9 века, копии Корана, часть какая-то. Да не, Хаверза, гуглца есть то, что там есть, это 9-го то ли какого-то века, там какая-то часть Корана, которым только даже половины нету там. И то, что... Просто зайди, Какой Харсак Мадид? И знаешь, почему теракт был? Почему, подожди, Амбар. Знаешь, почему теракт был, короче, Шарли, это как там назывался это? Потому что те начали сравнивать аяты и показывать истину. Там еще хуже, вообще жесткий амораль там. Из-за этого, чтобы это не распространилось, те пошли, сделали теракт. Да, я знаю, я работаю, я всю информацию знаю. Я лично знаю. Знаешь, только ты знаешь, да? Этот Коран. Я знаю. Лично я утверждаю. Утверждаю, не просто говорю, утверждаю. В музее во Франции. Ничего. Я говорю тебе, там часть, там полного Корана. На что угодно поспорю с тобой. Нету, говорю, там полного Корана. Не спорь со мной. Нету времен Корана Мухаммеда, нету. Не неси чепуху, пожалуйста. Нету, я тебе говорю. Я вам говорю. Приветствую, Парват, можно вопрос задать? Ну я тебе нет говорю. Нету, говорю. Тебе говорят, да. Корана времен Мухаммеда, я тебе говорю. Нету. Ты можешь. Если есть, назови мне манускрипт. Назови мне название манускрипта. Слушайте, эй. Современный Коран есть. Можно вопрос задать, пожалуйста? Копия того Ты Корана. хотя бы знаешь, что означает манускрипт? Знаете, что такое Мусхаб Хавсы? Кто-нибудь знает, что такое Мусхаб Хавсы? Мусхаб – это собрание Хавсы. Чего собрание Хавсы? Хавса, знаешь, кто такая? Это его жена. Кого жена? Пророка жена. Дочка Умара, да. У нее хранились свитки. Вот этот Коран, то, что у нее хранилось, вот этот есть, который Осман нету. На все части мира. Нету. Есть все остальные убрали, потому что их не был, пророк их не проверял, под диктант они записывали, пророк эти книги, как лист книги. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я тебе говорю, времен пророка Мухаммеда нету Корана, манускрипта. Ты мне все равно продолжаешь лечить, что он есть. И Осман всех собрал и сжег. Алло.
Во время пророка Осман не сжег все. Осман не сжег Осман сжег абсолютно все. Он собрал, записал одну версию. Он все сжег, все Кораны, которые были, собрал и сжег. Сжег, да, потому что в то время очень много людей записывало из уст пророка. Так ты говоришь за секунду назад говоришь, не сжег, теперь говоришь сжег. Ты определись. Хавсы, то, что Можно вопрос лежало задать, в Хавсе, который Мухаммад сам проверял. Если там Мухаммад сам не проверял мусхав Хавсы. Алло, Господи, Боже мой. Мухаммад не проверял мусхав Хавсы. Я говорю, проверял, ты говоришь, не проверял. Не проверял, я тебе говорю, потому что ты не знаешь, о чем ты говоришь. Ага, конечно, только ты знаешь, только никто не знает. Так ты читал собрание мусхав? Мусхав, ты читал? Это и есть нынешний Коран. Это и есть нынешний Коран. Мусхав. Алло, сержант, мусхав это просто означает собрание в книгу. Я тебя спрашиваю, Сахих Бухари, книга... Эй, алло, книга собрания Корана, мусхав, читал книгу Сахих Бухари? Лайрам тхамел далоха, цагуа, инцауаг маица? Хавса проверял пророка, палючу. Хавса манускрипт. Проверяй ты на Бога Мухаммаду. Цадина, хопич бючу. Цадина Бога. Хопич бючу Бога. Цадина. Мичарялючун итикчу. Асрек дүйцерду мичаряла. Айцавог мадийцала. Хадиса. Мухаммад уалмавел. Ававен Абу Бакр халифа. Умар чувен. Давайтан. О, Абу Бакр. В битве при Ямаме умерло очень много чтецов Корана. И я боюсь, что умрут все остальные знающие, и мы останемся без Корана. Да. Ты должен собрать Коран в книгу. Да. И что делает Абу Бакр? Призывает Зайда ибн Сабита и говорит ему это. Ты очень хороший, доверенный чувак. Вот Умар пришел ко мне и сказал то-то и то-то. Ты должен заняться собиранием Корана в книгу, мусхав. Да. И он отвечает им, вы меня просите сделать то, чего не делал сам посланник Аллаха. Воистину там нести горы что-то там для меня было бы легче, чем собрать Коран в книгу. И я после этого начал собирать Коран, записанный на камнях, на пальмовых листьях и в сердцах людей. И воистину последние 2 аята из суры Аль-Ахзаб я нашел только у одного Абу Хузаймы. И он это тоже записал в Коран. Вот так собрался Коран. Вот это и есть мусхав. Он хранился у Омара, потом у ее дочери Хавсы. Отсюда название мусхав Хавсы, его дочери. Вот это он не времен. Мухаммед его в глаза не видел даже. Мухаммед не проверял. Я не знаю, откуда у тебя эти источники. Так я тебе Сахих Бухари цитирую буквально как есть. Где я учился, я тебе говорю, где я набирал знания, я читал, слушал, все. Ну так найди источник. Найди доказательства. Все совпадает, как ты говоришь. Ну вот эта концовка, когда Осман повелел всем сжечь листовки, потому что так как их пророк не проверял, а то, что пророк проверял, лежали у Хавсы. Не проверял пророк, я тебе только что говорю. Во времена пророка Коран даязин. Нету пророка Коран даязин. И велла цанарут укш даязин. Листик ждать. Дать листик. Дать стаджимал листик. И велла цо проверять цадинаешь. И цамадицын рык. Велла нету его. Проверять динабоа. Бо асам. Шавалли Хавса ёлчу алш. Бух так хабабин, бух хабабин. Асхабали схот ешер уйсуна. Хабабин тешер удер сам уца тешу. Хабабин.
Голод, ссылка на голод, милуюсь, накир зайки, ссылка, ученый ислама. Nakir zayk buhbuğa nakir zayk bu sobdenya. Закир найко хавса мусхав. Измацадиния Ладуара. Закир найко мусхав. Сободаешься. Закир найко мусхав. Ладуара ай борчу. Закир найко мусхав хавсы паябароша проверить небо. Бо. Холод авакси хагайкан бара хагайта. Давай Фудохан, сразу он хагает бурят. Мне интересно было, как мусульманин, подожди, ты мусульманин, и ты говоришь, я опровергну хадисы. Ты что, хочешь ислам опровергнуть? Ну давай. Это вообще анонс. Вас послушать со стороны. Смотри. Эти времена, то, что 1400 лет прошло после пророка, я тебе просто скажу, когда Иса, алейхиссалам, пророк был, он не успел умереть, люди из него Бога сделали. За 300 лет. Почему? Подожди, Гроз. Подождите, Гроз. Услышь меня. Почему вы прыгаете тему на тему, блин? Ты понимаешь, каждая тема, она... Секунду, услышь меня. Услышь меня. Каждая тема, которую вы прыгаете, ее можно сидеть, разговаривать о ней там час, два, три. Тут задали конкретный вопрос, и понимаешь, и получилась одна вода. То есть, вот есть в каждой вещи есть какие-то ступени. Первая ступень, вторая ступень, третья. Как ты родился маленький, да, вот ты полз, встал и пошел, потом начал разговаривать, потом начал думать, да, потом цифры говорить. Что-то такое началось, это прогресс какой-то. То же самое в религии. Есть первая ступень, вторая, третья, четвертая. Когда мы задаем первую ступень мусульманам, да, то все сыпется, они не могут ответить. Вот ты говоришь, что пророк, он, хамдулля, он твой пророк. Я говорю, я твой пророк, я. Я тебя сейчас созову всех свидетелей, они скажут, что я пророк, все. Как вы определили, что вот Мухаммад, он пророк? Как? Каким признаком? Мне сказали, докажи. Мне сейчас сказали, докажи. Если ты на маленькой 9-летней не женишься, ты не докажешь. Женишься, то не поверишь. Все, видишь, приехали, все. Вот я уже, вот здесь я не могу. Посмотри. Значит, ты не пророк, короче. Тогда ты лжепророк. Братан, все, я уже не пророк. Грязный, еврей грязный, яхуд грязный. Да, я грязный буду яудом. Теперь смотри, мне сказали, послышь, Гроз, слушай, мне сказали, докажи. А как Мухаммад доказал, что он пророк? Объясни мне. Как вот этот Шлемазов доказал, что он пророк? Мне интересно. Я тебе скажу. Ну, давай, ну. Я просто да, вы сами атеисты или теисты, пантеисты? Каратисты, брат, каратисты. Много. Альхамдулилля. Ат-Тарик, это сура. Это звезда стучащая. Прям там описывается. Как 1400 лет назад, как вы говорите, бедуин мог знать про звезду стучащую? Ответьте мне, пожалуйста. Что ты там? Нету там звезда стучащая. Объясни мне, я что-то не понимаю. Что за звезды стучат? Куда там стучат? Что новое? Что-то новое появилось? Он хочет привести, что Мухаммед пророк, это якобы чудесными научными открытиями. Неправильно привел, иди прочитай внимательно. Звезда была сексотом, что ли, что стучала? Я не понял, что за стучало? Гроз, один вопрос. Я же отвечаю, я же пытаюсь объяснить, но не дается, короче. Он хотел тебе привести, что он определил, что Мухаммед пророк, тем, что он якобы в Коране 1400 лет назад сказал, что есть звезда стучащая. И вот недавно якобы ученые, короче, какие-то звезды, пульсары открыли, которые якобы тоже стучат. И как он мог узнать это в 7 веке,
без каких-либо технологий, если он не пророк. Вот в этом заключается его аргумент. Но дело в том, что он среднестатистический мусульманин, который просто посмотрел видео вот этих полупокеров, исламских блогеров, и сам не соизволил пойти и проверить аят, правильно ему видео, привели его или нет. То есть они буквально берут аят, коверкают. Это вообще начал этим, занимался этим вообще этот Харон Яхья, этот турецкий сутенер, которого на 1000 лет посадили в тюрьму недавно. Аднан Октар, так называемый. Харон Яхья был такой. Вот он придумал это в Турции, и потом это все разошлось по мусульманским этим головам, Так вот, звезда типа стучащая там, вот это, типа пульсары, Ученые открыли некоторые, такие звезды, как пульсары, которые как будто бы стучат. И вот в Коране сказано «звезда стучащая». Но дело в том, что в Коране не сказано «звезда стучащая». Вам исказили аят. Иди, посмотри, прочитай сам аят. Это как, типа как у мотора стук, да? Вот там такой стук. Или я не пойму. Нет, типа, Нет, даже если она как стучащая. сердце бывает там. Нет, даже если она стучащая, пульсар, он что, стучит, что ли, куда? Стук, это вообще что такое? Ну да. Они же, как у них это бывает? Они аят коверкают, искажают. И научное открытие искажают. Потом это объединяют два момента и пускают видео. Вот в Коране Мухаммед это откуда мог знать? И все это. Они мусульмане это не проверяют. Просто пойди аят хотя бы прочитай. Я проверяю. Подожди, а стучащую звезду в джиннов, которую пуляют, это пульсар или обычная? Это и есть эта звезда. Это и есть. Вот это звезда Стингер, наверное. В этом аяте, который они чудо придумали из него, типа звезда стучащая, там и говорится в следующих аятах, что вот это и есть эта звезда, которую там пуляют за шайтаном, которые на спину друг друга садятся и до первого неба поднимаются, чтобы подслушать Аллаха. А потом Аллах берет звездой и пуляет в них шайтанов, демонов, чтобы они не подслушивали Аллаха. Это где? Это в Коране? Блин, да, конечно, в Коране мы украсили ближайшее... Если этим пульсаром в нашу сторону пульнут, я не представляю, что здесь будет вообще. Мы украсили ближайшее небо светильниками, что для оберегания от демонов, Подожди. Всех приветствую. Подожди, Альберт, секунду. Пхармат, мы же нормально с тобой общались. Почему ты меня заблокировал? Звезда стукачок. Подожди, Ибрахим, пускай ответит. Мне этот вопрос волнует, и выйду я. Да тут тема идет... Что, не понял? Не, я... Потому что я хочу, потому что... Да, Аруах, ты еще, Армат, приветствую всех. Я вижу, здесь чеченские братья все. Сам я из Азербайджана. У нас есть этот известный также эфир ведет Чевик. Вас порекомендовал, потому что азербайджанский язык хорошо не знаю. Отправил к вам. Говорит, смотри их видосы на русском. Очень классное опровержение. У меня такой вопрос будет. Вот у нас есть некоторые районы, села, вот откуда я сам лично родом, там почему-то ислам как-то вообще не развит. И даже вот соседние, так скажем, деревни, районы, даже в шутку безбожниками называют. Как будто ислам в это село не проник. Не знаю исторически. То есть оно исторически так сложилось, что там обычно, вот как чеченский народ создавался, насколько я знаю, собирались разные племена соседние. Насколько это правда, тоже не знаю. То есть, где конфликты были с какими-то племенами, вот они вот собирались, как такие свободолюбивые, и сформировался этот народ. Вот наше село аналогично создавалось. И там именно очень сильное противостояние именно исламу. Может, поэтому я не подвергся вот этому, так скажем, исламизации, и у нас тоже это распространено. Есть ли такое у вас? Есть ли такие регионы в Чечне, может быть, где вот ислам, не развит, что ли, или отдален от религии, не подвергся вот этому влиянию? Антитеррор, ничего. У нас
Я Мусульмане нету просто... вообще. Язычники Я все. просто отвечу, я сондалон просто сразу. Насчет этого вопроса. У нас вообще не знали, что такое ислам истинно. У нас практиковали суфизм, перемешку с христианством и язычеством, вот такое. И только в середине 90-х к нам начала приходить вот эта тема от русскоязычных арабов. Потом Фатхой такой был петушок, непонятный, откуда-то с Иордании появился. И вот Дугины, Джамаль Гайдары, короче, Шевченко, всякие там Нухаевы вместе с ними, которые и вот эти вот тонны литературы из России просто бесплатно завозились, раздавались. И вот там мы уже познали, что такое вот это истинный ислам. Начали, вернее, познавать. Ну, а если по исламу смотреть, у нас вообще, если что сказал Мухаммад, то у нас мусульман нету вообще, даже мертвых. Смотри, объясняю. Мухаммад сказал... Кстати, я закончу буквально. Когда вот это к нам начало приходить, чеченский народ полностью посылал всех этих ваххабитов на все 4 стороны. И только когда русские захватили уже нашу республику, вот только сейчас им удалось уже искусственно насадить это. Я закончу. Просто я удивляюсь тому, Смотри, что... сейчас, секунду, смотри. По исламу, почему не мусульмане конкретно? Мухаммад сказал, тот, кто даже умершего мы делаем язычниками, не только мы сами не мусульмане, а даже умершего делаем язычниками. Мусульмане, якобы считающие умершего даже делаем. Тот, кто делает надгробия над могилами, он относится из числа язычников, сказал Мухаммад. Понимаешь, и он не относится ко мне. И тот, кто пишет имена, дата рождения, аяты Корана, что угодно, он тоже относится к числам язычников. Это самая большая, большой грех, что приводит к язычникам, можно сказать, язычеству. И поэтому у нас, найди одно могила без имен, там, без надгробия. В Азербайджане также, да. Ну вот, посмотри, как похоронены сами сподвижники Мухаммада. Никаких надгробий, ничего. Просто маленькие камни лежат, чтобы их могли как-то понять, кто где лежит или что там, не знаю. Больше ничего нельзя. А тут они, даже кто молился, умирает, они их берут, язычниками его делают, короче. Раз надгробие ему, короче, раз имя, туда-сюда. Иногда аяты пишут, короче, все, печать ставят, полностью язычникам делают. Мне так кажется, это просто вот те привычки, те адаты, которые были на территории, просто они одели, так скажем, исламские просто термины появились, там Аллах, там просто одежда, грубо говоря, поменялась. А вот именно чистый ислам, я так понял, после 90-х это все появилось, когда уже связь появилась. У вас этот один пишет антизапор в городе. У него одного запор, что ли. Это возьми, выпей антизапор какой-то, таблетку, он реально поможет с запором. И у меня второй вопрос, короткий. Так, один момент. У нас вот Гроз хотел высказаться, мы не дали ему тоже слово. Леон, я вот объяснял Леону, я просто сотни, что я нашел в Коране, что я не могу опровергнуть этого человека, потому что там очень много знамений. Не мог человек знать, который жил 1400 лет. Нету там ни одного знамения, ни есть, одного. Как человек рождается ни одного. матери. Все это противоречит абсолютно. Клянусь небом и стучащей. Ты этот аят читал? Антитеррор. Ты мне говоришь, что я какие-то... Да, читай следующий аят, читай, разъясняет Аллах, что это значит. Откуда ты мог знать, прочитай. что такое стучащее? Вот. И что это? Это звезда пронзающая. Вот. Что пронзающая? Звезда. Кого она пронзает? Вот сейчас ученые узнали, что это... Открывай тафсир и смотри, что она пронизывает. Антитеррор. Это тафсир
Кто его делал? Ты объясни, что она пронизывает, что она пронзает. Сейчас ученые открыли, сейчас как спутники, все это началось. Это звезда, они какой-то шум слышали в небе, они не могли понять, что это. И вот это пульсары, они когда... Шум не может быть вообще в этом Вот посмотри, безвоздушном зайди пространстве. пульсар, Там просто нету. напиши, не надо ислам писать, просто напиши пульсар, ты поймешь, что это. Ученые, Можно пока второй когда вопрос слышали задам? этот шум, когда радиосигналы, Звезда, они не подожди, могли понять, откуда. Этот шум случайно азан не издавал? Да. Это свет. Свет, он, когда ты, вот скажем, расстояние там 1000 километров или 10 тысяч километров, да, например, у тебя свет идет как пульсами свет. Это давно еще было, это еще ученые придумали. Наверное, Аллах, не, Леон, там Аллах воздух разгоняет, чтобы был шум, чтобы был звук, понимаешь? Хочешь, я И тебе даже как скажу? бы он Аллах Акбар делает, наверное, эти звезды. Это до Можно ислама второй это вопрос было задам? еще. Подожди Короткий секундочку, это было буквально. еще до... Я просто понял, мне Антиро сейчас объяснил. И еще классный ролик сейчас выйдет вообще бомба. Я сейчас зашел, прочитал. Короче, держитесь, ребята. Так, Бля, они сами а ты сейчас читать постоянно. будешь? Ты сейчас это самое, гроз. Просто тебе, если ты не в курсе, Аллах кидает звезды, ну, как бы за этими, за джиннами. И ты представляешь, что такое звезда? Вот сегодня, как бы, ученые, которые ты говоришь, да, они изучили это, и ты понимаешь вот эти размеры звезд. И ты представляешь, если вот Звезды я не слышал, я слышал, Ибраим, что в Представь, небе Он клянется падающей Смотри. звездой даже. Представь, да, падающая еще звезда, представь. И вот джин поднимается там с земли куда-то, вон туда. И представь, если у нас пульнут там какой-нибудь, я не знаю, Альфа Центаура или, я не знаю, Проксима. Ты представляешь, что здесь будет, если эту звезду, короче, эти джинны еще спровоцируют я на не себя? слышал, я говорю тебе, я слышал про огни, что появились огни на небе. Раньше, когда джинны могли подняться, услышать у ангелов, все такое, они могли информацию передавать. Люди тавсир делали со своими знаниями. Ну, по Корану люди сейчас не могут в небо подняться. Ну, Аллах, Но это же та же самая звезда, о которой ты говоришь, она стучит. Вот так же о ней сказано, что эти звезды ими пуляли джиннов. Ибраим, ну почему они вообще туда лезут? Ну, Аллах, 15 сура, 14 по 15 аят тебе. Нет, смотрите. Не открыл врата небесные, не позволил туда подняться. Вообще, зачем тебе обсуждать, что где открыли, я не могу понять. Смотрите, друзья, еще раз, последнюю попытку сделаю. Последний раз еще раз объясняю. В Коране звезды – это некие объекты светящиеся, которыми Аллах буквально говорит, мы украсили ими небо нижнее для оберегания от демонов. То есть, потом говорится в следующей суре, Тарик, нету никакого перевода этому слову. В следующем аяте, откуда ты мог знать, что такое Тарик? И в третьем аяте Аллах разъясняет сам, что это такое, что такое Тарик. Это звезда пронизывающая, пронизывает своим светом. Берешь другой аят про звезды, все аяты про звезды собираешь, все аяты про звезды вместе собираешь, и вот тут толкователь Ибн Касир, там, Ибн Аббас, подвижники и остальные, от которых приводится табиинов, первых 3 поколений, которых Аллах в Коране похвалил, что они самые-самые, первые 3 поколения. Вот они толкуют, приводят толкование. Это звезда, пронизывающая своим светом, когда Аллах пускает ее в демона. Нету там никакой стучащей звезды. Перевод Кулиева, звезда стучащая, это неверный. Нету там перевода этому слову. Это Тарик. И Аллах уже говорит, новое слово он несет арабам. Что такое Тарик? Это звезда пронизывающая. И мы это еще объясним. Смотри, мы сейчас, у вас был вопрос, получается, да, о правдивости пророка.
Вот известно, да, человеку, я начну грозу, я дополню его, смотрите. Известно, что человек, да, который утверждает, что он пророк, есть такое правило, это, ну, и тупому понятно, что человек, утверждающий пророчество, должен быть либо самым лучшим и совершенным человеком, либо подлым, самым низким из людей. И самый невежественный человек может перепутать это, да. И все, кто в истории объявлял себя пророком, будто там, ну, в них проявлялись отвратительные вообще лживые вещи, признаки безумства, там, и кто обладает Я вообще... сказал, есть аят о лжепророчестве. Давай я закончу. Сейчас, секунду, далеко пока не ушел, пока сказки не рассказал. Есть аят о лжепророчестве, Аллах, где рассказывает, если бы лжепророчил бы кто-то, мы им разорвали бы аорты, говорит. А когда умирает Мухаммад от отравления, есть у нас достоверный хадис, где он говорит: о, Аиша, говорит, от того мяса, которое я ел в Хайбаре, у меня такая боль, что как будто у меня сейчас аорта разрывается. Понимаешь? Нет, ты еще аргументировал свою позицию. Нет, и ты мне что говоришь о лжепророчестве? Я прямо сам себя сдал. Подожди, Геми, я не могу понять, что он говорит. Подожди. Смотри, каждый, кто объявлял себя, оправдиво объявлял себя пророком, должен проявиться только со стороны, получается, благого знания, там, будто правдивости и других достойных качеств. И это будет, ну, очевидно для человека, который обладает разумом, что этот человек пророк или нет. Иными словами, вообще пророчество, человек, либо самый правдивый человек может объявить себя пророком, либо самый лживый человек. И спутать их может только лишь крайне глупый, да, невежественный человек. Ведь поведение человека, там их косвенные признаки указывают на их положение, и человек узнает об личности, которой перед ним стоит о пророке. И, к примеру, взять, например, вы говорите, да, там, пророк, Коран не от пророка, там, он сам сочинял пророк. Один из доказательств вообще пророка, его правдивости, можно пример с Аишей взять, когда она совершила да, когда он на нее залез, да. Смотри, тихо, давай я закончу. Ее же постели. Не надо делать. Алло, слышишь меня? Послушай, я закончу, все. Ты конкретный вопрос можешь ты дослушай сначала. Давай, гонять нам тут, понял? Мне смотри, интересно. Смотри, подожди, Гейми, смотри, ты сначала сделал установки. Это ложные установки, что якобы пророк должен говорить, там, быть благим, там, не скрывать, типа, косяков плохого он не должен быть достойным. Это кто будет решать? Ты, что ли? Нет, твой пророк, буквально, Мухаммед, пришел и говорит, заниматься совокуплением с маленькими детьми – это благо, это норма. Все, это благое, это норма. Твой пророк пришел и говорит, убивать всех не мусульман, то есть тех, кто не как мы, и заставлять их платить дань униженно – это благо, это хорошо. Все это хорошо. То есть не ты решаешь, что благое, что такое. Ты сделал установки и под ними подгоняешь типа Мухаммеда. Типа он соответствует этим установкам. Нет, это устанавливает само пророчество. Я свою аргументацию приведу сначала. Смотрите. Жену пророка Аишу обвинили. Ты меня даже не заслушал, как ты понял, что так я тебе отвечаю, твоя аргументация неверна, твои установки так неверны. Я даже не привел пример. Я уже знаю этот пример. Обвинил не то, что обвинил, она обошлялась ночью. То, что я привел ночью спряталась. Давай я закончу. Подожди, ночью спряталась, на следующий день опять пришла с каким-то парнем, короче, на его лошади. Дай договорю, смотри, алло.
обвинили. Давай еще на минуту. Я начинал. Я закончу, подожди сперва, я уже закончу. Сейчас вот я кончу, Да, будет да, сейчас ты договоришь сперва, да. И пришла Айша, он ее не то что заподозрил, до этого был случай, что другая жена, он других 3 человек убил из-за того, что 4-го не было, сам придумал сходу. И тут никто не хотел, короче, знаешь, свидетельствовать или что-то, что она блядствовала. Он развелся с ней, она была дома. И потом думает, пришел, говорит, покайся, короче, говорит, типа, тебе Аллах простит. А тот говорит, пошел нафиг, короче. Мне как тот пророк, я буду держать молчание. И понимая, что он ее так не вернет, он начинает там падать, трястись, короче, дергаться и говорит, Аллах мне звонит, короче, он тебе все прощает, достает несколько аятов, короче, вот тут тебе Аишу прямо прощает, понимаешь? И после этого, короче, он говорит, за руку взял. Нет, давай, да, я закончу. Да не, закончи, что ты нам сказку расскажешь, ты мне сейчас... Если бы Коран являлся его сочинением, то почему он не поспешил придумать аяты, которые опровергают это обвинение сразу после того, как обвинили Айшу? Зачем ему нужно было посоветоваться со своими сподвижниками в этом вопросе? Смотри, так, я закончу. Отвечаю, И ты зачем задал ему... вопрос, я отвечаю. Ты задал вопрос, я отвечаю. Я закончу. Нет, ты не закончишь. Нет, ты не закончишь. Нет, ты сделал утверждение, задал вопрос, я отвечаю. Все, я отвечаю, слушай внимательно. Почему пророк ждал 1 месяц? Я его не саргументировал. Да мне вообще плевать, ты еще раз мешаешься. Еще раз мешаешься, я тебя скушу и отвечу тебе. Идите себя, давайте я закончу. На твой вопрос отвечаю. Если нет, это вообще... На твой вопрос отвечаю. Ты задал вопрос, почему, если Мухаммед придумывал аяты, он сразу не придумал аят, когда Айшу обвинили? Почему он ждал 1 месяц? Чтобы проверить, беременна она или нет. А как за месяц проверяют беременность, скажешь нам? Так проверяют, если месячные появляются, значит не беременна. Как проверяют? 15 веков назад как проверяли, давай? Так. Месячные, как, если скажи, есть, давай значит, не саргументируй. Аргументируй, как проверяют, давай. Я же отвечаю. Проверяют тем, что... как проверяют? Если Кто у меня есть выключил? Ну, отвечаю тебе. Давай, как проверяют? Но я отвечаю тебе. Я же отвечаю тебе. Ты обосрался как здесь, ты обосрался. Да. беременность? Я закончу, вот тогда Я ты же объяснишь, отвечаю, давай. как проверяли беременность. Не выключай мне микрофон, если ты... Короче, иди отдыхай. Как смотрели, беременна или нет, как отличали? Если месячные есть, значит не беременна. Месячные не идут, когда беременна женщина. Вот и все. Ты сейчас раскрыл... Свой Коран прочитай. Военную тайну. Ты сейчас раскрыл ему... Секундочку, ты сейчас раскрыл ему военную тайну, блин. Вот сейчас он познает истину. Сейчас он пойдет там еще во все тяжкие. Можно задам вопрос? Есть мнение, что с появлением Корана это был сильный удар по арабскому национализму. Насколько это правда? Или же наоборот, это усилило арабский национализм, появление Корана именно? Именно по его тексту. Собирался Коран, ты вообще знаешь, когда вот... Ханан Аллах, не любой стих. Гаммет, ажа. Альберт, секундочку. Когда собирался Коран? Ты знаешь? Сейчас, секунду, Леон. Не знаю, мне вот просто... Судела, ты что Аллаха. Судела, ты что. Про то, что это национализм арабский. Окей, а тут буха аяжа шене настиюлаш, басанан Аллах, по аяту Корана. По аяту Корана моя мать Аллах. Я говорю ему, передаю моя мать Аллах адиба, ама ацунты яхба, да то лёрну то хором напрыгнем на Аллаха без проблем. Я тебе конкретно говорю, по аяту Корана твой родитель является Аллах. Аллах, поэтому Аллах говорит, не оскорбляйте неверующих. Ажал другой аят тебе привожу. Ладулlah, сожим, это словарный запас оставь, слушай, и другой аят привожу. Аллах говорит, не оскорбляйте неверующего, ни их родителей, ни их Бога. Здесь они взамен оскорбят тебя и твоего Бога, то наказание понесешь за них и за себя ты.
Так что он понес, короче, понесет по его религии, он наказание за то, что я сказал. Аллах дает руку, вот я ему сказал, пускай поносит. Ответ дедуш. Ну, Хасан 100 миллион, ночи могут, да? Ну, что об этом долго деск, так, каждый чушь. Хасан, что ишан бас 100 миллион, ночи. Исан хайри, муж кизгю. Ларам цан камелдыш, аш вусу, да? Выглюш, ват, суалкела, я зошуглюш, мавейсу. Чунглюш, вусу, я к нему обращаюсь. Зачем я к тебе вообще ничего не сказал? Аллах, я суик Бог. Вот то суик элс асун даба санан Аллах юбах касу куалу Аллаху шабах шаханана хадау. Абу Бакр начал собирать Коран. Нохчел амдош, да, нохчел лилдош, Нохчел лилдош, что шабата дол дичаться, Бог я же час. Шей Аллах оскорбляет тянуться, шей Аллах антуалма бацу покадану, нормально. А нохчу вацу, а я Боже, они со шоксо, я ему объясняю. Аллах, телефон, телефон, да, я тавел кона, огмета средств до, он гойтер дон, санан, асун ваду ал эрду. Маньяк, ауэлла ба. Халуалал, Аллах велик, халуал. Кадел вече, Аллах видит, зачем вы сотоварищество делаете, Аллах? Турция, аж идитер, да, нах лакбор, бац, мадицтак, и хумыш. Так, чай батан долда диск. Научим, не знаешь, научим, без проблем. Камел бие вообще, я ладу цела, вообще дабах, да, эрду, кучу, да, Дейла тишвую, алхамдулиллах, да, има чудак делшу, мадис биомш, мадис вадина, да, помнишь? Аллах, да, сейчас мани, абол нах Коран, что билгал, да, на себе багар биохом шдюч бачуш. Зачем ты Аллаха еще Далла упоминаешь сейчас? А дует, что гумдуй, вот как раз таки, да, религиозно гуманный штат, и верши. Угорц уйуқацас зацепитвено издух именно био бакцалие ершдат дела хокчва хершта общественный площадки штар информационно хуман уқвелчан сун хок сапожник шмел лиешо багет даже та имам шбат имам шбат прям лили люди что дальше цадиш маду аж камел да Что схамел да чувел чуно дальше цадиш. Тига абсолютно. Схамел дешен. Дия гамер юкта олш олш стукач из стукачит дешу и бог. Вообще ларем бог. Элла вообще стукачит. Рух инсюк бака. Вот. О, стукач. Звезда бари стука приход дум душ. Специальный хума бош модель. Приход ту малаксом что-то. Вот тема. Хума мада свой нага жим забар хумера. Эшджа мада ти забар вешена тадага хьете. Так ночь забар. Ночь цепой. То садага хьет о хата. السلام علي شو هو شوحة حين شو دقدرش أتصبح مر صلى الله عليه وسلم ثم سيد إقيتش القرآن تاع أبلغت دغرش تاع سيسز دغرش همش دوش نحدوي بسوا بدين تاع سيسز دغرش شو تاعنا شو بلان من سوي سون خوشتوي شو تاع روجبش أردا ناخدو شو سبيциально نوختي ملا باخلو نوختي بسوا بدين جور أرباخه شو просто хватает условий этих Европе. نجحسن أش يبغى تصبح. ميكروفون شو قد عطي لو تعال باقي شو تردو اس تعال مسكوندن ايربوس ناو كوشور حكوشور تجوكتش دو حال بيعني جوكتي حق تيك توك شو ويلش بويزن بوسون شو جوكتي كوشو اولر هين كوشو بقى تعال جروبيش شو بيلش باش سونا وتوك تيك توك بلاشات كتير سو تعجيم جروب نشكل دايس وولش دي عسيها وولش أتشو بيلش نحشي قوم ترخه وجوكتش دين من بيو مال دك مي هنا دنوام اتهز ديالين مي تشانس هنا دنوام اتهز ديالين بوش هشا بالغورتسن حاجين شولتها سونا هم свой лично от сумана и хум хит интересовал шу, потому что абсолютно ночью ома та от жуктишиц
мостхали, агрессивный или исторический, какое-то столкновение. Я ночи жукты бейн, я жуктыш ночи бейн. Я мостхал абсолютно полный ноль. Цундела эса сайдниц коч бэрмеха, вот знаешь, рэске моцен хукшу русскоязычно бу. Эсен хуч бэрмеха, сайдниц коч бэрмеха. Полностью и войну та мостхал дать, вот и те мюк лично эс хучу прогонятишь. Когда адуич тол шужук тиши цауны однаги, эло хузаца до шушу как раз до арбош и хак элга бölен, самария нет кшин. Вот хуне аденак бусол динахер дуи хуне аденак дуи бош чуху якшта использовать я что пихотинчаться одноразовый. Үш сан иш те мяц хуза абсолютно харел хуза мешнах бу хуза жукти чуэлэ цунца лэрам бу кучу хич хомавол украинец век чуэля сердце лэрам бу. Да, 5.51, 5.57. Хунаденак вражду не берите в друзья иудеев, христиан бош. И гурт буй хочу туш был. И гурт вообще ночи именно ночи дуй полностью Босния духал душ. То есть моста миму цахар хайн вочу нам не сног а моста вор. Почему? Потому что тебе 5.51, 5.57 это говорит. Не потому, что ты в реале, короче, да, никакого у тебя, никакой вражды, никакой конфликтной ситуации у тебя нету, кроме каких-то даже дружеских отношений, да, там в некоторых моментах. А ты вот из-за того, что тебе вот это все предписали, да, вот эти вот твои хозяева новые, и разложили, ты берешь абсолютно на ровном месте. Вот представь, я вот чеченец, я должен на ровном месте враждовать, если я буду следовать этим писаниям. Это какой смысл мне враждовать с людьми, которые со мной? Я вот приехал в европейскую страну, представь, здесь кафиры живут, меня здесь приняли, мой народ здесь приняли, даже если бы меня под зад пинком отсюда выкинули бы, да, вот одного, а здесь сотни тысяч чеченцев, которые приняли, и тогда я как бы не имею морального права вот этих людей с ними враждовать. Почему? Потому что если я хоть чуть-чуть считаю свой народ своим, там, свою вот эту вот, да, там, своих соотечественников, уже я должен быть признателен и полностью благодарен за то, что хоть меня пинком под зад вышвырнули, зато сотни тысяч здесь людей, которые смертельно больные, вылечили, людей, которые реально там под опасностью, да, там их не передавали здесь полностью, им все условия создали. То есть многих людей вообще на ноги поставили. И по твоим вот этим вот писюлькам я должен с ними враждовать, представляешь? Да. Тем более я чеченец, да, вот я чеченец, который четко знает врага, друга именно вот через какие-то действия. Ты мне говоришь теперь на все это плюй, будь ублюдком, будь каким-то неблагодарным, короче, и враждуй вот направо и налево с врагами Аллаха в скобках там арабов. А у меня вопрос, смотри, что получается. Мухаммад был во время, когда Византийская империя была уже, да? То есть она захватила Иордания, Сирия, вот где Израиль, все вот это, да? То есть тогда и не было это Иордания и Сирия, чтобы вы поняли, да? Такой территории не было такой страны. И она захватила Персию. Вот. Этот шлемазл бегал, где Саудовская Аравия. Но Коран, да, начинается собираться после его смерти. То есть он умер в 632, а Коран начал собираться где-то в 634-642. И кто собирает? Абу Бакр. Да? Представляете? То есть Абу Бакр собирает его писание после его смерти. Нет. Да? Нет. 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 А когда? Ну-ка, давай, расскажи мне. Что нет? Осман. Что Осман? Осман собрал. Осман написал 4 копии. Осман 4 копии, я только 10 минут назад я говорил тебе, это Хавса, ее жена,
слитки сохранились у нее, которые пророк сам проверял. Под диктант записывали, сам проверял. Если Пророк проверяет, алло, как пророк проверяет, если он читать и писать не умеет? Да Аллах Палмабита, пророк читать и писать не умел. А увидеть, как он может их проверять, что он может проверять, по своему имени мог написать и прочитать. Во время пророка, когда он был да живым, когда он был, он не мог ни читать, ни писать, я тебе говорю. Проверены Кораном. Палмабита ходил, да. Он писать и читать не умел. Что он проверял? Он меня спросил, я ему говорю, ты говоришь, что это нелогично, что ты говоришь. Как нелогично, я тебе говорю. Ну что, как он мог проверить то, что написано? Чувак, там читать и писать не умеет. Там знаешь, в чем проблема? А где написано, что он говорит? Смотри. Ему это читают, он смотрит, это правильно. Я тебе объясняю. Там знаешь, в чем проблема? Тот, кто записывал, с легкостью мог быть каким-нибудь мунафиком. И он мог записать, потом, когда ему сказали прочитать, он с легкостью может это прочитать абсолютно не то, что записал. Поэтому вот это, представь целый посыл, который передает Всевышний, доверять вот так вот непонятно кому. Тоже так, нелогично, Мадович. Да, получается... даже не, да, те могут его как хотят обмануть. Допустим, он говорит правду. А где это написано, что ты сейчас говоришь? Нигде, его фантазия. Я могу это найти, дать ссылки. Да нету такого, нигде ты не найдешь. По номерам все находить. То, чего нету, ты не найдешь. Нету. Гроз, я тебе честно скажу, я искал, полгода искал. Все обыскал, нигде не написано. Не написано ни на камнях, ни на бумажках, ни письменно, ни устно, нигде не написано. Потом где-то какой-то был хадис, когда они поняли, они сказали, когда уже писали в 642 году, уже начали писать, и вдруг они этот хадис написали в 800 лет, да? Представляешь, какая разница была? Что где-то что-то кто-то передал. Это было вообще бред, ты пойми. То есть, к чему я тебя клоню? Честно, вот когда исторически. Византийская империя, она захватила, скажем, почти весь Ближний Восток. Вот представь, что Ирак, Персия это Иран, да? Египет, Сирия, Израиль, Ярден, да? Это были территории захвачены. То есть, уже поняли, что сейчас придут к ним и их нагнут. Они были идолопоклонники. То есть идти к евреям они не могут, потому что евреи даже их не примут. Надо пройти целый экзамен, и там уже лучше там пойти повеситься. К христианам они не могут прийти, потому что есть Византийская империя. То есть они будут под ними. И под этот соус, вот смотри, как получается, что в 632 году он умирает, нигде, даже сказано, ничего не передавал. Но в 634 году и 642 году появляется Абу Бакр, который говорит, давайте сейчас соберем вот эту писанину. А про кого ты сейчас говоришь, он взял и сделал 4 книги. Но эти 4 книги не послушай до конца, я тебе не вру. Он взял эти свитки, послушай до меня. Потому что эти свитки сам пророк проверял. Подожди, Гроз, я тебе до конца расскажу, я тебе покажу факты, я тебе не вру, да? Потом смотри, что получилось. Абу Бакр, да, написал это все. Вот этот, который ты говоришь, он собрал через лет 200, 150 лет. То есть разница была чушь между ними. Он написал 4 книги. Подожди, я тебе все покажу. Через 150 лет ты хочешь сказать, что Осман жил 150 лет? Нет, он через 150, это 110 лет. Осман был сподвижником пророка, как он может через 150 лет написать? Подожди, я скажу тебе, когда Осман, секунду. Теперь смотри дальше, слушай дальше прикол. 4 книги, я покажу сейчас факты. 4 книги, они были все разные, я тоже это покажу. Когда пришли, они начали люди читать. Как могут 4 копии быть разными? Это одна копия. Так написали. Так не было вообще. Это вранье. Теперь у меня вопрос другой. Хорошо. При пророке. Ты сидишь и сочиняешь сейчас.
Братан, ты сейчас сам сочиняешь, подожди. Смотри, при жизни Мухаммада 600, Византийская империя, сейчас я скажу, секунду, сейчас. В чем претензия? Скажи, вот так собрали, вот так собрали. Какая тебе разница? У меня как претензия, собрали? у меня не претензия, у меня вопрос. Вопрос в том, что смотри, даже если это не было записано. Послушай начало вопрос. При Мухаммаде ничего не было написано. Ничего. После его смерти, порядка где-то 100 лет, 110 лет, понеслась вот это понеслась. Но мы наблюдаем одну вещь, самую главную вещь, что Византийская империя начала захватывать этот регион. Понимаешь? И чтобы противостоять этой Византийской империи, появляется что? Надежда, надо придумать какую-то религию. Они взяли, слепили это, и посмотри, на чем построена вся эта религия. Захвати, прибей и женщину в плен, она твоя, самая главная мотивация. То есть ты, когда видишь мотивацию у каждой там, нации, у каждого региона своя была мотивация. Они видели, что там те больные... Подожди секунду. Те хотят... Подожди секундочку, подожди. Подожди, тихо, не подгорайте. Самая главная мотивация, чтобы захватить территорию, это ты, когда умрешь, у тебя будет 72 девственницы, еще и гури, и бачабази, и все полный рай. И все, и все побежали, ты понимаешь? И вот тут начинается захват территории, и сама идеология уничтожать истории. Выберите сами. Знаете, что делать? Какая религия? Я вот не понимаю, в чем твоя претензия. Вот все захватывают, так устроен мир. Леон, я с вами согласна, да. То, что творят сейчас в Украине, это точно, Леон, вы говорите. Это правда, да. Захват тоже территории. Ну, сейчас захват, это везде идет. То, что происходит, не везде. Подожди, Ольга, подожди секундочку. Мы говорим сейчас о исламе, потому что диалог ислама заходила на те территории. Да подожди секундочку. Братан, ты вообще слушаешь то, что тебе говорят. Ты говоришь, ты один должен говорить. Здесь дискуссия. Ну говори, давай, говори. Да, евреи. Ну сейчас я вообще не понимаю, в чем твоя претензия. Захват земель, это сейчас происходит. У меня это все государства делают. У меня вопрос. Какая претензия? Ничего не было написано. Я сейчас скажу тебе, при Мухаммаде было написано все. Ты сейчас сочиняешь от себя. Лет появилось, когда сподвижник пророка, который сделал копии из свитков Хавсы, который сам пророк проверял под диктант. Что написано? Невозможно проверить. Невозможно. Как невозможно проверить, когда он знал наизусть весь Коран? Он наизусть знает. Смотри, если какой-то мунафик хочет сделать, скажем так, подлог, да, какой-то, он может просто записать, как ему что-то продиктовали, сказали, что там 25 плюс 25 равно 50. А он, это такой тупой пример, понятно, да? А он записал 50 плюс 50 равно 100. Теперь у него переспросил пророк, так, что ты написал? Он говорит, 25 плюс 25 равно 50. А это проверяется, когда как ты теперь проверишь, если ты неграмотно? Слушай, если тебя читают вот это, ты можешь это проверить или нет? Это во-первых. Во-вторых, там были тысячи хафизов, которые заучивали весь Коран. Это не проверяется. Какие тысячи хафизов? Это там проверяется. На пальцах пересчитать было. Какой на пальцах? Там тысячи сахабов знали наизусть Коран. Это невозможно подменить вообще. Тысячи. Там столько людей тогда и не было. Если речь идет о том, что... Если речь идет о том, что проверял там, пророк не проверял, то нужно в студию предоставить хадис или что-то, или аят, где он проверяет или не проверяет. То есть такой информации у нас нету. У нас есть информация, что это, было собрано там и так далее, но вот другой информации нет. Плюс у нас есть в мире 37 разнообразных Коранов. И где-то 4-5 из них... вот так повсеместно встречаются. Хавса, Варша, Каирский и так далее.
Если кто не знает, что Кораны тоже разные. Ну смотри, ты же не... Если кто-то на месте, Ибрагим, смотри, ты если сейчас не прав. минут, если кто-то на месте хочет сейчас проверить, да, я сам это в режиме онлайн случайно наткнулся. Я открыл Саблукова, перевод Саблукова, и попытался, у Саблукова прочитать суру 4, 24 аят, как он ее переводит. И я удивился, когда я увидел у Саблукова в переводе 28 номером, 24 аят. Потом я начал это... Сура 4, аят 24, вот в сегодняшнем Коране, да, вот сегодня, в 1924 году выпущено. В нем 24 аят в 4 суре, это допущение изнасилования замужних женщин. Я его попытался у Саблукова перевод вот этот, посмотреть, да, там, у Крачкова, у других, у Пороховой. И когда я начал у Саблукова мониторить это, у Саблукова он 28-м оказался. Я тогда не понял, как это так. Потом другие аяты сверил, я смотрю, у него аяты заканчиваются и начинаются вообще в других местах. Потом я начал ковырять, оказывается, Саблуков его переводил еще в 800-х годах, и он сразу не был выпущен, а выпущен был только в 900-м, после смерти Саблукова. То есть до 24 года вот таким образом я узнал, что Коран был вообще другим. Тот, который Саблуков переводил. Ты сам можешь тоже это проверить. Вот такая ситуация. Но это не доказательство, Саблуков может хоть что угодно писать. Это перевод. Нужно оригинал смотреть. Коран это один. Есть разночтения. Там 36 версий, говорят, еще 37-я есть. То есть 36 Там нету точно. вообще 36, ты от себя сочиняешь сейчас. Где ты видел это вообще? Покажи исторических фактов. Как бы ты ни искал, ты найдешь единственный один Коран в этом мире. Есть Хафса, ваша версия. Не, я сейчас тебе объясняю. Каирская. Вот 3 я запомнил, там, а другие сам можешь найти. А можно вот объяснить? Да, говорю. Есть 10 кираатов, разночтений. Это не значит, что весь Коран читается по-разному. Там некоторые слова, они читаются по-разному, потому что были диалекты. Как и сейчас есть в любых языках диалекты. Это всего лишь диалекты, а значение там вообще не меняется. Суть как вообще раз не таки, меняется. иди, ты не слушай, а сам пойди, сверь и значение. Но я же это изучал, я это видел, братан. Я все это видел. Ты неправильно изучал, потому что я же тоже посмотрел. Там вообще разница. Слушаю. Я считаю, что невозможно это подменить, понимаешь? Это тысячам людей, ты считаешь, что невозможно. Ты считаешь, что невозможно. Тысячами людей, понимаешь, знают наизусть 1400 лет. Смотри, вот открываете Саблукова, перевод Корана Саблукова, открываете и смотрите в нем какие-то аяты, да, просто там на выборочно. Желательно вот это, сура 4, 28 аят, открываете. Кулиева, Куликовский. Открываете Кулиева Коран и смотрите сура 4, 28 аят и сверяете, они правильно местами расположены или нет. Потом сам ты изучишь и поймешь, что Саблуков жил с 1800, я сейчас могу ошибиться, с 10 по 1890 год. А его перевод Корана выпущен уже в 1900 там, с копейками каком-то году. И получилось так, что вот тогда, когда он еще переводил, да, там суры, аяты, они были именно по-другому нумерированы. Но номеры могут быть разными. А что в худуте в чем там? Ты понимаешь, если одно предложение... Он работал над ней 16 лет. Начал примерно в 830 году,
Само событие, про которое рассказывает Зайд ибн Сабит, сбор Корана при Абу Бакре, произошло в 732-м 43 сразу после смерти Мухаммада. Но письменный источник, где Зайд говорит, что он писал откровения для пророка, появился только через 200 лет в этой книге. Все, съели. Я ошибся, это вы ошиблись. Я вам рассказываю то, что есть факты. Вы даже не знаете вашу эту свою историю. Факты, история. 200 При лет жизни Мухаммада Коран был записан Вот тебе- полностью. У тебя... Он был был у разных людей были свитки. Хочешь? Он просто Давай- собрал давай потом. воедино один Коран. Так он собрал Знаешь. после его смерти, через 200 лет. Да какая разница, это после смерти или нет? Я же тебе почему говорю, ты- тысячи я людей лично- знают наизусть. Там невозможно ошибиться, знаешь, понимаешь? Моментально, Ты знаешь- если просто не по букве, я тебе скажу, просто харакат вот это. Хочешь услышать прикол? Да. Он говорит здесь, что при Мухаммаде не было написано ничего. Только через 200 лет, ты задумайся, началась писанина. То есть я ошибся на еще 50 лет. А вот эти года, которые я тебе называю, как раз уже началась Византийская империя, заходила в Саудовскую Аравию. И под этот шумок поднялась вся религия вот эта. Но религия была как создана? Да, брат Крис. Приветствую вас, ребята. Я слышал здесь тему касательно Корана, да, разночтение. Но более того, я видел Коран, который, полностью, противоположному нынешнему Корану. Я видел Коран, где вот произносится по-разному. Где есть он, где есть они, где там говорят там, о каком-то массе, там, где говорится о пару там человек. Там много чего было, которое отличалось. Я лично видел такой Коран. Я помню, что когда в медресе учился, там был какой-то татарский Коран, где не было знака обозначения стоп, да, это точка. Я, например, такой тоже видел. И где ты поймешь, где надо тормознуть. То есть этот Коран надо читать просто без тормоза. Ты не знаешь, где там точка, а в Коране точка указывается, как цветок там нарисован, их точка, если вы заметили. Не знаю, Да, и это там, где останавливается аят, где первый аят, где второй аят. Я же говорю Это тебе, все вот обозначено. я говорю тебе, смотри. Начиная с ниспослания первого аята, люди тысячами заучивают Коран, ты понимаешь это? И это Заучивают, передается- но не понимают, что там написано. Я, например, в свое Да время без тоже заучивал разницы, Коран. ты просто ошибешься, просто на харакате, я не говорю букву. Даже ты букву неправильно, там же есть дот, есть даль, то есть две буквы Д. Ты просто вот это это качество буквы, так скажем, ты просто там 0,5% ты там отклонился, тебя Хорошо, сразу же исправят, понимаешь? Хорошо, ты используешь насчет Корана, да? Насчет харакатов и все такое, насчет букв. Ты алфавит знаешь арабский наизусть? Конечно, знаю. Можешь зачитать? А зачем? Хотим знать, раз ты говоришь про буквы, там, про что-то там еще. Я смотрю, ты знающий брат, маша Аллах. И хотелось бы услышать от тебя, как ты, например, зачитываешь нам алфавит арабский. Да, проверить, ты тут нам Но ты не мозги мусульманин, случайно ты не компасируешь. нуждаешься в этом. Не, мы хотим, я вот тоже хочу это узнать, отмазки. ты компасируешь мозги или ты действительно учился? Да, он компасирует, он ничего не знает. Я же вижу, он от себя всякий бред несет. А ты Я, знаешь, например, в ты свое же время- учился в медресе, ты знаешь арабский, да? Слушай, допустим, я кафир, да? Ты сказал кафир, да? Хорошо. Я не говорил кафир, я сказал тебе, я сказал, ты не мусульманин. И я и так чё, вижу, что я не знаю. мусульманин? Вот покажи неверующему язычнику, что ты вот настолько ревностно относишься к своей вере, что даже заучил эти самые алфавиты и все такое. Можешь это мне зачитать? Я, например, учился в медресе,
Сюлкерт. Ты знаешь Сюлкерт место? Я знаю, все знают. Вот там я учился. Вот там, где мы учили алфавит, ну, мы его там произносили алиф, би, ти, си. Есть места, где зачитывают алиф, ба, та, са, но я учил алиф, би, ти, си. И мне интересно, знаешь ли ты наизусть? Давай зачитаем. Ты сидишь, ты нас учишь. Можно мне я интересно. Алиф, ба, та, фа, джим, ха, хо, даль, заль, ро, зо, шин, син, то, зо, айн, ган, фа, Не каф, тебе, каф, я лам, этому ха, парню ля. говорю. Я не тебе Я как говорю. пример ему показываю, чтобы он понял. Ну, если ты учился, ты, наверное, арабский знаешь, да? Я уже забыл его. Я Да? знал. Да, так как Ну, я не практиковал уже много лет. Ну, я тоже не практиковал 5 лет или даже 10. Ну вот считай, я уже 8 лет. Больше даже. А я 8 лет уже не мусульманин. Я покинул ислам. Ну зачитай, пожалуйста, алфавит. Ты будешь или нет? Потому что к нам сюда зашел один чувак, да, из какой-то конторы и начал учить Корану, что Коран такой-сякой. И когда мы ему сказали, зачитай суру Фатиха, он сидел там балбалай нам тут начал рассказывать. Ибрагим, ты помнишь это? Что он нам? Да. Какой Вообще, бред нес? я офигел. Красавчик, говоришь. Кстати, он Говорит, Фатиха что- Сур, ты знаешь Фатиха Сур? Вот Я? этот, который сейчас... Не, вот этот, который сейчас говорит. Салам. Конечно, знаю. Наизусть, а знаешь, вот можешь Фатиха, прочитать? Нет, да ну, вообще хорошо, детские. Он детский, хадиша. Детский, вы Фатиха, вы лама, Не, мы же детский просто мол, аудиси. про историю, про Коран вот так говорили. А зачем мы Ну, это зачитывали? ты же Не, споришь с просто нами, посмотреть, что мы ты ничего не мозги знаем. компасируешь, или ты есть по его... Да ну, как бы, нет, то- не, я сейчас... Я тебе показал, и Салиман, я тебе сейчас показал, что историю и Коран, да, ты говоришь, что это неправда, я придумаю, я ошибся на 50 лет, через 200 лет, ты понимаешь? У меня вопрос, почему при Мухаммаде ничего не было написано? Кстати, потом хадис родился, хадис родился что? На книгах, Леон, не говори ничего, тебя могут поймать. Там были небольшие листки написанные. Немного Окей, было я поэтому- написано, у пророка Так я- они лежали. Подожди, я сейчас к этому тоже приду. Я знаю. Эти книжки, что ты говоришь, сейчас написаны чуть-чуть. Разница между ними 800 лет. Забей и проверь. Жизнь, это сахаб. Это хадис. Он уже Это хадис. собрал мусхаф воедино. Всем Я привет. верю, ты знаешь, что, братья, ты будешь читать. Подождичку. Про телески, которые сейчас говорит антитеррор, я проверил это. Леон, мы 800 лет по другой разница сейчас уже пришли. Леон, это мы знаем, но он будет на своем стоять. Просто брат, машалла, знающий, машалла, муа. Это они написали. Сейчас, минутку, Леон. Ну, Алхамдулилля. мы знаем это, но они не будут это признавать. Ты им показываешь аят Корана, они проклинают, говорят, вы врете. Ты им читаешь, они говорят, вы врете. Ты им открываешь целый сборник тафсира, они говорят, нет, вы лжете, вы говорите всякие гадости на пророка. Да, ну все что угодно. Давай, брат наш, мусульманин, зачитай нам, пожалуйста, суру Фатиха, хотя бы доказать, что ты мусульманин, а не просто зашел какой-то тролль и троллишь нас тут. Может быть, ты какой-то кафир тут зашел и Давай, троллишь. бисмилля. Ради Аллаха. Давай. Бисмилля. Давай, бисмилля. Не, смотри, вот так, я не шучу вот насчет религии, я Короче, просто зашел, кафир к чтобы нам зашел, одним чисто словом. подискутировать. Я сам Ты мусульманин. кафир, который зашел сюда подискутировать. Алхамдулилля, брат. Давай. Алхамдулилля. Вопрос можно? Я могу спокойно зайти на любой израильский вот эфир и могу спокойно прочитать суру Фатиха. Мне аплодируют даже люди. Ну, Фатиха не проблема. Зачем Фатиха? Могу даже на арабском разъяснять. Алиф, ба, та, са, джим, ха, хо, даль, заль, ро, зо. Вот так вот прочитай ты алфавит. О, сюлкерта, алиф, И что, бити, сибо. и что это Ну, даст, видишь, если ты я нам щас- мозги компасируешь, там вот так букву, вот так надо читать, там какое-то разночтение. Понятно, да, что ты полный профан? Просто алфавит хич уже может сказать, человек имеет какие-то знания. И духов.
Кингс Равин, можно тебе вопрос? Да, задавай вопрос. Да, ты сказал, что ты уже 8 лет вышел из ислама, правильно же? Да. Я не ошибся? Да, ты не ошибся. Вот ты арабский изучил, все понял, прочитал, и ты вышел из ислама, правильно? Ислам изучил и арабский чуть-чуть. Ну, ты понял все это? Ислам выкидывает сам. Там даже не выходишь, даже не понял, что ты. Он выкидывает тебя сам. Как выкидывает сам? Ислам выкидывает? Как ислам выкидывает? Как выкидывает, если ты вот жил в Европе, например, и ты думал, что ты мусульманин, а потом выясняешь... Подожди. Аллах говорит в Коране, что только Он выводит из мрака к свету и из света мраку. Как так получается? Разве это не Аллах сделал? Или я сам вышел? Объясни мне, пожалуйста. Ведь Аллах говорит, что это Он предопределяет людям все. Подожди. Виновный бывает тогда тут Аллах, не я, понимаешь? По твоей вере это было предопределение Аллаха, потому что Аллах предопределяющий, понимаешь? Это по вашей вере. Если я зашел на какой-то эфир, именно на этом эфире говорят, если ты не принимаешь хадис, то я, получается, кафир, значит, это не считается, потому что это не Аллах говорит, а они говорят. Это иджма говорит. Это не я говорю. Вот об этом я и говорю. То есть выясняется, что ты живешь в Европе, и ты читаешь хадис, в котором говорит, что ты жить, например, не можешь в стране кафиров. Получается, тебя ислам выкинул. Пытался уходить, но ты понял, что тебя ислам пнул, потому что он тебе не позволяет здесь жить. Любой, кто переселяется или живет среди не мусульман, его ислам автоматически аннулируется. Вот, насчет этого есть аяты Корана, насчет этого есть хадисы, там где это рассказывается. Понимаешь, это не я говорю. Выходит, что все мусульмане, которые живут среди не мусульман, среди кафиров, они являются кафирами. Это с точки зрения ислама, это не моя точка зрения, понимаешь? С точки зрения Аллаха, ты думаешь? С точки зрения Аллаха и с точки зрения Мухаммада. Вот еще такой у меня вопрос. А вот самый древний Коран, который сейчас существует, я вот только что почитал, например, в ChatGPT, он пишет, что он находится, во-первых, в Лондоне, и там только 20 сур. Не 20 сур, а вообще-то какой-то листок. Да, ты видел его, да? Да, это в Бирмингеме находится, это в Англии, это листок. X равен. Вот я хотел продолжить насчет, я послушал вас, я хотел вот ты изучил арабский, выучил, прочитал, понял, все, и ты вышел из ислама, так понимаю, да? Альхамдулилlah, да, я вышел из ислама, альхамдулилlah. Да. Вот я о том же, 90% мусульман, они даже не знают, даже те, кто Коран знает наизусть, эти дети, не знаю, там все остальные, они просто заучивают это все. Они даже не знают, что они читают, о чем они говорят, почему они говорят, для чего, зачем. Еще бьют по башке. А еще бьют по башке, когда их изучают. Я помню, я когда учился в медресе, мне прямо в затылок, даже в боксе запрещено бить в это место, в затылок со всей силы ударил мой устаз, который учил меня чтению Корана. Первый раз голова заболела. Мне тогда 7 или 8 лет было. Мозги выбивать, и вместо туда оставляет тебе Коран, ислам. Чтобы ты стал... Я об этом говорю, когда разумный человек... Подожди. По твоей логике можно сказать. Подождите секунду. У нас все учителя Салам, пока были. ты здесь, ты же мусульманин, ты же говорил, что Коран 1000 людей знали, правильно? Ну да.
Давай я сейчас зачитаю один хадис, прокомментирую его, хорошо? Алхамдулилля, хадисы мы любим, алхамдулилля. Сахих аль-Бухари, 4986 хадис. Заид ибн Сабит рассказывал: после сражения с жителями Аль-Ямамы Абу Бакр вызвал меня к себе. В это время у него был Омар, и Абу Бакр сказал: поистине ко мне пришел Омар и сказал: в день битвы при Ямаме погибло много чтецов Корана, и я боюсь, что постепенно погибнут и все остальные чтецы Корана, и многое из Корана потеряется. Я считаю, что ты должен отдать приказ, чтобы собрать Коран. Я же сказал Омару, говорит Абу Бакр: как ты можешь сделать то, чего не делал посланник Аллаха? Омар сказал на это: это, клянусь Аллахом, благое дело. Омар уговаривал меня до тех пор, пока Аллах не раскрыл сердце мое для того же, для чего ранее раскрыл сердце Омара. И теперь мое мнение совпадает с мнением Омара в этом. И Заид сказал, Абу Бакр сказал: поистине ты молодой и умный человек, и у нас нет ничего против тебя. К тому же ты записывал откровения для посланника Аллаха. Займись же Кораном и собери его. Клянусь Аллахом, если, говорит Заид ибн Сабит, клянусь Аллахом, если бы они поручили мне перенести одну из гор, это было бы не труднее, чем собрать Коран по его поручению. Я сказал: как же вы собираетесь делать то, чего не делал посланник Аллаха? То есть посланник Аллаха не собирал Коран. Однако он сказал: это, клянусь Аллахом, благое дело. Абу Бакр продолжал уговаривать меня до тех пор, пока Аллах не раскрыл мою грудь, и не внушил мне то, что прежде внушил Абу Бакру и Омару, да будет доволен ими Аллах. После этого я принялся за работу и начал собирать Коран, записанный на голых пальмовых ветвях, на плоских камнях и находящиеся в сердцах людей. После последней части суры Ат-Тауба я обнаружил только у Абу Хузаймы Аль-Ансари. Кроме него я не обнаружил их ни у кого. То есть Заид ибн Сабит, собравший первый Коран, нам говорит, что последние части суры Ат-Тауба не было ни у кого больше. Никто не говорил, кто знает наизусть Коран, никто не говорил эти аяты. И дальше он приводит, что это за аяты, только у одного Абу Хузаймы он взял и включил их в Коран. К вам это были слова, он говорит: к вам явился посланник из вашей среды, тяжко для него то, чего вы страдаете. Он старается для вас, он добр и милосерден к верующим. А если они отвернутся, то скажи: мне достаточно Аллаха, нет божества кроме Него, я уповаю только на Него, ибо Он Господь великого трона. Эти листы хранились у Абу Бакра, пока Аллах не упокоил его. Затем они пришли к Омару и находились у него всю жизнь. Затем они перешли к Хафсе, дочери Омара, да будет доволен им Аллах. Так вот, вопрос. Если 1000 людей знали там Коран и волноваться было не о чем, с какого черта приперся Омар к Абу Бакру и умоляет у него поскорее собрать Коран, иначе сейчас последние, кто знает Коран, умрут, и мы останемся, многое останется без Корана. То есть без многого останется Коран. И потом он говорит: я обнаружил последние части Ат-Тауба только у одного Абу Хузаймы Аль-Ансари. Почему другие эти аяты не знали? А у меня такой же вопрос. Вот последний аят. Подождите, пожалуйста, подождите, вы можете не вмешиваться? Ты сам ответил на этот. Таким образом, не можно, можете вы помолчать. Что умерло много хафизов на войне, поэтому он боялся, что еще много умрут, поэтому он начал собирать. Не, почему он боялся, если их тысячи было? Потому что они всегда, шли войны, поэтому он боялся, что они умрут. Хорошо, тогда почему, если их 1000, знающих Коран наизусть,
полностью, один Коран только знают тысячи людей наизусть. Почему тогда последние аяты суры Ат-Тауба знал только один Абу Хузайма? Он не знал, у него был свиток. Но он знал, и у него был свиток. Чё? Нет, нет, не было у него Да, свитка. ты сам сказал это. Ну хорошо, был у него свиток, хотя тут это не сказано. Допустим, был у него свиток, в котором есть только, точнее, в котором есть 2 аяты суры Ат-Тауба. Почему их никто больше не знал? Ни у кого их больше не было. Никто Он ему имеет эти в аяты виду больше не свитки. передавал. Свитки он собирает, потом они все это сверяют. Аяты Понимаешь? про 10 Они собирали книгу, и они должны были написать эту книгу. Все правильно. Я понял, понимаешь? я же понял, я понял. И нужно было Я понял. собрать и хафизов, и всех. Я это понял. Я задаю вопрос, почему другой никто не говорил ему эти хадисы, эти аяты, не передал ему. Эти аяты Никто. знали хафизы. Это исторический Так он говорит, факт. я только у него это взял. Он нашел у него свитки. Свитки были у разных людей. Полный Нету Коран тут был свитки, при жизни. слова тут свитки нету, алло. Но ты А он попытался что собирал? от себя Ты придумать. Он в сердца не от людей то, себя. что было, собирал. У меня вопрос антитеррору. Нет, он Подождите, собирал вы свитки. можете не вмешиваться, пожалуйста. Он передал, он там не сказано, что он у него свитки взял. Там сказано, последние части суры Ат-Тауба я обнаружил только у Абу Хузаймы, и никто больше не передавал, кроме него это. То есть ты утверждаешь, что это просто свитки, да, у него были? Включи микрофон. Да, Кинг раз, есть же вот. Тихо, подожди. Ты арабский знаешь. Вот то, что сказал антитеррор, вот я к этому и шел, слышишь? Когда он сказал, подожди, да. Хафизы умерли, слышишь? Я спрашивать, а докажите, что они писали. И я начал искать доказательства, в каком году это тоже было, да, и начал дальше идти копать. Короче, вышла эта сура, вот эта, хадис вот этот, да, что типа они, там написано было, что там они это написали. Но разница между этим хадисом, там 300 лет, что-то такое, понимаешь? Вот проверь, увидишь. Я просто пошел дальше копать. Хорошо, Салам, следующий вопрос. Сахих Муслим 1452 хадис. Сообщил нам Яхья ибн Яхья. Я читал перед Маликом от Абдулла ибн Абу Бакра, от Амри, от Айши, что она сказала. Среди того, что было ниспослано в Коране, был аят о 10 известных кормлениях, устанавливающих молочное родство. Затем они были отменены аятом о 5 известных кормлениях. И посланник Аллаха скончался, а они все еще читались как часть Корана. Ты не мог бы мне показать в Коране эти аяты сейчас? Это какой хадис? Это Сахих Муслим 1452 Книга 17, хадис 30. Ну, все аяты есть в Коране, ты можешь, я наизусть не знаю. Нету. Как нету? Все аяты Так, там нету. Скажи, назови мне аят, в котором номер, дай мне Ну, аят, я о котором говорится. Я тебе о раз 5. сказал, ты открой, зачитай сам. Ну тогда какого хрена ты утверждаешь, что есть? Я тебе говорю, я хафиз Корана, нету в Коране этого. Ты хафиз? Да, можно сказать, да. Да? Да. Зачитай шуаро. Не надо мне сейчас какие-то Не, экзамены сейчас устраивать. экзамен, Я конечно, тебе задаю вопрос. Я тебе задаю вопрос. Простой вопрос. Смотри, Я простой сказал, вопрос. все Не надо на аяты меня есть это в переводить. Коране. Назови Ну мне как? номер тогда его. Но ты же хафиз говоришь, ты назови сейчас. Я тебе экзамен Как я тебе назвал, как я тебе его назову, если его нету в Коране? Этого аята нет в Коране. Значит, ты не хафиз. Что ты смеешься?
Ну хорошо, тогда перед всеми людьми опозорь меня и назови номер. Я же говорю, я не хафиз. Ты сказал, ты утверждаешь, что ты хафиз. Ты должен был знать. Я же не Так я утверждаю, тебе, что я- поэтому я знаю и говорю тебе, нету в Коране его. Но я сказал, зачитай шуаро. Мы не о Шуаро говорим, мы говорим о Ну аяте, о я 5 сейчас кормлениях. проверяю. Смотри, ты не являешься... Тогда я проверяю, проверяй что ты молча, хафиз пожалуйста. или нет. Потом ты не можешь Ты зачитать проверяй шуаро. молча, я тебе говорю, слышишь? Мне не надо ты можешь- экзамены устраивать. Конечно, Я не нужно, хафиз, если ты мне утверждаешь. сейчас назовешь... Хорошо, я не хафиз, если ты мне сейчас назовешь номер этого аята, и опозоришь меня перед всеми. Я глаз ложу, что в Коране нету этого аята, а ты что ложишь? На что спорим? Перед вот Давай. этими 170 с лишним Давай людьми. ему обрежу путку. Отбрежу путку ему и все. На что споришь? Я Глаз вообще не выколю спорю. себе. Я тебе экзамен поставил, ты не смог зачитать. Хорошо, я не смог. Приведи мне тогда номер аята. Я сказал тебе все аяты. Нет, уже, я тебе бесполезно, говорю, ты что, уже сумасшедший, бесполезно. что ли? Хаджан, салам, идешь и изучаешь просто этот вопрос. Если ты не в курсе, такой хадис достоверно существует, но аята такого нет, да, который в хадисе сказан. Нет, другой вопрос. Слушай, Парамат, а откуда они знали, что мы там, ладно, давай так, после этой битвы, да, там перебили половину этих хафизов, да? Откуда они знают, что вот, они написали правильно? Кто-то проверял их, откуда они знают, что там это достоверно все? Его же нету. Ну, Правильно? это считается предопределением Аллаха. Вот все, что они записали, собрали и туда. Как определение? Короче. Подожди. Субханаллах. И смотри, вот книга, этого даже простую книгу Мухаммора, ты подожди пишешь. секундочку, услышишь, услышь И меня, даже очередность аятов, очередность, Услышь. сур, название Да. сур, все считается Слушай, как... Мухаммора нету. Услышьте внимание, по Мухаммора сценарию. нету. Мухаммора нету. Хафизы вот эти половины перебили после этой Подожди, битвы. сам Мухаммор, сейчас ты... Тихо. Ну, Не, давай так. аккуратно, Спокойно, спокойно. аккуратно тогда говорили, Лео, чтобы не... Ладно, это давай. самое, Его нету, да? Этого нету. Хафизов перебили, а теперь кто-то пришел, написал. А кто проверил, что он правильно пишет и неправильно пишет? И достоверно, недостоверно? Вот я сейчас приду, сейчас тоже нарисую, там напишу, там от души, короче, напишу, и так это было, все. С головы придумаю. Но если честно, Леон, сказки ты хорошо будешь сочинять Ну, и и- вязать. Поверь мне, Можешь, там такие сказки, книгу. как у вас написали. Аята, Я- например, на достоверность проверяется, например, несколько человек, когда говорят вот одинаково, вот, человек 10 говорит вот этот аят, вот который последний антитеррор привел, аят, например, должны привести там человек 10. Если они одинаковые, тогда это достоверно. А этот один человек сказал. Он может Они сказать же все, могут что говорить. хочет. Они могут... Хорошо, а где доказательства, что они могли сговориться? Мало того, они могли увидели, что там есть разногласность, подчинить. То есть опять мы на доверие идем, да? Не на доверие. доверие, а на памяти. Весь На память. Коран на и память. хадисы на доверии строится. На доверии, чисто на доверии. Слушай, Там. Да, это пипец, блин. После смерти его да, он ничего не написал. Там одна коза съела, а когда написали, я пошел узнавать, в каком это году было, да, и они написали, как бы, ну, то, что у вас написано. И где доказательства? И тут пришла к битве, к этому, когда битва после Абу-Бакра, там этих поубивали половину, и они начали писать. Я начал опять спрашивать, где доказательства и как к этому пришли. И мне выходит этот хадис. А хадис, разница между этим подтверждением 200 с чем-то лет, ну почти 300 лет. Понимаете, да? Так они прикрыли эту правду. А 10, Да. хоть 50, они могли сейчас сесть, да? То есть они же знают, что им надо что-то написать, договориться и все. Мало того, даже если какая-то была разногласность,
они могли потом подправить, и все. И закончили. Леон, Все очень примитивно. Леон, Все очень примитивно. ты читал хадис там, что у Аллаха есть собака? Там какой-то петух или что-то такое я видел. Собака. Про петуха слышали? Собака. То есть хадис, он говорит: о Аллах, натрави на него свою собаку. Пса. Подожди, петух, что за петух? Интересно, если честно. Хороший вопрос. Ну, это Хабара, что ли? короче, у Аллаха есть петух, который Альхамдулиллах. да, оповещает. Петушица или что он делает? Нет, он кричит, и что-то там все пробуждаются, или что-то такое, короче. Я точно не помню, но про петуха точно есть там. Антитеррор хорошо знает про это. У меня другой вопрос. Почему он умер как кафир Мухаммед? Почему? Как лжеце-пророк? Вот это Каким был, таким и умер. Не, давайте вот, где мы, мусульмане, это, пусть мне ответят. Я мусульманин. Он же Да, я мусульманин. Ты такой мусульманин. Где настоящие вот эти истинные орлы? На самом деле это реально хорошая платформа любого мусульманина проверить свои знания. Я правильно пришел к этому выводу или нет? После чистого к тебе такой вопрос. То, что ты рассказал, я вот так все это увидел, да? И потом задал, где подтверждение, что они писали. Вот. И мне выскочил вот этот хадис. Потом, когда я спросил, в каком году этот хадис вышел, да? То есть там разница была, 300 лет примерно. Иснад, типа выучили его, передавали цепочку хадисов. Не слышал такое? Алхамдулиллах. Поздоровайся. Ассаламу алейкум, Тима. Машкулlah. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Второй играет сейчас. Смотрите, друзья, давайте чуть-чуть тему, ракурс сменим. Вот смотрите. Есть кто верит в хадисы Бухари? Есть, да. Есть. У Бухари есть хадис про 7 фиников аджва, которые натощак, если ты схаваешь, тебя ни один яд в этом мире не возьмет. Вы верите в этот хадис? Я верю, но я боюсь пробовать. Да нет. Дай попробуй. Еще есть верующие в этот хадис? Или как-то... Я вот этому Леону задал бы один вопрос. Алло, я тут что-то пытаюсь объяснить. Верующие в этот хадис есть? Бре, сейчас ты задаешь сейчас такие вот вопросы, чисто надсмехаться, ради... Никакой не надсмехаться, я хочу вашу логику. У меня создается такое впечатление, Ибраим. Возбудить, чтобы он начал работать. Ибраим, у меня мозг очень хорошо работает, в отличие от твоего мозга. Но вот этому еврею, который здесь присутствует... Не проблема. Смотри, не проблема. Сейчас я выключаю вас, ребята. Еще раз переповторяю свой вопрос. Я тут тоже же вас слушаю часами. Мне тоже интересно, вопросы возникают. Давайте вот ответьте, кто верит в хадис, что 7 вот эти медин, которые там в Медине растут, вот эти аджва, 7 фиников, если вы их схаваете, что вас ни один яд не возьмет. Вы верите в этот хадис? Я тебе отвечу на один вопрос. Да. Если это действительно есть такой хадис, мы истинно верим все, что сказано и в Коране, и в хадисах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы не ставим под сомнение даже это, потому что это наше убеждение, что все, что случается с нами, все плохое и хорошее, это все от Всевышнего Аллаха. Окей, ты готов съесть 7 вот этих фиников, аджва, и
какой-то там крысиный яд, там вот что-то такое записано. Не, нам эти эксперименты делать нам никто не обязал нас. Это просто Значит, твои ты не какие-то до конца подколы. верующий, да? Вот Но я я вот и сейчас, хочу я вот понять. сейчас задал бы вопрос вот этому еврею, который присутствует за Я не получил Не, я его не вопрос. оставлю, я ему задам вопрос. Как, кто это здесь вообще болтает, я не пойму. Я тут, Вы все если время есть Коран, давайте мусульмане, про евреев поговорим. если здесь есть мусульмане, я хочу задать к своим соотечественникам, чеченцам, чтобы их чуть-чуть, ну, и не чеченцы пускай, чтобы у меня интерес в основном на чеченцев, да, потому что именно вот чеченский народ, им пытаются манипулировать. Поэтому у меня вот такой вопрос. Вы слышали такой хадис? Вы знаете, что это достоверный хадис? Мы вас будем слушать, Ибраим, или мы будем обе стороны слушать? Я хочу разъяснить, что вот эти хадисы, в которые вы здесь верите, здесь не верите, как раз таки через эти хадисы и передается все вот это предание. Кто Коран собирал. Подожди, ты меня сейчас не затыкай там, ты меня не закрывай. Пошел он отсюда. Кто Коран собирал, кто его разбирал, кто где-то что-то там чем-то занимался, кто на каком этапе. То есть нам это все через эти хадисы приходят. И знаете что? Эти хадисы первые, которые собирал Бухари, да, вот этот Бухари, он собрал их 600 тысяч. То есть он собрал их 600 тысяч. 700. Не 700, 600 тысяч. Из них он выкинул... Окей, не 600, думаешь. Из 600 тысяч хадисов он выкинул 7 тысяч, кроме 7 тысяч там с хвостиком, да, я всегда забываю эту цифру, пускай там 7500, скажем так, да, можете погуглить, посмотреть, сколько их точно. Все остальные он выкинул. И этот Бухари сказал, что все остальные хадисы, 98 и сколько-то там процентов, да, просто взял в мусорник, выкинул. И теперь смотрите, вот на тот период люди, с которыми он общался, у которых он собирал эти хадисы, все, что эти люди практиковали, да, вы представляете, вот как они намазы делали, как они постились, как они там Аллаху поклонялись, как они какие-то эти совершали. Если из всего собранного 98 с копейками процентов он выкинул в мусорник, сказав, что это недостоверно. И только 1 с хвостиком процент он оставил. И знаете, кто это говорит? Где это впервые сказано? Я могу ошибаться, в 13, по-моему, век, да? То есть Бухари, живший через 230-250 лет после пророка, его даже вот этих каких-то подлинников, где он это записывал, их нету, даже их нету. И первый источник, который говорят, что есть подлинник, хотя это тоже нужно проверить, да, там вот этот анализ сделать этому, да, посмотреть, действительно ли это. Он в 13 веке у Багдади такого записано это все. То есть все у нас идет, крутится вокруг вот этого Багдади. Вот это этот Багдади сказал, что Бухари был, Бухари сказал, что пророк был, что они вот так вот это делали. И он из того всего, что собрал, выкинул 98%. И знаете, что самое интересное? Все вот эти хадисы, достоверные они или недостоверные, это все отметил албанец, который жил в прошлом веке. Вот этот албанец, который жил в прошлом веке, он определил достоверные или недостоверные. Красавчик. Это, понимаете вы, да? Просто вдумайтесь в это все. Просто когда вы вот молитесь, я не знаю, веруете во что-то, попытайтесь вот эту веру свою, вот это вот все хотя бы
вот как бы в себе это все тормознуть, не лезть куда-то к людям, потому что вы ни хрена, извиняюсь за откровенность, вы не знаете вообще об этом ничего. Вам просто албанец сказал, что достоверное, что недостоверное. То, что в первом источнике, в 13 веке у Багдади говорят, и то мы не проверили это, да, никто там не дает это ничего проверять, какой-то анализ вот этот углеродный, или как он называется, сделать. И точно так же этот какой-то Багдади записал Бухари, который 98% всего выкинул, у которого записано про Коран, как его собирали, кто его собирал и так далее. Ибрahim, Просто вот когда вы кому-то грозитесь что-то отрезать там, или, я не знаю, свой памперс наполнить там, или чем-то еще там, на себе волосы рвать, как обезьяны, по стенам где-то бегать, да, там, кувыркаться. Вот в этот момент просто вспомните, и потом чуть-чуть остыдите свой пыл вот этот, да, чуть-чуть так, да, вот поразмыслить вот над этим, вот как и что, как к этому всему можно вот так вот, скажем так, безбашенно относиться. Ибрahim, я передаю. Подожди, Ибрahim, откуда вот он, смотри, вот то, что я сказал, Прамат, к этому я и пришел, что там была это, по этим хадисам разница. Но откуда он знал, что достоверно, недостоверно? Вот это тоже ему надо был вопрос. Что он сверял, там должно быть 10 копий одинаковых, или я не понимаю, как это работало? Как система работала? Marshall Lusher, Masaga. Ошибался ли то, что глубокшаш. Ибрahim, как он сверял? Откуда он знал? Дай мне слово, пожалуйста. Дайте тоже слово. Коран за раз два сильмадати, постепенно два синду. А самое близкое того, когда Омару, да он забеспокоился, Коран собрата дезал. А Омара, Коран дагаху шульвешворк, да, например, хафиз шульвешворк. А Абу Бакару, второй нога, что Омар говорит, а и шульвешворк хафиз. А Харис бин Сабит писар у царидон. И шульвешворк, да он хафиз. Айша يودون دين هدو دين تعامو دايق يولدون يخل يشر خافز خبصة يودون عمري يخل يشر خافز خاطر دوكشو جينز أس ديش شو منتع تون سخي جدي هو شبويش خافز تون هو اشتاق عمر شيت شرع من أبا بقرة يتار ألك دو يتار ألچي دا عدو چما دايوي يمين نتار ألچن دا دوي عمر إنا طول خوش عمر خافسوات أبو بكر خافسوات عائشة خافسيات حفصة خافسيات قي دعبو إشدوي عايش إزرش كخلا بوغي بقدات إذا راس دوسينا دات إناختن دائما يوخا إشتخلا بات وعاوجو دو شكولا يش للا باتش عيد بويد للنحبو إشدوي نو إشي إيديولوجيش عياد وتريازي نمدوش برغت وعاوجو أنا رجازة تندات يشتحقوش لألقصون دوش نادات سيقا انت شك خاطة دوكسر لبويتشن شندل جوف دوي يخلي ناخ أقرج أو والنا واس داش بيش أقرج أو يوخي ناش أقرج سوتي بوبوش بالناخ ما فيش خليش بيروت يوخي دابش دوم تشتي أي ليت عندات Так, может, вот этот мир хочет ответить. Сейчас это один под именем мира. Так, мир. Хотел спросить, если можно. Так откуда албанец знал, правда или неправда? Вот, Вот мне тоже интересно. Откуда? Смотрите, я буквально просто объясню. Бухари откуда мог знать, что эти хадисы достоверны или нет? Вот сам Бухари откуда мог знать, что пророк сказал, что пророк не сказал? Откуда он это мог знать?
Почему он 98, представьте, 98% всей нашей религии, там, мусульман, почему какой-то Бухари взял и в мусорник выкинул, сказал, что это недостоверно. А потом Бухари еще, этот сам албанец, еще там их допроверивал, да, вот это достоверно, вот это недостоверно. Ибрагим, Когда кажется, что Бухари какой-то святой человек, почему он вообще он откуда появился, теперь его слушать, оказывается, надо. Ибрагим. Так, Гроз, выстал. Нохче матаца, шедоши дерез. Допустим, шел нохче денчур арвела, да. Аж предлагать дождик худут хон. Гроз, хажа, он дерез хуйл حقوقها سام нормально выстрелил حقوقها عنهم آلة تأسلا سون بعد ديزا سأقربيت ده خدا اشتغل خاتشق ويلرن просто дерез хуйлон во-первых, да. Во-вторых, сахучуха вообще интерес, я чун цадин чурнах багай цанахич дин чубагай цахуне иногда просто геройки гош был шабал пал буй вайқоман вайқому уже. هاد إشت كيك بايشولش باتسر كده حتى هم نختيش خلشة تيش شم خلتي إشت أد أويزها تيش أد أويز دو أخش ديلك تيش دو ميو إديل تعنا أو سوازي أسوبا خيون غرو حتى هم نختيش شوينز например لامز دا ديز ال تيش شوخر حين اشتيش تيش اد هون ساعتي هون دوخ شتو هون يادن هر دخوات ديزي هر هون يادن هداكي جوالش هون سا خوز گوش مدو هون سا تيجا ايلري باغري ديش مو از ديش شو ناقص اسوبا خين просто бог цаз لو تناغ باي تناغ навязывать да هر дол نوخچی قام ده شیتا همانتیر دا درزین цана хуют шиена цаху что цан humанти дерзин сути авама этиш 14 тысяч человек ушли в Сирию, вот этот Ирак, Шам, так называемый. Вы понимаете, это для миллионного народа там с копейками. Это какой удар? 14 тысяч, вот представь. Это вот эту сумму, это количество, напомните мне, кто это. Это серьезный источник об этом говорит. То есть на втором месте только саудиты, там 12 тысяч. Из сколько там их миллионов, я не знаю. Ну представьте, вот, чтобы вот такой вот народ, который на бутылке у русских сидит, чтобы он ездил его в Сирию закинул. Сейчас палестинские какие-то фронты нам, дагестанские наши братья, сутенеры или кто вот эти вот везде лазят здесь. Палестина, поехали, чечены в Палестину, Кораны соберем, поедем в Палестину куда-то. Мусульман. Сейчас граница, откройте границы, для мусульман сидят. Это же ненормально. Алло, подумайте сами. Вот вы вот это вот. Вон здесь, в Европе, посмотрите, во что мы как бы уже все, тут серьезно нас никто не воспринимает. Ну зачем? Нормальный народ, нормально. Мы в свое время очень отлично как бы вот это свое национальное самосознание. Никто вот в постсоветском пространстве как бы, скажем так, как мы вот морально, там, нравственно, скажем так, вот свободолюбиво, вот так вот никто, представляете, постсоветское вот это, как мы там отличились в свое время, да, вот именно своей такой темой, да, за правду, за свободу, за вот такое вот дело, да, и тут нас буквально через там уже 5-10 лет во что нас превратили. Зачем мы вот туда лезем в какие-то вот темы чужие, да, непонятно, которые мы вообще не знаем. И мы куда? 94-й год. Какие темы мы лезли? 94-й год. Когда нас начали бомбить, убивать, тоже мы лезли куда-то. В том-то и дело, что там мы как раз таки были нормальным народом, нацией, государством. 44-й год тоже мы куда-то лезли, когда нас всех выслали.
Там мы никуда не лезли. И не там, и не там мы не лезли. Сейчас мы начали лезть, я с тобой согласен. Мы сейчас лезем куда? У нас всегда ислам, когда ислам должен быть, они телечи, халичи, лелда, свой, да, дину дешмадаться, Инц дулдел хорошо. Дин цеха сонкунаху, дин эл асяху эл. Вот именно вот эта вот тема, посмотри, что она сделала. Вот этот нормальный народ, который знал, я спрашиваю, чем он занимается. В 44-м это Дин нам это сделал, да? Не, конечно, не в 44-м нас просто вышвырнули, взяли, всех собрали, короче, вышвырнули вон туда. И это не в 44-м вообще начиналось. До 44-го там вот это раскулачивание. Это очень давно. Потом все мужское население на фронты там отправляли. И потихоньку вот так вот привели к этому, что в конце всех собрали и просто вышвырнули туда. Это я не об этом, да, не об этом сейчас. Я как раз таки хочу сказать, что вот именно вот эта тема, да, религиозная, она полностью уничтожает нас как народ. Понимаешь? Вот уже абсолютно нигде, ни в мире, посмотрите, как... Наша жизнь мою, и что дин ахил мур уничтожает. Вайрила хулака, ордин цаня, дорш. Хадош. Мечаду. Вот впервые я нашел человека, впервые за всю историю я нашел человека, который хочет мне показать, в чем сходятся чеченские традиции с исламом. Покажи мне, пожалуйста. Я тебе покажу кучу сейчас моментов, где у нас полностью противоречит ислам, именно вот в его истинной такой салафитской... Есть некоторые моменты, где традиции у нас не соответствуют, да, я признаю. Не, ты скажи, где соответствует, а я тебе назову, где не соответствует. Многим соответствует. Ну, ты подумай. Лара, да, на халул ховег, сосед лара, лошен годар, лошен поддержки. Какой сосед? Какой сосед? Сосед тебе чужой человек в исламе, абсолютно. Это и есть как раз противоречие. В чеченской культуре для тебя сосед ближе твоего родственника считается. Исламе. Ты не можешь даже жениться на соседке или с дочку, чтобы твоя замуж вышла за соседа, потому что соседи это твои ближе, чем родственники. Это по-чеченски адатам ты говоришь? Конечно. Ибраим, в исламе сосед не может с тобой общаться без махрама. Ну, ты сейчас говоришь, понятно, ты сейчас говоришь моменты, которые вон как наркоманы есть среди нас, да, как какие-то побочные действия. Я тебе говорю о культуре, которая полностью не позволяет вот такие вещи. Да, окей, сосед, первый момент, где полное противоречие. Что еще? Почему полное? Родственные отношения есть в исламе? Есть, Дир. И в чем? Где родственник? Двоюродные братья, сестры, родственники друг друга? Есть хадисы, даже если ты посетил больного человека, что как будто ты Аллаха посетил отцом лоуршилука дня. Цонгшвол сага. Где это? История, хадич, сосед жидких лар. И на остун мусор шкеф. Это все недостоверные хадисы, где про евреев говорится в такой приемлемой, мягкой форме. Я тоже это думал. Так. Сейчас. Смотри, ладно, у тебя я вижу ни одного нет. Давай я тебе теперь противоречия покажу, да, которые в исламе не соответствуют с чеченскими устоями. Рабы есть, были когда-нибудь в чеченской среде? Приветствовалось это? Именно. Бывало, конечно. Валлахи Бог. У меня были рабы. У моего отца были рабы. И? Ты дагестанец? Нет, но чего, дагестанец. Советский Союз.
И кто у тебя... Россия, какой- дам мелон, что ночью рыбы шелбу, аскрим. Версим это двицердатус. Дух бук бичеш. Хазам, Адица, ты сейчас говоришь о бичах, которые он за бутылку водки приходили, тебя работали. Ты худой. Хабак беш, вайцах просто хабак беш. Бейтна митчам. Нет, ты понимаешь, что раб это не человек, который за бутылку водки тебе, за какое-то, за то, что ты ему чем-то платишь, вознаграждаешь тебе работу. Я живу сейчас в Бельгии. В Бельгии я видел бича. Я тебе объясняю, ты просто не в курсе то, что я тебе говорю. Вот смотри, раб это человек невольный, которого ты захватил, которому ты говоришь, что ему можно, что ему не можно. То есть это абсолютно человек без свободы, которого ты можешь бить, если он не выполняет твои приказания, которого ты можешь продать, поменять, понимаешь? Ты сейчас мне говоришь о этих. Ты мне сейчас говоришь о вот этих, которым ты бутылку водки давал, да, он тебе там огород перекопает, короче, или еще что-то сделает. Я тебе не об этом. Следующий момент. Давай идем потихоньку, поэтапно, разъясняю. В чеченской культуре родственные узы, двоюродные братья, сестры. Такое есть? Родственные узы, двоюродные братья, сестры есть в чеченской культуре? Есть. В исламе есть? Есть. Ну, давай я уточню. В исламе можно жениться на двоюродных сестрах, братьях? Можно... Альхамдулилля, конечно, можно. Альхамдулилля, можно, чтобы они без махрама виделись, как бы приобнимались. Вот ты знаешь, что в чеченской культуре приобнимаются при встрече. Вот это в исламе есть что-нибудь подобное? Я по-другому скажу. Исламе не запрещено на двоюродной сестре жениться. В моей нации это запрещено. Ну, это мне ислам я тебе вот не заставляет моменты, меня жениться на двоюродную сестру. Ислам говорит почитать другие традиции других людей. Чеченский адрес, ты даже об этом подумать не можешь. Даже нет такого. Не, я тебе объясняю, что... Я тебе объясняю... Свободно, я тебе объясняю. Вот смотри, у меня там сестра, брат, да, там какие-то родственники. Вот их дети и мои дети. То есть это я наоборот пытаюсь, чтобы вот эти родственные узы, чтобы они знали, кто их родственники, чтобы они как братья, сестры, как между собой, так вот с двоюродными полностью вот так вот были, да, там одним этим организмом, скажем так. В исламе это запрещено. В исламе мне говорят наоборот, нельзя без этих, нужно 5 раз пососать сиську, чтобы... Ахун запретит тебе, öyle niye atsın İbrahim? Не, я не гунд, я не про это говорю. Я говорю сейчас тебе... Я тебе сейчас говорю о разногласиях. Я хочу именно это тебе. Ты знаешь, что ты вот дядя, вот твоего брата дочка, ты ее без платка видеть не можешь. Ты в курсе этого? В исламе? Знаешь, почему ты не можешь ее видеть? Как это интерпретирует алима? Знаешь, почему? Я знаю, я в курсе. Почему? Ну, ты говоришь, что махалар бешдук. Нет. Нет. Потому что ты пойдешь, если ты увидел дочку своего брата, вот племянницу, там без платка, вот так, ты пойдешь и ублюдок, ну не ты, я вообще говорю, кто это? Ты идешь, ублюдок, и своему сыну говоришь, она красивая, она вот такая. Ты представляешь теперь, вот сравни это с чеченской культурой. Ибрахим, если ты родился бы там, ты сейчас по-другому говорил бы.
Ты родился Мне вообще чеченцем. полностью по барабану, где я родился, тебя твои как я. традиции Я тебе хочу объяснить, что ты мне это, когда ты мне эту идеологию несешь, ты что мне вообще принес? Что ты мне приносишь? Ты на мой культурный уровень посмотри. И посмотри то, что ты мне приносишь. Ты видишь вот это разногласие? Ты чуешь, как оно? Теперь представь, вот твоя двоюродная сестра там, или троюродная, мне пофигу. Я вот, короче, у меня родственные отношения со своими близкими. Тут ты мне не даешь эти родственные отношения с ними, короче, чтобы было. Но чтобы они были, да, вот эти, то есть если чтобы я мог и наедине оставаться вот так, да, или в гости приходить, я должен 5 раз пососать, короче, сиську, извиняюсь. Короче, меня должны грудью накормить 5 раз. И тогда я могу заходить, выходить туда. Нет, ты просто представляешь вот это? Я представляю это. Мне это непонятно, да, тебе это непонятно. Но если ты родился бы там, тебе было бы это понятно. Ты сейчас по-другому говорил. Мы просто чеченцы. Не там, Это я не тебе значит, именно что на вот эти моменты. все земляне должны жить как чеченцы. Тебе нравятся свои адаты, живи вот с ними. смотри. Тебе же ислам не запрещает жить своими адатами. Абу-Бакр заходит к пророку. Когда тот лежит, и у него видно, короче, голень обнаженная, короче, там, бехкеметы, гуш, ульшуис, то есть он лежит с обнаженными вот этими местами, короче, постыдными. Абу-Бакр заходит, если ты не в курсе, Абу-Бакр тесть пророка, то есть тунда уис. Это Айшат рассказывает этот хадис. Заходит туда пророк, Абу-Бакр, и пророк лежит, даже задницу, короче, с места не сдвинул. Я говорю по нашим меркам, как я это негативно отношусь к этому, да? То есть, как этот хадис передает. Я тем более не утверждаю, что вообще такое было там, мне пофигу, просто вот то, что там передают, какого дебила из меня, то есть, какую бескультурщину меня, да, то есть, мне на моем уровне там культурных каких-то этих, что мне предлагают, смотри. Заходит, этот лежит, и потом он как бы не сдвинулся с места, они поговорили, потом заходит Умар, второй тесть пророка. Понятно, да? Второй, Тунда. У Умара дочка тоже у пророка замужем. И там пророк, короче, вообще как лежал с этими открытыми местами там еще, так и лежит. На третий, короче, по третьим по счету заходит Осман. И тут пророк вскочил там по стойке смирно, сразу выровнял свою одежду, спрятал свои эти постыдные места. И потом Айша спрашивает, это что такое было после того, как гости ушли? Она говорит, зашел мой отец, ты лежишь, даже задница не пошевелил, короче, на себе одежду не поправил. Зашел Умар, то же самое. А зашел Усман, ты вот вскочил и стал по стойке смирно. Это что такое? И он говорит, как же я могу как бы лежать перед человеком, которого стесняются сами ангелы. Ибрахим, сейчас я тебя поправлю. Этот хадис, когда ноги он держал в воде, у него чуть-чуть выше колен было поднято. Почему ты так рассказываешь? Почему ты искажаешь это все? Кстати, ты знаешь, что Осман, его зять, Нуцуис, дочка... Нуцуис, ахия чвутун дерша, гуоцун, халгат нирша, элцу, гол хум халла, хичу аквокш, хичу алат беш, чуават, ама бог гол месташ, гуоцун, аверзан вя, ольш мацахалай. Сохай шуй, меня слышно? Так, сейчас у меня что-то глючит, я не могу ничего сделать. Если сейчас слетит, я сразу же
Нормально у нас, не слетел эфир, как я понял. Номер Эрдериас юкцин. Сунумаца гене хичукук шбекенаш. И что, да, тоже развелаш. Сунуфазин, да? Хочу кукшбехкан, хочу кукшбехкан. Идем дальше. Вот смотри, ты, короче, как чеченец, идешь куда-то в военный поход, да? Там захватил замужних женщин по суре 4, 24 аяту и привел, короче, несколько вот этих вот захваченных там чужих жен, да? Штуки 3. Ну, такой примерно пример. Приходишь, возвращаешься домой, ты уже как бы с ними салам алейкум, и даришь одну вот эту, приводишь домой, и твоя жена, дети, папа вернулся, салям алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху. Это кто, папа? Вот это мои наложницы, бисмилля, вот я привел, у которых груди свисают, и у них от пупка до колен только закрыто, остальное они должны вот так голыми ходить. И ты так домой. И жена твоя, маша Аллах, какие у тебя 3 наложницы. Субханаллах. О, ты сейчас будешь как бай, короче, там лежать себе нормально. Молодец, хорошо завоевал. И такой папа заходит твой, тоже пожилой. Субханаллах, саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ахи, это что за баракат, короче. Папка, вот смотри. Одну вот эту вот я тебе дарю, бисмилля, я уже, короче, больше не хочу ее. Вот эту тебе подарок. И своему старшему брату еще одну. Вот это вот тебе, ахи, носите на здоровье себе. Ты представляешь вот такую картину вообще? Кто? Это пророк? Да пофигу, пророк, не пророк. Он-то добро на это дал. Он добро на это дал, сказал, делайте. Нет, сейчас идет у нас... Незамужная девственница были, я это помню. Нет, ты представляешь такую картинку? Вот, можешь себе представить? Очень интересная картина. Представляешь в голове, ты как будто какой-то ролик такой, прям представил его. Ну, как будто создал ИИ, как будто бы. Да, я просто вот не знаю, вот это, что в исламе, да, и что у чеченцев, как вот это можно сопоставить, вот это дело. Ибрahim, Аджан, انت خمنا حد يتشدات بيام الحق ويشوات شو ذا حديث это вообще? Это аят об изнасиловании замужних женщин. Аят, сура 4, 24 аят, изнасилование замужних женщин. Вообще по боку, кто они, как делали. Я тебе картину вот сейчас полностью спроецировал, да? Перед тобой картинку поставил. Ты себя такое можешь представить? Как чеченец? Как ты мне говоришь, конечно, нет. А почему? Это... Что тебе стыдно? Сунна? Что нет, тебе? Не стыдно. Нет, как ты говоришь? Там идет война между мусульманами и неверующими. Эти неверующие делают то же самое с мусульманами. Почему мусульмане не могут сделать то же самое с ними? Конечно, не может. Какой-то там, знаешь, он такой же, как и они, дикарь. Смотри, если когда сейчас... Буданов пришел в Чечню, изнасиловал мою сестру чеченку, блин, почему я не могу сделать? И что сделал Тимирханов? И что... Подожди. И что сделал Тимирханов в ответ? Его, как муджахид. Тимирханов что сделал в ответ? Убил его. А почему он пошел, его сестру, там, жену не изнасиловал?
И ты представляешь, если бы он пошел, его сестру и жену изнасиловал бы? И не всех женщин в исламе берут. Те, которые на поле битвы помогают своим воинам, вот этим кафирам, короче. Какие войны, какие кафиры? Ты наложницу ты можешь подарить, купить на базаре. Ты что, вообще не понимаешь? В другом аяте ясно сказано, что невинным людям, старикам, Мухаммад никогда не продавал рабов, Бог даст. Никогда в жизни Мухаммед не воевал с армиями, никогда. Единственная битва при уходе. Женщин в армию брал Мухаммед, но никогда его противники в бой женщин не брали. Никогда. Это Мухаммед единственный. Ни одна из деревень, ни этот Мусталик, ни Аутаси, ни в одном месте там никаких женщин в армии не было. Он просто нападал на деревни, на села, и там убивал мужчин, женщин в качестве трофеев, как секс-наложниц, раздавал между своими воинами. То же самое и при Хайбаре. Я понимаю, конечно, я никак не осуждаю, если пророк это сделал, но ты мне можешь пример, довод показать, я не знаю, исторический контекст. Насчет чего? Насчет того, что ты сейчас это сказал. Типа там... конечно, можешь самый банальный, ты можешь сура 4, аят 24, Тафсир Ибн Касира, он там приводит Сахих Муслим, хадис, где этот аят не спослан, там разъясняется в хадисе. Тафсир Ибн Касира, он приводит его. Там много есть там. Например, Хайбар, София, жена, которая Мухаммед женился на иудейке. Например, это Хайбар, был такой оазис, деревня, там жили иудеи. Он напал на них, перебил кого мог, некоторых оставил, чтобы они там землю разделывали, выделывали, или как это называется, и ему платили за это. Антирот, ты расскажи, почему он напал? На Хайбар я не знаю, почему он напал. Я знаю, потому что они вероломно нарушили договор, напали на мусульман. Нарушили евреи, конечно. Какой договор? Договор был между мусульманами и евреями. Между мусульманами и евреями был договор, что они защитят его. Но этот договор не включал того, что сделал Мухаммед. Пошел, напал на караван курайшитов при Бадре и вырезал там знать курайшитов, среди которых был Абу Джахаль. 25 труп обезуродовал, забрал с собой и бросил в колодец загрязненный. Это не входило в этот договор. Естественно, после этого они отказались защищать его. Мухаммед сам нарушил договор. На самом деле. Договор между арабами и евреями. Напав на мушриков. Давайте еще. Он же пришел к иудеям, попросил у них убежище. Из Мекки он сбежал в Есриб, Медину, где жили иудеи в основном. Он у них попросил убежище и с ними заключил договор, что как там было, там никому не помогать врагам, да? Врагам друг друга и заступаться, да? Такой был договор. Сейчас я хорошо помню. Давайте еще пройдемся дальше по вот этим местам, да, в чем сходится, в чем различается, да, там. Давайте дальше еще пройдем. Вот смотри, ты, короче, приводишь домой, вот ты человек, тебе там 53 лет, и у тебя там, я не знаю, 25-летние там дома эти дочки, там
сын, дочка, там, я не знаю. И приводишь домой 9-летнюю с куклами девочку. Пришел. И твои дети спрашивают: о, папка вернулся. Саляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Так, а это вот, ой, какой красивый ребенок, это чья родственница? Это наша родственница какая-то? Нет, вот папка женился. Бисмилля, по сунне. Встречайте, это вот теперь ваша новая мамка. Мачеха или я не знаю. Ты такую картинку можешь представить? Ибрахим, Я уже представил я сразу. не знаю, к чему ты это ведешь. У меня есть другая картинка. У тебя есть одна картинка. Есть там несколько картин. Ты выбрал одну, которую ты хочешь. Я понимаю, Аль-Бухари, там, правдивое все. Но ты сам сейчас сидишь и говоришь, кто такой Аль-Бухари. Вот, то есть, как его Аль-Багдади, как его Аль-Альбани. И вот история, вот передатчик, где я слышал, читал, узнавал насчет этого, то, что Мухаммад женился на 9-летнюю. Почему-то один человек это только передает, почему сподвижники это не передают. Есть еще история, где ее сестра рассказывает, что она была, такое слово, арабское слово, если на чеченском сказать, «Юасак му ирдуй», ол садваш духоз арбоши, да, вот он обозначение хую 25 лет долчар, ол что отюхам не ол хаюи, и ол что ше айша мари. Я тебе могу привести именно о ее возрасте. Существует 32 хадиса. Да, где она в куклы играет, где ей там 9 лет, плюс это аят 65 суры, 4 аят, подтверждает, как разводиться, да, как разводиться с детьми, недостигшими половой зрелости. Смотри, идем дальше. Можешь потом изучить это, да, просто вот тебе стыдно, да, как бы, хотя в некоторых моментах изнасилования женщин ты поддержал, я просто пробиваю тебя, насколько в тебе чеченского там вот этого осталось. А какое-то изнасилование ты попытался оправдать, типа, а они же вот так вот. Ибрахим, смотри. Да, идем дальше. Вот смотри, ты по большому куда-то вышел, и с тобой рядом твой друг, короче. Вы вышли, короче, он, это самое, я не знаю, и он с тобой рядом. Ты сел где-то. Я извиняюсь, что перед огромной публикой это приходится там. Я просто хочу именно моменты, которые я хочу как чеченец, я не знаю, не то, что чеченец, тут без разницы, там, другой национальности люди, но я вот как с чеченской, да, там, точки зрения, когда мы говорим, ты же начал тему, что наша культура там соответствует где-то с исламом. Окей, ты вышел с этим чуваком, сел, короче, по-большому и говоришь ему, сходи мне 3 камня принеси, короче. И твой там дружбан пошел, собрал камни, принес, положил рядом с тобой и сел, короче, отвернувшись. И ты, короче... Я не признаю эти хадисы, знаешь почему? Потому что даже не подмывшись, я не могу совершить намаз. Как это камни принес камни? Когда это не соответствует Корану. А намаз был худу, эллак, намаз, худу из намаз. Ламаз был, дуса. Бьюгал хакки лаллах, хумат я. Ош хоздаться, чиш дала, бит была, хак был, ламаз. Да хват, чу цанула, я ешь вацхо. Айламед меча дазин дуис. Меча дазин. Идуаш ламаз, эларка, намаз, дазин дуис, намаз, это азиатский дуаш дар. Вай ламаз, ол азиат, намаз, ол
Не, ну ты же понимаешь, что этот намаз, он пришел из тех же источников, откуда и 3 камня пришли, откуда и 7 фиников пришло, откуда и вот это все остальное, то, что ты там говоришь, это так, это не так. Этот намаз, это же все вот оттуда идет, из этих же источников. إبراهيم يا ولي حاجة حدينه والله ما صدقوش والله تسأنوا خلويسه حشته شو أنا تسأنوا اليشوع يختموا حاوس يختحديث بيتر بوغاريا صحيح دو أول سارسوك هو طوق حق شو تسأنوا غلرو Цанло, лор, шукайз, это твои грязные мозги, ну, я цитирую, твои грязные мозги там не работают. Там работает как раз-таки, если там говорят, что ты камнями, когда очистил, ну, подтерся, это и есть очищение. Все. Если ты хочешь это покритиковать, да, то... Если ты хочешь это покритиковать, ты также тогда должен и таямум критиковать, да, когда ты просто руки шлепнул, короче, об землю куда-то, да, растер их и на лицо вытер. Это же тоже как бы считается. А это правда, Ибраим, что есть такой был колодец, где там, ну, стирали тряпки, там месячные, всякое такое. И он там умывался, это правда? Да, там хадис такой есть. Bismillahirrahmanirrahim. Så hadis dat boa poemer stiad ogshaq. Så det он забыл. Особо ахи. Просто цар смысл иньо чламас да хот иште хоч поемар. Бухари си муслим согда. Хайк öyle löhü. Бухарис муслим болтато. Крич ученый признаваться дешь хадиш дусунсон юка. Муслими Бухари было бы любая. Сабах хис махит. Хубо со да цахух. Со Ибраим скамел душу. Ничего. 21 глава очищения с помощью камней, 155 хадис хадис. Он это уйцано, что Allah душу вообще камел да вариант я содавул да сан. Ца уважение ца умаёч. Нормально камел ди Ибраим смадали. И чирю, например, бусолдина предписана вам месть. Раб за раба, свободный за свободного, женщина за женщину. Как ты это вообще воспринимаешь? Раббу раббина. Холцуна цухена тобна шаладаца. Цун агур цауица вукар хатиллати вуш дабош. Сияр хатиллати вуш дабош даца. Иш дежу хлацухена юч. Цухена раб за раба, раббу раб вини и раб вебах цар. Кинаг мави. Зучу зудини и зудду халдаи бах. Кинаг мави. Станзим хуоцун халдол сагвини и халдол сагви бах цун метон цун рабыш цун гергал нахма бах. Ишт крит ксоцуна. Алло, там сказано раб за раба, женщина за женщину, свободный за свободного. Да. Ты же понимаешь, то есть если ты взял, замочил женщину, то женщина за женщину. Ага. Если ты пошел, замочил... Ос изудини сову вивош. Нет, там не сказано, изудини. Нет, цухена. Предписана вам месть, и как она предписана? Цухена. Хатайпан сегвич, да, вука дабл, цунтайпан берш, цунгергал наш воша, да, лич, цухена, десан, душ. Инц ингушета, сахусам на нювала, да, цигасу ашош, дишо дякнос. Цана хуна один шингвир бош, вуку вожвини, вуку хуна один цун вожвини. Не, ты, это я не об этом тебе говорю. Я тебе говорю, женщина за женщину, раб за раба, свободный за свободную. Ты понимаешь женщину вот это? За женщину. Женщина, если убила женщину, убивайте эту женщину. Раб, если убил раба, убивай этого раба. Нет, там не так сказано.
Как не так Там, сказано, да. там сказано, раб за раба, женщина за женщину, свободный за свободного. Да, Понимаешь? свободный, что свободно вини и свободно век, цун мехтан раб, мавец, он мехтан, цун гергал, мави смысл и мавицун. Ну смотри, например, Сухапавор, муас, может, он не стакатра мехта, да, роша, сони суаца, сон не сви, да, роша. Хайгар, цаум, что ты представляешь, вот если... Смотри, у тебя рабы, да? Смотри, у тебя рабы какие-то, твой раб идет, это самое, я иду, короче, и твоего раба, я какой-то тоже рабовладелец. И ты рабовладелец, и я пошел там твоего раба мочкану. Смысл и я. За этого раба свободного не мочат, понимаешь? Например, сарабу цахакам вина, цухакму и рабви, сомовие бог, дуцун смысл. Не. Ду Ибраим, цун толкование, цун иженсо, ашпачуа, дюче, ладуеше, хорхуду тиадаму, не сохучуош, ладуш, не, хайн, интерес, ты сам не хочешь? Ну я же говорю тебе, я проверял, я читал, я толкование, из-за и хазм хазда, где это Хажа Ибраим, сун и хазан дукану, адис ли хал хаз дусму, что ты говоришь, где это толкование, как ты вывел вот эту формулу, я тебя пытаюсь объяснить, да, вот эти все несостыковки, короче. Ты берешь меня, пытаешься заговорить меня. Ну, ты можешь идти дальше, обманываться. Мне как бы по боку вообще. Дистал. Гроз, а вот ты сейчас говоришь про очищение. Ты знаешь, кто вообще арабов научил именно мыться, именно делать очищение водой, омывение? Кто научил арабов, знаешь что? 22 года арабы пользовались как раз-таки камнями. Именно 3 камнями 22 года пользовались арабы. И есть аят, в котором говорится, что очищение водой именно пришло кстати, вот сидит наш брат Леон, именно от евреев. Что мы уважаем евреев, почитаем евреев, что если от евреев пришло? Мы признаем, говорит, что в то время, когда евреи уже пользовались водой, в то время, когда пользовались, как раз-таки эти арабы, они потирались камнями. Вот в чем прикол. Кайцам алетош до нишкеревичина ха чугли бисмилlah оли аузу биллахи оли даттон гама мин алхубси вал хабаит оли им алдез бо больше женщалар أروى غفرانك سير خلامة الله حديثو هم يادد حدين وعدلن داسو دلو ديت الشارع Да, с левой ноги твикчуя уэл, с правой эрвел, миччу эрвел, цертигят, а чуолш эрвелш, мехтеге маят. Ерша хил мабуйте гамш, городаш гаш. شليت ابوي عطايمر حتى اصعب عشتاني والله دارع это мечена бейтур шалышу поймор учляча дасаца Дасатела мечена лучига биг биг. Дерзатела хапаймор возанам дасач мечена бит эст атесо искамел дешва цара дух эсчулхо. Я хапаймор вела учляча мечена бит. Смотри, Айша приходит. Смотри, Айша сидит. Да, Айша сидит дома, короче. Ну, пророк возвращается домой, и у Айши сидит какой-то человек, неизвестно. И пророк спрашивает: Айша, кто это? Айша отвечает, короче: это мой молочный брат. Тогда все нормально. Только удостоверяйтесь, что кормление грудью было ровно 5 раз. Узал смуду, короче, досыта. То есть 5 раз досыта должно быть. Как тебе такое, Илон Маск?
Мечадуешь. صحيح حديث doch. Айше после смерти пророка, к Айше приходит ее молочный брат и спрашивает, как правильно делать омовение со своим приятелем. Айша становится это самое за покрывалом и показывает, как правильно надо купаться. Как вам такое, Илон Маск? То есть, как поднимает он там за простыней кружку, обливается, показывает, как это все происходит. Аллах Акбар. إذا بغالي دو إذا صحيح حديث doch. إنسان وعدل ثاني صدقهم что صدق سجا يقيد عور وشونه يقيد قدوش Просто Айша Йочегуан и Цахач Кахат Меткцахалацун. Ну, хадис вот так вот передает. Я говорю, ты просто представляешь в жизни, чтобы ты пошел там какой-то это... Я не очень информации буду дать, сам просто размышлять твоя ума. Айша Йочегуан и Цахач Кахат Меткцахалацун. Что ты пишешь в чате? Мне вообще нету смысла это фильтровать, не фильтровать, потому что я тебе как раз таки именно критикую вот это. Ты говоришь там, что полностью со всем чеченским, короче, что-то соответствует там. Я же тебе подчеркнул некоторый момент, чего так. Бывает, вайцан дош, шичалера, изялера, гергалсагялера. Вообще нету ничего, что совпадает. Ты покажи хоть что-то, что совпадает. Ибраим, хажа, шичи цани, вухом шлил бы. Да, لا اشموش بطون زهانا بوش بشتايبن زيوخ لعبيس عالبوع شي كنت زود يحيز ريحتن متك شو صح هينت طيب لوتسير دق إيش момент شو دقمت شو والله شي هر بيدرستيجسكي هر دنيا قدال سونن سوم كشي يا خان ده سون حاجات وريانش ما يات هر بيدرستيجسكي دخ دنيا قدال تساعة خزق سون что YouTube جو عيو قنداس شي بيرش حيزين حالي ساعات يواتش جني حونداخ سون هو ناخ شوري ناخ شي بير حيزين طيبن منو تا имуду свободне Сухомна шо свободе из муду так я не пойму шебеш например خيوز وزال سناق با انشولتا هم دقدا ديش مواتر استولتا ها короче شي دوزل شين دقدا ديش да هم я короче еще на ношне та что там тогда не так я не пойму что Аллах ошибся что ли إبراهيم عجان إسلام يا تناقو بأنو يعي كانتي خلنا пример يالي يشيات الخزدوس ون تخنالس عادي شو خمناش هو интересно خمناش دو بقى ديش ну и خمناش سين حخيش ده أس فلتر واحد ده تون ديلا بيمر سليلي نيجا فلتر ده مش فلتر ده ищет это те же самые хадисы которые тебе пришли где тебе говорится и все остальное понимаешь где тебе за пророка нужно голову отрезать осуждаю полностью да вот этот как Будулак во Франции поступил. То есть он же поступил в соответствии с хадисом, этот Будулак. Он не просто так пошел, там дурью маялся. Он чисто ты не следуешь им чисто, выбираешь там, что тебе лучше, что не лучше. Он чисто следовал...
Смотри, ты понимаешь, что за пророка, если кто-то пророка оскорбил, там, за него нужно секир сделать. Ты в курсе? Есть хадисы, которые пророк ничего не делал, кто ругал его. Например, слепой на базаре, на рынке, который все... Это недостоверно. Это как раз, когда тебя... Вот, это как раз, когда тебя потихоньку подсаживают на это дело, тебе вот такие недостоверные рассказывают. Потом тебе объясняют, когда ты уже готовенький, да, тепленький, тебе объясняют, что этот хадис недостоверный. Я тоже думал, что это... Я тоже слушал этот хадис, чуть по глазам слезы не потекли, короче. Потом ты, когда дальше слушаешь, тебе объясняют, что это не... Алло, 29, ты уже готовенький, да? Все, это теперь недостоверно. Вообще все, что про иудов там связано, это полностью вражеская сторона, которая ты должен относиться враждебно. Почему? То есть там... У него жена была еврейка. Какая жена еврейка У была? пророка была жена. У Гитлера бабушка тоже была еврейка. Наложница, что ли? Нет, жена. У него 9 было. Ну, которая наложница была. Нет, жена. Не, он ее потом на ней, как бы, на этой наложнице женился по Сурии 4:25. Это я не знаю, я знаю, что когда она пришла к пророку и сказала, это другие жены на ней издеваются, ты еврейка, потом пророк сказал, ты пойди и скажи нам, что ты дочь пророка, что ты сестра пророка, и что ты замужем пророка. Вот это, то, что у него жена была еврейка, это... Наверное, жена София была Копская, еврейка. что еще? Да, София наложница. Копская, что еще? Наложница, потом он, по-моему, женился. Короче, смотри, ты вот вышел с друзьями, стоишь на углу где-то, на улице, там семечки вы хаваете, стоите. Проходит женщина, ты говоришь, что делаешь-то? Забегаешь домой, у тебя там твоя двоюродная сестра, и она же твоя жена Зайнаб. И она кожу обрабатывает там, ты знаешь, как кожу обрабатывать, там эти всякие запахи надо. Ты быстренько с ней совокупился, салам алейкум, и пришел и рассказываешь это своим напасти, которые друзьям, с которыми ты на улице стоишь. Я сейчас дошел там, Зайнаб, салам алейкум, чужая женщина какая-то проходила, я резко извиняюсь, да, тут много людей. Короче, забежал с женой, вот это вот сделал, и иду сейчас, салам алейкум, она там кожу обрабатывала. И вот эти с тобой, которые на улице стоят, им это рассказываешь. Знаешь, что в исламе запрещено рассказывать то, что между женой и мужем. Он все подробности не рассказал, как он, сколько там, или я не знаю. Для чего ему это рассказывать, Ибрахим? Сам подумай. Для чего? Да мне без разницы, для чего. Это сахих хадис. Сахих, да, гуш мадуешь, да, недостоверный. Ты знаешь, что с ним придуманный, ходит сочиненный, помнишь? С ним ходит мелкий вот этот парень, да, который Анус. И он с ним идет, да, через 11 жен своих проходит, этот постоянно на тасе где-то с ним стоит, через каждую, когда это. И после 11 жен идет один раз, искупался там, короче. И это Анус рассказывает. Ты можешь это представить? 11 жен, я за одну ночь прохожу 11 жен. А ходишь, берешься гигауца, ница мабаса. Свобода, пророк был 30 пройти. Осун гуш мадуешь, сочинят один хумаш доедаться. Алло, у пророка была сила 30 мужчин, ты вообще не в курсе. Когда пророк говорил, я всего лишь человек.
И в Коране говорит, он всего лишь посланник. Ахудыш, давай, айгар тюлеш, мадит. Раб, да, раб. Шегер, просто ты можешь себе представить, человек 11. Я вообще не могу представить, как человек на Аль-Бураке куда-то взлетает, потом говорит, что из патрона Аллаха текут реки, Нил, Ефрат, короче. Я много чего не могу вообще. Я много чего могу не представить. Мы сейчас не о моем же представлении. Ты говоришь, что в исламе все соответствует там чеченскости. Я тебе объясняю, что вот эти моменты. Я понимаю, я все это понимаю, но когда я такое слышу, я всегда думаю, может быть такое или нет. Мой мозг говорит, не может такого быть. Ну, твой мозг... 11, Саган, Чехва, знаешь, мне по 30 секунд мацавали Сагава, худеется. Подробности шиитские шварцов. Я тебе говорю, плюс с ним ходит, короче, его асхаб, да, ходит рядом, короче, и он потом передает, он 11 раз там сходил, и 1 раз только искупался. Ишадеге дючлил шулы дасум вагаван цачен чеквалт ахкебесо ваган личен вацбош, да? Интересно, хадис штука. Да, и штука, хадис сахих, хадис штука. Сахих хадис. Ахку армаду и сахих, да, ци. Вот динча амавацата, соборнет, ты вылетаешь из ислама сразу. А признаться, да, динча авац. Любого признаться динча авац. Конечно. Как ты вылетаешь, как пробка из-под шампанского. Дин размышлять. Ты думаешь? Я حساحيق بوحاري قرآن مدات دالش قرآن لديردو ألشا до تعرض موضوع дорогие сестры, вам на заметку Бог, штат твой русскоязычный, нах амош. Ни в коем случае, да, не отказывайте. Пророк вот так делал со своей двоюродной сестрой Зайнаб бин Шахш Боштат, позже отрабатывала, там все пахнет туда-сюда. Волш, мы дальше есть. Ирак, я хакейч пачал хабеш дало, что по сунне пророка Бог, что. Войн мыльштуха, але Ирак, это Сирия, Египет, царь уже, царь дал шопы сунна, да? Вот это, домодой это. Просто ты когда сказал, что там Чечен, Нохчи полностью, Гунадин, Бусуддин, алло, ладуич так, ладу одешь, хажмавиес, худуич, туда сначала посмотри. Ибраим, он цахарцхум, он дина нис дуэл, да, сок книги, и дуэр 100% нисхир дуэл, сон дас, сон поручение, вот, сон чагу, цаин, и лари дуэл, хадис, поемас, а я звеч цахилат. Сура 4:24 ладья фрацко. Хадис, Таязович, Тахилла, это понятно. Хакарани туй. Ватсо, ну сон иш цадн нереально хумхеш, да, цай поемариге, да, цай хайкалам дуса. И доказ, ты же говоришь, хочу вел, ты же споришь, а он один ночью хуманс дождь, туда-сюда, просто... Я тебе подчеркну некоторые моменты, да, свой хамма, например, бельгиец, ты вообще об этом не думал бы. Не, бельгийцо шен матоут илэца из табас. Хосун худаш вошу, ховок, даться вообще. Хум аморе хосун толк шайек модиес, да хилилош, аж высоко задать. Сай хаз цаноеш, сай короче, шадол гергер лонш. ورخن تقاتشل زيرجر لونش ليلوش ساي كروتش مجمع عليه يزخوش ضمش عياش يزخوش زود مولي اللي يزخوش يوع مولي اللي يزخوش شايل سي أستويشولش ده تأخذ عشوسه حوين فداش وشوت شو تمني хочешь показать вообще سو обезьян ده غير شو حسوا هو ده غير شو هي شو
Ой, ворха, да. Не, эс конкретно, хоцабая, образно говорю, хосун хум амо вошу, цачо ниста, хум Аллах ирду, цауне динагду. Мича сун мацаготига цахум. Просто даже человеческий, природа, сун полное несоответствие юктига. Маршал Думастерга. Выстрел Мэгги. Выстрел. Машол. Гроз гроз. Ажа. Хойнц хаве Антон из адхаздеш и дючо иштдат. Ой, ночью дулой, ой, цахум тяхи верче оша, да, жали там. Суал валитат ахэр асаду дон. Так хайгдал шгартал, хайгартал, но мершелош, мосом ваhdeh kan khana ich nis dat ich destaverne dat ole югволха. А хун дуол югсон хэ хун. Олсо просто асыг хата док асыг хайг кварчу цедо бо цайт сеган чехуал мелха есон. Вот. Я не требую га. Не, Аллах вайтем пойму из и отсти зациклиться дина. Что массузи гунадинаги и да именно сюда собас да юхи хватинул чувак себя ты можешь представить хайусуна свободела окузал это сялатла со интерес качу ихин хайрулуна хайнухи цана қос хватину вел свободела солючон югу массерги дуйцнага иш короче цайтуз чакуелари цаузмен лича целичер бор. Вот именно ты радо, цумуш вообще логике до, что цумуш хайниш далинч хана, боге, ты сам это признаешь, этого не может быть. И не может быть дуйхен, цундел, мадут хо цумуш, цет еш цумуш, дуйхаш, лично суар валокочур, я не буду этого признавать. حديش ده حاجة цумюш будешь, башич, да, вообще حديش до. حديش признаваться до, хоқарди, حديش признаваться до. Асишта ама yok признаваться. Қиум алгер чуак. Ишдава нахо. هذا قيم алгер шу соак. начале да цели где-то хайги хабур дючан. Элдер بالضبط قدريا إسلام وإقام أصل مو إلرا إنسان فرموليرو دات إسلام دين بعده ديسنا وإقام دات دوش ديسنا إيش إلري أقوم إلري حاجة وإسلام دين داوت وإقام مو خلاتن خلنا مسيت شيء دوق إزر القام إذا دولش خانلش قام مدو إيمنا تشينسا ونزواني تخواح ويسنو بريتك شغل مغلا وإشتان историю, да и вот на темцега, криченцега, сун хушо историю ислама, дина долше, набих сун хушац, дальше дол историю, я не знаю, анха адица. 200-300 лет назад бы дин дина мода. 300 лет мода, се ворха, да, це да лишо, вот, ну, це ворхи, це хош, уж молчи. Я уже сомневаюсь, а ворхи це ждет, он вообще уйдет. Свободец, Абдуллахов, свободен. Ворхеда как раз таки 200-300 лет от чего? Я ворхеда как раз таки 100 лет, 2, да, шида хушу, 100 лет чё. Как раз ел ворхеда хушу 200 лет. А до этого, но к чему ашхава так, и шму бавса бо шму биснаешь, ислам халама, да, цецхена. Цухена делов тиш цахловена. Тиш хала, Аллах тишим цахала. Allah, оно к чему то дахч дел богдух. Да, теперь язычский дел, а вы язычский дел, теперь язычский бог Аллах, вы язычский бог дел. Вот в чем Мечаву его дел связи волшу очвоится. Так, мечаву Аллах, связи вели Аллах, связи вели. Варанда это цусон. Он гини. Что да это цуолис? Мечада, шмабита, что ты сказки тут рассказываешь? Бисполитаса, свободен лёг. Он гини, цану дает, гугагш, он дает ни цама. Сун корт белых да размышлять, да. Он корт, свободен, а корт ключит тун цебок, и чему то не стыков шелча, он ключит цебок. Эскорт ключит бог, из примеру, да, Коран, хаюсва, да, эмбрион, да, сагарус, как он рождается. А и бог модаци, по доказать дин моду Коран, когда гиза бог доци стыков, что я могу стыков. Да, Армат от чавала, доказать дин дерон, сон цага, и доказать.
просто осладил и доказывать, дечхан, кичан. Формат, вот сексуал, молодой Адам, социальный гладух, дешват, я сам учу. Я не должен кого-то слушать. Хажат, ца дег, да? Он говорит, что формат, я слуга Мадера, а Ибраим Мадера, Коран, тун, ца дег мадат, худумен чуах, кира, шидвак долш. Иза бак мадат. Кира, шидвак долш, нах мобу. Это жоп дари асон делдол. Смысл вообще кич, вернее, хаттер дари ас делдол. Насчет того, ислам дали, ногчи, хелбац, и благодаря им мы сохранились, это мой ответ, лонсон асон, ответ, цедел лацун. Худеш хилла до этого ногчи, ишму аш хилла те. До этого ногчи, я решил историю, бусал полдуква. Ногчи цухена хилла бац боа. Хамо Тимур Сант-Ламбина шмилшбо, история онис. Цухена бусал полдуква. Поняла по ушам, ехать себе. Заколебал уже. Эрсосан 72 Моцарта, 60. И 7 помет чуваться даже. Шинцело. Шик сохецвал урвац. Содела тишь. Да, Волон, Христос, зачем ты тут ходишь и басни рассказываешь? 57, 56. Нормально, помел. По ушам ехать, мадья, чимцам дехтела, камел, искучували, дня. Чурмаваха, адела, чур, адела. Да все, и свобода, грубиться дашь. Грубо мало, Мавал, хатта штуки и мавала. Лёха, говори, хита, حوصل إذا нормально чакуя лушун кучуат сунца هو نجمة короче с полностью. Как это ибо сразу грубить, подъешься, нормально. Ага, Ладух, 160 человек здесь, Ладух. Он по ушам проехал и уходит. Ладуш, мамбуш, поэтому людям интересно, они слушают, потому что у нас здесь не было ничего, ни мата, короче, ни агрессии. Не, ну шахажа Бог, Ибраим, шахажа проверить, не Бог, Бог аж малуис. Пьецо, но он, возможно, сейчас хотя бы пойдет, проверит и поучит. Просто никогда в жизни он все знает и врет. Это нормальная психологическая, человеческая реакция, да, когда человек не может тебя сразу там, тем более ты для него вражеская сторона, тебе проигрывать в дискуссии, он потом все нормально пойдет там, сам почитает, короче, и поймет. Будем надеяться. Лёг, и наоборот, ки дик моду цер, и нисты кокш, я гучи ялч цер, наоборот, ки дик ту цер, и дик гум гуч гол. Что озвучивает, дайте Бог, вам говорит нету он. Ты говоришь, есть оно там, а он говорит, там нету это. Вот. Сунде и дик моду, ладух был 160 тыган хурдут ак, понимаешь? И дик дукто ищ алч. Ты должен, наоборот, это муэдо, чтобы так было, чтобы люди увидели все. Кетя, ой, нахан дюч моду, и нахан символит, нах кети твой худючно, понимаешь? Наоборот, дик дуке. Пускай люди сами оценят, кто прав, кто не виноват. Все, говоря, махкируя цыга, вау, цыга, юмабо, тигр юмабо, слушай, хозяйка. Царь вау, толки вали, бехвал мекшду бог, смотрю цыга. Мамат поймал, царь толки, а бехвал, ще сунцош, молчивец, толки, а бехвал, шила бог. Цигар барик дич, вочу лестору. А ты мадиелэши, само мадиелэши, шевризля, чуа, диехар, и суннат, хоч мадиелэши. Сон все равно хазалч, дик хет грубиться деш, да, мел и харц флюш вола, мел и дала, все равно люди со стороны все оценят. Нах архума кетореч лелш мадо, адам до чочухиш наш датскевай, нах кетореч, нах символит, архую вен тетесер дуй, нах не дагает реч лелш мадо, а как раз ищар бахка бахкншен и цед неудобный, аяч, дала далиншен мерхтёрч, цель алум целч, ищ да цери, и нисе хуни один мудара, цер, недостоверный, дари, уж дари бог, цер, юлитинча, как раз таки это показывает, что это все ложь. Наоборот, его кид дик маду, и вот о чем я говорю. Грубить тебе, ждать, тем более... Нет, в исламе, короче, если ты
из-за уважения к человеку, да, из-за того, что ты как бы чтешь его, уважаешь, если ты ему встаешь, да, при как бы вашем встрече, да, вот там, ты можешь приготовить себе место в аду. То есть это хадис сахих. И теперь вот чеченец, да, который там при встрече там с гостем, при встрече там, я не знаю, ты сидишь, короче, и человек заходит, да, и вот это, где мы встаем или привстаем в знак уважения, то есть ты должен приготовить место в аду. Вот гость, который был, он говорит, что полностью ислам и чеченскость, они как бы не то, что даже соответствуют, а как бы одно целое. Где хоть один момент, в чем в культурных каких-то местах, или, я не знаю, в моральных, в нравственных, абсолютно нету нигде. Амет бац, тем более, ша ашване о Европе, ашвоицун гушбуй, арбовоица бича. Тут это акидо и задарон, Ибраим, ты, наверное, еще не успел, наверное, ему сказать. И до ших вещих изун, ду диалорма, ду это амекш. Издувать. Да тут до утра можно это, да, вот так именно. вот все примеры приводить. Сунда, иш группе штат, хазвист хош вори бюгл дюч вацер, иш штат сразу ишчун дерда дуй. Лёгок сразу с труболёт, Толя, сразу любовь чукосла. Шауавам, шаладухал, духпанил, шауавам, проверить, и на бог, шашел, сиди, худи сюда. Я пошел, проверил, я вас давно слушаю, бог. Лёгок, гасфакцунда, мабах, вот цундюч дати, вот ладуш болнах, буй. Мы им показываем, кто из нас лицемерит, кто из нас хочет правду показать людям, понимаешь? Вот в чем смысл нашего разговора. Асинц мааллер, вой дам доч, аш мы да цокар, вой биг, вой ком болнах, вой дюалбах, вой хашт мелбос, дена на дёти, чучухижин, дам доч лилш, вот да свой. Мы хотим людям показать. Хую вой тетесек, дуй вой гайт речь лилш, мы дуй. Лас твой арвогит, и камел что? Чуй энек. Маршалу масерги сюгар. Мершую, дела, мокш мерш, алаш. Маршугил. Ночью кам. И мачо знакомо эсду. Алекса, арса, немкюса дола. Цу ахунтиленсу, Алекс Эльч. Цу оказывается и перевод латинский, еще Мелбол Буховский, оказывается настоящий мужик, признательный. Борз. Нахче коме декче, борзю, кеда декче, мужику, одинен чоми чаще, оказывается Алексук. Прикинь? Максен худовый эльчи, Макса и подчиненный у Бог. Ну и так далее, и пошло. Акборз, дешь юкдала хокчата комментарий Гисон. Он говорит, яздин, вы никому ничего не докажете. Таким, как ты, я понимаю, что мы не докажем. Но хават шнах мабу, там юка. Нормально, дика, вогума кастолу шнах мабу. حقيقة واسع إيه أشياء تخون نبي أزوجتش نتخصن نش تخصن يبيخو تلو تريوش تخصن نخشي قام ديش نخشي قام да. Я просто поприветствовался, извини. Умада. Сэндвич дорого. Надо сок чухалуэли. Сошунука ашадвич ансу таппелла душ атыру и все. Дальше сайн ашдуш. الله رئيس خيلون أخي. ما سنقول الله ديلا بودا وكملوا شامل 38 религий. Кахура Мазда. И все Мазда, и КамАЗы, там все, что дерез холшу выжри. Но вой нохчу камдуй, вовша мадоулеш, шеш доула доуш. Вовша валейкум ассалам, мажа вор. Все, я молчу. Это на островах, а сейчас это что динарч, им шли на это олшхедля мухити соне. Не ой шу
in dikkoish na ostoe ugarder dat etepum al aldish madetene zum job dalushna ish mawazere don holtetna away vitna by mawatse duk holater musoma dat ash hidoyesh a prashetchem времени доктор Мелдол Хумдой Муса Халери, Ибраим Халери, Войш Халери, Бигги, прошедшем времени, Танах Бюч, Танах, Кечна, Танах Бар, Танах Барбош. А хо, Олчина, Тюнгер, Мудер, Дуэлч, Тег вышел в Ишмавицини. Дела Шегам, Мацавицнери, Ал Нисхердерцуе, а Томца Тишцуе, Динери, Алча, ну, Войш Маваца, Тон Санвица, но он Гинаваца, Милоца, ديتن طبعا أعديشك دي استيديش هذا شفيقيش كي برديتن وعين مدر أي حديشك ديل دال وصو إديتن لقوقع يشتبطوا على هذا لقنا وس إشتما فيتنير نتاك جوب مولور دتنا وويش واتتا جنا واتن سو إدير دولدات على غيسا يقومت بيك مبلا ورد وانا хутеми ошьются Кстати, тут это тоже пишут, в комментах написали насчет похорон чеченских. То есть тоже полная противоположность. То, что в исламе, где на похоронах мы как бы гостей кормим, закалываем там корову, потом вот это 3 дня, там 3, ну, это самое у нас проходит тезет. Потом вот это целое, короче, скажем так. Да, целое такое произведение искусств, да, то, что у нас происходит вот на этих похоронах, как кому там соболезнования приносить, кто чем должен, кто встречать должен, кто там, я не знаю, все вот эти процессы, кто, ну, цвег там, тунвошвег, хивег, шиша, метик, абсолютно полная несостыковка. Вообще в исламе такой темы нету. Там вообще никого не приглашать, не кушать, ничего. Короче, все уходите, тут люди, и так им плохо, у них и так горе, короче, все пошли вон. Да. Это что такое, алло? Ну, вот смотри, я могу тебе ответить. Вот смотри, у них, у русских, когда человек умирает, они даже бутылки вставляют на могилу. Там каждый прохожий в могильнике. На поминки, да? Да. А тут еще они празднуют эту его смерть. Вот так они и хоронят. Хорошо. Один, как сказал, который туда попал и увидел, короче, там нормально все, скажем так, празднуют, как бы. И он сказал, дух законный тезя. Да, вот именно. Ну, так как говорится, вот по трезвому жизни человечества, все гуляют по своей волне, как говорится. Много людей на таблетках, на там махе или там и так далее, ну, на своей волне, да. Каждый с ума сходит по-своему, как говорится. Дело не в этом. А когда дело затрагивается границ чеченских, границ, как говорится, ну, даже Кавказа, Кавказ, не дай бог, мы не допустим. Дербенты мы, он через, когда они завоевали там всю херню нахрен и взяли на Кавказ, они пошли. Среди Черного и Каспия, 2 морей, когда эта орда пришла на Кавказ, тут только чеченцы помогли. И они срубили все головы. И они до сих пор дербенты есть 40 штук голов.
Вот какие мы изверги, как говорится, чеченские. А потом из России мы слушаем, в Россию тоже. Нет, мы, чтобы чеченцам не отдать, мы лучше китайцам, японцам, вьетнамцам нахрен отдадим все земли. Тайгу отдали, Сибирь отдали, всю Русь отдали. Московская область только осталась вот только ток. Только ток. И все. А потом, когда все... الله رئيس خويلون سنده ما بس الله هي أولع شي أستاذ شي سينوا شي البريك شي دموي شي مسو короче да خدوني شو مالبل Дерез халшу. Аллах'tan söyledi onu terpet varna deriz halшу. Dal эту был мокшмеш дал алыш до маса зина зума юажу тэшбэк на. Ну короче иш дуаныш до сайкоман. Все полностью хоть бел يقوازو نقوي Emre, tamam. Ay, hala шворho, веги элчан дын вегдала чворсо, но загин хрух халцала тур. Короче, сура 82 до 29 аят то. Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллаха, Господь миров. Да. Это раньше дискуссия была. Да. Масить, то есть, когда не суни аят, но туда в их туда я не смог, короче, влезть, да, с вот эти предопределения там. Предопределение, да, там полностью описано, мадутия, что вообще по исламу весь мир это как сценарий полностью расставленный, расписанный сценарий. И у нас что получается? Мы пример, свободе. Мы пример вот приводили, да, несколько раз. Вот представь какой-то Джеймс Кэмерон, который создал «Аватар». Он берет, короче, полностью вот этот сценарий расписывает. В итоге сам смотрит этот фильм «Аватар», да, а потом пытается, короче, наказать вот этих вот персонажей там негативных. В частности, вот этого полковника или кто там был. Его там, вот эту вот свою армию, короче, которая пыталась поработить, короче, вот эту Пандору. Короче, и вообще смысл моя, ты сам расписал сценарий, вы, короче, из каких-то злых персонажей расставил злодеев, а потом их хочешь вечно в огне, чтобы они горели, это как бы несправедливо. Поэтому там либо там должно быть свобода воли, да, либо там не должно быть вечного вот этого огня. Вот именно. Ты правильно это все разлагаешь, короче, как по полочкам. Бахмабылыш. Allah рейс хуйлу. Я реально могу принять Allah только... и Öyle устающий, маlikший. Да, полностью. Да дело даже не в них. Мой Бог это мой Отец, который и меня Святой Духа рейс хуйлун. Полностью. Аллах рейс нахуй. Субханаллах, Алхамдулиллах, Валлах Илляха Иллаллах и так далее. И пошло. Свобода маларах кэчхэна шоустина. Цанул вес. И короче, не приближайтесь к молитве, когда вы бухнули. Ну да, есть такое. Ну, так как кровь очищается через 40 дней, 1,5 месяца, ты должен больше не принимать. Но тут есть таблеточники,
Есть новинка. Markel der is voor gatom buis, de la atnia, Allah Alex, de la is fulum, de la gatom is bui. صلوات الله وقشور اير والكس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلام. كي هو Все, الله رئيس وين ده выстрел твой сажу. Салман выстрел. Маршал Салман 74. Салман, база, ответьте. Окей. Ладно. Реально, гутеми, Ибраим, гутеми, чё? Лейла, так, антитеррорки и движение, чумаят, свободы, подарки, призыщи. Шурбан туар, короче, уж хиса. Ничего страшного. Короче, уж хиса. Да, Масери, подарки. Огромная благодарность всем, кто подарки скидывал, кто тапал, лайкал, писал позитивные комментарии и так далее. Что... There is China, Hulu, there is Mashana. أكبر وقشوق الشاش إبراهيم يوق وإسبانسيرو تاش полностью. Эх, Борс, пока банк шиш нашидо, сука, хакушу мяску. Вы тынш, эх, Борс, а ок миспекар, а ты тынш, вы принятую, а там... Короче, все вот эти вот подарки, да, чтобы знали, кто понакидал, они пойдут, как вот этот Якубович говорил, в музей Поля чудес. В нашем случае все пойдет на ЧДП. Потом в дальнейшем для какой-то пользы для чеченского народа попробуем для что-то истории, полезное. Что-то полезное, как бы придумаем, да, там вместе. Не, наше вот это будущее, да, вот что мы, о чем мы мечтали, да, Чеченскую республику или Чечню. Вот как сегодня горит Палестина. Поле чудес, знаете, Алекс. Ага. Никогда. Но Якубович, А ну-ка, попробуй крутануть барабан. На поле чудес, да? Ну, я увидел как одну подставку, которую своих, как бы, перед народом, мол, чужой человек пришел в эфир и играет в поле чудесе, и они, когда подставляли ключи от машины, вот тут я как увидел скрытые камеры, я понял, что это не чудо, понимаешь? Это не чудо. Это даже не поле чудес. Подожди, как ты относишься к вот этой персоне Якубович? Да вроде бы нормально, да, вот как по-человечески я скажу. Я отношусь ко всем людям, созданным, живущим, дышащим кислородом, я его всегда уважаю. И пусть я никогда не затрагивался каких-то его религиозностей, но когда у меня в Чечне появилась религиозность ваххабизма, вот тут я уже очнулся. А ну-ка, что ты несешь? Понимаешь? Вот тут... Ты как бы полностью настроился против Якубовича, да? Ну, Якубовича я уже забыл в этот момент. Так как я пока спал, ко мне в квартиру залетела бомба и убила все. Мое все это убито. А ты где был тогда? Я за хлебом вышел в киоск. Подожди, хлеб тогда еще продавался?
Конечно, я же за хлебом вышел, ну, за продуктами. Прикинь? И в этот момент весь подъезд, не только моя семья, там, мои родственники, все собранные с А города. ты докажи, что бомбу кинул не Аллах. А тут уже, он, видишь, я же сам тоже в ВВС служил 2 года в Украине, прикинь? И в этот момент я сам знаю, что Подожди, такое... сейчас нет Вова, есть ВКС. Не-не-не, я знаю, что такое авиация, я знаю. Когда им подвешивают 200 килограмм ракет или по 300, по 700 килограмм и так далее, подвешенные под крылья, и они это все пикируют там и так далее, все это. Я ВВСник, как Джохар Ну, Дудаев. ВВС больше нету в Русне, есть ВКС. А теперь пехота появилась. И все. Как ты поступишь, я не знаю. Знаешь, партизанство надо вести. Как... Так, ладно, друзья, с вами было хорошо. Ну, отдыхать тоже надо. Короче, уже у нас весь день и почти до полночи, короче, там эфир. Еще раз огромная благодарность أحمر всем حول أصحاب اليوم إبراهيم ديك أبيض всем за подарки. Огромная благодарность. Дайрес хуил масери все будет перенаправлено на Чеченскую демократическую партию для демократизации и пользы, короче, да, чеченского общества. Правильно. За все тапы, за все позитивные комментарии, короче, огромная благодарность. Вот эти матершинники, которые отбились, короче, там, я не знаю, стали отщепенцами, короче, непонятно чем, да, вот это, сапожниками, скажем так. Целая вот эта вот армия, которая возникла на фоне вот этих вот там каких-то трагических моментов и так далее, вот в чем пребывает там чеченский народ, вот эта вся армия вот этих матершинников, все, что вы сказали, короче, полностью перенаправляется к вашему халифу Путину Владимиру Владимировичу. Весь вот этот, скажем так, мейл, короче, все, что от этого было, да, короче, приобретено, и через него как бы Цюнкюгол, Патрушеву, там, всяким Шамановым, всяким вот этим вот говнюкам полностью им передаем, и всех, кто, короче, перед ними там присмыкается и пытается выполнять вот эту всю гнилую, короче, работу. А вам, дебилам, немного, чтобы у вас мозги там зашевелились, короче, и вы перестали быть сапожниками и нормально вернулись там к каким-то человеческим ценностям. Дайрес хуил масары, короче, вырубаю. Всем всего хорошего. Массумаш ойл чеченским традиционным прощанием. Все оставайтесь, пребывайте, будучи свободными. Ну ладно, дайресом, Ибраим, дайресом. Да, это был Масыри, ночью кома. Өзүндө цабырт болуш, ирс эту болуш, орчал, цакам хыл,